А я тебе еще раз повторяю, Монту изобретательнее и трудолюбивей. Ух ты. А что, неправда? Мне кажется, ты слишком тупой, чтобы понять, что Ронос слишком тупой, как и ты. Давай, ну давай. Ну иди сюда. Ну, Это ты ложка. вздумал оскорблять меня и Роноса, Я думаю, да? ты понимаешь, Я что тебе делать. сейчас покажу, я тебе покажу. Ребята, Это я тебе за сейчас мной. покажу, пусть они лучше выберут Монту. Монту куда круче, он и сильный. Мне кажется, они оба слишком тупые. О боже! Сторонник я Роноса, сказал, сторонник Ронос Монту. круче. Тоже дерутся, Нет, ты погляди, Монту а! круче. Капец, куда мы прибыли? Боже, ты погляди, какой город! Охренеть! Каждый раз опять новые города! Я удивляюсь, сколько сил Так, вложено ребята, в не построение всех отвлекаемся. этих строений. Так, куда же нам... О, смотрите, статуя Хэтентепа прямо перед гостиницей. Кажется, я знаю, где мы сегодня остановимся. За мной. Ну ладно, понял. Так, в итоге, что это за место? Божественное пристанище. Блин, как будто я такое уже где-то слышал. Офигеть, ребята, вы понимаете, что мы опять попали в какой-то, мать его, город? Я не перестаю удивляться тому, насколько несгибаемая воля у разработчиков этого сезона. Мало того, что они создают эти города, так они их запихивают контентом только так, что кажется, что все, хватит. Но нет! Мы сейчас прибыли в город, который активно враждует друг с другом. Здесь буквально, скажем, не знаю, как это описать, но, в общем, что-то типа зарождения гражданской войны. О, вы посмотрите, что делают, а? То есть... Сторонники Роноса сражаются со сторонниками Монту. Обалдеть, я хочу в который раз похлопать, но я просто не могу этого не делать. Ну, слишком крутая проработка. Ты в это веришь, реально ведь веришь. О, Роноса делают, ты погляди. Офигеть. Скульптор. Но ты не такой крутой скульптор, как наш скульптор. Короче, так, божественное пристанище. Заходим. О, кого я вижу? Добро пожаловать в божественное пристанище. Место, где сторонники Хэтентепа могут укрыться от войны Монту и Роноса. У нас есть большая библиотека и несколько уютных номеров. Что вас интересует? Мы бы хотели снять номер для меня и моих 4 слуг. Да, конечно, без проблем. Единственное, должен вас всех предупредить. У нас нельзя спорить на божественные темы, иначе мы будем вынуждены просить вас удалиться. Без возмещения стоимости проживания, если что. Да, конечно. Я уважаю ваш нейтралитет. О, это прекрасно. Следуйте за мной. Видимо, мы ему понравились. Мы не стали ничего доказывать. Он, видимо, уже так устал от этих споров. Так, это у нас отель. О, ключики тут. И ведь реально, даже отель проработан, ты погляди. Ключики. Ну ладно, это не прям что великая проработка, но деталей здесь хватает. Для какого-то здания, в котором мы явно побудем, ну, дай бог, 2-3 серии, видимо. Вот, прошу, пожалуйста, располагайтесь. Я пойду. Окей. Подожди, что это? Все? Устали? Ой, да, Лулошка. Как же я устала. Сейчас приму ванную, вымою весь песок из волос и великолепно вздремну. Или сначала вздремну, потом приму ванну и снова вздремну. Вы ведете себя как кошка, госпожа. Со мной бывает такое. Особенно если до этого последний раз я спала в песчаном укрытии. На песке, где вокруг был только песок, а за пределами укрытия песчаная буря. Ой, знаете, так, ладно, я приготовлю что-нибудь для госпожи покушать, когда она проснется. Понял. Я тогда помогу тебе, Хануф. А я тогда уберу весь тот песок, что мы притащили на себе. Ну вот и порешали. Лолошка, ты, наверное, можешь пойти погулять по городу. Все равно нас тут как-то слишком много. Спасибо! Я могу ничего не делать. Шикарно! Ванна. Кстати, тут даже есть ароматические масла. Акетра уже дрыхнет, понятно. Так, и в итоге весь этот номер наш, да? Неужели у Акетры настолько много денег, что мы можем... Что? Стойка для брони, господи. Сюда можно зайти! Офигеть! А я-то думал, что по этим дверям нельзя нажать. Крутяк. Так вот, неужели у Акетры настолько много денег, что она может позволить себе тупо зайти и снять огромную виллу? Ну или что это? Отель, да. Огромный отель. Так, портье. Можем ли мы с вами как-то побазарить? Поболтать? Нет? Давайте тогда выйдем. Мы можем это сделать, это хорошо. Так, и... Добро пожаловать в Мемфисатон. Непонятно, где, что на что делится. О, школа.
Что? Фига, прям полноценная школа? Ой, так тут еще и эти торговцы, с которыми я могу поторговаться. Обалдеть. Рисовый тюк, ящик со свеклой. Ах, какая же крутая проработка, а. Каждый раз удивляюсь. О, а вот дерево, кстати, я куплю. Я думаю, то, что мне на будущее пригодится. А, у меня, оказывается, есть. Тогда не куплю. Пока. Интересно. В итоге, что это за школа тут у нас такая? Ой. Ой, простите, простите, простите. Не шумите. Смотри, там люди что-то читают. Детишки маленькие. Да тихо вы, чё вы шумите-то? Заткнитесь. Судя по вот этому одеянию, это у нас школа Монту. Может быть, конечно, Роноса, потому что тут красный цвет, но пока непонятно. Ой, господи. О, боже мой, я даже не буду встревать. А! Бляха! Что происходит? Что? А. Я думал, это за мной. Пойдем тогда в эту сторону посмотрим. Что там? Батюшки мои, что? Обалдеть! Я хочу просто, знаете, снять серию, где я 30 минут хлопаю разработчикам. Все, и больше я ничего не делаю. Так, сторонник Роноса. Поговорим? Да благослови меня на этот бой, Ронос. Понял, ладно. Так, да, я понял, короче, вот эта сторона делится на сторонников Роноса, а вот та на сторонников Монту. Потому что, видите, тут даже в школе учитель в зеленом, а ученики у нас тоже в зеленом, кстати. Да, это очень характерная деталь, сразу можно понять. То есть это прям дележка. Сверху зеленая зона, снизу красная зона. Но при этом характерно то, что прямо посередине огромный храм, который... А, тоже разделен, ты погляди! Господи! Ну, честно говоря, если бы у меня был выбор Монту или Ронос, я бы выбрал Монту, потому что, ты не знаю, как-то бесконечные драки, это не так интересно, как будто. То есть, да, возможно, силой в этом мире, в Мисре многое можно добиться, и здесь это в почете. Труд, или как там, терпение и труд, все перетрут. Поэтому я за Монту. Сторонники Монту, сразу видно, трудятся, глиняные горшки лепят, выращивают, что это? Картофель или это морковка. Тут тоже выращивают. Интересно, а как на второй половине? Как у Роноса? То есть мы видим то, что здесь характерно то, что все трудятся. И самое главное, даже на стороне Роноса статую Роноса создают именно сторонники Монту. Окей. Так, бегают тут что-то. Оу. Воин. Здрасте. У вас тут кукушка в крови. Дерутся. Кинь гнилой помидор в проигравшего. Один. Ой, слушай, а давай. Давай попробуем. Так, кто тут у нас проигравший? Плевать ты будешь. Все? Я все правильно сделал? Что ж, ладно, все это можно изучать и изучать. Мне правда нужно это сделать по-любому, но на этом я, наверное, буду постепенно лучше заканчивать, а то это можно сейчас продолжать и на десятки минут, и на 30 минут. И из-за всего этого продолжения я могу забыть сказать: ребята, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки, потому что вся ваша поддержка в виде этих нажатий — это самая громадная поддержка, которая заряжает мотивацией и позволяет создавать то, что вы видите перед собой. Сезон 13 огней. С каждым годом мы пытаемся быть все круче, лучше, и мы не забываем, что мало того, что вселенная стремится к порядку, так и дальше больше. И очень надеемся, то, что в эквиваленте лайков все будет тоже только увеличиваться. Большущее вам спасибо. Можете, кстати, мерч какой-нибудь приобрести, мироходец.ру. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Мемфисатон, новый город. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Единственное место, где люди не дерутся между собой в этом городе — гостиница при Хеттентепе. Ох-ох-ох. Согласен с вами, дамочка. Да, ребята, куда меня занесло? Мемфисатон. Город с не самым понятным названием, но с вполне себе понятной идеологией. Слева живут сторонники Монту, справа живут сторонники Роноса. А учитывая, что мы ни те, ни другие, долго мы тут явно не протянем. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы между двух огней, черт возьми. Враждующие сторонники Роноса и Монту, постоянные драки, бесконечные споры. Собственно, да, добро пожаловать в Мемфисатон. На данный момент это наше единственное убежище, в котором мы и от Туефитуна спрячемся, надеюсь, и новый огонь найдем.
Надеюсь. Как минимум, я напоминаю про карту, по которой мы обязаны найти спрятанный корабль Вилли. Если верить его словам, то на носу корабля находится талисман, который по описанию уж больно смахивает на очередной магический артефакт. То есть огонь, хотя сам Вилли до этого не догадывается. Короче, да, ребят, привет, жители, мы тут скорее проездом. Город развивается, город растет, молодцы, и город спорит, не молодцы. Вот прямо сейчас вижу нарастающую заварушку. Это что такое, а? Сторонники Монту и сторонники Роноса. Олухи, как вы не понимаете, советником должен стать Бунту. Он обладает и мудростью, и опытом. А, да, о, как заговорили. А может быть дело в том, что твой Бунту поклоняется Монту, а? Нет, советником будет Нкоку. Только он обладает достаточной силой, чтобы держать все в городе под контролем. Ваш Нкоку, может, и умеет обращаться с мечом, но в тонкостях политики он ничего не смыслит. Да что вы знаете про тонкости политики, да? Я слышал, твой Бунту хочет запретить в городе кулачные бои. То есть, в этом ваша тонкость заключается, да? А как же ты... И правильно хочет, пусть запрещает. От этих потасовок страдает весь город. Постоянно попадает кому-то, кто проходит мимо. А ты слыхал, что нечего мимо проходить, если удар не держишь? Во главе должна быть сила! Во что мы превратимся, если наш советник будет мямлей и нюней? Что ты сейчас сказал? Это ты Бунту нюней назвал? Эй, ребята, знаете, что я думаю? Я думаю, что даже идиот понимает, что Бунту идеально подходит на эту роль. Вот как, да? Так давайте спросим Абда, что он думает, а? Эй, Абд, а ну говори, кто лучше подходит на роль советника? Нкоку или Бунту? А чё я-то? Так, ладно. Мне кажется, сторонник Монту подойдет больше. В таком деле важнее трудолюбие. Мне кажется, сторонник Роноса подойдет больше. В таком деле важнее сила. Я обычный Абд. Нечего меня сюда приплетать. Я, конечно, могу выбрать нейтралитет, но что-то мне подсказывает, что я сам бы выбрал Монту. Поэтому, мне кажется, сторонник Монту подойдет больше. В таком деле важнее трудолюбие. Ну, он вот щас сказал? видите, дело ж говорит. Не такой тупой Абд нам попался. Да чё он понимает, этот Абд? Он боится силы, вот и лепечет, что попало. Эй, слушай, мы все согласились задать Абду вопрос. Значит, его мнение должно учитываться. О, черт. Ладно, парни, мы должны придерживаться принципов чести, так что ничего не поделаешь. Ну и дурак же ты, Абд, да? И продолжили спорить. Вообще пофигу. Какая разница, что я тут мог сказать, а? Не, ну ладно, может быть, если это как-то повлияет потом, то прикольно будет. Но пока что это просто спор ради спора, я понял. Не, ну давайте объективно. Даже на стороне Роноса прямо сейчас работают сторонники Монту. Этот город явно построили сторонники Монту. Что умеют Роносы? Ну, драться умеют, Все. Поэтому да, я скорее выберу сторонников Монту, я выберу трудолюбие. Ух ты. Стоп, что? Вы видели это? Он только что кинул монетку за Роноса. Ха-ха, прикольно. Здравствуйте. Покажите, какой из богов милосерднее к нищим. Положите проволочку в пользу того бога, которому вы поклоняетесь. Положите проволочку в пользу того бога, которому вы поклоняетесь. Да, я понял. О, сторонник Монту смотрит. И кинул! Обалдеть! Блин, прикольно! Так, а я-то не могу, да? То есть я свои деньги забрать отсюда не могу, положить как-то вот так вот не могу. Если я нажму по нему, то он одно и то же говорит. Ну ладно, окей. Так, а вы кто? Кузнец и ребенок. Запрягаем детей работать. Ай-яй-яй-яй-яй. Что продаете? Железная кирка. О, кстати, покупаю. Мне это явно пригодится, потому что у меня алмазная кирка почти поломалась, и я не могу ей пользоваться. Все остальное мне здесь явно не пригодится, поэтому до свидания. Кто вы? Слесарь. Так, а можно вас? Подойдите. Ткацкий станок, рабочая станция ботаника, алхимика. Вау! При всем при этом это мало того, что круто выглядит, так еще и мега дорогое. Ладно, я
учту, может быть, по сюжету понадобится. Тут у нас винодел. Винодел мне явно не пригодится, спасибо. Как мой сын может защитить себя в случае нападения? Перестаньте! О каком нападении вы говорите? Мы живем в современном мире. Детям сейчас важно получать ремесленные, практические навыки. Поймите же вы, наконец, эпоха нападения ужасных существ прошла. Военные навыки в жизни не нужны. И это хорошо. О, девушка, как вы можете работать учительницей, если вы даже не понимаете, что сила духа никогда не появится без физической? Мой муж может преподавать детям военное мастерство, а вы — ремесла. Мы не говорим о том, чтобы полностью убрать из программы столярное мастерство. Или корзиноплетение, или гончарные уроки. Мы говорим о том, чтобы добавить уроки обращения с оружием. Только и всего. Ну а кто, по-вашему, будет отвечать, когда дети в пылу игры случайно поранят друг друга? Эй, дамочка, вообще-то... Ну, вообще они и так могут друг друга поранить. Нет же, вы не понимаете. Сейчас они не знают, как сделать это наиболее эффективно. А вы буквально предлагаете их учить. Ну да. Дети должны знать, как постоять за себя в случае опасности. О, молодой человек, вы, я так понимаю, не сторонник ни Роноса, ни Монту, да? Как думаете, детям действительно необходимо сейчас учиться держать оружие? Зачем? Мне кажется, учителям виднее, как выполнять свою работу, и нужно предоставить это им. Лучше уделить больше внимания другим умениям, изучению книг и учению хэтентепа. Знаете, я думаю, что это полезный навык. Это ваша проблема, что вы не можете уследить, чтобы дети не поубивали друг друга. Вот, да. Нет, давайте вот это. Мне кажется, учителям виднее, как выполнять свою работу. Вот. Ну вот. Правда. Ну, может быть, действительно это не нужно нашему сыну. Я ненавидел возвращаться домой в синяках в детстве, да, это правда. Ну вот, вот. Я рада, что мы наконец-то смогли услышать друг друга. Ой. Большое вам спасибо, Абд. Пожалуйста. Так, здесь мы точно были, но мы на другую сторону не ходили. Там какой-то человек стоит, возможно, он скажет, типа, попади в мишень, бла-бла. Да благослови меня на этот бой, Ронос. Понял, ладно. То есть турнир здесь никакой не проводится, да? Здрасте. Я не могу с вами сейчас торговать, да? Да, пока не могу. Ты прикинь, а? Я недавно предложил одному из беженцев работу. Так он знаешь, что мне сказал? Сторонники Монту больше платят, обалдеть, да? Они что там все с ума посходили, что ли? Абды на то и абды. Никогда они много не получали. Верно, верно. Лепешка с верблюжьим молоком и все. Хватит с тебя, как говорится. Понятно. Старые устои. Так, кинь гнилой помидор в проигравшего. Тут, кстати, воин стоял в предыдущей серии, я помню. Может быть, я тоже мог подраться? Но, видимо, уже не сейчас, да? Здрасте. Я зол. Понятно. Да. What the fuck? Что? Раньше такого не было. Подожди, я могу нажать? Что происходит? Так, погоди, стоп. Если я пойду сейчас сюда... Ты погляди, что происходит, а? Я помню четко, что в предыдущей серии я заходил, и этого не было. Так, а если я найду какую-то другую статую? Я точно помню то, что такие... Вот, смотри, статуя Роноса, и при этом она просто светится. Совершенно обычная. Здрасте. Чувствуешь? От меня пахнет настоящим мужиком. Ну да. А ну-ка давай еще раз. Я смотрю на эту статую, она светится обычно. Я подхожу к, по сути, точно такой же статуе, но она светится далеко не обычно. Помогите. О, ну-ка. Так. Ну? Сделай что-нибудь. Ну, бляха-муха. Короче, ребят, я спросил, что это может значить, и оказывается, это функционал, представляете? Мне нужно взять оружие, клык Роноса, например, и нажать по статуе Роноса. Именно вот такой. Давайте попробуем. Мне не сказали, что произойдет, тем не менее, сейчас мы все увидим. 3, 2, 1. Вау! Слушай, то есть я теперь могу находить разные статуи и высасывать из них энергию бога? Вау! Круто! Правда, знаете, как будто я немножко проспойлерил себе. То есть ощущение, что мне это по сюжету должно было открыться, а я что-то как-то поторопился, что ли. Так, мне тогда лучше прямо сейчас прописать Пронос. Никого здесь не увидеть, не встретить. Далее найти сундук с моими вещами, забрать молот Монту, написать Малус и проапгрейдить молот Монту.
Блин, как это прикольно, а? Новая механика. Уровень увеличен, только что это означает? Возможно, на столе исследователя у меня теперь новый поинт, да? Да, нифига себе. У меня теперь целый 5-й уровень. Так, а если мы это заберем и клык Роноса проверим? Тоже 5-й уровень, офигеть. Да я ж могу сейчас яд прокачать, разве нет? Так, требуется 135 единиц опыта. А, у меня 0. Что? Почему у меня 0 уровней? Ладно, на будущее запомним. Молот убираем. И, наверное, сейчас попробуем вернуться к Акетре и Нет, ну Абди. ты представляешь, сын одного из красногривых сегодня ударил моего сына в школе. Ах ты ж, блин. Что они вообще себе позволяют, а? Ай, не говори. В такие моменты начинаю думать, что идеи их уроков обращения с оружием звучат вполне полезно, чтобы сын мог за себя постоять. Эй, ты чего? Не говори так. Угу. Так вот как становятся сторонниками, да? Короче, опять же, мы идем к Акетре, мы идем к Абди. Божественное пристанище. Ну, благо, что зайти можем. Всем привет! Так. Лолошка, слава богу. Акетра пропала! Я хотел разбудить ее, когда закончил готовить завтрак, но ее нигде нет, Лолошка. Я не понимаю, куда она могла подеваться? Боже мой. О, тихо, тихо. Погоди, кто-то идет. О боже, о боже. Эй, Сдерик, пожалуйста, не надо, не паникуй так. Что с ней могло произойти-то, что? Я уверена, с ней все в порядке. Даже если ее схватили и пытают, ей плохо и больно. Ну, Хануф, ты же сама сказала не паниковать. Что же Так, нам ребята, делать? давайте Что без же нам паники. теперь Сейчас вот делать-то? еще Абди, наверное, Я что-нибудь не скажет. Я не знаю, что нам Тихо делать. вы! Вы сами себя накручиваете! Возьмите себя в руки! А? О, Абди, подумайте сами. Хануф, ты же прекрасно знаешь, госпожа может за себя постоять, а солдат Тамара в городе сейчас нет. Но справедливости ради, Лолошка, ты, пожалуйста, поищи ее, а я останусь тут, со Сдериком и Хануф. Не-не-не, ну уж нет. Я не буду сидеть сложа руки, если госпожа в опасности. Лолошка, мы разделимся. Я обыщу часть города, которая посвящена Монту. Ты возьмешь на себя Роноса. За мной! Ладно. Чё ты, блин, а? Я же только что пришел. Кого мне нужно взять? Роноса. Мы разделимся, я обыщу часть города, которая посвящена Монту. Ты возьмешь на себя Роноса. Прошу прощения. Поговорим. О. Воин! Погоди, то есть ты ходить умеешь? Прошу прощения. Ну? Говорят, у меня тяжелая рука. Не врут. Понятно. Интересно, а куда он идет? То есть удивительно, но NPC здесь реально такие, типа, живые. Ходят, бродят. Куда ты? В окно за детишками подглядывать? Я бы тоже так сделал. Это какой-то у тебя странный маршрут, честно говоря. Статуя Монту, кстати, не светится. Да куда ты идешь-то, я не понимаю, боже! Воин! Воин, алло! Мой любимый угол в городе. Всегда прихожу сюда, чтобы послушать сторонников Монту. Так, тут у нас ткачи. Ладно, короче, это не моя сторона, мне нужно туда, к Роносу. Может быть, надо опять с кем-то поговорить? Привет. Надо бы купить домой овощей. Да. Понятно. А Кетру никто не видел? О, погляди-ка, от меня пахнет настоящим мужиком. Да, вы все тут мужистые мужики, я понимаю это. А Кетру никто не видел, спрашиваю. Вообще, кстати, возможно, я неправильно сделал. Мне надо было не за Сдериком идти, а за Абди и с Хануф. Может быть, с ними можно поговорить? Потому что они ушли в соседнюю комнату. И, возможно, да, есть какой-то диалог. Эй, Абди? Успокаивают, ну понятно. Значит, это явно не то, что мне нужно. Я же даже не знаю, где чья комната, в этом проблема. То есть Абди вышел, по-моему, отсюда. Сдерик и Хануф выбежали отсюда. А Кетра... тоже непонятно, какая ее спальня. Возможно, какую-то записку надо найти. Может быть, мне реально нужно обыскать Роносов. Такие вот, конечно, задания странные. Так, это не открывается. Нет. Ясно. Я, походу... Ребят, чтобы вы понимали, я вообще тут просто отель осматривал. То есть, погоди, я реально мог ходить и в итоге рано или поздно прийти сюда. Сколько я себе сейчас минут сэкономил? Как будто минут 10-20. Эй, леди Акетра. А? Кто? О, Лолошка, привет. Надеюсь, я не очень напугала вас своим отсутствием. Ой. Мне хотелось побыть одной. Я никак не могу перестать думать о словах той госпожи, Фарагонды. Помнишь, я рассказывала про нее, которая из мира 13? Она сказала, что из меня вышла бы прекрасная учительница.
Лолошка, я скучаю по своей работе. До того, как вы появились в моей жизни, я не могла найти себе места. Я чувствовала, что для меня уготовано нечто большее, чем Нарфанис. Конечно, в итоге оказалось, что я мироходец, и это превзошло все мои ожидания. Но все-таки, знаешь, я скучаю по просветительской деятельности. Мне нравилось чувствовать, что мои действия, моя работа помогают людям умнеть. Нравилось иногда самой вести открытые уроки, видеть интерес в глазах детей. И, Лолошка, не кажется ли тебе очень ярким тот факт, что единственное место, где люди не дерутся между собой в этом городе, гостиница при Хеттентепе? Ох. Согласен с вами, дамочка. Такая глупость все эти войны из-за богов, если честно. Ой. Хотите верьте, хотите нет, но в мультивселенной бесконечное количество миров, в которых бесконечное количество богов-наместников. И посвящать всю свою жизнь доказывает, что именно твой бог самый сильный, самый настоящий и самый крутой. Значит, тратить жизнь впустую. Подождите, что вы сейчас сказали? Мультивселенной? Ну, да, именно так я и сказал. Удивительно, как люди находят смысл в таких бессмысленных войнах. Я и сам не сразу осознал, насколько разрушительны могут быть такие распри. И осознание было для меня очень болезненным. Поэтому, наверное, мне таки и нравится ваш Хэттентеп. Мне тоже иногда хочется отстраниться от всего и углубиться в некие абстрактные знания. Извините, конечно, но вы сейчас говорите не как обычный бармен в гостиничной забегаловке, если честно. О, леди, вы даже и не поверите, не представите. Я вообще-то мастер-вор в прошлом. Вор? Да разве же этим можно гордиться? Ну, вы что, в прошлом. А ваш друг, я не понял, ваш друг так и будет стоять, что ли? Что? Лолошка. Да, знакомьтесь, это Лолошка. Он мой абд. Ну, здорово, Лолошка. Рад познакомиться. Что закажешь? Охренеть, ребята, вы же все понимаете, да? Почему ты до сих пор не сказал свое имя? Скажи, что тебя зовут Лис. Сделай это, прошу тебя. Ребят, просто посмотрите на вот этого человека и снова на него, на этого человека и снова на него. Да, ребята, это же буквально один и тот же персонаж. Самое главное, я помню то, что в «Голосе времени» у этого бармена Лиса, ну, я пока что буду называть его Лисом, есть дочка по имени Матильда, и она говорила про египетский мир. Она говорила то, что ее папа, вот этот бармен, Лис, ходит в египетский мир за чем-то, я не помню, за какими-то лампами, или, может быть, за травами. Короче, у меня вылетело это из головы. Но так как Междумирья не существует, мы понимаем, где мог осесть этот бармен. Обалдеть, это все настолько связано! Какие же молодцы разработчики! Вау, у меня прям мурашки пошли! Так, ладно, что у тебя продается? Бутылка раздавленного крипера, нифига себе. Сэндвич с беконом, сэндвич с курицей. Пиво из одуванчиков. Это же его фирменный рецепт. Боже мой. Я куплю. Ох ты, батюшки. Отличный выбор, парень. Я очень часто варил это пиво со своей семьей. Раньше. Да. Хорошие были времена. В общем, леди, я с вами полностью согласен. И, знаете, я немного, честно говоря, послушал ваш разговор, уж простите меня. Заниматься нужно тем, чего душа просит. Да, я понимаю, это только звучит легко, но нужно идти к тому, чего хочешь. Помяните мое слово, это я вам как старый дурак говорю. Я ведь только сейчас, устроившись в эту забегаловку на краю вселенной, чувствую себя как на своем месте. А ведь ваша цель куда более красивая, возвышенная все-таки. Дети — это наше будущее. Я слышу. О, боже, госпожа, вы в порядке? Я так рад. Там такое творится, вы не представляете. Да. Мастер-вор, спасибо вам большое. Ваши слова тронули мое сердце. Да ничего, рад быть полезным. Рад знакомству.
Абд Лололошка. Так, теперь давай, Сдерик, показывай, что там такое творится. Да, за мной. Что там, боже, неужели какие-то распри? Неужели кто-то опять махач устроил? Так, пиво из одуванчиков, боже, это же лис! Почему я не могу с ним поговорить как с лисом? А почему ты не назвал свое имя? Может быть, кстати, я могу поговорить, не? Нет, это просто бармен. Назови свое имя. Ладно, выходим. Что тут творится? О май гад. Вот он смотрите. вышел. Да, хватайте! Что? Не дайте ему уйти! Эй, успокойтесь, люди! Что тут творится? Что происходит? Этот парень выставил меня на посмешище, когда я пытался объяснить, что беженцы делают нашему городу хуже. В итоге один из этих гезирских оборванцев напал на ребенка. Вот именно. А ребенок не смог защититься, потому что этот же Абд сказал, что детям не нужны уроки по самозащите. Ага. И когда мы пошли решать этот вопрос с новым советником, он сказал, что мы можем решить этот вопрос только усердным трудом. Что за бред, а? Что это вообще за ответ такой, а? Да, это же полнейшая ерунда. И ведь именно этот Абд сказал, что советником должен быть Бунту. Да, именно так и так. есть. Эй, тихо, подождите. Какое отношение ко всему этому имеет мой Абд? Ну как же? Это же он сказал нам и... Стоп. Сказал? Вы, должно быть, шутите? Вы хотите сказать, что за вас принял решение незнакомый вам раб? Который еще и в городе вашем всего один день, да? Нет, он же... Давайте подумаем все вместе. Бесконтрольно пускать беженцев в город действительно плохое решение. Вот именно. Мы этим сторонникам Монту столько времени пытаемся это объяснить. Прошу вас, дайте договорить. У вас город активно растет не только за счет беженцев, но и естественным путем. Вам понадобится много новых домов. Обучите людей с Гезиры строить, и у вас не будет проблем с жильем. Обучите их работать на фермах, и вы обеспечите город едой. А что? Звучит так-то неплохо. Да, неплохо и правда. Я бы сам не хотел на ферме работать. А они, по идее, могут быть и не против, да? Ну, вот. Отлично. Дальше. Детям действительно не стоит брать в руки оружие в раннем возрасте. Мемфисатон хорошо защищен. Дикие животные ему не грозят. Да, ладно, это правда. Однако это не значит, что физическая сила и здоровье не имеют значения. В повседневной жизни очень многое зависит от отсутствия болезней и слабости. Подумайте, почему бы не ввести уроки физического труда, которые бы не были направлены на насилие? Бегать, представляете, прыгать, таскать тяжелые вещи. Это же все нужно не только в бою. Это и правда отличная идея. Черт, а чё ж мы раньше-то до этого не додумались, а? И последний вопрос с назначением советника. Да? Советник? Он-то, конечно. Расскажет про Роноса. Друзья, вы, конечно, извините меня, но советник вам нужен, который поклоняется не Монту и не Роносу. Потому что иначе половина из вас будет... В общем, ошибки вашего советника вы будете оправдывать его религиозными предпочтениями, а вторая половина наоборот. Неужели вы не видите этого? Вам нужен кто-то беспристрастный и опытный. Например, кто-то, кто многое в своей жизни повидал, готов остепениться и стараться ради города. Так, я прошу прощения, а что здесь происходит, собственно? Бармен, мне кажется, вам бы стоило попробовать себя в роли городского советника. Да, что, мне? А что? Вообще идея, знаете ли, неплохая. Да, слушайте, вы, бармен, пойдемте с нами. Расскажите, какие у вас есть идеи по улучшению города. Ох, ребята, у меня столько идей, вы даже себе не представляете. Пойдемте. Неужели это сработало? Фу. Ну и дела, а? Как ты так влип всего за один день, Лолошка? Обалдеть. Акетра, у вас просто дар убеждения. Я в восторге, как вы решили все их вопросы за один диалог. Ой, да брось, Дерек, что ты такое говоришь? Ну как это что? Идеальная учительница, тут А? даже думать не надо. О, спасибо, Лолошка. Ой.
Сдерик, знаешь, я такая голодная. Ты что-нибудь приготовил? О, ну наконец-то. Я надеялся, что вы спросите. За мной. Так. Ой, и тут, кстати, походу можно подслушать, да? Ну-ка. Бармен, ну? Неужели ничего не расскажешь? Назови свое имя хотя бы, бога ради. Слушайте, ну прикольно. Пришли, порешали городские проблемы. Здесь, получается, сейчас никого. А это означает, что мы можем полазить. Может быть, тут будет что-то. Так, блин, это не открывается. Нифига, у него тут столько бутылок, боже. Их можно даже взять! Вау, как это продумано! Так, погоди, у меня тогда золотой сундук. Сейчас мы это уберем, вот это тоже уберем. И в итоге я только что подобрал вишневое вино. Честно говоря, воровать у бармена Лиса я не хочу. Уж слишком теплые воспоминания у меня об этом персонаже из предыдущего сезона, поэтому нет. Тем не менее, может быть, тут какой-то сундучело, какая-нибудь записочка. Интересно, а что стало с его дочкой Матильдой? Пойдем посмотрим, они там, наверное, уже кушают. О! Ути, господи, меня ждут, что ли? Нет? А чё все смотрят, как она ест? Чё, так увлекательно? Я тоже хочу, ну-ка. Как она сладенько кушает. Погладить. Ой, давайте, кстати, сделаем подарок. У меня же, по идее, зачарованные книги есть. Я возьму, допустим, невесомость 2-го уровня. Сделать по... Чё ты смеешься? Так вот, невесомость 2-го уровня. Так, плюс 3 сакетры, хорошо. Здесь ничего не поменялось, ничего не написано. Ну, окей. Что ж, на таких теплых воспоминаниях, ребят, я, наверное, буду постепенно заканчивать. Вы даже не представляете, как в моем сердце данная серия, не знаю, закрепилась, ну или закрепится, я просто это чувствую. То есть я реально смог поговорить с персонажем из другого сезона, и при всем при этом я знаю то, что это именно тот самый персонаж. Это не Седрик и Сдерик, это именно Лис и, скорее всего, Лис. Вау! Просто вау! Как круто все закручено! Вселенная действительно стремится к порядку. С каждым разом эта фраза все больше откликается в моей голове. Ну, а вы можете откликнуться на моем канале, поставив лайк и подписавшись. Да, таким образом вы дадите огромный буст к мотивации, опять же, меня и команды. Я очень надеюсь, что вы не пропустите это мимо ушей. Ребят, правда, спасибо большое вам за вашу поддержку. Надеюсь, что вам нравится смотреть то, что вы смотрите. Сезон, правда, пушка. Это уже лично мое мнение. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Бармен. Всем удачи, всем пока. Пока. Мы выяснили, что храм был построен на месте катакомб, возведенных неизвестными. Так. О май гад. О май гад, что это шумит? Етить, колотить, это что такое? Куда я попал? Вселенная всегда стремится к порядку. Именно эту фразу я хочу произносить вновь и вновь, увидев бармена Лиса из предыдущей серии. Напомню, это персонаж из предыдущего сезона, на минуточку. Увы, по сюжету я его не помню, он меня не знает, но узнает ли? Это я и собираюсь выяснить. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором не только вселенная стремится к порядку, мы тоже. Да-да, напомню то, что прямо сейчас мы в городе под названием Мемфисатон, в городе, который в большей степени заселен сторонниками бога Монту и сторонниками бога Роноса. И вроде наконец-то бесконечные ссоры о том, кто круче, кому лучше поклоняться и так далее, наконец-то закончены. Спасибо Акетри и мне. Ой, да, спасибо. Спасибо. Надеюсь, мы действительно всех помирили, но остаются главные вопросы. А чё насчет огней? Что насчет Тоев и Тунцев? Они гонятся за нами или след потеряли? Непонятно. Я думаю, то, что узнаем мы это уже как раз в этой серии, но прежде чем мы пойдем в это божественное пристанище, я хочу выйти за город. Напомню, в прошлой серии нам сказали, что в этот город постоянно прибывают беженцы с Гизиры, потому что на Гизире случилось извержение вулкана. Не будем говорить, кто в этом виноват, пальцем показывать тоже не будем. Да. Так, ребята, всем привет. Тут полноценный порт есть, прикольно. Опа-на! То самое, о чем я говорил. Беженец с Гизиры. Погоди, а куда они идут? И откуда они вообще прибывают? Беженец с Гизиры, сторонник Монту. Так, вот идет куда-то.
Идет сторонник Монту. Что ты делаешь? Еще один беженец гейзер. Господи, а как их много-то, а? А ведь и правду говорили. Заполонили весь город. О! Ты посмотри, еще один появился. Он прямо отсюда вылез. Вот, люк. Короче, беженцев на этом корабле просто пруд-пруди. Понял, принял. Ну неужели ты правда не понимаешь? Я покупаю у тебя помидоры уже много лет, хотя у Рамиля они дешевле. Сейчас я хочу сделать у тебя большой заказ. А ты реально не можешь дать мне скидку? А зачем мне делать тебе скидку? Ты же и так покупаешь. Вот когда? Ну тогда я пойду покупать у Рамиля. Ну иди. Мне-то что? Черт. Ну а ты что мне с ним делать-то, а? Я хочу просто иметь возможность выгодно покупать тот товар, который устраивает меня. Ну неужели это невозможно? Тише, сторонник Кроноса, успокойтесь. Конечно, возможно. Достаточно оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк с единорогом Ти и получать кэшбэк за все. Дабы получать кэшбэк, в приложении Тинькофф можно выбрать различные категории даже для повышенного кэшбэка, а также пользоваться приложениями разных партнеров. Например, недавно я заказал себе продукты домой с кэшбэком в 20%. Потратил 5000 рублей, а мне на карту вернулось 1000. И таких предложений просто море. Не только продукты, еда из фастфуда, ресторанов, одежда, техника. На любую покупку найдется свой кэшбэк. И самое главное, кэшбэк вы получаете настоящими рублями, не фантиками. Но на этом преимущества карты не заканчиваются, ведь для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет обслуживание карты абсолютно бесплатное. А еще при оформлении вам привезут стильный фирменный карт-холдер в подарок. Так что да, вы все правильно поняли. Школьники и студенты, переходите по ссылке в описании и начинайте получать кэшбэк за все. Ну, обалдеть. Столько разных предложений, серьезно? Да как же я раньше-то без этого жил, а? О, все. Эй, стой! Подожди! Да пошел ты. Черт, но я отдам тебе испортившиеся помидоры всего за полцены! Вот, блин. Вот так вот, он теперь и у Рамиля купит, и кэшбэк свой получит. Ссылка в описании. Зато мы выяснили, с какой проблемой действительно столкнулся город. А теперь погнали в божественное пристанище. Там у нас Акетра, там у нас Дерек, Абди. Всем привет, я вернулся. А вы, видимо, уже ушли? Так, я не понял. Где все? Короче, я помню то, что все кушали, но еда осталась, поэтому они где-то здесь. Вполне реально то, что это бар. Или... Нет. Блин, нет, это все не открывается. Ну тогда бар. Эй, здорово всем. Здорово, Ой, бармен. Кого это я вижу сейчас? Здорово, Лулошка! Эй, как у тебя дела? Нормально. А я вот, представляешь, пришел забрать свои вещи, которые остались, и что-то задумался и перемыл всю посуду. Да уж. Честно говоря, хозяин гостиницы был очень недоволен, что я так резко ухожу. Да. Ну и я как бы его понимаю, наверное, все-таки не очень красиво уходить с работы вот так. Да вот только я ж теперь советник. Что он мне сделает? Это правда. Кстати, парень, вчера, когда я ушел с жителями города обсуждать мои идеи по его улучшению, мы завалились в какую-то таверну, и я почти всю ночь травил истории своей жизни. Нет, это было, конечно, очень забавно и здорово. Я уже 100 лет так не веселился. Да вот только для меня не стало понятнее, а чем же я буду заниматься на своем посту? Черт. Вчера мне казалось, что это идеальное, прекрасное для меня развитие, а сейчас... Сейчас мне что-то кажется, что поторопился я прыгать из барменов в советники. О, кстати, слушай, Лулошка, я понимаю, что ты местный абд, но ты выглядишь очень толково. Пойдешь со мной в комнату советника, а? Поможешь мне там разобраться, что к чему и так далее. Там есть всякие секретные документики. Тебе точно будет интересно, поверь. А? Что скажешь? Да, тут как будто вообще без проблем. То есть я сам хочу. Вы верно отметили, я абд, я не могу никуда уходить без разрешения. Ты чё, с ума сошел? Если я такое нажму, я весь сезон себе это не прощу. Конечно, я помогу, вдвоем мы точно справимся. Не уверен, насколько смогу помочь, но... Секретные документики звучат притягательно. Хе-хе, это правда. Погляди-ка. Нравится мне твоя честность, нравится.
Ну ладно, раз уж ты такой честный, то мне нужно твое мнение по одному деликатному вопросику. Я сам-то не из этих мест, как ты, возможно, уже мог догадаться. И раз меня сделали советником, то я решил взять себе какое-нибудь подходящее имя. Асил. Как тебе? Ты впечатлен, нет? Мне кажется, довольно лаконично, звучно, да и вроде как вписывается в местный колорит. О, господи, как же он не пытается не спалиться, ему вообще плевать. То есть он кидается такими фразами, как «Мне кажется, это вписывается в местный колорит». То есть он как минимум дает понять, что он не просто не из Египта, он откуда-то подальше, чем Египет. Да уж, давай, может быть, сейчас вытянем из тебя, что ты мироходец. Неплохое имя, Асил, короткое и простое, легко запомнить. Ой, знаешь, мне все равно. Если честно, мы с госпожой скоро уже из этого города уедем. Похоже на осел. А давай. Что? Осел? Об этом что-то я не подумал. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Я уже привык о себе так думать. Даже готов на это имя отзываться. Значит так, я теперь Асил. А что насчет тебя? Ты пойдешь со мной бумажки разгребать, а? Или продолжишь кидать мне свои колкие замечания? Мне все-таки собрать свои вещи нужно. А то хозяин отеля вышвырнет меня без них. А тебе бы, кстати, стоило отпроситься у госпожи, наверное. Не дело уходить вот так, без предупреждения. Только не зови ее с собой. А то будет очень неловко, что она меня, как бы, пристроила. А потом увидит, насколько я ничего в этом не понимаю. Ай, да уж. Окей, я понял. Отпроситься у госпожи Леди Акетры. Асил, ты серьезно? Асил! Ну, кстати, на самом деле, если читать наоборот, то будет лиса. До этого был лис. В целом, звучно, более-менее понятно. Асил так асил. В общем-то, мне прямо сейчас нужно к Леди Акетре, надо отпроситься, и дайте угадаю, она здесь появилась, да? А, нет, стоп. Леди Акетра? А как я буду отпрашиваться у того, кого я не вижу? О, Хануф. Хануф, привет. О, леди. вот это интересно. Хануф, ты знала, что, оказывается, в Мемфисатоне исторически селились только сторонники Роноса и Монту? Не понимаю, зачем они это делали, если ненавидят друг друга, как кошки с собаками? Кстати, да, сейчас. Нет, про это тут ничего нет. Пишут, что они всегда жили дружно. Якобы соседство силы и труда сделало Мемфисатон единственным процветающим городом, кроме Нарфаниса. О, а ведь и правда. Я только сейчас осознала, что они не всегда враждовали. О, и не просто не всегда, Хануф. Кажется, что это началось совсем недавно. Ладно, хватит чтения. Лолошка, доброе утро. Ой. Знаешь, я так хорошо спала сегодня, вставать вообще не хотелось. И знаешь, чувствую себя намного лучше. О, это хорошо. Ой, что? Здорово. Подвинься. Здорово. Да-да, привет, Лолошка. О, леди Акетра, вы выглядите счастливой. Да, это правда. Вчерашняя ситуация напомнила мне о том, что я обладаю силой решать конфликты. Это мне добавило немного уверенности. И вообще, я постараюсь больше не убегать от вас в гостиничные бары. О, кстати, об этом. Вы нас очень напугали вчера, леди Акетра. Постоянные конфликты и драки между красногривыми и трудящимися не добавляют городу безопасности. Вообще не добавляют. Но, тем не менее, вы очень здорово вчера все разрулили. Да, не поздоровилось бы нашему Лолошке, если бы не вы. Ой, и не говори. Если честно, я все еще не понимаю, как можно так глупо себя вести. Конечно, очень удобно, когда во всех своих ошибках обвиняешь кого-то со стороны. Да вот только разве это помогает проблемы решать, Ладно. Лолошка, у тебя, кстати, какие сегодня планы? Кому-то еще будешь рассказывать, как им правильно жить? Или нет? Хорошая шутка, леди. Не буду. А вообще, кстати, я сюда по одному вопросу. Новый советник попросил меня помочь ему разобраться и вступить в должность. Так, хотите пойти со мной к новому советнику, я не нажму. Хочу весь день провести у ваших ног, это... Да, конечно. Но нет, не буду. Новый советник попросил меня помочь ему разобраться. Вот это. Ну да, конечно, выдумывай. Так, подожди, я не поняла, это что, серьезно? Ну да. Что, я шутки шучу, что ли? Господи, он же и правда ничего не знает.
Кого я порекомендовала на место советника? Зачем я это? Ну, леди Акедра, вы зря такое говорите. Я немного слышал, что этот бармен говорил вчера. Слышал, как он рассуждал, и... Знаете, мне кажется, это идеальный кандидат. К тому же городу, разбитому на 2 лагеря, однозначно нужен человек, который будет непредвзято относиться ко всему происходящему. Фу. Ну и слава богу. Я рада, что ты так думаешь, Дерек. Спасибо. Ладно уж, Лолошка. Иди, куда ты там собрался. Только вот с Дерек пойдет с тобой. Что? И не перечь мне. Вчера ты гулял один, и в итоге в одиночку умудрился настроить против себя весь город. Конечно, благодаря мне все разрешилось в итоге хорошо. Но давай больше не будем экспериментировать с узнаваемостью. Ладно? Пока что мы не видели в городе ни солдат Амара, ни белолицых. Поэтому у нас есть просто возможность немного перевести дух. О, ладно, все, идите, давайте, идите. Но помните, вечером, чтобы были в номере. Ладно. Так, ладно, Лолошка, я буду при входе, если что. Так что жду тебя там. Хорошо. Хануф, поговорим с Акетром. Лолошка, я читаю историю Мемфисатона в сказках и фактах. Нормально, что вас тут 3 в одной комнате? Хануф пересела, серьезно? А, это чтобы он начал убираться здесь. Прикольно, прикольно. Круто продумана деталь. Кстати, знаете, я взяла эту книгу у портье. Она, конечно, простовата, но охватывает большой период времени. Мемфисатон строили для того, чтобы соединить торговым путем восточные острова типа Гизиры и Лазатеповых с Нарфанисом. Потому что плыть по песчаному морю — это делать огромный крюк. Для этого из Нарфаниса и из Гизиры отобрали лучших строителей и дали им стражников. Так вот и вышло, кстати, что с самого начала город населяли последователи только 2 богов — Роноса и Монту. Сейчас это работает все так. По пустыне идут верблюжьи караваны с провизией из Нарфаниса, которая потом на кораблях переправляется на Гизиру. А с Гизиры всегда шли поставки вулканических пород, яда и... там, посуды. А ведь знаете ли, оказывается, Гизира славится своим производством посуды. Многие беженцы с Гизиры пытались своим ходом дойти по пустыне до Нарфаниса. Но... нет. Тут написано, что это гиблое дело. В общем, сейчас большинство либо бежит в Мемфисатон и остается здесь, либо ищут корабль, который доставит их прямо в Нарфанис. И... кстати, Лолошка, а ты чего все это стоишь-то здесь, а? Я думала, это никому не интересно. Можно сказать, сама с собой тут говорю. Ха. Приятно знать, что у тебя тоже есть интерес к знаниям. А теперь все, иди давай. Ой. Что-то я реально заслушался. Абди, поговорим? Лолошка, простите. Я сегодня не в настроении разговаривать. Ладно. Хануф. Эй, я хотела поделиться. Леди Акетра убедила меня больше не говорить о ней во множественном числе. Она говорит, что раньше ей это вроде как нравилось, а теперь нет. Мне сложно привыкнуть обратно, но я очень стараюсь. Халиме бы это точно не понравилось. Это было что-то особенное между нами и госпожой. Я думаю, леди это понимала, поэтому не просила нас остановиться, когда Халима была жива. Со всеми поболтали? Тут что-нибудь появилось? Нет. Открыть эти ящички, кстати, я не могу. Ну и получается, прямо сейчас нас ждет Сдерик, да? Здесь вроде бы никакой информации новой нет, никакой записочки, книжки. Ты кто? О, что? Люди! Так, погоди. Привет. Ага, не поговорим. Открыть эти двери я также не могу. Сдерик? Ой, знаешь, Лолошка, я бы не хотел такой работой заниматься. Все время встречаешь людей, которые где только не побывали, а ты можешь только слушать их рассказы. Да уж. Что, рассказать ему, что я в другом измерении был, а? Хотя, чё уж там, я бы сам себе не поверил. Ой. Так, когда мы, кстати, уже пойдем-то, а? Ну, наверное, сейчас, только погоди-ка. Здрасте, не поговорим, портье? Прошу прощения, политика компании не разрешает мне опускаться до разговора с абдами. Да, серьезно? То есть... Так. Сдерик, а ты куда пошел? Так, а вот то, что вы не говорите даже с абдами, это плохо. Сдерик, ты куда? Опа-на! А вот и ты. Я как раз только-только закончил собираться. Слушай, Лолошка, а что твой уважаемый коллега делает с тобой?
господин советник, простите, но госпожа Акетра отпустила ложку только вместе со мной. О, к тебе, то есть, няня пристроена. Ой, и как ж тебя зовут-то, а, нянь? Да, Сдерик. Сдерик? Ну, Сдерик так Сдерик. Лолошка, а ну-ка подвинься. А я Осил. Можешь так меня звать. Здравствуйте, да. Да-да, приятно. Только давай на чистоту. Я не выдержу, если кто-то будет постоянно меня называть господин советник. Простите, господин советник, но вас теперь все будут так называть, да. Ох, батюшки. Что ж, это будет интересный опыт. Так, это мы все-таки возьмем. А, и все, и погнали, да? А куда мы в итоге, я так и не понял. Комната советника? Где она находится? А, так прям так неподалеку. Понял. Ну, погнали. Господин Ну-ка. советник. Да, здравствуйте. Уже все его принимают. Ты Здравствуйте, посмотри, господин на советник. новый пост заходит бармен. Да Мэр уж. города, получается. Тут воняет затклостью похуже, чем... Впрочем, ладно, вы не поймете. Нет, я бы понял, если бы ты сказал. Ну и с чего же нам начать-то? Знаете, наверное, нам нужно найти самые свежие записи предыдущего советника, как минимум. Вот. А что, кстати, с ним случилось? А то-то ты сам не знаешь, что с ними обычно случается. Уехал в Нарфанис, конечно. Может быть, место ему там дали получше. Может быть, просто в надеждах и мечтах укатил. Ай, уж не знаю, чем этот Нарфанис всем там помазан. По мне так, Мемфисатон намного лучше. Тут спокойно, уютно, и при этом жизнь бьет ключом. Конкуренции моему бару никакой не было. Заведением дел не следят. Никакой отчетности, никаких налогов. Эй, подождите, спокойный город? Никогда бы не подумал, что постоянные стычки на улицах — это спокойный город. О, вот оно как, Сдерик. То есть ты хочешь сказать, что в Нарфанисе спокойнее? Ладно, я, кажется, понял. Ну вот и молодец, если понял. Понял, все. Так, мне нужно посмотреть, что тут у нас есть. Железный скоробей, замечательно. Это мы используем, проверяем, сколько было. 1, раз, 2, теперь у меня 3. Отлично. Тут у нас какие-то письма. А, подожди, я это могу прочитать? Да ладно! Ты же знаешь, что твоя прямая обязанность как советника — контролировать сбор налогов и перераспределять 2/3 в бюджет Нарфаниса. Остальное можешь тратить как тебе вздумается. Мы получаем сообщение, что ты отдаешь нам только половину. Это прям на кое-что похоже, ребята, в реальной жизни. Я не буду говорить, ладно. Мы тут все-таки про сюжет, да. Итак, письмо, читаем. Мы выяснили, что храм был построен на месте катакомб, возведенных неизвестными. Однако снести его не представляется возможным, поскольку сторонники обоих богов слишком эмоционально привязаны к этому месту. Это ж тот самый храм, где мы прокачали оружие в предыдущей серии. Помните, там еще такое свечение было? То есть, получается, под этим храмом находятся катакомбы. Я думаю, что эта информация нам понадобится как-то в будущем. Поэтому оставим. И, наверное, складируем в золотой рюкзак. Да, мой сюжетный рюкзак уже полностью истощен. Придется вот так вот и делать. Сюда, сюда, тут еще письма. Ты что, совсем там с ума сошел, а? Если бунты продолжатся, я буду должна искать другую кандидатуру на место в Нарфанисе. Пусть твои жители хоть перегрызут друг другу глотки, но не будут выступать против нас. Ух, бюрократия. Причем это получается коррупция, я бы даже сказал. Короче, здесь мы открыть ничего не можем. Здесь мы можем что-то прочитать или нет. Эффективность 1, книга. Ну нет, мне тут ничего не понадобится явно. Так, письмо. Кажется, Эл всерьез задумалась о том, чтобы повысить тебя. Но это пока только слухи. Она встречалась с Д. Они долго разговаривали, кажется, даже ссорились. Но я ничего толком не услышал. Эл после разговора осталась очень довольна. В отличие от Д. Я думаю, что Л это Лейла, а Д это Дана. То есть, получается, этот советник был очень близок к той Фетуну. Очень близок. Хорошие записки мы находим. Я бы даже сказал, замечательные. Так, железного скоробея обязательно используем. Так, где у нас еще что-нибудь? Кстати. Так, что это тут у нас? Финансовые книги.
Это, конечно, хорошо, но нет, очень-очень скучно. Еще что-нибудь скажешь? Опа, а вот это уже интереснее. Список ключевых политических вопросов. Слушайте, ну, по-моему, я все обыскал. Больше тут нечего. А, стоп. Погоди, еще одно письмо. Запрети проводить службы в храме. Как бы это ни помогало твоим целям, это ставит под удар всю операцию. Ага. Я понял! Ребята, я понял! Запрети проводить службы в храме. То есть, заметьте, у нас было письмо про катакомбы. Сейчас, где-то здесь. Мы выяснили, что храм был построен на месте катакомб, возведенных неизвестными. То есть, заметьте, катакомбы возвели неизвестные. Вполне реально то, что это место, где хранится огонь. При всем при этом запрети проводить службу в храме. То есть, Тоев и Тунцы, которые наверняка написали это письмо, недовольны то, что в катакомбах, где они пытаются найти огонь, они не могут шуметь. Ну, что-то типа этого. Они не могут выложиться на полную катушку и найти огонь. Ну как оно? Нашел что-нибудь интересное? Представляешь, просмотрел все финансовые книги, но так и не понял, куда уходит половина денег. А, ну так вот, мы как раз об этом только что прочитали. Предыдущий советник половину отправлял в Нарфанис, но от него требовали даже больше. Да, это правда. Асил, я понятия не имею, я не разбираюсь в экономике. Асил, мне кажется, если вы не поняли, куда уходят деньги, вам лучше не быть советником. Грубовато. Ну давайте правду скажем, то, что прочитали. Предыдущий советник половину отправлял в столицу, но от него требовали даже больше. Ох ты ж, черт возьми, а. Я, конечно, подозревал, что не все наши налоги уходят на улучшение нашей жизни, но я-то надеялся, что они хотя бы в городе остаются, а не текут в столицу. Ага, ну ничего, это мы еще исправим. Люди, конечно, недовольны были предыдущим советником. Может быть, даже и хорошо, что он уехал. Тут каждую неделю были бунты среди населения. Да. Да уж, спокойный город, ничего не скажешь. Эй, прекрати, хватит. Мне здесь нравится, и на этом закрыли тему, ладно? Толку-то от вашей помощи. Идите, я сам разберусь. Эй, Асил, ты... Я же ничего такого не... Да господи, Сдерик, ну я серьезно, я все понимаю. И, возможно, даже не сержусь. Но я также понимаю, что мне лучше самому разобраться. И спасибо за компанию. Если вдруг вам чего-то нужно будет, обязательно обращайтесь. Ну ладно. Спасибо тебе, Асил. Окей, в итоге у нас есть 5 записок. 5 записок, которые мы, может быть, даже обсудим, да, Сдерик? Там про храм... Про храм было. Не, ну я очень надеюсь, что мы обсудим. Так, факел на двери, это не круто. О, вижу, Лолошка, по глазам вижу. Ты что-то нашел в кабинете, да? Ну давай, выкладывай. Так, а что выкладывать-то? Ну, у меня есть информация про храм, про какие-то катакомбы, получается. Есть ли в храме храм, где бы поклонялись обоим богам? А, ну вот, получается, мне это надо, да? Есть подозрение, что предыдущий советник был из братства. Это тоже ничего не нашел, пустая трата времени. Давайте все-таки тогда продолжим тему про храм. Да, Лолошка, а ты сам как будто не видел. Конечно, есть. Объединенный храм так и называется. Я слышал, что это единственное место, где жители даже не ссорятся между друг другом. Ну, если не считать случаев, когда они злятся на тебя. Дай угадаю, ты сейчас собираешься именно туда, в этот храм, да? Ну, получается так, да. Ну, понятно. Знай, я учел все предыдущие ошибки, и прямо сейчас пойду за леди Акетрой. Храм ты найдешь за статуей бога фараона. Мы к тебе присоединимся, ну или будем ждать на улице, там по ситуации, в общем. Удачи! О, господи, леди Акетра, надеюсь, вы там. Ага. Так, мне получается за статую бога фараона. Ну, в целом, я и так знал, где этот храм. Я понял! И получается, сейчас, впервые зайдя в храм, я должен был обнаружить то, что статуи подсвечиваются. Но я это уже увидел сильно заранее. Ну, ничего, в целом не страшно. Тут самое главное сейчас понять, что мне делать надо. Так, сундук. Сундук пустой, бочки пустые. То есть мне, получается, нужно найти какие-то то ли катакомбы, то ли что-то подобное. И это находится именно под храмом. Здесь. Опа. А здесь действительно я кое-что... Бляха, я кое-что вижу. Только... Дверь. Здрасте. Так. О май гад. О май гад, что это шумит? О май гад!
What the fuck? Это чё за катакомбы такие? Об этом все жители Мемфисатона знают или как? Так, ладно, я понял. Аккуратненько, аккуратненько. В целом это не так опасно выглядит, поэтому я, наверное, могу даже вот так вот пробежать. Оп, 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 хорошо. Нормально получается. Етить, колотить, это чё такое? Куда я попал? Ладно. А! Ой-ой-ой! Тихо! А, я понял! Я понял! Я осознал свою ошибку. Надо не медлить. Сюда. Так, здесь перепрыгиваем. О, замечательно. О, обалдеть! Черт возьми, а надо ли мне сюда было действительно идти одному? То это тут у нас? То и фытунцы, да? Я все правильно понял. Что это? А! Понял. О, сундуки, стоп. Ой, да-да-да. Ай, да-да-да, хорошо. Мне это явно пригодится. Так, записки мы пока что уберем куда-нибудь сюда. Железные скоробеи забираем, используем. Золотое яблоко явно здесь не просто так, поэтому мы тоже его забираем. Утены берем, проверяем. Еще скоробей, утенчики. И да, слишком много золотых яблок. Такое ощущение, что мне придется с кем-то драться. Так, ладно. Хоть. Хоть. Тихо. Хоп. Подожди, может быть... Ай, бляха. Ай-яй-яй. Я понял, зачем... Больно. Стоп, а почему я не регенюсь? Так, ребята, я выяснил, оказывается, это не баг. Я не регенюсь, потому что на мне анемия. То есть, если почитать клык Роноса, то тут так и будет написано: не позволяет вам восстанавливать здоровье. Но раньше-то я восстанавливал здоровье. То есть, это был баг? Ого, окей. Только не давайте мне, пожалуйста, какого-то босса, с которым придется драться. Все, давай вот так. Оп, оп. Все нормально, все хорошо. Ой. Где это я? Что это? Ой! Ой-ой-ой! Что? Что? А! Боже, бога ради! Я умер? Ой, я понял. Надо заново, да, получается? То есть, еще раз, у меня 29 секунд. Начинается. И я бегу, я не понимаю, что мне делать. Охренеть, вы что, издеваетесь? Я даже не знаю, что я делаю. Вы хотя бы объясните, что это за рычаг. Так, ладно, еще попытка номер 3. Все, сразу бежим, пофиг. На все остальное плевать, на все эти песочки плевать. Да! О! Не плевать. Ладно, я понял, не плевать. Какая сложная загадка. Да в задницу тебя, а? Я просто пробегу сейчас. Оу. О, я не верил, что это сработает, но, ребята, это сработало. О, я понял, что мне нужно делать. Так, 10 секунд я осознаю, что я успеваю. И... Все, да? Я правильно все сделал. 4, 3, 2, 1. Да, и проход завалил. Ема, у меня столько эмоций сейчас от всего того, что происходит. Это прикольно, правда прикольно. Но при этом... то, что это все происходит без каких-либо объяснений, немножко так себе. Так, ладно, прыгаем. Нормально. Нормально. Хорошо. Успеваем. Меня ничего не задевает, я Супермен. Ай, больно. И тут еще проход. Ага. What the fuck? Это что за звуки сейчас были? Тихо. Хорошо. Паркур. Воу. Воу, что это? Чего? А как это? Я тут просто паркур даже пройти не смогу. А, я понял, эта штука бдит. Эта штука, короче, бдит, и в этот момент я должен замереть, да? О, получилось. Тихо. Успокойся. Ой, пожалуйста, не надо мне такие разрывы большие. Все. О, боже, что это такое? А, это просто вода, я понял. Это штука, которая, я так понимаю, тебя сталкивает. Но если это правда, то это не страшно. Только вот забираться приходится реально долго. Капец, какое большое испытание. Ладно, у меня получится. Что, раньше получалось, и сейчас получится. Серьезно. Так, хорошо. А, ну ладно.
В принципе, ради вот этого я готов ходить. Железные скоробеи. Тут у нас еще железный скоробей. Как много я сейчас нафармлю-то, да? Ну-ка, сколько у меня их? Уже 17. Так, а тут у нас какой-то пьедестал с чем-то. Видимо, что-то там должно было быть. А вот эта бочка меня немного смущает. Такое ощущение, что там что-то интересное лежит. И да, я могу туда забраться. То есть я могу оттуда забрать скоробеи, но как мне это сделать? Пожалуйста. Ой, хорошо, я понял. О, стоп. Рычаг. О, а это что? Алмазный рюкзак, ни хрена себе! А вот это я заберу с собой. Правда, все еще не совсем понятно, зачем мне в итоге вот этот рычаг. Я так понимаю, то, что я должен найти второй рычаг. И я так понимаю, то, что он здесь. Потому что, ну, очень глупо прятать два рычага в одном углу. Так, стоп, погоди, я же могу листву ломать. Чего я туплю-то? О, сюда! Да, черт возьми. Чё? Подожди. Еще где-то рычаг? Вы что, издеваетесь? Охренеть, ребята! Ты посмотри, что я нашел! Тут кнопка! Это пипец! Я ее реально не заметил в первый раз, когда смотрел. Ну-ка, так. О! Я понял! Бога ради! Я успел! Ух, ни хрена, всего 5 секунд. Что? Чё? Что? Подожди, я просто вышел? Что происходит? О, слава богу. Ой-ой. Иди сюда. Ой, Лолошка, все хорошо? Да, я не понял, что было. Ты нашел что-нибудь? Что? Что это? Это вариант, который, возможно, должен был мне открыться, если бы я что-то где-то нашел. Ну-ка, если я попробую нажать. Ты смотри, а? То есть это то, что я по сюжету потерял. Ну, то есть вот этот выбор. Ну, надеюсь, это не так страшно. Но вообще, кстати, я понял, по вот этому варианту, кажется, нас опередили. Я нашел катакомбы, но там ничего не было. Да, то есть там был вот этот вот пьедестал, и на нем реально ничего не было. Ну, получается так, кажется, нас опередили. Черт. Ну, ладно, ничего страшного. Главное, что ты в порядке. Пойдем в гостиницу, отдохнем, поспим, а с утра ты все нам расскажешь. Да, я согласен. Лолошка, я рад, что ты в порядке. Да я тоже в целом. Правда, я сейчас хочу перечитать ту самую записку. Так, сейчас, погодите-ка. Я хочу перечитать ту самую записку про катакомбы. Мы выяснили, что храм был построен на месте катакомб, возведенных неизвестными. Однако снести его не представляется возможным, поскольку сторонники обоих богов слишком эмоционально привязаны к этому месту. Запрети проводить службы в храме. Как бы это ни помогало твоим целям, это ставит под удар всю операцию. То есть, получается, тоефетунцы добрались до огня, и, скорее всего, под этим храмом был огонь. Ну, по крайней мере, там было что-то мощное и что-то то, что нужно было скрывать. Ну, а на этом я, ребята, наверное, буду постепенно заканчивать. Это мега экшоновая серия получилась. И самое главное, я этого даже не ожидал, понимаете? Я захожу, значит, в какую-то дверь, и на тебе! Испытание, испытание, испытание! Я такой, чё? Боже, что делать? У меня реально в этот момент какой-то кретинизм в голове включился, и я не понимал, что происходит. Жалко то, что не удалось открыть вот этот вариант, который был заблокирован. Но что поделать? Неизвестно, когда бы мы его могли открыть. Может быть, это было 20-30 серий назад. Тем не менее, ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Громадная мотивация исходит именно от этих двух кнопок. И эти две маленькие кнопочки могут зарешать не только нашу мотивацию, но и качество следующего сезона. Да и этого тоже. Да, это все взаимосвязано. А так, спасибо большое за просмотр. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и чертовы тоефетунцы, которые опередили нас. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Приятно с вами познакомиться. Леди Акетра. О май гад! Черт. И к кому же нам обратиться-то, интересно, а? Ну тут один корабль буквально. Что? Ребята, это ж Зариф! Там Зариф, ребята! О, поздравляю, бармен по имени Асил теперь не бармен. Поздравим его на новом посту советника Мемфисатона. Но я все еще помню наш поход в катакомбы и то, что оттуда что-то забрали быстрее меня. Кто забрал, что забрал, сейчас и узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали!
Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы побывали в жопе. Угу. И ведь действительно, если не вдаваться в подробности о новом советнике Асиле, предыдущем советнике, о том, что тоефетунцы так или иначе связаны с городом, в котором мы находимся, то из всего этого многообразия я запомнил очень важную информацию. Тоефетунцам важны были некие катакомбы, которые находятся под главным храмом города. Вон он. Я вроде как не прям дурачок, сразу понял то, что эти катакомбы очень важны для сюжета, поэтому сразу попер прямо туда, напролом. Признаюсь честно, критическая ошибка. Как только я туда попал, меня ждали опасности, ловушки, падающие полы, взрывы, отравления и в самом конце ничего. Да, представляете, хоть я и торопился, я не смог найти то, что искали тоефетунцы. И, видимо, это первый случай за все время, когда они добрались до огня быстрее меня. Хотя, может быть, там и не было никакого огня, подтверждения никакого нет, но мало ли. Короче, в конце предыдущей серии мы договорились поговорить с Акетрой, рассказать, что было в храме. И, в общем-то, я, наверное, это сделаю, но перед этим я прошу прощения, у вас тут опять какой-то спор? Нет? Видимо, просто болтают. Я очень боюсь пропустить хоть какой-то дополнительный контент. Ну, мало ли. Здравствуйте. Что-нибудь скажете? Эти сторонники Монту держат нас за идиотов. А чё это? У вас советник новый. Сейчас он все порешает, не парьтесь. На всякий случай проверяем статуи. Они не светятся. Прокачать оружие мы не можем. Ну и ладно. Тогда пойдем к Акетре. Эй, люди! Вкуснейшие арбузы только Стой. у меня! Подходите, покупайте! Мелюзга. А, реально, чё он тут забыл? Пойдем отсюда. Эй, молодой человек! Я вижу, вам нужен хороший сочный арбуз! Подходите, выбирайте! Да, а ты не слишком мал, чтобы торговаться на рынке? А вы слышали? Мал да удал. Я из небогатой семьи, но хочу получать образование. Хочу платить за него. Я работаю. К тому же, для последующего поиска работы очень полезно иметь опыт. Когда я вырасту, я хочу стать советником Нарфаниса. Советником по торговле. Правда, пока что у меня совершенно не получается копить. Все, что я зарабатываю, трачу на сладкие яблоки и игрушечных скоробеев. Как научиться копить, дядя? Ну слушай, ребенок, научиться обращаться с утенами это действительно сложный, но очень важный навык, ты прав. А помочь тебе в этом может карта Тинькофф Джуниор! Прямо сейчас перед вами настоящая дебетовая карта для детей до 14 лет. Если ты, как и этот ребенок, хочешь научиться копить деньги, то Тинькофф Джуниор с клевым дизайном со смешариками именно то, что тебе нужно. Ведь расплачиваясь с картой, ты будешь получать бонусы. Один бонус равняется 1 рублю. А еще при помощи этой карты ты сможешь сам накопить на свою мечту. Не тяжело догадаться, в отличие от обычной копилки, где деньги будут просто лежать и лежать, откладывая деньги на своем счету, ты будешь получать дополнительный доход до 7% в год с подпиской Тинькофф Про. У тебя даже появится доступ в крутое приложение, внутри которого ты сможешь пройти простые и достаточно интересные курсы по финансовой грамотности. Переходи по ссылке в описании, где тебя уже ждут Лосяш, Савунья, Копатыч, Нюша. И поторопись, ведь карты в особом дизайне ограничены. Ты понял меня, ребенок? О, наконец-то! Моя мечта по завоеванию Нарфаниса еще ближе! Хе-хе-хе. Такой маленький, а уже взрослый. Горжусь им. Не забывайте, ссылка в описании, оформление в пару кликов. Ехала. Так, а вообще, я надеюсь, меня не потеряли? Здравствуйте, кто-нибудь есть? О, леди Акетра, приветствую. А поздороваться? Не? Не учили здороваться? Доброе утро, там все Хануф, такое. я готова. Ой. Да, госпожа, начинаю. Ну, Лолошка, рассказывай, как дела? Как спалось? Готов ли ты поведать, что обнаружил вчера? Госпожа, пожалуйста, не дергайтесь. У меня криво получается. Ладно. Но ты продолжай, ты рассказывай. Так а что я могу рассказать? Ну, я, получается, не Эй, нашел госпожа, завтрак готов. О, ну наконец. Сдерик, ну серьезно, и ты туда же. Дайте мне закончить. Оу. Ладно, все, Хануф. Я сижу, не двигаюсь, честно. Да, леди, спасибо. Сдерик, расскажи мне, пожалуйста, что на завтрак? А то мне теперь даже голову повернуть нельзя, сам видишь. Изысканнейшее блюдо, госпожа. На свежайшей, еще теплой лепешке заботливо намазан ваш самый любимый
авокадо, размятый с солью, перцем и моими секретными приправами. А сверху, точно посередине, гордо расположилось яйцо Бенедикт. А для утреннего заряда бодрости я сделал для вас апельсиновый сок. Ой, Хануф, ты там еще долго будешь, а? Я сейчас от предвкушения просто лопну. А лепешка-то остывает, остывает. Ну ты погляди, а? Этот апт еще смеет дразнить свою госпожу. Лолошка, кстати, ты обещал нам рассказать, что нашел в том храме, помнишь? Да, ну, там были ловушки, получается, и пустота в конце. Коротко описать события, рассказать в красках и размахивая рук. Ну, давай в красках. Ну-ка, это покажут? Ой. Ай, какая потрясающая история, Лолошка. Да, О, это правда. У меня аж дух захватило от этого рассказа. Жаль, конечно, что ты в итоге так ничего и не нашел. Видимо, предыдущий советник был одним из членов той Фетуна. О, так да, я точно такого же мнения. Угу, да, согласна. Я думаю, он нашел огонь и сразу отправился в Нарфанис. Получается, они совсем немного нас опередили. Может быть, если бы мы не задерживались на курорте, то огонь был бы сейчас у нас. Простите, леди, но мы не могли не задержаться. Мы устранили тех, кто мог выстрелить нам в спину, помните? Да, ладно, ты прав, Абди, ты прав. Я просто очень переживаю, что каждый такой артефакт обладает божественной силой. Мы не знаем, что Тойфетун собирается делать с огнями, но мы знаем, что явно что-то не очень хорошее. Нужно отправляться дальше. Вот что я поняла. Ты, кстати, Лолошка, говорил что-то про Лазатеповый пролив, верно? Там есть какой-то огонь? О, да ладно! Я наконец-то могу рассказать про карту, которую дал мне Вилли. Вилли, это мой хороший знакомый из порта Нара, рассказал мне про Горн Селиасет. А? Погоди, он разве говорил, что это Селиасет? Возможно, говорил, просто я забыл. Друзья, это, знаете, скорее догадка. Я не уверен, но можно было бы попробовать проверить. Да, знаете, я не уверен, что он там есть, поэтому давайте лучше в Дидинах Вамдис, окей? Не-не-не. Вилли, это мой хороший знакомый, рассказал про Горн Селиасет. Да ладно, я слышал про этот Горн, я слышал! Говорят, что Селиасет покровительствовала первым путешественникам. Она хотела, чтобы Миср был как можно более изученным. По легенде, которую я читал, этим Горном она взывала к душам авантюристов. Но я ничего больше не нашел, так что даже не знаю, что он делает. Если верить Вилли, он помогает в плаваниях, обеспечивает безопасность. О, ничего себе! Вот бы тебе этот Горн, когда вы отправились за Рифом на Шахтерские. Эй, Сдерик, Сдерик. пожалуйста. Я предпочитаю не вспоминать эти события. Ну, простите, пожалуйста, молчу. Леди Акетра, простите, а как мы доберемся до Лазатепового пролива? Тут, конечно, не так уж и далеко, но нас отделяет песчаное море. Я понимаю тебя, Хануф. Думаю, лучше всего будет отправиться в порт и поискать там корабль. Ну да, это как будто бы очевидно. Какие у нас еще есть варианты? Ну, очевидно, ты погляди на него. Какие все умные становятся, когда кто-то уже предложил идею. Ладно, ребята, нечего нам рассиживаться. Последние пару дней были относительно спокойными. Можно считать, что мы даже отдохнули. Эй, что? В смысле? Почему все считают, что этот город спокойный? Ладно, я, может быть, не так сказала. Город может быть и неспокойный, но, Сдерик, согласись, это первое место, где мы смогли... где нас пока что не пытался кто-то убить. Ваша правда. Да. В общем, ребята, план такой. Я переодеваюсь, и мы отправляемся в порт. Встречаемся в лобби. Хануф, вы с Абди соберите наши вещи. Мы сюда уже, скорее всего, не вернемся. Хорошо. Ладно, Хануф, пойдем собирать вещи. Да, пойдем. Ага. Все, получается, собираем вещи. И неужели мы опять покидаем место, в котором только осели? Да ладно! Я только начинаю привязываться к городу, я только начинаю привязываться к местности. И тут тебе на! В другой город! Пошел отсюда! Так, а я с кем-то поговорить могу? Сдерик, привет. О, Лолушка, ты... Знаешь, мне не нравится Мемфисатон, вообще не нравится. Мне стыдно, что столько сторонников Монту тратят время на бессмысленные стычки. Я не понимаю, как можно свою злость оправдывать религиозными убеждениями? Устраивать сцены, скандалы, закатывать драки.
Неужели они думают, что... Неужели они думают, что это именно то, чего бог Монту хочет? Нет, нет. Понятно же, что нет. Мне кажется, что эти люди забывают изначальный смысл нашей религии. Из-за этого мне здесь не нравится. Ни Асилу, ни Акетри, не понять этого. Да и ты, честно говоря, Лолошка, вряд ли это до конца понимаешь. Вы все не поклоняетесь Монту, не понимаете значение труда для истинного верующего. Так, ладно, что-то я совсем душно стал разговаривать. Да уж. В этой печке не так душно, как от моих разговоров. Мне, кстати, нужно собрать продукты, раз мы уходим. Все, я занят, Лолошка. Ну ладно, занят так занят. Так, слушай, а я могу тебе что-то подарить, не? Положительные подарки, золотая морковка, сэндвич с курицей. Рисковать и дарить что-то другое я не буду, поэтому смотрите, мы делаем морковку, мы делаем слитки, ставим верстак и все это дело объединяем. Та-дам! Ой, что я делаю-то? Сначала кусочки золота, и потом уже золотую морковку. Эй, Сдерик, привет. Сделать подарок. Лолошка, спасибо. Да благословит твою душу Монту. А теперь уйди, пожалуйста, я занят. Ладно, понял. Так, ну что ж, не зря поговорили. То есть Дереку все еще не нравится этот город, и мы понимаем на самом деле его более чем прекрасно. То есть мы видели вот эти стычки, мы видели эти споры, и как будто это уже было больше похоже на детский спор, типа, что круче? Мы крутые! Нет, мы крутые! Нет, мы! Нет, мы! Ну, вы поняли. Так, в любом случае, я со всеми должен встретиться в лобби. На всякий случай вот это проверяем. Нет, зайти я не могу, ладно. И... Какого черта? Слушай, меня не интересует, что ты там знал и чего ты там не знал. Какого черта ты не сообщил мне, что в моем отеле остановилась леди Акетра? Да ты хоть знаешь, кто она такая, а? Эй, парень, ты! А ну-ка, подойди сюда. Чего? Побежать предупредить Акетру, убежать, подойти, наверное. Так и быть, как говорится. Что? Что не так со мной? Ты же Абд леди Акетры, верно? Да? А вы, я так понимаю, владелец этого отеля? Ну да. Чьи еще Абды могут позволить себе так одеваться? Очень рад. Я сначала подумал, что ты сейчас сбежишь от меня, но ты не из робких, как я вижу. Принимать в моей гостинице великую просветительницу для меня большая честь. Ой, где твоя госпожа, а? Знаешь, вам очень повезло, что вы решили остановиться именно здесь. Да. Вы тоже слышали, да? Ой, она вот там как будто раз какой-то спор. идет. там Но как мы будто уже, если какой-то честно говоря, мужчина уходим. Эй, что здесь происходит? О, госпожа собственной персоной. Поверить не могу. Я ваш фанат. Да. Я читал все ваши трактаты, даже самые первые. А ваши размышления о городском строительстве, да они же лежат у меня прямо под подушкой. Я их читаю, если у меня прям совсем плохое настроение. Что вы такое говорите? После того трактата я выпустил более расширенный вариант. Да, он содержит более глубинный анализ и варианты утилизации верблюжьих отходов. Да, конечно. Но в первом трактате есть особый шарм. Ваша идея единого стиля. Это ж такое новаторство. Если бы только все жители Мисра ознакомились с вашими мыслями, леди Акетра. Насколько бы преобразились города. О, знаете, я польщена, что вам такое понравилось, понравились мои работы, но позвольте поинтересоваться, с кем я имею честь разговаривать? Да, конечно, простите. Я так волнуюсь, что даже забыл представиться. Меня зовут Барути, и я владелец этого места. Угу, Барути. Приятно с вами познакомиться. Ой, леди Акетра. О май Мне это как гад! приятно, мне это как... Госпожа, я восхищен вашей смелостью. Я знаю обо всех ваших злоключениях в Нарфанисе. Но поверьте, здесь, в моей гостинице, вы в полной безопасности. О, Барути, спасибо вам большое, но, увы, нам, к сожалению, уже пора отбывать. Да, я знаю. И я в ярости, что узнал о вашем пребывании здесь только сейчас.
Госпожа, пожалуйста, я просто хочу, чтобы вы знали. Вы не единственная понимаете, насколько ужасно все происходящее в Мисре. И вы не единственная боретесь с несправедливым устройством нашего общества. Да. Барути, спасибо большое. Вы не представляете, насколько важно мне это услышать. А предыдущий советник, который был в нашем городе, был настроен иначе. Именно он настраивал жителей друг против друга. Причем делал он это явно не один. Фестивали в один день и в одном месте, чтобы они мешали другим, а? Сорванные ритуалы со стороны обоих богов. Клевета. О, вы бы видели, как они манипулируют новостями. Например, убили девушку на улице. Ужасное происшествие, страшное горе, страшное. Но на утро мальчишки разносят по всем улицам эту новость как... сторонница Монту была убита. Как связаны с этим сторонники Роноса? И так во всех новостях, представляете? Да очень тонкая работа, очень тонкая. Сам себя он нигде не запятнал, нет. Но учитывая, что обстановка между последователями этих богов накалялась много лет, в годы присутствия этого советника все дошло до... вот таких вот стычек. Вот оно как. Что ж, надеюсь, новый советник поможет восстановить мир и спокойствие. И я, госпожа, я-то как надеюсь. Мне, знаете, кажется, предыдущий советник думал, что жители просто попереубивают друг друга, стоит ему уехать. Да, все действительно к этому шло. Поэтому я хоть и злюсь, что потерял бармена, но все-таки думаю, что его назначение стало спасением для всего нашего города. Уж простите, если что я вас так задерживаю-то. Не буду больше вас отвлекать на вашем пути, леди Акетра. Очень надеюсь, что еще вас встречу. Да. Боже. Барути, очень приятно, очень. Спасибо. Какой? Я сначала подумал, что он сторонник той Футуна, но нет. Черт. И к кому же нам обратиться-то, интересно, а? Тут один корабль буквально... Что? Ребята, это ж Зариф! Там Зариф, ребята! Вон он! Вы посмотрите! Эй, Зариф! Зариф! Мы здесь! Алло! Батюшки! Господи! Друзья мои! Сдерик! Что вы здесь делаете? Вот уж кого я точно не ожидал здесь увидеть, так это вас, представляете? Какая радость! Ой. Госпожа, вы, если что, как всегда, великолепны. Слушай, Зариф, а ты-то что здесь делаешь? Я приезжал на Гезиру навестить маму. Она решила какое-то время пожить на острове. Сейчас ей это уже явно не вредит здоровью. Потому что, представляете, с Гезиры пропал яд! Вы что-нибудь слышали об этом, а? Да уж, Зариф, мы не только об этом слышали. А? Что ты имеешь в виду? Эй, Зариф, а как ты оказался здесь? Неужели решил подзаработать и перевести парочку беженцев? Не-не-не-не-не, вы что, леди? Я таким не занимаюсь, что вы? Это, конечно, хорошо, что на Гезире пропал яд. Маме теперь там дышится свободно. Да вот только из-за этого сильно ухудшилась экономика острова. И там просто нет провизии. Все, что я брал с собой из Нарфаниса, я оставил маме. А здесь я собирался закупиться новой провизией. Вот. В общем-то, я этим и занимался, пока вас не встретил. С экономикой? Слушай, Зариф, а ты не хочешь подзаработать и свозить нас к Лазатеповому проливу? Серьезно? Вы что, решили заинтересоваться туризмом? Это, леди, очень неосмотрительно. Ведь, напомню, вы все внесены в список. Да и на Лазатеповом-то смотреть особо нечего. Там никто не живет. Уже очень-очень давно. Когда мы еще жили на Гезире, то есть, когда я был маленьким, там уже никто не жил. Зариф, если ты переживаешь, что тебя поймают с людьми из списка, то так и скажи. Мы все понимаем. И даже не обидимся. Очень неприятно такое слышать, леди. Очень неприятно, знаете ли. Лалалошка, мой друг. Он меня как бы от смерти спас. Неужели вы правда думаете, что я могу вам отказать? Я же за вас волнуюсь.
Да я ради вас на все готов, друзья! О, вот это по-нашему. Вот это здорово, Зариф, молодец. Он же все еще Господи. ненавидит. Лололошка, а ты, надеюсь, передал своему другу, что я бы предпочел с ним больше не общаться? Эй, да ладно тебе, ну, Зариф. Ну, пожалуйста, ну прости, что накричал на тебя. Мне очень стыдно за тот случай. Ему стыдно. Хануф, Ой. эй, слушай, а ты-то знаешь, что с ними произошло? Эй, Абди, прости, конечно, но Хануф не стоит этого знать, это точно. Ах. Ладно, простите за это недоразумение. Идемте. Конечно же, я отвезу вас к Лазотеповому проливу. Пойдем. Бедный Сдерик, а? Он же все пытается исправить. То есть он, ну, помните, он накричал за то, что мы спасли Зарифа, но не спасли скульптора. Вот, и поэтому Зариф после этого на него жестко обиделся, да. А я, кстати, знаете, у меня роза есть. Интересно, вот черная роза Кнефнтити, как она сработает, да? Помните, Абди сказал то, что эту черную розу можно один раз очень жестко использовать. И вот как бы опять же вопрос, могу ли я спасти скульптора спустя столько времени? Ответ, конечно же, очевиден, нет, потому что он сгорел буквально. Ну, то есть мы сожгли, помните его? Там Абди стрельнул, и огонь, бубум, бабам. Вот. Я уверен, то, что по сюжету у нас будет очень драматичный выбор, как использовать черную розу. И я на самом деле очень боюсь этого выбора. Давайте, ребят, я хочу вам кое-что сразу сказать. Те люди, которые смотрели сезон «Голос времени», помнят, что в сезоне был такой момент, где мы могли кого-то спасти, кого-то не спасти и так далее. И многие комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то был со мной согласен, кто-то не был со мной согласен. Поэтому заранее, зная то, что явно такой выбор еще может произойти, я хочу вас попросить, ребят, пожалуйста, не нужно делиться на эти лагеря. Не нужно думать о том, то, что есть какой-то правильный или неправильный выбор. Мы наверняка могли сделать так, что скульптор мог выжить. Или мы наверняка могли сделать так, что Зариф бы не выжил. Этих выборов просто уйма. И я очень надеюсь, то, что когда произойдет такой момент, никто в комментариях не будет думать о том, то, что он резко разочарован в сезоне. Если у вас это вызвало какие-то эмоции, просто примите это. Не нужно сразу писать о том, то, что все дерьмо, все дерьмо. Но, возможно, мы эту розу даже ни разу не используем, поэтому плевать, я так, знаете, просто поболтал. Короче, что мы, плывем? Мы сейчас плывем в Лазотеповый пролив, получается, да? Зариф, скажешь что-нибудь? Не скажешь? Сдерик? А, подожди, может быть, мне нужно вот так? Да, поговорить. Ложка, ты как думаешь, он простит меня когда-нибудь? Я уже столько раз пожалел о том, что наговорил ему. Да, я помню, что сказал тебе, что не отказался бы от своих слов. Но, пойми, я был тогда ошарашен. Мне было больно, страшно и грустно. Я постоянно вспоминаю скульптора. Очень жалею, что его нет рядом. Но сейчас я также понимаю, что это большая удача, что Зариф здесь, с нами. И также я понял, что нужно ценить тех, кто жив, и показывать им, как ты их ценишь. Черт, а я сказал Зарифу, что предпочел бы, чтобы умер он, а не скульптор. Черт, он же никогда меня за это не простит. Какой же я дурак. Обалдеть. А может быть, мы как-то там сведем их, поговорить? О, Лолошка. Слушай, а твой мерзкий друг в курсе, что я вижу, как он пялится на меня? Как он может думать, что я захочу с ним общаться после его выходки? Конечно, он пытается извиниться. И звучит оно даже искренне. Но нет, я все равно так не могу. Есть вещи, Лолошка, которые невозможно простить. Мы уже скоро будем на месте, ты лучше отдохни, пока есть возможность. Блин, мне так хочется, чтобы они как-то снова начали общаться. Ну ладно, может быть, они все-таки еще как-то сведутся друг с другом. О, кстати, а что если я сделаю вот так? Ну-ка, штаны Зарифа. Не? А если я сделаю вот так? Я в твоей одежде, привет. Поговорить? Нет? Блин, я думал то, что это какая-то микропасхалка может быть. Так, ну, короче, он мне передал то, что он тебя любит. Поговорить. Так, Хануф, скажешь что-нибудь? О, он, видела. Там рыба прыгнула. Да, Абди, я увидела. Это, Хануф, песчаный окунь. Одна из самых распространенных рыб в песчаном море. А я их только на рынке видела. Уже без голов. Угу. Они, если что, не ядовиты и довольно питательны. Люди, кстати, на Гизире, например, в основном только ими и питаются. Ух ты. Абди, а откуда ты все это знаешь? Да, мне просто часто приходилось бывать на Гизире раньше.
Даже не могу представить ее себе без яда, если честно. Ух ты. А ты много путешествовал в своей жизни? Ну, да, можно и так сказать. Но в основном я бывал на Гизире и на курорте. Хотя, конечно, потом какое-то время еще жил на Зеленом континенте. О, и... кстати, ты, наверное, не знал, мы с Халимой родились в маленькой деревеньке неподалеку от Водного моря. До того, как на наш дом напали, мы с Халимой хотели уговорить госпожу заглянуть в нашу родную деревню. Но... без Халимы я не захотела бы там появляться. Эй, Туханув, зачем ты так? Зачем? Может быть, ты могла бы встретить кого-то там из своей семьи? Нет, Абди. Вся наша деревня сгорела. Все погибли. Мы с Хануф просто хотели посмотреть, осталось ли там что-то, и прочитать молитву к Нефмтити. Оу. Хануф, ты, если что, прости, я не знал. Не стоит, Абди. Ничего страшного. Слушай, а у меня идея. А давай сейчас вместе помолимся за твою деревню и Халиму. О, спасибо, Абди. Знаешь, это хорошая идея. О, как это мило, блин. В итоге поговорить я с Абди отдельно не могу, да, потому что это один и тот же диалог. А, у нас еще Акетра. Кстати, у вас, ну, такая неплохая укладочка стала, да? Вы заметили, да? У нее немножко как будто поменялись волосы. Так, поговорить. Знаешь, нам так повезло, что мы встретили Зарифа. Вот это точно. Если бы не он, не знаю, как бы мы искали корабль. Я так волнуюсь. Интересно, мы вообще найдем этот Горн Селиасет? Мне кажется, что все это время нам очень сильно везло. Неудачи в Мемфисатоне — это первая ситуация, когда Тойфетун обогнал нас. Знаешь, с момента, как мы встретили Зарифа, я все думаю, а что бы мы делали, если бы нам встретился не Зариф, а Бурис? А еще, знаешь, я думаю о том, кого выберет Абди, если ему придется выбирать, Дана или же я. Я прожила столько лет и до сих пор понятия не имела об этом тайном обществе. А теперь оказывается, что предать может каждый, и его члены на каждом шагу. Ох, на то это общество и тайное, видимо. В любом случае, я счастлива, что купила тогда вас у Буриса. Ни за что бы не хотела вернуться к прошлой жизни, хотя и скучаю по ней иногда. Ну, что поделать? Как там говорится? Все, что не делается, к лучшему. Вот, поговорить. О, кстати, я даже подарить ничего не могу. Просто поговорить. Ну ладно. Что ж, получается, леди Акетра тоже думает, что мы просрали один из огней. То есть не успели быстрее, чем Тойфетун. Но, знаете, что я думаю? Я примерно уже догадываюсь, какой это может быть огонь. Мы знаем, что Тойфетунцы знают про щит. Щит Роноса. Вот, тут так и пишется. Лейла. Однако твоя помощь в обнаружении щита не прошла незамеченной. Ты будешь вознагражден. Короче, дело к ночи, как говорится, а на этом мы будем постепенно заканчивать. Я надеюсь, что с Дерек и Зариф как-то померятся, там все будет у них нормально. А также я, конечно же, надеюсь, что вам понравилась эта серия, надеюсь, что вы не забудете поставить лайк. Все ваши нажатия — это огромный буст к мотивации не только меня, но и всей команды. Поверьте, им приятно читать комментарии о том, как вы их любите. Вот. Еще раз большое спасибо за ваше нажатие. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... вражда между этими двумя. Всем удачи, всем пока. Пока. Может быть, пойдем? Поищем этот Горн Селиасет. Бррр. Мурашки по коже. Самое место для огня, правда, Лолошка? Пойдем посмотрим. Так погоди, а там что-то... Что? Оу Лазатеповый пролив. Встречайте, я, Абди, Сдери, Акетра, Хануф и Зариф отправляемся туда, где шансом 99,9% будет найден первый огонь Селиасет. Немножко даже волнительно, что ли. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы немного проиграли. Да уж, напомню, что поиском огней занимаемся не только мы. Помимо нас их ищет достаточно могущественное и тайное общество под названием Тойфетун. И признаюсь честно, до предыдущей серии я считал то, что они какие-то отбросы, ведь у них буквально, в отличие от меня, не было найдено ни одного огня. Но, опять же, в предыдущей серии мы поняли, теперь-то у них есть хоть один божественный
божественный артефакт. Они его выкрали из катакомб. А если бы Абди не своровал розу Кнефмтити, то это, получается, было бы 2 артефакта. Капец. И вот от всех этих умозаключений ко мне пришла гениальная и разочаровывающая мысль. А что, если у них на самом деле уже найдены несколько огней? Ведь о некоторых мы даже ни разу не слышали. Мы не знаем, как они выглядят, каких богов эти артефакты и так далее. А еще, кстати, напомню то, что Тейфетун везде и всюду. Это огромная организация. А мы, наша компания, так как нас мало, можем находиться только в одном месте. А это немного замедляет поиски. Так, давайте посчитаем, что у нас есть. Первое — молот Монту, второе — клык Кроноса, третье — роза Кнефмтити и четвертое — лук Кнефмтити. То есть мы ни разу не находили огонь богини Селиасет или бога Хетентепа. Блин, на самом деле, мне даже интересно, что у Хетентепа может быть. Все-таки бог знаний. Короче, в конце предыдущей серии нам сказали то, что да, мы плывем на Лазотеповый пролив, и да, нам нужно поспать. Окей, спокойной ночи. Ну же, Соня, давай. О, Эй, красавчик, Привет. просыпайся. Зариф уже давно пришвартовался. Я просто тебя будить не хотела. Давай. окей. А что, мы приплыли, что ли? О май гад! Ой, ты Мы погляди. приплыли. Что такое? Идем, мне уже не терпится осмотреться. Только нужно быть начеку, Лолошка. Вдруг Тойфетунцы и сюда добрались. Но ты же у нас самый сильный и всех одолеешь, правда? Ладно, прости. Я просто работаю над своими лидерскими качествами. Пойдем. Неплохо получается. Да, я всех одолею. Так, Эй, Хануф, а ты чего это тут сидишь? Да знаете, леди Акетра, эти дураки решили посоревноваться, кто больше вещей перетаскает на сушу с корабля. Жду, когда они уже наконец поймут, что мы здесь ненадолго. И они зря это делают. Зариф, кстати, в этом соревновании, очевидно, проигрывает. Да уж, эти мальчишки никогда не повзрослеют. все тогда, возвращаем. А где, куда? Все вещи-то здесь, что они там перетаскивают? Ты, господи, посмотри на них. Соревнования устроили. Боже, ну и что у вас тут творится, а? О, знаете, я натаскал больше всех вещей. Знаешь, Сдерик, я бы точно натаскал больше тебя. Но я слишком мало вешу. Сумки меня перевешивают. А я плечо потянул, и мне теперь больно. Мама говорила мне, что друзья часто устраивают такие соревнования. Но я не понимаю их смысла, если я не выиграл. Да ладно тебе, Зариф. Да все нормально. Не переживай ты так. Ты бедный Зариф. Ложка, твой друг опять считает, что я хочу с ним разговаривать. Немыслимо. О, господи, опять 25. Слушай, Сдерик, а ты не пробовал, например, извиниться, вместо того, чтобы делать вид, что ничего не произошло? Да как же я извинюсь-то? Он всегда отворачивается и уходит. Стоит мне просто хотя бы попытаться подойти к нему. Ну, знаешь, я бы тоже себя так вела. Ты ему таких слов наговорил? Да знаю я. Ну зачем же? Зачем вы нагнетаете, леди Акетра? Я 1000 раз уже об этом пожалел. Я не жду, что Зариф простит меня сейчас. Да я даже не удивлюсь, если он не простит меня вообще. О, наверное, вы правы. Мое присутствие напоминает ему о моем поступке. Самым добрым, что я мог бы для него сделать, просто не появляться у него на глазах. Эй, ну, Сдерик, прости меня. Прости, пожалуйста, что надавила на больное. Ой, черт. Так, что же вы все-таки тут наделали-то? Мальчики, а теперь давайте-ка вы перетащите обратно на корабль все, что зачем-то притащили. Что? Ну? А что вы так на меня смотрите? Мы тут вряд ли надолго останемся. Давайте, не спорим со мной. Если надолго оставить вещи на земле, туда могут забраться скорпионы. Или еще что-нибудь. Ну, да, простите, леди. Ладно. Мы позволили себе увлечься нашими играми. Мы сейчас же немедленно все исправим. Заигрались меня. Оу, давай, кто быстрее? Ну-ка, ставлю на Сдерика, он ближе. Пошел. Эй, Лолошка, подойди, пожалуйста. Знаешь, решительный и смелый Абди хоть и пугает меня иногда, но нравится мне намного больше, чем когда он такой. Да. А что с ним? Он просто перед тобой извинился. Что это? Моменты слабости какие-то? Неважно, не обращай внимания. И где же нам теперь нужно искать огонь-то, а?
Неужели в этой заброшенной шахте? Что? Шахте? Погоди, а я про корабль Вилли рассказывал? Так, Вилли рассказывал мне о своем корабле, значит, нужно искать корабль. А, леди Акетра, почему эту шахту забросили? Может быть, мы сможем ее оживить? Стоп! А помните? Помните? Стоп, что? Я отсюда не могу управлять шахтерскими островами? Это, видимо, только из Нарфанис? Или это потому, что я в списке? Непонятно, как это работает, короче. Да, а почему эту шахту забросили? Может быть, мы сможем ее оживить и все такое? Эх, Лолошка, шахту забросили из-за обилия гигантских скорпионов. Это стало ударом для всего региона. Многие жители Гизиры раньше приплывали сюда работать вахтовым методом. Жили и работали здесь по примерно полгода, а потом на пару месяцев домой. Такая работа хоть и, да, очень сложный труд, но могла прокормить целую семью. Да и кораблей из Нарфаниса благодаря этому плавало сильно больше. О, как было бы здорово, если бы шахта снова начала работать. Я бы мог привезти сюда людей из Гизиры, им бы не пришлось никуда бежать. Ни Мемфисатон, ни Нарфанис, они не рады гизирцам. А знаете, что я подумала? Раз уж мы собираем огни, чтобы сделать этот мир лучше, я считаю, что мы должны использовать все возможности для улучшения жизни в Мисре. Но... драться с гигантскими скорпионами? Лолошка, а ты что думаешь? Хочешь подраться со скорпионами и получить еще одну шахту под свой контроль? Ты еще спрашиваешь. Хочу подраться со скорпионами, а вот заниматься контролем шахты точно не хочу. Мне пока что одной хватит. Конечно хочу, давай. О, Лолошка, ты мой герой, ты мой герой. Лолошка, подожди, что? Ты правда это сделаешь? О, это очень много для меня значит. Но подожди, ты не боишься лезть туда один? О, леди, поверьте, когда дружишь с богиней смерти, можешь позволить себе не бояться. Что? Подожди, она знает или не знает? О, кстати, Сдерик идет, Абди идет. Все вещи реально перенесли. Какие молодцы. Абди, давай побыстрее, окей? Ну что, ребят, вы решили, с чего мы начнем? А вы уже все? Ну ладно. Лолошка попытается отбить шахту у гигантских скорпионов. Что? Да-да, нам придется здесь ненадолго задержаться. Так что, зря вы, мальчики, все перетаскали обратно. Но, серьезно? Ладно, иди, Лолошка. Мы тут пока устроимся. Наверняка один из тех заброшенных домов пригоден для ночевки. Если ты не вернешься к вечеру, мы пойдем тебя искать. Понял? Да. Эй, Зариф, подожди, пожалуйста. А что ты имел в виду, когда сказал, что Лолошка дружит с Кнефмтити? Что? Так, да то имел в виду, леди Акетра. Вы что, не знаете, как он спас мне жизнь? Вырвал из лап смерти. Ох уж эти ваши метафоры. Нет, леди, никаких метафор. Я говорю буквально. Он спас меня и вырвал из лап смерти. Ха-ха-ха. Нифига себе. Короче, давайте думать, давайте гадать, где мы оказались. Да, смотри-ка, это реально Лазотеповый пролив. То есть он небольшой, это реально малюсенький остров. Так, а вот это тогда что? Это что, компас? Я так понимаю, это компас, и на карте такого нет. Прошу прощения, что тут у вас есть? Какие-нибудь вещи? Там, не знаю, когда люди убегали, когда люди покидали это место. Может быть, там, не знаю, чего-нибудь забыли. На всякий случай попробуем... Господи, я, конечно, больше всех перетаскал, да? Но я все силы истратил еще в первый раз. Опять все это таскать, это безумие какое-то. Третий раз. Смешно тебе, да, Хануф? Конечно, конечно. Ты же эти мешки-то не таскаешь. Сдерик, я смеюсь с того, что вы в третий раз собрались тащить мешок с вулканическим камнем. Зариф взял его с Гизиры, чтобы выгодно продать в Нарфанисе. Зачем тащить его на берег, непонятно. Соп, вулканическим камнем? Ты все это время знала, но молчала? Хануф! Ну, прости, Абди. Я пыталась вам сказать, но вы меня перебили. Сказали, у вас, мужская игра. Мешки, которые вам могут пригодиться здесь. Там припасы и верблюжье одеяло. Ты все это было зря. А ты чего здесь, а? Не знаю. Хочешь нам помочь, да? Мы не против. Не. Да знаю, я знаю, у тебя свои дела. Пошел, понес. Взяли. Бедняга Сдерик, бедняга Абди, реально.
все это переносить туда-сюда. Ну, по крайней мере, теперь без вулканического камня. Блин, прикольно то, что я могу тупо следить за этим, и рано или поздно здесь появятся снова все мешки. Такая, знаете, микродеталь, на которую я могу не обращать внимания, но при этом обратили, посмотрели, полюбовались. Могу ли я с кем-то поговорить? На всякий случай проверим. Здесь, получается, никого. Здесь не поболтать. Здесь тоже не поболтать, окей. Все, видимо, все диалоги закончились. Блин, а что мне делать-то? Скорпионов убивать? Что за скорпионы? Так, хорошо. Гигантские это с ладошку размером? Или все-таки с локоть? Интересно, я смогу их ногой раздавить? Надеюсь, они хотя бы не ядовитые. Не все же скорпионы ядовитые. О, ладно, Лолошка. Давай, ты сможешь. У тебя все получится. Ой, прикольно. Просто мысли моего персонажа, которого как бы я должен озвучивать. Но в целом я и так его озвучиваю, само собой. Но это не мои мысли. Алло. О, май гад! Господи, я обосрался сейчас! Где ты? Где ты? Понял, да, эта штука меня отравляет. А у меня анемия, я не могу регенерировать. Что мне делать? Давай, опа. Гигантские скорпионы, реально гигантские. Куда? Куда бежишь? Ты что, реально убегать будешь от меня? Ай-яй-яй-яй. Хорошо. В следующий раз я буду уточнять гигантскость гигантского. Это правда, в следующий раз надо уточнять. Что? Там скоробей выпал! Погоди, охренеть. Слушай, я люблю скорпионов. Так, скоробей, вау, имба. Блин, у меня выносливость кончилась. Я выносливость не прокачивал, вот это я дурында. Помогите, я не хочу умирать. Как мне теперь без регенерации? Мне нужно что-то, что будет давать реген. Так, скорость. О, кстати, против скорпионов это самое то, понадобится. Можно взять и лук Кнефмтити. Мне почему-то кажется, что это сейчас идеальный вариант. Но для этого придется вернуться в Прунус. Давай сюда, сейчас-то ты мне явно пригодишься. Единственное, что... погоди, у меня вино есть! Регенерация, то самое, что мне нужно. Ой, так у меня есть еще какое-то исцеление. Эйс Вейн. Ну-ка, давай, мне нужно сейчас как можно больше хп. Йоу! Далее лунный лук берем, прописываем малус. И давайте, твари, я не сдамся! По итогу не совсем понятно, я могу их бить этим луком или нет. Просто такое ощущение, что... Господи, я ни хрена не вижу, я сейчас умру! Черт. Эти твари думают, что могут одолеть меня. Но я им так просто не сдамся. Что? Это они меня убили! То есть, вау, прикольно, тут такой сейфпоинт есть. Ну давай, Скорпион, получай! Да, бьется. И заметьте, лук Кнефмтити, он берет мои хп. То есть, чтобы стрелять, он высасывает из меня жизненные силы. Но это как будто не круто, знаете почему? Потому что я же умру. По-моему, в столе исследователя можно изучить что-то, чтобы клык Роноса больше не давал мне анемию. Только как это изучить? Максимальная редкость способности позволит совладать с ядом. Сброс случайных характеристик 100 единиц опыта. У меня уровня нет. Наверное, надо было вот здесь редкость как-то поменять, чтобы было 5 звезд. И если мне это выпадет, то тогда у меня анемия пропадет. Наверное, я могу ошибаться. Короче, в любом случае, мне нужно очень много вещей на регенерацию. Вот что я понял. А пока что... Что, промазал? Серьезно? Погоди, вы заметили? Стол исследователя, кладем клык Роноса, и у меня... пропадает анемия! Ребята! Охренеть, это имба! Я могу таким образом от анемии избавиться. Все, я регенерирую. Единственное, что мне, наверное, нужно лук Кнефмтити прокачать. Вот что я понял. Глубинный рывок, лунные стрелы. Вот. Количество лучей 3. Ну, давай тогда мы прокачаем побольше. Еще. Хорошо. Далее лунные стрелы. И мне нужен... Черт, мне же нужен опыт. Ладно, плевать. Давай, получай! Сейчас я вас всех побью. Ну! Давай, получай! Так, господи, да что ж вы убегаете-то вечно? Как же их круто прописали, то что они могут убегать, когда я к ним близко. Это был последний. Вот Зариф обрадуется, что я тут всех перебил. Какой же я молодец, а? И надеюсь, эта шахта окажется более прибыльной. А то, иначе зачем я всем этим занимаюсь? Размышляю прям как Зариф. Эй, ну я так не размышляю, какого черта? Это не мои мысли. Но, посмотрите, тут реально больше руды, как будто здесь и правда все куда более прибыльней. А вообще, как я понял, это был неплохой намек на то, чтобы я пошел к Зарифу. Вот только вопрос, как выбраться из этой шахты? Во, тут лестница есть. Хорошо, ладно, продумано. Эй, Зариф, здорово. Я вроде бы это... Чего? Получилось, Лолошка? Получат несчастные жители Гизири возможность работать и зарабатывать, а?
Зариф, если бы мне не удалось, такая постановка вопроса вызвала бы у меня вину. Как бы я себя чувствовал, если бы не смог победить реально гигантских скорпионов, а? О, господи! Ты смог! Ты лучше всех, Лолошка! Ты самый крутой! Да, ну да. Но кажется, ты пропустил мою мысль мимо ушей. О, да-да-да, конечно, конечно. Я сейчас же, вот прямо сейчас отправлюсь на Гизиру. Вернусь уже завтра с первыми шахтерами. Ой. Стой! Зариф! Зариф! Какого черта? Он просто уплыл! А нам что делать? Так, погоди, а где все? Я видел то, что Акетра тут сидит. Акетра пропала. Сдерик, Акетра, Абди... О. Привет. И тебе привет. Представляешь, все печи в домах забиты мусором и... да, птичьей хорой. Так что вот, готовлю на улице. О, Сдерик, и знай, пахнет это ужасно соблазнительно. Ну, если что, Акетра, это будут просто овощи с мясом, знаете. Ничего особенно изысканного в этих условиях я не умею, нет. О, Сдерик, в твоих руках даже сырая морковка превращается в целое искусство. Да, но сырая морковка, она же... ну ладно. Слушай, ты зови Зарифа-то, если что. Скоро будет все готово. Так, слушайте, ребят, тут такое дело. Зариф уплыл на Гизиру. Я решил не откладывать и отправиться на поиски огня прямо сейчас. Я отбил шахту у гигантских скорпионов. Интересно. Давайте мы потянем времени, будем говорить про Зарифа. Я отбил шахту у гигантских скорпионов, кстати, да, я сделал это. О, ну какой молодец, а? Мы в тебе и не сомневались, Лолошка. Вау. Слушай, я как бы тоже не сомневался, но не ожидал, что ты так быстро справишься. И, кстати, почему ты заговорил о шахте, когда Сдерик сказал тебе позвать Зарифа? О, нет. Только не говори, что Зариф уплыл искать шахтеров, и мы остались без корабля. О, так, ладно. Если это так, хорошо, ладно. Ничего страшного, он скоро вернется. Я спокойно могу прожить день без нормальной кровати, да и дольше могу. В конце концов, это же не первый раз-то, да? Ой, Да. черт. Да, леди Акетра, вы не переживайте. Если что, мы можем остаться жить здесь, прямо вот на этом острове. Что? Прям здесь? Боже. Ладно, я, наверное, глупость сморозил. Знаете, а я ведь несколько верблюжьих одеял принес с корабля. Вот. Мы можем найти самую целую кровать. Я ее там немножко подлатаю, обложим ее одеялами. И будете спать, как младенец, леди Акетра. Как младенец? Постоянно просыпаться от коликов и голода? Или орать всю ночь? Ты это имел в виду? Не-не-не-не-не, Нет, конечно. Я имел в виду крепко, уютно, ну и спокойно, как младенец. Ой, Сдерик, ты такой смешной, а? Смешной. Где там, кстати, эти Абди с Хануф-то, а? Мне уже нужны новые дрова. Эти заканчиваются. Кстати, Лолошка, если ты сейчас идешь гулять и встретишь их, передай им, чтобы они поторопились. Пожалуйста. Кстати, насчет Абди и Хануф. Лолошка, я пойду с тобой. Хочу взглянуть на остров с высоты. Ну, если ты не против. Знаешь, я не могу перестать думать о том, что я мироходец. Да и ты тоже мироходец. Иногда мне даже приходят ужасные и эгоистичные мысли в голову. Ты же понимаешь, мы бы могли с тобой взять и рвануть в тот же 13. Устроиться там у леди Фарагонды. Она могла бы научить нас с тобой контролировать наши искры. А потом, Лолошка, мы могли бы отправиться куда угодно. Мы могли бы стать путешественниками, как Синдбад, например. Ты знал, что мироходцы живут значительно дольше обычных людей, а? Мне часто делали комплименты, что я для своего возраста выгляжу, ну уж слишком хорошо. А я всегда думала, что это просто удача. Плюс богатство. Все-таки я же питаюсь намного лучше, чем большинство. Могу позволить себе косметику. Да и у меня много других привилегий, которые недоступны бедным. Но нет. Видимо, дело не только в этом. Я бы так хотела сбежать с тобой куда-нибудь. С твоим-то бесстрашием и моим умом.
мы бы выбирались из любых переделок, Лолошка. Я стараюсь отгонять от себя эти мысли, если что. Все-таки, если мы не сможем спасти наш мир, то что уж говорить о других. Но... Что? Что? Ну, в целом-то ты права, да, надо спасти этот мир. Я в этот мир занесен не просто так, даже если... Лолошка, у меня идея. Давай, когда все это закончится, давай отправимся куда-нибудь вместе. Вау. Следующий сезон вместе Ух. Что это такое? Что это такое? Муха летает. Плохой кадр, я об этом. Для начала мы должны решить все вопросы здесь. Я бы очень хотел исследовать разные миры с тобой. Я бы очень хотел исследовать разные миры. Это очень важный выбор. Слишком драматично, я не знаю, что выбрать. Черт, вот я буквально в предыдущей серии говорил о том, что правильного или неправильного пути здесь нет. Честно говоря, я бы очень хотел исследовать разные миры с Акетрой, с тобой, да. Ох, я верю, что даже если нас раскидает по разным мирам, мы еще обязательно встретимся, Лолошка. Не может быть такого, чтобы мы встретились случайно. За всю свою жизнь я не встретила ни одного мироходца, но стоило мне только повидать тебя, как я узнала, что мне тоже уготовано нечто большее. Лолошка, я... Эй, леди! Леди, вы что делаете так близко к обрыву? Пожалуйста, Хануф? отойдите, вы можете упасть. Господи, ну зачем вы... Хануф, не указывай мне, что делать. Да, конечно, госпожа, простите. Я не имела права. Пожалуйста, вы только не злитесь на меня. Все хорошо, Хануф. Знаете, тут так красиво. Да, знаете, я согласен с вами. Такой небольшой остров, но такой прекрасный. Ой. Стоп, погоди. Почему у тебя в руках дрова? Вы должны были это отнести с Дереку. Леди Акетра, не злитесь. Тут не очень-то много деревьев, а найти сухие ветки еще сложнее. Да, простите, пожалуйста. Мы сейчас же все отнесем. Бежим, Хануф, бежим. Эй, не торопитесь. Ой. Ну что? Может быть, пойдем? Поищем этот Горн Селиасет. Я так понимаю, в шахте ты его не нашел, да? Значит, остается только грот в другой части острова. Идем. Грот в другой... погоди, да, кстати, он же получается где-то здесь. Сам-то О, смотри-ка. Выглядит пугающе. Бррр. Мурашки по коже. Самое место для огня, правда, Лолошка? Пойдем посмотрим. Так погоди, а там что-то... О! Боже, я все проспойлерил. Горн Селиасет, ты смотри, а там что-то крутится, кстати. Что? Боже. Эй, Лолошка, ты тоже сейчас это видишь? Да? Да, более чем. Наконец. Привет. Меня зовут Селиасет. Я богиня солнца и плодородия. Ты, должно быть, Лолошка. Очень приятно. А ты Акетра. Я слышала, что ты тоже мироходец. Всегда рада встретить мироходцев. Ой, что-то мне... Ой, что с тобой? Ты в порядке? Почему-то я думала, что раз вы мироходцы, то вы спокойнее отреагируете. Хотя ты вот, я смотрю, вообще не боишься. Молодец. В общем, Кнеф сумела убедить меня, что глупые люди торопятся поубивать друг друга. А мы этого не хотим. Нам так хочется, чтобы вы жили в мире. А еще лучше, чтобы не трогали отправление. В общем, когда Кнеф рассказала мне, что Джодах предупреждал ее о твоем приходе, я решила, что тоже помогу вам. Отвечу на ваши вопросы. Ну же, задавайте. Е-мать, вот это именно то, чего я точно не мог ожидать. Что, бляха-муха, встреча с Селиасет? Так, ладно,
Окей, допустим. Что у нас есть? Кто такой Джодах? Как мне его найти? Что такое отправление? Зачем мы собираем все эти артефакты? Блин, ну если я могу задать все 3 вопроса, надеюсь, то давайте с первого. Кто такой Джодах? Как мне его найти? Ой, прости меня. Я просто подумала, что раз его статуи стоят по всему Мисру, таких вопросов не будет возникать. Да и про найти вопрос тоже довольно глупый, но по немного другой причине. Давай скажу честно, я не знаю. Он довольно давно ушел дальше помогать людям. А мы все-таки боги. Боги только этого мира, а не мультивселенных. Селя? Я занята. Я занята. Селя! Я же надеюсь, ты не повелась на этот бред от Кнеф, а? А ну живо к вратам! Ты же знаешь, нам нельзя надолго отлучаться. Ладно, иду. Сейчас, подождите. Вот, возьмите это. Оно вам пригодится. О! Простите, но я вынуждена вас покинуть. Еще увидимся. Боже, Лолошка, что это сейчас было? Да все нормально, это богиня. Нам только что отдали еще один огонь. Это Селиасет, богиня солнца и плодородия. Она же сама сказала. Все хорошо, леди Акетра, оно уже закончилось. Ну, вообще, нам только что отдали еще один огонь. О, господи. Пожалуйста, просто пойдем к остальным. Мне нужно поесть. Поесть. Эй, Лолошка, ты, может, расскажешь, что с вами произошло-то, а? Леди уминает уже 5-ю кроличью ножку, ты погляди на нее. И все вот с таким выражением лица. Лолошка, пожалуйста, нет. Не рассказывай, ничего не надо. Я эту историю хочу рассказать сама. Завтра. Ну ладно, ты тоже иди. Я тогда покараулю. Странные вы. Да, странные мы. Увидели Селиасет и такие немножко странноватые стали. Давайте посмотрим, где она хотя бы спать-то легла. Привет. Что ты делаешь? О, господи. Абди! Не той стороной держишь, не той! По-другому надо. Ну, в целом, пофигу, пойдет. О, господа, ну что, Горн Селиасет? Прямо сейчас у меня реликвия богини плодородия. Можно сказать, даже матери этой земли. Ну, типа. Но знаете, что меня смутило? Нет, скорее задало вопрос. Что или кто связался с Селиасет? Как неизвестный, вот он назвал ее Селия. Я сейчас не хочу больше никаких догадок строить. И насчет Горна Селиасет. Мы узнаем, что он делает в следующей серии. На этом я действительно буду постепенно заканчивать. Серия получилась невероятно огромной. Вы, наверное, кстати, заметили то, что серии в этом сезоне очень большие. То есть, если бы, например, это был какой-то другой сезон, то по таймингу это была бы уже не 57-я серия, а примерно 80-я серия. Очень много длится каждая серия по времени, очень много событий в одной серии показывается. И это все заслуга не только меня, да и скорее вообще не меня. Это все команда и только команда. Ставьте ей лайки, они смотрят, заряжаются по вашим комментариям, по лайкам, особенно я. Да и вообще не забывайте, пожалуйста, подписываться, потому что подписка — это огромный буст к мотивации. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Горн Селиасет. Всем удачи, всем пока! А чего вы так сердито смотрите на меня, госпожа Акетра? Значит, сердито смотрю, да? Ты уплыл, никого не предупредив, не сказав, когда вернешься, оставив нас почти без припасов. Как ты мог стать таким безответственным? Господи, слушайте, я понимаю, что у вас там какие-то свои приключения, развлечения, но я себе такого позволить не могу. Да и... не верю, что я это говорю. Я собираюсь стать комендантом шахты Лололошки. Вау. Встреча с богиней Селиасет. Я не этого ожидал от предыдущей серии, но черт возьми, это было мощно. У нас также теперь ее огонь, Горн Селиасет. Надо бы проверить, что он делает. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали!
снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы получили Горн Селиасет. Да, дамы и господа, описывать предыдущую серию достаточно долго и долго, поэтому давайте я вам тезисно раскидаю, а вы визуализируете. Итак, первое, Лазотеповый пролив. Второе, ядовитые скорпионы. Третье, новая шахта в собственности. И, наконец, четвертое, самое важное, корабль Вилли и богиня Селиасет. Но, помимо встречи с богиней, мы и огонь ее получили, и услышали некий неизвестный голос, который буквально заставил Селиасет прервать с нами диалог. Кто это был? Или даже, что это было? Увы, неизвестно. Но мне все равно нравится, какой поток информации мы получили. Как минимум, из слов богини мы поняли, боги не хотят, чтобы люди нашли некое отправление. Увы, что такое отправление, мы до сих пор не знаем, но уверен, и эта тайна нам скоро раскроется. Кстати, давайте наконец узнаем, что такое Горн Селиасет. Стол исследователя, Горн, проверяем. Так, Горн, бла-бла-бла, 4 из 5 звезды. Один из огней, легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданный богиней плодородия, Горн дарует своему владельцу силу управлять ветрами Мисра. О, ну кстати, я это уже немножко даже заметил. Если я нажимаю ПКМ, то бам! Слушайте, это прикольно. Вообще мы понимаем то, что богиня Селиасет богиня плодородия. И вряд ли хоть какой-то ее огонь должен убивать. Или будет убивать. Поэтому, скорее всего, там что-то безобидное, типа скинуть. Или там оттолкнуть. Короче, дикий ветер, проверяем. Управляйте потоком ветра, выдувая или втягивая воздух. Мощный поток оттолкнет вас или притянет к вам всех врагов. Улучшение поднимает скорость ветра, а также радиус действия потока. Если кто-то что-то понял, то вы молодцы. Я, честно говоря, не совсем понял, но мы можем либо притягивать, либо отталкивать. На ком бы проверить-то? Черт возьми, просто ни одного моба. Ну блин. Так, а что там еще есть? Стихийный ритм. Разместите рог на земле и подуйте в него, чтобы запустить цепочку мощных воздушных волн. Волны отталкивают и оглушают всех врагов, попавших в радиус действия. Улучшение увеличивает количество волн, длительность оглушения, а также понижает перезарядку. О, погоди. То есть я могу буквально сделать вот так? Ты чё светишься? Подожди, мне сказали подуть в него. Ой, что происходит? What the fuck, это что за хрень? Стрела? Это ты сделал? Подожди, это из песка кто-то? What the fuck? Ай, бляха! Валим отсюда! 3 хп, твари! Возможно, кстати, его вот так надо зарядить. Просто держа правую кнопку мыши. Далее ставим. Черт возьми, я не понимаю, как это работает. Не-не, я понял. Наверное, нужно просто... Емать. Так, ладно, ничего не нужно, кроме как просто подождать. То есть перезарядка, сколько там, 50 секунд была? Да, вижу, количество волн 2, перезарядка 56 секунд, длительность оглушения 1,5 секунды. Слушайте, против огромного количества мобов это имба. То есть сначала мы оглушаем, а потом мы берем клык Роноса и убиваем всех в округе. Учитывая то, что здесь есть токсичное облако. Все существа, попавшие в область поражения, получают периодический урон. То есть два этих огня просто идеально синергируют друг с другом. Так, короче, скелет пустынный, ты все, пропал? Не стреляешь? Замечательно, стол исследователя забираем и пойдем с кем-то попробуем поговорить. О, Сдерик, привет. Ложка, ты представляешь, Абди и Хану вчера так поздно вернулись. У меня даже огонь успел погаснуть. Я в итоге сам сходил, нашел всяких мелких веточек, другой ерунды по домам. Разжег заново костер, даже стемнеть успело. И только потом, прикинь, только потом пришли Хануф и Абди. Удивительно, что госпожа Кетра ничего им вчера про это не сказала. Что заставляет меня на самом деле еще сильнее волноваться. Ложка, что ж вы там вчера такого видели-то? А еще я попытался разбудить Абди, чтобы он хотя бы покараулил ночью. Но он пробормотал сквозь сон что-то про то, что зарежет всех, кто мешает ему спать. Я как бы понимаю, что он, наверное, в шутку. Но не, я на всякий случай решил не будить его. Тебя попытался разбудить, кстати. Так ты вообще спал как убитый. Ну, в общем, сам видишь, я заканчиваю с завтраком и потом иду спать, пока есть такая возможность. А то, прикинь, я столько уже не сплю, нашел змеиные яйца в песке. В итоге скорлупу пожарил, а сами яйца выкинул. Понял, что сделал что-то не так, когда уже было поздно. Поэтому... да.
Поэтому будем завтракать остатками припасов, которые мы с корабля притащили. Эх. Угу, понял. Это на самом деле очень хороший диалог, потому что если за нами не приплывет Зариф, то у нас с каждым разом все меньше и меньше еды. Вот что нужно учитывать. Но я надеюсь, то, что Зариф приплывет, да? Нас же вытащат отсюда. Так, здесь у нас кто? О, вы тоже уже не спите. Хануф, привет. Ой, ложка, я так волнуюсь, так волнуюсь. Госпожа с утра в непонятных мне чувствах. Я закончила вязать ей новое платье и... Госпожа всегда очень радуется, когда мы подносим ей новую одежду. А сегодня она обрадовалась, но почти сразу сильно растерялась. Она, конечно, надела его, но мне кажется, оно ей не понравилось. Конечно, я понимаю, что Халима вязала намного лучше, чем я. Понятно, почему госпожа разочарована. Она ушла в порт. Видимо, Зарифа ждет. Волнуется, что мы не сможем отсюда уплыть. Или просто не хочет, чтобы я видела, как она расстраивается из-за нового платья. Я попыталась поговорить об этом с Абди, но он от меня шарахнулся, как от огня. Мне казалось, что мы с ним очень хорошо понимаем друг друга. Все-таки мы оба всю свою жизнь служили абдами. Но сейчас Абди, он как будто отгораживается от меня. Мне очень-очень тяжело даются эти постоянные путешествия. У всех постоянно меняется настроение. То веселое, то трагическое. Эти скачки вызывают у меня усталость и головокружение. Вот бы мы могли просто где-то остаться и жить в спокойствии. Понимаю, Хануф. Смотрите, для меня Хануф на самом деле всегда была очень спокойным персонажем, но, видимо, даже ее все вот эти вот путешествия уже немного затрагивают эмоционально. Эй, Абди, ты же все слышал, да? Скажешь что-нибудь? Ложка, да знаете, у меня в груди происходят какие-то изменения. Я, скажем так, чувствую новое, особенное для меня тепло. Меня это очень пугает. Я не знаю, куда себя деть из-за этого. Хочу делать всякие необдуманные поступки. Я очень большую часть дня думаю не о Кнеф-Мтити или служении, а о каких-то других вещах. Я, честно, даже не готов рассказать вам, о каких вещах. И я ужасный абд, да? Я должен заставить себя не чувствовать так, как я себя чувствую. Я должен... Не чувствуй! Не чувствуй! Воу-воу-воу, это называется, наверное, любовь, Абди, я понял. Это по отношению к Хануф, да? Только не надо себя бить, а? Ты бы лучше занялся работой, помог с Дереку с завтраком. Он на тебя уже пожаловался. Так держать, Абди, кричи громче, громче! И тогда чувства точно тебя послушаются. Вот, блин, на самом деле было бы прикольно, если бы здесь было написано «сарказм». Тогда, если бы я точно понимал, что это сарказм, я бы, наверное, даже нажал. Эй, Абди, успокойся. Ты не можешь приказать своим чувствам уйти. Тебе нужно научиться их принимать. Ну да, наверное, это. Ну, конечно, я же абд. Я даже собственным чувствам ничего приказать не могу. Пожалуйста, ложка, прикажите моим чувствам уйти, я умоляю вас. Нет, я передумал. Нет, теперь я не хочу от них отказываться. Я не готов. Ну, черт, во что же я превратился? Никогда бы не подумал, что захочу вернуться в состояние бездушного убийцы. Ну ничего с этим я тоже справлюсь. Я с этим разберусь. Я сделаю это ради всех. Сделаю. Господи, просто представляете, человек с 0 лет до этого возраста привык служить. Вот все, что он умеет, это реально служить, и своего мнения ему не дано. А тут на тебе, и любовь проснулась, и собственное мнение. Буквально человек вырос, понимаете? Он сейчас, можно сказать, в 7-летнем возрасте эмоционально. Ну, может быть, в 10-летнем. Короче, это не так важно. Привет, Акетра. Наконец-то. Что с тобой? Лолошка, привет. Я надеялась, что ты меня тут найдешь. Как тебе мое новое платье? Да, ну, нормально. Это Хануф связала. Она постоянно говорит, что вяжет хуже Халимы. А по мне так, знаешь, это платье идеально. Я бы очень хотела показать Хануф, как я вижу ее работу. Но она слишком привыкла жить в тени своей подруги. Не думаю, что даже мои слова смогут что-то изменить. А вообще, Лолошка, я вот все думаю про ту сказку, что ты мне рассказывал, как будто бы 100 лет назад. Помнишь? Про то, как ты оживил Зарифа с помощью Кнеф-Мтити. И Зариф вчера мне тоже об этом говорил. А потом мы с тобой встретились с Селиасет. Лолошка, скажи мне, то, что ты мне рассказывал про Кнеф-Мтити в виде приукрашивания истории, это правда? Ты
Ты действительно видел Кнеф Мтити и говорил с ней? О, то есть... Вы построили логическую цепочку? Ну да, это правда. Но как? Как? Как я могла всю жизнь считать себя одной из самых просвещенных в Мисре, и при этом даже не знать о существовании богов? Как мы можем говорить, что знаем что-то, когда даже наш родной мир столько от нас скрывает? Когда я узнала, что огни существуют, я смогла себе это объяснить, да. Когда я узнала, что я мироходец, я успокаивала себя тем, что я просто не знала про другие миры, но я хорошо знаю свой родной мир, я знаю его. Но вчера в итоге я снова открываю что-то настолько глобальное и великое, переворачивающее мировоззрение, что мне теперь кажется, что все знания, которые у меня были до этого, они ничего не стоят. Я так гордилась своим умом, своей начитанностью, своей необычностью. Но чего вся эта начитанность стоит, когда в мире есть боги, а я даже не знала об этом? И при этом ты, Лолошка, стоишь перед богиней и спокойно с ней разговариваешь. То есть я оказалась куда ограниченнее и глупее тебя. А ведь ты мой абд, а я твоя госпожа. Все должно быть наоборот. Как примириться с тем, что я, оказывается, посредственность, а не особенная, как привыкла считать до этого? Блин, она меня обосрала, вы поняли? Ты чё, Акетра? Ну это как-то... Никак, потому что ты особенная, Акетра. Не нужно с этим мириться, Акетра. Нужно продолжать развиваться. Никак, потому что ты особенная. Давайте ей сделаем комплимент, так и быть. Она меня обосрала, а я ей комплимент, вот так. Акетра, пойми, ты особенная. Неужели ты этого не понимаешь? Столько людей смотрят на тебя с восхищением и ловят каждое твое слово. Да просто вспомни Барути. Ты ни разу не слышала об этом человеке, а он от тебя буквально в восторге. И особенно тебя делает не количество прочитанных книг, не твое богатство, и даже не то, что ты мироходец. Ты особенная за счет того, как ты смотришь на этот мир. Будучи богатой, ты уважаешь абдов, обращаешься с ними так же, как и с остальными. Ты не теряешь своей любознательности ни при каких обстоятельствах. И именно поэтому ты особенная. И знание или незнание про богов тут вообще ни при чем. Ой, иди сюда, Лолошка. Спасибо тебе огромное. Я даже опять тебе ничего не скажу за то, что ты обращаешься ко мне на «ты». Я же все-таки ко всем одинаково отношусь, даже к абдам. Ой, Лолошка, благодаря тебе я сейчас чувствую себя намного лучше. Так, хорошо. С этим вроде порешали. Осталось только дождаться Зарифа. А вообще, знаешь, я подумала, что мы могли бы воспользоваться кораблем твоего друга. Вилли, кажется, да? Но корабль простоял в песках много лет. Возможно, он уже даже не на плаву. Если Зариф не вернется в ближайшее время, попробуем тот корабль. Все? Поговорили? Так, окей, тот корабль. А он, получается, находится в бухте, да? То есть вон там. На всякий случай давайте попробуем поговорить. Ага, тут даже кнопки нет. Погладить, статус отношений, сделать подарок. До свидания. Ой. Вот. Что? Я буквально нажал поговорить с Хануфы. Офигеть. О, корабль! Эй! О, шахтеры! Ну, наконец-то! Так, Зариф, давай. Буду ждать тебя у Акетры. Подходи. Эй, ну что, не ждали? А вот и я. А чего вы так сердито смотрите на меня, госпожа Акетра? А, значит, сердито смотрю, да? Ты уплыл, никого не предупредив, не сказав, когда вернешься, оставив нас почти без припасов. А если бы с тобой что-то произошло, как бы мы отсюда выбирались, а? Ну, давай, что ты? Как ты мог стать таким безответственным, Я привез работников для шахты. Я же вернулся. Почему вы так ругаетесь? Вы очень страшная леди, когда вы так ругаетесь. Простите, пожалуйста, что заставил так волноваться. Честно, я не... У меня на корабле есть припасы. Хотите позавтракать ими? Нет, не хочу. Сдерик уже приготовил еду. Пойдем, поешь с нами. Да, вы идите.
Мне нужно кое-что захватить с корабля и дать кое-какие распоряжения. О, боже, какая злая. Будет знать, как уплывать. Да уж. Пойдем, я очень голодная. Лолошка, если что, я так разругалась на Зарифа не потому что злюсь, а потому что очень за него переживала. Надо будет извиниться перед ним. А вообще, странно, что он согласился поесть с нами, когда я сказала, что готовил с Дерек. Он так реагирует на все, что со Дереком связано, что я думала, что он откажется. Может, с Дерек и не зря продолжает попытки помириться. Может быть, у него есть шанс? Может быть. Госпожа, если что, с Дерек ушел спать. Он всю ночь не спал, но еду приготовил. Да, приготовил. Вот, держите. Ну-ка. О, ложка, это тебе? Если что, у Дерека очень вкусно получилось. Он потрясающий повар. Ну, возможно, это даже на руку. Да, хорошо, что с Дерек спит. Все-таки Зариф вряд ли горит желанием с ним общаться. Ну, вообще, это правда. Так, что это? Сэндвич 10 сытости, неплохо. О, Зариф. И снова здрасте. О, Зариф, садись, поешь с нами. Слушайте, а где Дерек? Зариф, он спит. Он караулил нас всю ночь, потому что побоялся разбудить меня. Что на самом деле огромная глупость. Я бы отлично покараулил. Ну ладно, спит, тогда окей. Эй, а что ты хотел? Да знаете, я просто заметил, что у Дерека штаны никуда не годятся. Вот, купил ему новые на Гизире. Хотел отдать. Вот. Ой, мне кажется, или... Сдери! Что я сейчас услышал? Ты купил мне новые штаны? О, Зариф! Ну да, купил. Но это не потому, что я готов с тобой помириться. Да, не понял? В смысле, а зачем тогда? Я не готов помириться, но я бы хотел когда-нибудь. Да и те штаны, что на тебе по швам трещат, ты сильно располнел, ты посмотри на себя. Ах ты ж Зариф, а! А сэндвич мне в руки, алло, а я чё? Все? Ну ладно, я сытый в целом, пофигу, да? Меня, как обычно, обделили. Лолошка, слушай, ребята, которых я нашел для шахты, они ведь за собой могут и других привести, если что. Гизира столько времени жила в бедности, но сейчас все меняется. Пока, правда, непонятно, в какую сторону. Яд стоил очень дорого, но и спрос на него был не очень большой. Теперь яда нет. Можно пытаться что-то выращивать, но... пока неизвестно, получится ли. Зато люди точно теперь будут меньше болеть, захотят больше работать и... В общем, если ты будешь развивать свою шахту, отбоя от желающих работать не будет, Лолошка, это точно. А возможно, мы могли бы даже сделать тот же Мемфисатон экономическим центром Мисра. Он и расположен куда удачнее Нарфаниса, и все остальные острова к нему ближе. Ну, разве что кроме Зеленого континента и Острова Смерти. Ну, в общем, я не хочу на тебя сильно давить, Лолошка, но отчасти от тебя зависит благополучие всей восточной части Мисра. Да. В общем, я пошел. Объясню рабочим, что им надо делать. Пока-пока. Окей, а куда ты? А, рабочий уже там? Так, я могу, конечно, сейчас за Зарифом пойти. Могу не идти. Но давайте проверим. Тут появилось? Да! Лазотеповый пролив. Сюда! Так, охрана объекта, рабочая сила. Ну, чисто сюжетно, я, конечно, хочу развивать Лазотеповый пролив. Мы уже говорили о том, что Нарфанис это не самое удачное место для... центра, нет, для столицы. А Зариф прямо сейчас даже подтверждает мои слова о том, что Мемфисатон куда более удачно расположен, чтобы сделать его столицей, центром экономической торговли. И если моя прокачка Лазотепового пролива как-то может на это повлиять, я хочу. Не совсем, правда, понятно, надо ли мне туда... Опа. Ты посмотри, они уже работают. То есть, погоди, у меня без прокачки уже добывается? Прикольно. Вот тот самый сундук, куда все запихивается. И давайте прокачаем Лазотеповый пролив. Первый уровень стоит 0 утенов. Тогда да, конечно. Все. Так, вот они уже... Блин, какие молодцы, а. Мне нравится вот такая тяжелая анимация. Тяжелая не в том плане, что создается тяжело, а в том плане, что она выглядит увесисто. И вот это не исключение. Прям реально... Бам!
Молодец. Может быть, уже появилось что-то? Нет. Ну, я, наверное, хочу еще проапгрейдить. Давайте, до 2 уровня. Бам. Все. Далее, наверное, спелеологию прокачаем, чтобы у нас открылось железо и медь. Сразу же! Фига, так это реально намного выгоднее. У меня на шахтерских на 2-м, 1-м уровне открыто только железо. Ну и как бы все. Тут спелеология стоит 4 дальше, а здесь 15. Возможно, там алмазы потом открываются, кстати. Но давайте прокачаем, наверное, вот это за 4. Е-мать! Золото, редстоун, уголь, железо. Ну, блин, надо теперь, чтобы это хотя бы начало появляться. Возможно, рабочую силу я прокачал максимально ущербно. Мне нужно постараться поработать над этим, но для этого нужно что-то продавать. А продавать я могу что-то в Нарфанисе. Вот те надо. Тем не менее, смотреть там больше не на что. О, стоп. Что, Акетра? Зари. Но, леди, я вам еще раз повторяю, не стоит туда плыть. Я вас точно туда не повезу. Уж простите. Лолошка, а ты тоже думаешь, что нам не стоит плыть на мыс Хэтентепа? Да позже, я не говорю, что вам не стоит туда плыть. Ладно, я говорю вам, что не стоит туда плыть. Но потому что правда не стоит, леди! Там ничего не осталось от древней библиотеки. Все давно ушло под пески. И это довольно далеко отсюда. Да и слишком близко к Нарфанису, кстати. Господи, слушайте, я понимаю, что у вас там какие-то свои приключения, развлечения. Но я себе такого позволить не могу. Да и... Не верю, что я это говорю. Дело не только в утенах, поймите. Я собираюсь стать комендантом шахты Лололошки. Очевидно, что он не сможет ею заниматься и контролировать, как и на шахтерских. Значит, нужен человек, который будет решать вопросы шахтеров, искать новых людей, вывозить и продавать руду. К тому же, я не хочу далеко уплывать от мамы. В общем, решено. Я не повезу вас к мысу, ни при каких обстоятельствах. Надеюсь, вы меня понимаете. Ладно. Ну и что же нам тогда делать-то? Ну, если так подумать, я мог бы отвезти вас в Мемфисатон или на Гизиру. Там вы сможете нанять корабль, который отвезет вас туда, куда захотите. О, не-не-не-не-не. Мы не можем доверять, кому попало. Мы в списке. А значит, Амар готов заплатить хорошие деньги за нашу поимку. Ну, тогда, простите, я вам тут точно не помощник. Что ж, Лолошка, ты, надеюсь, понял. Нам все-таки придется прибегнуть к моему плану. Попробуем сдвинуть корабль из грота. Что? В местном гроте есть какой-то корабль? А что это ты вдруг заинтересовался, а? Да, я же могу осмотреть его. Я много изучал корабли, прежде чем заняться своим бизнесом. Ну, бизнесом перевозчика. Я все-таки хочу помогать вам, поймите. Да, я не могу вас перевести, но помогать. Ладно. Отправляйтесь с Лолошкой к кораблю. Осмотрите его. Тут безопасно. Мы можем позволить себе немного задержаться. Да и кстати, мне понравилось спать на куче верблюжьих одеял. Ну ладно. Ну что, Лолошка, идем? Пойдем. Только, видимо, я могу ничего не отвечать, да? О, ух ты. Какая красота! Интересно, а если крикнуть, эхо будет? Хара! Ой. Мама говорит, что когда-нибудь я повзрослею. Пойдем. Ну, эхо будет, мы это поняли. Так, в итоге что, ты будешь осматривать эту территорию? Интересный способ исполнения, интересный. Господи, ты будешь осматривать этот корабль на какие-то дыры? Или как? О, нет, вот это действительно гениально. Батюшки, здорово, тут все так хорошо сохранилось. Лолошка, ты видишь это? Так, вот эту часть, конечно, нужно будет заменить, это точно. Надо вообще вот эти все природные штучки убрать. А вот здесь нужно чем-то покрыть, иначе быстро сломается. Да. Вот это менять не обязательно. Но если не поменять, будет вонять. О, никогда такого не видел. Погоди, а ты где? Ты внутри, что ли? Ай, какая уже красота! Надо у себя на корабле так же сделать. Так, ты в итоге будешь просто... Ну все, Лолошка, я закончил. В целом состояние корабля прекрасное. Немножко убраться, пыль песчаную смахнуть. Но плыть на нем нельзя, вот так. Нужно некоторые детали заменить и местами подлатать. Главная проблема – металлические пластины проржавели местами. Из-за этого доски плохо держатся вместе.
Если они разойдутся в плавании, то... уйдете под пески всем кораблем за пару минут. Хорошо, что я сюда толпу рукастых мужиков привез, да? С тебя материалы. С нас готовая работа. Ну, вроде бы все, да? Да. Мне потребуется 32 дубовые доски, 16 медных и железных слитков, 16 нитей и 4 шерсти. О, как давно я задание не получал, обалдеть. 32 дубовые доски, это... Йоу, у меня ровно 32, офигеть, как повезло, кстати. Так, далее, что ты сказал? 16 медных и железных слитков. О, медь у меня дофигища. А вот по поводу железа проблема, у меня ровно 0 железа. 16 нитей и 4 шерсти. Погоди, а где я нитки достану? Ща все найдем, Зариф, не парься. Так, что у нас здесь, кстати? О, сундук. О, руна шторма. Нажмите, чтобы использовать. Прикрепляется к мечу в вашей левой руке, увеличивая его урон в холодных биомах на 33%. Окей, я это возьму, прикольно. О, это было красиво. Найдите руну шторма. Чародейская книга на починку, это прикольно. Так, вот паутину мне нужно разбить. Висящая сломанная паутина. Из нее тоже можно сделать любую другую паутину. Видимо, значит, она дает то, что мне нужно. А если быть точнее, ту паутинку. О боже, клык Роноса не добывает паутину! Это просто смерть, это ужасно. Так, окей, тогда мы как делаем? Мы сейчас убираем все ненужное вот сюда, делаем верстак, ставим просто так, доделываем самый обычный деревянный меч и... Та-да! Что? Подожди, подожди, что-то... это другая паутина. Это отвратительная паутина, с которой не дропается ничего. Блин. Ладно, у нас действительно проблемы. То есть, мне нужно 4 шерсти и 16 паутины. Я, наверное, как сделаю? Вейпоинт здесь поставлю обязательно. И после этого мне нужно... как-то отсюда выбраться, кстати. А как я отсюда выберусь? Здесь же можно, да? Так, да, все окей, можно. Сейчас, возможно, даже какую-то пасхальную пещеру найдем. Или нет? Видимо, нет. О, а это доски какие-то, тут кто-то что-то строил. Но, в любом случае, мне нужно 16 железных слитков. Я думаю, не проблема, если я добуду это где-то в этой шахте. На меня никто злиться не будет. Железо тут все равно хоть отбавляй. Вон сколько. Раз, 2, 3, 4. Мне нужно еще 12. Тут даже еще есть такой микроанимации у блока. Круто. Как же медленно катится солнце. Ух ты, вы еще и говорить умеете. Так, вот еще железо. И еще немножко. Все, по-моему, больше мне не нужно. Ровно 16. Мне, правда, интересно, вы вообще что-нибудь добыли за все это время? Подожди, что? Вы это добыли за все это время? Или это мне за квест, типа, вот этот дали? Типа, я должен был сюда вернуться и найти 13 железных кусков. Ребята, сорян, что я вам тут все поломал, сори. О, смотри, уже 14. Оно реально копится. И оно копится сильно быстрее, чем было до этого. Так, хорошо. Отлично, мне это определенно нравится. Паутины, кстати, здесь тоже навалом. Обязательно добываем. Она буквально во всем этом заброшенном поселении. Мне остается только сделать, сколько там, 4 шерсти. Раз, два, три, 4. Обновление, ремонт корабля. Вот тебе это, вот тебе это. Отлично, забирает. Медь, железо и вроде бы все. Все? Что-то еще нужно? Нити, точно. Нитки. Yes. Уже все? Отлично. Так, мужики, управимся за ночь, а? Да, конечно, управитесь. Лолошка, думаю, уже завтра сможете плыть на этой красавице. Мужики, за мной! Ой, и прям реально поперли. Ты погляди. А будет меняться что-то визуально интересно? Так, все, он тут талдычит, что нужно делать. Тут у нас вырывается, тут у нас чинится, тут латается, красится. Ха-ха! Классно, мне определенно нравится. Единственное, что я не совсем понимаю, зачем нам на мыс Хатентепа. Лолошка, ну как? Чего там? Сможем мы отсюда выбраться? Или навсегда застряли? Зариф с шахтерами отремонтирует корабль к завтрашнему утру. Я добыл им все необходимые материалы. Ну какой же молодец, а? Если у нас будет свой корабль, это сильно упростит нам жизнь. А еще мы сможем лично убедиться, что легендарной библиотеки больше нет. Точно, мы ради библиотеки. Только опять же, зачем? У нас не было никаких подсказок о том, что там может храниться огонь. Или была. На самом деле сюжет настолько большой уже, что в голове...
вроде умещается, но что-то постепенно начинает забываться. В любом случае мы сможем все это узнать уже в следующих сериях. Шахта имба. Лазотеповый пролив рулит. Зачем нам нужен Горн Селиасет, увы, по сюжету нам не дали выяснить. Но, опять же, тоже надеемся, то, что дадут. На этом я буду постепенно заканчивать. Очень надеюсь, то, что вы не забудете поставить лайк и подписаться, если вдруг каким-то образом еще не подписаны. Напомню то, что все эти ваши микронажатия — это огромный буст мотивации не только для меня, но и для всей команды. А команда за последние 2 года разрослась. Поэтому каждый ваш лайк умножается в десятки раз. Еще раз большое спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И спать пора. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Кстати, а вот это что такое? Ой. Ауритех. Что? В странных странствиях сказано, чтобы войти в библиотеку, нужны особые слова. Клянусь, я здесь ради знаний и только знаний. Ой, зря ты мне кажется. Погоди, чего? Ура! Собственный корабль! Спустя сколько? А, да, спустя 59 серий всего лишь. Поздравляю, дамы и господа. Отныне нам наверняка откроется бесплатное мореплавание. И я наконец-то смогу зарабатывать деньги. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы чиним корабль. И не абы какой, дамы и господа, это бывший корабль нашего бородатого знакомого по имени Вилли. И представьте себе, во время предыдущей серии, исходя из оценки Зарифа, корабль действительно был построен на совесть. И даже спустя кучу времени он все еще 10 из 10. Сгнил, правда, немного. Но это не беда, потому что прямо сейчас команда во главе Зарифа латает, чинит, ресурсы я уже передал. И по идее вот-вот нам уже очень скоро передадут красотку, способную перевести нас на любой остров. Я очень на это надеюсь. Так, ну и чтобы ни вас, ни себя не томить, давайте сразу проверим. Тут кто-то есть? Здрасте. Спасибо за скоробея. Зариф. Сдерик. Так, погоди, а в доме-то тоже при этом никого нет? Если это можно назвать домом. Я помню то, что они все спали, и потом бам, пропали. Ладно, панику разводить не будем. Я примерно понимаю то, что они все пошли смотреть на корабль, потому что именно корабль был в конце предыдущей серии. Стоп, погоди. А куда все шахтеры делись? Я не понял. Мы чё, отлыниваем от работы, да? Так. Я могу примерно с 100% вероятностью сказать, этого скелета не было, потому что я на этом поле 2 серии назад дрался со скорпионами. Мне теперь уже позарез кого-то надо найти. Я примерно понимаю то, что мне нужно в бухту идти. О, леди Или идет. нет? Эй, Лолошка! Доброе утро! Привет. Сейчас. Ой, проснулся наконец. А мы со Сдериком уже думали сами идти искать Хануф и Абди. Эй, леди Акетра, вообще-то это не очень забавно. Все же на этом острове водились гигантские скорпионы, вы что за... Ой, да ладно тебе, Сдерик, успокойся. Не паникуй. Я не думаю, что они в шахту пошли. Я не паникую, я вообще-то волнуюсь. Ой, и кстати, Лолошка, ты же вообще не завтракал. Ой-ой-ой, как же я мог забыть? Сейчас, погоди. Вот, возьми. О, спасибо. Жареная крольчатина. Ой, уж эти крошки. Да, Лолошка, в общем, ты поешь и отправляйся, найди Абди и Хануф. А я пока пойду проведаю Зарифа и его команду. Что-то от них пока что не было никаких вестей. Леди Акетра, я с вами. О, ну конечно. Так, ладно, встретимся здесь все вместе через... Что за... полчаса. О, Абди, Хануф. Ребята, бегите. Ребята, скорпионы! Скорпионы! Мы с Хануф видели, как утащили одного из шахтеров Зарифа. Похоже, что они лезут откуда-то еще и... Я Абди не пустила с ними разбираться. Давайте, пожалуйста, поскорее уедем отсюда. Эй, тише, Абди, Хануф, успокойтесь. Хануф, вообще я согласна с тобой. Нам надо уезжать отсюда. Но мы не можем так это оставить. Людям с Гизиры нужна работа. И вспомните, они приплыли сюда из-за нас. Ой,
Да и Зариф был так счастлив, когда решил стать комендантом. Лолошка, вы с Абди сможете разобраться с остальными скорпионами? Так. Ну, вообще, да, наверное. Не думаю, я в прошлый раз чуть не погиб. Я справлюсь и один. Так, ребят, давайте на чистоту. Я точно мироходец, и у меня есть жесткая устойчивость к ядам. У Абди тоже есть устойчивость, но скорее привычка к ядам, да, то есть иммунитет. И он с 99% шансом не мироходец. Поэтому я справлюсь один, я не хочу как-то жертвовать Абди в этом случае. Великий Лолошка никогда не примет ничью помощь. Впрочем, ладно, я не сомневаюсь, что ты справишься один. А что же насчет вас? Хануф, ты со мной. С Дерек и Абди соберите вещи и несите к гроту. Мы отправляемся, как только Лолошка закончит со скорпионами. Надеюсь, Зариф уже закончил ремонт корабля. Ладно. То есть Дерек все-таки не с Акетрой, у него такой взгляд был еще в конце. Как будто он немножко разочарован. Так, погоди, о чем еще раз? Ой, Акетра пропала. Короче, мне нужно скорпионов победить, да? И дайте угадаю, они сейчас там заспавнятся. Ну-ка. Где? Вижу. Да, я видел только что скорпиона. Вон он. Блин, ну на самом деле очень опасно, потому что они прям реально меня убивают. Но у меня появился Горн Селиасет. По идее, я могу его разместить, и он будет оглушать. Это надо проверить, это надо попробовать. Понятно. Вишневое вино. Далее что-нибудь на скорость. Ой, это так работает. Ладно, что-нибудь на скорость. И поехали! Давай! Ну идите сюда! Ой, где мой клык Роноса? Вот он! Давай! Ой, там человек! А ну, кыш! Кыш отсюда! Вот. Стоп, что это за шахта? Ее там не было. Так, Горн Селиасет, давай, работай! Работай! Как ты работаешь? Я же не понимаю, черт возьми! Плевать! У меня же есть супер меч. Все, нормально. Горн все-таки забираем. Эй. О май гад. Это не живой человек, если что, да, ребята, вы, я думаю, понимаете. Здесь ничего... А вот этого не было! Я не помню этой шахты. Они ее, видимо, раскопали, и оттуда полезли скорпионы. Во, я понял. Так, Горн Селиасет на всякий случай ставим. Я надеюсь, что рано или поздно он заработает. Он точно заработает, он должен заработать. Мне бы понять его механику. Мне бы уменьшить ему на самом деле... Как она называется? Перезарядку. Ладно, скорость опять используем. И плевать, поехали! Давай! О, как вас много-то, а! Демоны, твари! Еще скажите, что у вас есть какой-то предводитель скорпионов. Вот от этого я реально офигею. О, кстати, тут статуя светится. Я только сейчас понял. Давай, не убегай от меня. Черт. Так. Пока он думает, что я гонюсь за ним, он не бьет меня. Да, пока я за ними гоняюсь, у меня восстанавливается выносливость, и при этом они меня не бьют. Это вполне себе тактика. Похоже на какое-то гнездо. Яиц здесь нет, так что... Да, надеюсь, это были последние. Святилище Кнефмтити и ядовитые гигантские скорпионы. Похоже на работу нашей золотой маски Даны. Больше здесь делать нечего. Надо идти к остальным. Золотой маски Даны. Не, я не думаю, что здесь была золотая маска Дана. Хотя так много черепов. Кто-то же сюда привозил этих людей, да? Так, короче, как использовать эту штуку? Мне нужно либо лук прокачать, либо черную розу. Я думаю, лук. Давай. Бам! Yes. Уровень артефакта увеличен. Сейчас проверим, сколько мне дали. Ну-ка. Так, и в итоге у меня 6-й уровень. Хорошо. Так, смотрите, нам точно нужно прокачать лунные стрелы. А вот что такое гнев небес, я первый раз вижу. Погоди, что это? Лунная стрела, выпущенная в небо с зажатой клавишей Shift, призовет шторм, поражающий всех противников в области. Улучшение повышает длительность, увеличивает радиус и частоту появления лучей. Вау! Да, я прокачаю это. Хорошо. Так, количество лучей 3, 5, 7. Хорошо, прокачали. Я думаю, этого достаточно. Ну и, наверное, в будущем я прокачаю еще гнев небес. У меня есть еще 3 поинта. Но для этого надо больше единиц опыта. Сейчас у меня пока что 8 уровень. Хорошо, прокачались. Но вопрос, можем ли мы пройти дальше? Шахта-то у нас, смотри, какая. Ух, блин. Немножко аж не по себе. Откуда здесь столько черепов? Это, получается, людей сюда загоняли? Ну, либо скорпионы собирали трупы людей, питались ими и все такое, как бы, да, тоже возможно. Прошу прощения. Hello? Да господи. Гребаная паутина. Отстань от меня, отстань! Нет, никакого сундука, абсолютно по нулям. Никакой мистики, ничего такого. Кстати, а вот это что такое? Ой. Что? Погоди, чего? Ребята,
Это сюжетная руда. Чтобы вы понимали, из ауритеха делаются ауритеховые скоробеи. Чего? Слушайте, а если я это добуду, я же могу это добыть, да? Кстати, у меня 23 железных скоробея, надо все это использовать. О, боже, круто. 35 скоробеев. То есть вы хотите сказать то, что здесь необычная руда, типа, там, не знаю, уголь, железо и так далее. А есть еще что-нибудь? Вот это, например, что такое? Это лазурит, да? Да, это лазурит. Это, опять же, ауритех. Вообще, на самом деле, если тут написано необработанный ауритех, значит, по-любому я могу это добыть. Потому что, во-первых, у этого есть текстура, у этого есть название необработанный, и это ауритех, который, в принципе, нам уже встречался в виде скоробея. Но я на всякий случай добуду побольше. Так, погоди. Лазотеповая руда! Опа, а у нее есть крафт. Сторителлинг. Боже, мне кажется, я себе сейчас что-то жестко проспойлерил, ребят. Окей. Я на самом деле что-то вдруг захотел все это добыть. Замечательно, 15 и 13. Ладно, всю шахту мы явно обрабатывать не будем. Кости запихиваем в розу. Все, теперь будет поглощение урона. Против скорпионов, кстати, вот эту розу Книфмтити надо реально использовать, потому что мы поглощаем урон, буквально. Так, по итогу что мой персонаж сказал? Больше здесь делать нечего, надо идти к остальным. А остальные, они... где-то в гроте, да, там, где корабль стоит. Либо, кстати, уже здесь. На всякий случай проверим. Эй, здрасте. Кто-нибудь есть? Сдерек, по идее, должен быть тут. Не понял. Куда все делись? Черт возьми. Ну ладно, видимо, туда. О-оу. Нет! Нет, 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 пожалуйста. Нет! Я случайно! Я не хочу падать! Нет! Господи, это же сейчас продлится миллион лет! Бога ради! Да, да. О, все, хорошо. Живем. Песка у меня, увы, нет, поэтому сделаем не по фэншую. Вот стоит реально просто чуть-чуть упасть и конец. Эй, ребята, вы же здесь? Скажите, что вы тут. О, сидят. Отдыхают. О, господи, с кем я говорю? Как же вы не понимаете? Руль у песчаного корабля обязательно нужно покрывать лазотепом. Если этого не сделать, он от любого течения сломается. Тем более от такого большого. Ну, Зариф, пойми нас. У нас нет времени здесь отсиживаться. Даже твои шахтеры уже поговаривают, что... Не надо мне тут говорить про моих шахтеров. Я потерял 2 людей из-за вашей же невнимательности. Что? Не внимать? Да как ты смеешь, Зариф? Лолошка рисковал жизнью, чтобы расправиться с этими тварями. О, значит... Лолошка, привет. А мы тут... Да, Лолошка, послушай. Мы тут обсуждаем, почему мы уже 2-й день не можем уплыть из-за Зарифа. Ну вот скажи мне, Зариф, где мы возьмем твой лазотеп, а? Господи, но леди, мы ведь... Господи, ну и что мне с ним делать, а? Я как бы просто молчу, да? У меня просто в инвентаре кое-что валяется. Так, для начала тебе нужно успокоиться, запугать. Ох, ни хрена. Мы в Лазотеповом проливе. Эту руду я нашел в шахте. Это же Лазотеп, да? Показать руду. А что я-то? Что постоянно я, леди Акетра? Я и так уже 2-й раз рискую жизнью с этими скорпионами. Еще и этой долбаной рудой заниматься, серьезно? Так, ну ладно, если честно, я бы нажал это, если бы у меня не было руды. Вот клянусь. Показать руду. Подожди, что? Погоди-ка. А ну-ка. О боже! Да, это он! Это Лазотеп! Батюшки! Эй, ребята! Ребятки, кузнецы среди вас имеются? Ну, мы, начальник. Ох, ребятки! Сегодня будете ковать Лазотеп! Представляете? О, да, это честь, начальник. О, да бросьте. Это все благодаря хозяину шахты и его госпоже леди Акетре. Угу. Лолошка, мне бы вот таких вот кусочков штук 10. Руль-то у корабля все-таки большой. У тебя столько есть? Чел. Вот, держи. Отдать руду. Батюшки, замечательно. Так, леди, через часа 2 все точно будет готово. А ты... Ну ладно, хорошо. Лолошка, пойдем. Ну, могла бы ему спасибо сказать. Леди, что-то вы какая-то борзая стали, не?
Борзая, согласитесь. Так, эй, парни, доставайте руль из песка, будем латать. Вообще мы понимаем то, что лазотеп это реально круто, как минимум потому, что именно лазотеповые скоробеи самые редкие. И после них идут по редкости ауритеховые. И именно ауритех мы тоже здесь нашли. Прикольно. О, реально плавят. Кстати, в эту печку зайти я не могу. Я вот прям пытаюсь нажать, не получается. Ребят, что вы думаете насчет споров? Жестко они тут побузили, да? Эй, Лолушка, а ты заметил, что Абди и Хануф, они... Ну, как будто бы сблизились, что ли? Хе-хе, понял, да? Никогда бы не подумал, что увижу Абди в роли влюбленного. Ну, что? А вот насчет леди... Да, что-то она сегодня какая-то прям напряженная. Во-во. Знаешь, я даже слышал, что она всю ночь не спала. Бродила по комнате и... В общем, Лолушка, ты поговори с ней, а? Окей. Ну да, я тоже заметил, то, что какая-то она борзая. Ну, возможно, просто от недосыпа, раз уж вот Дерек только что сказал, что она не спала. Так, Хануф? О, ложка. Знаешь, я все никак не могла понять, с твоим приходом моя жизнь стала хуже или все-таки лучше? Сначала ты расстраивал Халиму, потом госпожу, а потом, если честно, я винила тебя в том, что мы теперь постоянно в разъездах. Но теперь я узнала много нового о себе и о других людях, благодаря всем нашим путешествиям. Спасибо тебе, Лолошка. И чего Дерек так на нас пялится постоянно? У него сразу взгляд такой. А что, меня обсуждают? Че ты на меня так смотришь? Хотя, скорее, это он реально пялится. Ну, ладно, Хануф, я рад, то, что как-то ближе к тебе стал эмоционально. Но, знаете, вот что я заметил? Хануф — это действительно тот персонаж, с которым до сих пор нельзя выстроить какие-то отношения. То есть, с ней нельзя даже посмотреть, какие подарки ей нравятся или нет. Ладно, Абди, что скажешь? Знаете, Лолошка, ваш совет все-таки помог мне. Я еще никогда в жизни не чувствовал себя таким нужным, что ли. Погоди, а какой совет? Я пытаюсь вспомнить, какие советы я ему давал, но, видимо, какой-то совет я ему дал, окей. Так, тут у нас ничего не поменялось, на всякий случай проверим. О! Погоди, чего? Что? Вы заметили? Еще одна руна шторма заспавнилась. Мне кажется, что это баг. На самом деле тут не должно быть руны шторма, поэтому я, наверное, это выкину. Не надо, это дюб. Это дюб. Нельзя. Еще раз со всеми попробуем. Нет, не поговорим. Эй, здрасте, ребят, что, плавите? Все еще плавите. Зариф, у тебя-то как... А, что-то говорит тут. Но поговорить я, кстати, с ним не могу. Нифига, шкала отношений просто максимум. Что вы делаете? Что они делают? Эй, парни, доставайте руль из песка, будем латать. Руль достают. Понял, все. Ну, пусть достают. Так, никого не толкаем. Леди Акетра стоит там, наверное, с ней нужно поговорить. Леди, все нормально. Эй. Чё? Вы куда? Эй. Что? А поговорить? Только аккуратно, не упадите. Давай, садись. Ладно. О, Лолошка, Ой. я невероятно зла. На Зарифа, на Хануф, Абди, на Сдерика, да даже на себя. После вчерашнего разговора я почувствовала себя так легко, так особенно, потому что ты назвал меня особенной. И, да, возможно, ты был даже прав, но почему я тогда такая легкомысленная и такая недальновидная? Это ужасно. Но я знаю, что делать с этим. Я не спала всю ночь. Мне снилась библиотека Хеттентепа. Легендарная башня, содержащая в себе все знания Мисра. Я знаю, что это лишь легенда, и по словам многих, от нее уже давно ничего нет, и что мыс Хеттентепа это не более чем перевалочный пункт. Но я видела ее, она существует. И свиток правды тоже. И эта мысль не давала мне уснуть всю ночь, Лолошка. Хочешь знать, почему? Что? Почему ты видела или почему ты не могла уснуть всю ночь? Все проще некуда, Лолошка. Свиток — это один из огней, который открывает правду. Ну почему я сразу не догадалась, что начинать поиски нужно именно с него? Мы бы не попадались, не скитались, да даже Халима была бы жива. Теперь у меня такое чувство, будто весь мир против того, чтобы мы туда попали. Ну почему все это?
Так, слушайте, Акетра, мне кажется, вам надо поспать. Что-то вы это... Какая-то вы дерганая, леди Акетра. Ты не спала всю ночь, вымоталась. Мы провели здесь всего пару дней, а в тебе горит нетерпение. Ты все делаешь правильно, да, все. Нет, подожди. Мы не знаем, как работает свиток правды. Какую бы правду мы узнали? Что мы мироходцы? Что Бурис золотолицый? Что Абди убийца? Ты уверена, что не сошла бы с ума с этой информации? Ну давай, наверное, все-таки про то, что она не спала всю ночь. Я об этом уже сам 2-3 раза сказал. Это, конечно, все мило и успокаивающе, но все же... Что, если Хэттентеп считает меня недостойной попасть к нему в библиотеку? А? Что, если он так считает? Подожди, а почему именно ты должна? Ладно, не будем об этом говорить. Я не думаю, что он так считает. Просто мы все уже устали. За последнюю пару месяцев мы столько пережили, вспомни. Теперь любая неудача кажется божественным планом. Так, Акетра, почему бы не спросить у него самого? Ты же знаешь, что боги существуют. Попробуй. Но вообще, возможно, он считает тебя недостойной. Помнится, я как-то прогневал Роноса и Монту одновременно, и... Ну ладно, этого я не буду нажимать. Давай реально вот это вот. Ты же знаешь, что боги существуют. Попробуй спросить у Хэттентепа. Ты, должно быть, шутишь? Ой, ладно, хорошо. О, великий Хэттентеп! Скажи мне, достойна ли я попасть в твою библиотеку? Ну вот. Вот, видишь. Ерунда какая-то. Ой, господи, где же они? О, вы здесь! Леди, руль готов. Можно отправляться. Уже? О, здорово. Зариф, прости, что тогда накричала на тебя. Тише, тише, успокойтесь, все нормально. Я и сам себя не очень хорошо повел. Давайте. Пойдемте. Мы вас подтолкнем с парнями. О, какой Зариф молодец, а? Не стал дальше мусолить эту тему. Хара! О, господи. Почему вы только сейчас мне говорите, что никто из вас не умеет песчаным кораблем управлять, а? Эй, Зариф, а ты-то не можешь нас отвезти? Что? И оставить вас без этого корабля? А мне-то потом обратно на чем плыть, а? Эй, Зариф, прости, но мы же можем отбуксировать твой корабль. О, господи. Да вы сами-то в такой вариант верите. Один скалистый риф и все. Пищи пропало. Да нет, просто я... Вообще, рулевая система здесь же второго типа, так что при сильном течении можно... Что? Вообще, паруса вощеные, тяжелые. Значит, нам не понадобится много рук, поэтому вполне можно буксировать и рулить. Так, эй, бога ради, Сдерик! Что? Ты что, умеешь управлять кораблем? Да, ну вообще я читал и... Хара! Да ты ж больше меня знаешь! И все это время молчишь? Нет же, я просто в жизни ни разу не пробовал. Читать и плавать — это же разные вещи, о чем вы говорите? Ой, вы даже не представляете... Сдерик, давай так, у тебя получится. Ну, Абди умеет, конечно, помогать. Да, Сдерик, знай, мы в тебя верим. Знаешь, Сдерик, я пока не готов совсем простить тебя, но... Я рад, что мы знакомы. Ну, его удивило знание Сдерика, это точно, прям жестко удивило. То есть, понимаете, как бы Зариф это тот, кто учился управлять практикой, не теорией. Эй, парни! Они отправляются! Ребята, удачи вам! Давайте, ребятки, поднажмем! Что, они прям реально толкать будут нас, что ли? Как это будет выглядеть? Оу, что? А, вот так прям, ну реально. Ты, блин. Я-то уж подумал, сейчас покажут кат-сцену, как нас толкать. Ну, было бы прикольно, на самом деле. Наверное, это просто тяжело изобразить, что, понимаете, это же многоблочная структура, и чтобы многоблочная структура начала трогаться, это, наверное, тяжелая механика. Но мы до этого когда-нибудь дорастем, ребята. Вы там не забывайте это. У нас есть Бусти, вот... Бусти — это то самое место, благодаря которому на самом деле все развивается. И чем больше на нем платных подписчиков, тем больше мы пробуем нового. Все достаточно логично. И вполне реально то, что в скором времени мы будем трогать и двигать многоблочные структуры без каких-либо лагов, багов, и все будет четко. А мы тем временем плывем на мыс Хэттентепа, да? Ну где же эта библиотека-то? Скоро мы уже. Не знаю.
Тебе виднее. Так, а вы что делаете? Что делаете? О, он вязать учится? Хануф, скажи, я правильно делаю? Нет, нет, Абди, ты чего? Если ты так будешь стягивать, у тебя будут затяжки. Ну как тогда нужно делать-то? Ну вот же, давай я тебе еще раз покажу. Только смотри внимательно. Хорошо. Блин, прикольно. И она прям реально проверяет. Она прям проверяет, как он это делает. Ой, блин, все факелы растратил. Где мои факелы? Так, Дерек, ты что, у нас управляешь? Да, ложка, это мой первый раз. Я так боюсь, что мы налетим на риф или что-то такое. В книгах-то оно все просто, понятно. А здесь, блин, столько нюансов. Ты не отвлекай меня, пожалуйста, не надо. Окей. О! Пошел процесс. Супер быстрое время. Поехали, полетели, поплыли, то есть. Так, и в итоге мы сейчас появимся на мысе Хэттентепа. Ехала. Сколько можно? Так. О, ну и где? Господи, где? Эй, стой! Акетра! Куда мы, кстати, реально приплыли? Эй, дамочка! До Нарфаниса целый день ехать! Возьмите, верблюдов, возьмите! Нет, пожалуйста, мне не нужны ваши Эй, ну чего? Ну куда же вы, постой! Я же сказала, не до вас сейчас. Извините. Так, вот так. Фига, он прямо ее за руку взял. Это опасно выглядело. Эй, Акетра! Ну где? Нет, Что? Нет, это не ли-то. Черт, как же там было? Как оно? О, вот. Так. В странных странствиях сказано, чтобы войти в библиотеку, нужны особые слова. Клянусь, я здесь ради знаний и только знаний. О! Ой, зря ты мне кажешь. О май гад. В этой книге сказано, что первым фараоном был человек по имени Акет. Да у меня знатная родословная. Прикольно. Я так понимаю, то, что если мы... Стоп, что? Синдбад? Ой-ой-ой, библиотека Хэттентепа. Именно это место может привести нас к первому огню бога Хэттентепа. Как там называют огонь? Свиток правды? Книга правды? Короче, штука, позволяющая узнать буквально все про все. С такой силой можно даже с ума сойти. Но давайте по порядку. Впервые получив свой личный корабль во владение, мы тут же уплыли на некий мыс Хэттентепа. Место, где по легенде покоится бывшая библиотека всезнающего бога. Насколько эти легенды правдивы, нам еще предстоит выяснить, но именно в самом конце серии я и Акетра случайно активировали механизм. Механизм, открывающий проход в... Я, честно, даже и не понял, что это такое, но, судя по всему, в ту самую библиотеку. Упасть упали, и бам! Продолжение следует. Что ж, давайте узнаем, что это за продолжение. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лулошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лулошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы упали. Жестко так шандарахнулись, и бам, продолжение следует. Ладно, если серьезнее, то Акетра произнесла некую фразу, которая должна благоволить богу Хэттентепу. И, о чудо, проход, который, если верить легендам, ведет в древнюю библиотеку, открылся. Знаете, у меня такое ощущение, что если бы эту фразу произнес кто-то другой, типа сторонник Роноса, Монту, или просто тот, кто не тянется к знаниям, то проход бы остался закрытым. Напомню, что Акетра у нас не пальцем делана. Она и знает много, и к знаниям тянется, и благоволит кому? Правильно, богу знаний. Все вроде как-то более-менее схвачено, очевидно. Ну а вот что произошло после нашего падения и продолжение следует, узнаем прямо сейчас. Боже! Нет! Зря я так сюда торопилась! Зря! Помогите! Нет, я не таких знаний хотела, не таких! Что? Акетра! Акетра, тихо! Стоп! Сколько мы будем еще падать? Вот, и я об этом. Ты что, не видишь? Мы бесконечно падаем. О боже!
Ты просто погляди на это. Неужели эта библиотека настолько огромная? Так, ладно. У тебя есть какие-нибудь идеи? Так, есть, Прунус. Может, стоит попробовать зацепиться за стены? Нет, какие у меня идеи, мы падаем. Есть, Прунус. О, точно, Прунус. Прунус. Так, Прунус. И что? Нет, не поняла. Нет, кажется, я поняла. Я вспомнила, ложка. Странность. Черт, было сказано, что никакая магия здесь не работает. Да что ж такое-то? Ай, ладно. Охренеть, просто бесконечно. Да, вот здесь, нашла. Тут сказано, что нужно закрыть глаза и досчитать до 27. Ага, ерунда какая-то. Ладненько. О, господи. Ой, давай. Получается, 1, 2. Так, а мне-то что в этот момент делать? Акетра! Акетра! Эй, Лолошка! Лолошка, ты что, все еще висишь? Давай, слезай! Погоди, в смысле? Воу, кстати, как тут красиво! Так, ладно. Что ж, ну, вот мы и здесь. Здорово, правда? Что здорово-то? Что здорово? Не, ладно, здорово то, что у тебя была книга, в которой все было написано. Здорово то, что в книге снова был ответ. Кто, кстати, ее автор? Нет, не здорово, Акетра. Мы заперты здесь. Надо искать выход срочно. Я не знаю, Акетра, но я рад, что ты в порядке. Так, погоди, кто автор книги? Кстати, сейчас посмотрю. Кто? Блин, тут стерто. Да как это стерто-то? Книга очень старая. Так, ладненько. Но знаешь, мне кажется, мы сможем здесь найти экземпляр, который сохранился явно получше, чем этот. Пойдем. Ну, кстати, да. Это же библиотека. Господи, сколько книг мы пролетели. Это что, какая-то загадка про 27? Почему именно 27? Вот это да. Так, давай найдем нужную книгу. Как? Это же буквально многообразие всех книг, возможно, на планете. Ты что делаешь? Ты реально собралась искать... в целом... С кем я спорю? Ну-ка, давай посмотрим, что это. Это не взять, я понял. Здесь у нас утены. Да ладно, даже здесь есть деньги, серьезно? Железный скоробей, используем. Так, короче, походу она реально сейчас будет все изучать, смотреть. Но, неужели меня действительно одного смущает этот огромный золотой луч, который еще светится и издает странные звуки? Леди Акетра. Лолошка, ну ты посмотри на это. Разве это не чудесно? Мы окружены знаниями. Да, прикольно. Но это луч светящийся. Такой огромный, не? Все знания Мисра в одном месте. Так, если что, я пока что на букве А. Ну-ка, это... Ага, тоже А. Скоро доберусь и до С, не волнуйся. Интересно, а свиток правды тоже где-то на этих полках? Погоди, чего? На букве А? Но нам же нужен этот, странные странности Мисра. Бога ради, Акетра. Лолошка, представляешь? В этой книге сказано, что первым фараоном был человек по имени Акет. Да у меня знатная родословная. Ты бы тоже почитал на досуге? Да, обязательно почитаю. Мне, видимо, надо туда, к букве С, да? Ну вот это, кстати, информация очень прикольная. Был человек по имени Акет. Фараоном. Прикольно. Ладно, я понял то, что мне нужно к букве С. Я так понимаю то, что если мы по алфавиту идем... Стоп, что? Что? Синдбад? Эй! Хара. Что-то здесь не так. Надо проверить, в порядке ли Акетра. Вместе решим, что делать. Подожди, чего? У меня сейчас просто шаблон повествования немножко поломался. Типа, как это могло бы быть? Я думал, то, что мне нужно к букве С. Синдбад. Ладно, мне нужно к Акетре. Я согласен со своим персонажем. Эй, Акетра, поговорим? Что, нашел что-нибудь интересное? Да, я нашел Синдбада. Это очень-очень подозрительно. Да нет, знаешь, просто куча книг и... Синдбад. Путеводитель по волшебным заброшенным библиотекам. Он спит тут неподалеку. Синдбадом зовут. Ну, по сути, это все одно и то же. Наверное, первое, чтобы не шутить. Чего? Синдбад? Так пошли быстрее. Ну-ка, давай проверим. Господи, это же и правда Синдбад. Лолошка, за мной. Ой-ой-ой-ой, Синдбад. Эй, Синдбад,
Проснись! Что? Кто? Пить, пить. А, да-да-да, сейчас. Вот, возьми. Где? Что? А? Стоп. Акетра! Акетра! Я думал, что я уже все. О, и ты здесь, Ло, иди ко мне. О, Господи, я так рад. Эй, Синдбад, тише! Объяснись! Как ты оказался в древней библиотеке из легенд, которая считается утерянной? Я не знаю. Что? Ах, я даже не знаю, что на это ответить. Так. Пожалуй, мне нужно присесть. Скажи что-нибудь. Сказать? Так, ну ладно, есть у меня кое-что. Когда мы с вами и со Сдериком разбирались с информацией про огни, помните тогда, у Молотова? Я там вычитал в книге, что там... Так, тихо, по порядку. Странные странности Мисра, да? О, точно, странные странности Мисра. Именно, леди Акетра, именно. Ну вот, значит, прихожу я на этот мыс, не нахожу ничего, кроме обломков башни, и... Как вы понимаете, верблюдов мне в такую цену было не купить, поэтому пошел пешком до Нара. Но я не знал, куда конкретно идти, поэтому решил забраться на камень. Вдруг, как говорится, Нар увижу, да? Ну, полез я на камень, оступился, упал, и тут, представляете, подо мной песок провалился. Вот, очнулся уже здесь. Ой. И сколько времени с тех пор прошло? Да не знаю я, ну, наверное, много. Я вон на том столе царапал каждый раз, как пить хотелось. А, так ты здесь уже вон сколько времени? То есть ты реальный? Ты Синдбад? А ну-ка. Синдбад. Боже, чудо, что ты вообще живой. О, да что вы, я вообще крутой! Правда, я не ел тоже порядочно. О, Поесть сейчас бы. поняла. Вот, держи, поешь. О, так. О, вкуснотень, самое вкусное, что я ел. Боже. Ой. Ох, Синдбад, ну нельзя так быстро. Ладно, нам отсюда выбираться. Но сначала находим огонь. Мальчики, давай, на поиски. Выберемся? Есть, леди Акетра. Быстрее Что? найдем огонь, быстрее выберемся. Подожди, реально? Все, продолжаем искать? То есть, реально то, что мы увидели здесь Синдбада, это как будто окей? Ну, кстати, ладно, на самом деле, если так подумать, то он же тоже читал эту книгу, но попал в эту башню немного другими путями. Такое ощущение, что это какая-то предначертанная судьба. Но, возможно, я что-то путаю. Так, слушайте, леди Акетра куда-то идет и идет. О, деньги. Деньги мы обязательно забираем. Может быть, я еще что-то пропустил? Вроде бы нет. Я на всякий случай пойду за Акетрой, потому что как-то туда мне не особо хочется возвращаться. А вот этот луч меня все еще привлекает. А, стоп. Что? Тупик? Нет! О, погоди. О, что? Лазотеповый скоробей. Эй, Лулошка, здесь дверь. Это точно дверь. Сейчас, погоди. Так, ауритеховый скоробей. Так, железный скоробей используем. Охренеть, вот это подгончики. 52 утена. Тут еще. Ну-ка. Так, железный скоробей, утены. И еще утены. Сколько у меня уже? 292. Так, в итоге что? Да, это 100% дверь. Надо только найти, как она активируется. Дай угадаю, я должен это сделать, да? Да, она начала просто изучать, я понял. Мне, видимо, нужно что-то найти. А вот на самом деле вот этот песочек. Такое ощущение, что в нем что-то зарыто, нет? Нет, наверное, все-таки неудачная попытка. Это скорее просто песочек. Что-нибудь есть? Поговорить не могу, паутина не нужна. Черт возьми, загадки! А, да, смотри, там реально есть проход. Я только сейчас понял то, что Акетра прям нереально права. Каких-то необычных книг я здесь не вижу. Здесь, конечно, я, может быть, пропустил какой-то рычажок, но тоже нет. Эй, Лолошка, это не книги. Это платформы с кнопками в виде книг. Я думаю, что нужно нажать кнопки в определенной последовательности. Уверена, где-то есть подсказка. Так, давай я пока здесь поищу, а ты иди и узнай, как дела у Синдбада. Окей. А, так то есть это не просто книги, они нажимные. А если... Ой. Прости. Я случайно сломал сюжетное что-то, видимо, да? Как вернуть это? Это же по-любому что-то очень важное, я не должен был этого ломать. Все, ребят, перезапущено, все окей. Я случайно, ребят, я правда случайно. Она сказала пойти к Синдбаду, следовательно, я возьму и пойду к Синдбаду. Что ты делаешь? Что стоишь?
Привет. О, Лолошка. Смотри, тут есть записка, оставленная в книге. Мне вообще ничего не понятно. Может быть, это ты прочитаешь, поймешь? Так, ну-ка, давай посмотрим. Бескрайние глубины познания. Я пишу эти строки, чтобы предупредить тех, кто придет после меня. Знания опасны. Знания таят в себе несчетное множество исходов, ведущих в объятия Кнеф-Мтити. Если вы ищете знаний, хорошо. Да благословит Хэттентеп ваш путь. Если вы не ищете знаний, пускай. Знания ведут к погибели. Если вы отказываетесь от знания, кара не заставит себя ждать, но будет лишь в том, что вы будете жить жалкую жизнь, полную невежества. Но если вы вдруг решаете, что знаете все, здесь начинается самая роковая ошибка, ведущая вас в бездну забвения, пучину отчаяния и гиенну заблуждений. Так однажды решил и я. Я закрыл себе путь к правде, отказавшись искать знаний дальше. Я скинул во мраке самоуверенности. Услышь же слова мои, тот, кто ищет знаний. Моей погибелью стало невежество. Ого. Все остальные страницы пустые. Кто это написал? Знания опасны. Знания таят в себе несчетное множество исходов, ведущих к Кнеф-Мтити. Если вы не ищете знаний, пускай. Знания ведут к погибели. Не обязательно их искать. Если вы отказываетесь от знаний, кара не заставит себя ждать. Но вот если вы думаете, что знаете все, то начинается самое страшное. Окей, я даже не знаю, как мыслит мой персонаж. Возможно, у меня будет какой-то выбор, но это очень хорошая записка. Знания опасны, но при этом ведут в объятия Кнеф-Мтити. Учитывая то, что Кнеф-Мтити сейчас скорее на нашей стороне, наверное, мне лучше искать знания, потому что Кнеф-Мтити со мной ничего не сделает. Я на это надеюсь. Так, поговорим, может быть? Ну что, ты нашел что-нибудь, Лолошка? Если что, я узнала, кто автор странных странностей. Представляешь, у меня целая книга, без вырванных страниц. Тут столько всего про огни. Ой. Так, ладно, не об этом пока что. Прости меня. Автора я не то чтобы узнала, здесь только инициалы. JDH. Тебе о чем-нибудь это говорит? Ну, немножко да. Я должен ответить? Не, ну вообще, если отыгрывать своего персонажа, то нет. Вот и мне. Вот и мне. Забавное совпадение. В твоем Нарсафари у тебя такие же буквы в номере, представляешь? Ладно, шутки в сторону. У тебя все-таки есть новости? Да, показать книгу. Так, а ну-ка. читай, может быть, ты поймешь эту загадку. Ведут в объятия Кнеф-Мтити. Ага. Кара. Я поняла. Лолошка, я поняла. Это же загадка. Аль-Кафир был одним из моих учителей. Правда, потом он попал в список и... Ладно, не суть. Подожди, что, Аль-Кафир? А тут где-то об этом написано? О, автор Аль-Кафир! Ребята, если что, Аль-Кафир это тот самый чувак в черном, которого казнил Амар. Обалдеть! Я только сейчас реально увидел то, что здесь написан автор. Удивительно. То есть Аль-Кафир был в этой библиотеке. Вау. Ну, я помню то, что он поклонялся богу Хэттентепу, да. В общем, самое главное, суть в том, что только одна фраза во всей этой записке имеет смысл. Да, про невежество. Я думаю, что эта фраза и есть ключ к двери. На книгах написаны их названия. Быть может быть, здесь есть книги, названия которых содержатся в записке Аль-Кафира? Что думаешь? Ну, возможно. Только что, мне пойти искать? Книга, вот это... Ой! Я могу нажать теперь, смотри-ка. Блин, а может быть мне нужно ее взять в руки? Давайте песок выкинем, освободим немножко руки и... Как-нибудь... Непонятно. Это попробуем. Тоже ничего. Так, ребят, я понял, почему я так жестко туплю. Оказывается, здесь моя ошибка. Помните, если я навожу на блоки, то у меня пишется название этого блока. Дубовая пустая книжная полка, пыльная книжная полка и так далее. Так вот, у меня этого только что не было, я включил, и оказывается, при наведении на книгу здесь есть полноценная надпись о моей жизни в Наре. Хроники моря, Питер с книгой. Ой, господи, вот это название. Золото, обмен, продажа, эмиссия. Море капсом. Там было капсом, кстати, золото. Так, а если это?
Размышления о погибели Гизиры. Погибели. Тоже капсом. Золото, море, погибели. Золото, море, погибели. Пока что я не понимаю, что из этого можно собрать. Короче, давайте будем сейчас писать все эти слова. Солнечный, погибели, море, золото, о моей. Что же с нами стало? Я так понимаю, то, что мне нужно полноценное предложение собрать и в итоге нажать все книги поочередно. Игра бога. Игра. Дом, в котором... Дом. О, как это сложно, боже. Овцы. Уход и кормление. Овцы. И последняя книга. Невежество. О, стоп! Невежество. Это же то, о чем говорила Акетра. Мне разве не вот это нажать надо? Моей погибелью стало невежество. Моей погибели стало невежество. Моей... Точно! Если мы сейчас найдем ту самую кафедру, где? Мне нужно нажать сначала сюда. Да! Да! Звук был другой! Моей погибелью стало Моей... Да, хорошо. Стало. Надо найти стало. По-моему, это где-то там было. Я помню то, что в самом начале. Вот, стало. Хорошо. И невежество в самом начале. Да, я помню, что вот самое начало, вот здесь было слово невежество. Давай, я умоляю. О! О, сюда! Сюда! Хе-хе-хе! То-то же. Там, кстати, какая-то новая книга. Так. Ой, мы прям сразу здесь. Фу. Еще библиотека. О, лестница. Господи. Какая большая библиотека. Ни начала, ни конца. Еще одна загадка. Ну-ка. Не нажимается. 3 мудрецов в кубе. Что это может значить? Так, а чё я... Вообще 3 в кубе это 27? О, ты погляди-ка. Ты у нас, оказывается, не только картограф, но и математик. Хотя знаешь, 27 было ответом на первую загадку библиотеки. Бесконечное падение. Да, бесконечно... Чего? Да, неважно, Синдбад. Ложка. Что же нам с этой информацией делать-то? 27, да, там, я помню, ты досчитала до 27, пока не понимаю. Может быть, нужно найти 27-ю ступеньку? Нужно еще подумать, подсказки очень туманные. Может быть, тут что-то другое? Может быть, в комнате, где мы падали, есть какой-то потайной проход? А какая разница, что я нажму? Я не знаю, ну, может быть, надо найти 27-ю ступеньку. А ведь хорошая идея. Странно, что в странностях об этом ни слова. Ну, может быть, вырвано было. Эй, так смотри-ка, ступеньки пронумерованы. Лолошка, ты, похоже, прав. Да? Стоп, что? Я прав? Я вообще как бы наобум нажал, честно говоря. Так, допустим, 33, 102... Подожди, чего? А почему тут такая разная разница? 92, 44, 6... Они не пронумерованы, это бред какой-то. Так, а здесь у нас 3 мудрейших людей в кубе откроют путь к правде. 3 в кубе. То есть мне нужно найти что-то с 27, да? О, вы нашли? А ну-ка. Ты проверяешь, что? Ничего не произошло. Да уж, надо подумать. Угу, глубоко подумать. 27. Вот клянусь, у меня 0 вообще идей, что нужно делать. 3 в кубе. 3 в кубе это 27. Окей, допустим, типа мы это решили, да? Мы нашли 27. Возможно, Синдбад прав. 27 было ответом на первую загадку библиотеки. Бесконечное падение. Подожди, а может быть мне упасть? Я не знаю, ну я попробую. Подожди. Я выжил. Вот эта искра. Вот вы видели? Это же не просто так. Возможно, это был сейфпоинт, да, и типа я на самом деле умер. Так, 79, 16, 66. Пипец. Я вот именно... Это вот именно тот самый момент... Вот. Что? Подожди, что? Что сейчас было? Я вот там попрыгал, и, короче, что-то произошло, вы видели? Так, погоди, а если я сейчас буду аккуратно спускаться и не прыгать? То есть я буквально пробел не нажимаю. Я иду... Это было где-то, по-моему, уже здесь. Что? Где я? Куда?
Бога ради, куда я делся? А, во-во-во. Акетра и Синдбад. Ответом на первую загадку библиотеки бесконечное падение. И что нам с этой информацией делать? Хорошая идея. Ну, то есть я прыгаю. Стоп, погоди, что? А в этот раз катсцена? Не было же никакой катсцены, какого черта? Так, и... Подожди, чего? Ну, допустим. О, Лолошка, это был очень неожиданный и отчаянный шаг. Я бы Чего? никогда не догадалась Стоп, прыгнуть. Чего? Ну я ж до этого прыгал. Как же хорошо, что ты с нами. Ребят, простите, но посмотрите наверх. Это же огонь! О, и правда, это же свиток правды. Чтобы его достать, мы должны доказать, что достойны знаний и наши помыслы чисты. Да, чисты. Я так скажу, мои помыслы не совсем чисты, когда я помышляю о Мусфире. О, господи, Синдбад. Иногда мне кажется, что ты не прикидываешься дурачком. А что я-то, Тихо, все. Открываю свой разум Хэтентепу и клянусь, что я здесь только ради знаний. Так, а если... Открываю свой разум Хэтентепу и клянусь, что я здесь только ради знаний. Вы видели это? Так, погоди, я тоже должен? Погоди, прежде чем я что-то напишу, я хочу на всякий случай осмотреться. Так, эта статуя не светится. Здесь у нас сундуков никаких нет. Ну ладно, допустим. Что мне там надо написать? Открываю свой разум Хэтентепу, точнее, и клянусь только ради знаний. Я вроде написал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. О, черт, что происходит? Ребята, быстрее бежим отсюда, свиток у меня! Да, согласен, валим отсюда! Что происходит? Где... Етить, колотить! Черт! Нет! Помогите! What the fuck? Поглядите-ка на них. Зажмите им рот да покрепче, а ножи уберите. Они мирокодцы. Еще спугнете? Что? Разве девчонка тоже? Да, Лейла. Как мне доложили, тоже. Что ты? Имена, сестра, имена! Ой, да плевать, Лейла. Акетра, радость моя. Я так рада снова увидеть тебя. В этот раз ты точно от меня не сбежишь. И в этот раз я не собираюсь тебя прикончить. Уж больно ты ценна для братства. Хотя я бы с таким удовольствием скормила тебе твоих кошечек. Ну, чего ты плачешь? Ой, а что это у тебя? Неужели это свиток правды? А ну-ка, дай сюда. Ну-ка. О, вся эта бредятина про чистые помыслы. Ладно, он мне... то есть нам. Он нам нужен для другого. Приберегу-ка сюда. Да уж, что ж с тобой делать? Этого нищего тоже упакуйте. Вы про Синдбада? Да, это про Синдбада. Ух. А теперь седлай верблюдов, Лейла. Мы едем на совет. Охренеть. Вот в этот раз нас точно поймали. Скоробеев! Что? Черт! Черт! Господи. Ай, как больно! Эти маленькие безобидные жучки впиваются прямиком в ваш ОМП.
запрещая переходы. Свиток, правда, мы забрали и прям тут же потеряли. Да, хочу сразу напомнить конец предыдущей серии. Мало того, что нам удалось разгадать все комнаты библиотеки Хэттентепа, так мы еще и огонь забрали. Молодцы, красавчики. Но, увы, как работает этот свиток, мы, видимо, сразу не узнаем. Напомню, сбежав из библиотеки, нас поймали приспешники Тойфутуна. Да и не просто приспешники, а с двумя головами, золотыми масками по имени Дана и Лейла. Признаюсь честно, я даже не знаю, как мы будем выбираться в этот раз. О, и, кстати, самое интересное, они прознали, что мы мироходцы. То есть, получается, они знают, кто это такие. А может быть, среди тойфутунцев тоже есть мироходцы? Это нам предстоит выяснить. История становится все интереснее и интереснее. Ну а так как она закончилась, на продолжение следует, продолжаем. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы попали в плен. Да-да-да, это второе попадание в плен в этом сезоне, но при всем при этом это первое, перед которым была целенаправленная охота на нашу команду. И понимаете, если был целенаправленный поиск, это означает, что дело куда серьезнее. И просто так держать нас где-то в пещере в плену явно не будут. Неужели это будут пытки? Так, ладно, сейчас все узнаем. И раз уж предыдущая серия закончилась на продолжение следует, продолжаем. Здравствуйте. Караван идет. Привет, Акетра. Привет, я. Стоп, а Синбад? Господи, как много тойфутунцев. Погоди, а где Синбад-то? Я не понял. Кетра? Что не так, Акетра? А? Да-да, леди, говорите. О, даже так, леди Акетра. Ну что ж, есть у меня кое-что на это. Даже не думай, я не развяжу твой поганый рот. Ни ты, ни твой дружок не будете пользоваться сангвимантией, пока я того не захочу. А? О, глаза полные непонимания. Так ты ей не сказал, да? А? Так ты сам не в курсе? Что? Ну точно. У тебя же амнезия. Ладно, мы не на уроке. Расскажу потом, если время будет. А вообще, неужели вы действительно думали, что общество, годами собиравшее информацию, такие простофили, что их легко обошли бездомный картограф, богатая девица, мечтающая о приключениях, и случайный мироходец? Хотя насчет случайного я бы поспорила. С тобой был один из огней. Ты можешь держать в руках клык Кроноса. А еще пользовался моей розой. Да уж. А вообще, признаюсь честно, я удивлена, что вы не почуяли подвоха, когда в Мемфисатоне не встретили ни единого сопротивления. Эй, сестра, ты что делаешь? Ты не думаешь, что выкладываешь слишком много информации? Ох, сестра. Сейчас. Вот это видишь? Ну, вижу. И что? Ах, господи. И что это, по-твоему? Ну, свиток про... Авды. Я поняла. Да, я поняла. Они уже, вероятно, сами все знают, да? Они прочитали его. Ну хорошо, что сама поняла. То-то же. Ну ладно, все, отдохнули и собрались. Девочки, мальчики, отчаливаем. До Нара всего день пути. Вперед! Эй, Акетра, мне вот интересно, каково это свободно перемещаться по вселенной? Да ладно, не мычи. Я все равно не развяжу тебе твой рот. Я с самого начала, когда вы раскидали этих простофильно-шахтерских, поняла, что вы особенные. Глупые, отчаянные, но все-таки особенные. Но златоглавым не прикажешь.
Они решили потерять еще кучу людей, просто чтобы сделать вид, что у них все под контролем. Абди хорош, да, ложка? Да и ты вроде не промах. Я бы не против с тобой сразиться. Но мы друг другу не враги. Запомни это. Да и к моему яду у тебя явно есть иммунитет. Ты вот, наверное, думаешь сейчас: а что, если да, она не такая уж и плохая? Нет, дружок, я как раз таки такая. Я убила скульптора. И знаешь, я бы с большим удовольствием убила Акетру, Синдбада, Сдерика и тебя. Но боюсь, сейчас есть вещи поважнее моих хотелок. Кстати, если тебе все-таки вдруг интересно, убийц в доме к Акетре послала не я, а кто-то другой. Ну вот они идиоты, да? Нет, польза, конечно, была. Так мы узнали, что она тоже из мироходцев. Правда, теперь я ненавижу ее еще сильнее. Один из мироходцев убил моего отца. Так, ладно, мальчики, девочки, не стоим! Вперед! Ух ты. Так, ладно. Спасибо за такой прекрасный рассказ. Мы чуть больше узнали мотивацию Даны. Значит, сирота, да? Хм, развязать. Обоих. А? Эй, сестра, а ты уверена в этом? Да, сестра. Мы уже в Нарфонисе. Их бесполезные друзья в надежном месте. Тем более на совете нужно, чтобы они могли говорить. Ну ладно. Чего стоим? Я сказала развязать! Да, развяжите нас. О, рука. Ну что вы стоите как истуканы? Ну дайте им попить, да бога ради! Ага. О-о-о-о-о-о-о-о! Да не переживай ты так, Акетра! У нас еще будет шанс подраться. Я вам ничего не скажу. Опять 25. Эй, сестра, ты что? Тихо! Акетра, не ты скажешь, так скажет Хануф, Сдерик, или же твой Лололошка. Что? Нет, ты не посмеешь. Прибереги свои нюни для совета, солнышко! Клянусь, клянусь Хэтентепом, ты ответишь за все. Да. Ты ответишь за все. Сейчас от того, как будешь отвечать ты, Акетра, зависит твоя жизнь. Так что повторюсь еще раз. Прибереги свои нюни для совета. А где мы? Мы в Нарфонисе в итоге, да? Сестры, займите свои места. Давай, пойдем. Сколько золотолицых! Обалдеть! Салман Муджалид. О, Бурис! Бога ради! О, леди Акетра. Рад. Жалко, что мы не познакомимся лично, но прошу вас, будьте моей дорогой гостьей. Добро пожаловать на высокий совет Тайфетуна! Да, благодарю. Знаете, леди, ваш отец когда-то давно обещал мне, что вы никогда не переступите порог этого зала. Ну что же, он не сдержал своего обещания. Кроме того, редкая честь принимать сразу двух мироходцев. Но достаточно прелюдий. Мы здесь собрались не для этого. Разве? А я-то думала, на маскарадах как раз собираются, чтобы толкать пафосные речи. Трусливо пряча свое лицо! Тишина в зале! Леди, следующее подобное высказывание будет стоить жизни одного из вашего абдов. Где? Где мои абды? У тебя дома, милая. Доверху накачанные снотворным. Сестра, нехорошо так сразу раскрывать все карты. Ай, нехорошо. Ну нет, нехорошо так распоряжаться нашим временем, брат.
Тренировать навыки риторики нужно было в школе. Сейчас уже поздновато. Ну, хватит! Довольно! Ладно. Кратко опишу ситуацию, раз уж моя сестра так любезно попросила меня поторопиться. Да, леди? Я бы хотел сказать, что у нас с вами больше общего, чем вы думаете. Я очень надеюсь, что вы не правы. Что ж, оставлю ваши насмешки без единого внимания. Вам за короткое время удалось отыскать и сохранить целых 6 огней, а также взять в руки клык, чего не удавалось даже паре других мироходцев. Ха. Один погиб через 10 секунд от тяжелой анемии, второй исчез. Потрясающе. Знаете, что действительно потрясающе, так это то, что вы до сих пор не перешли к сути. Ну хорошо же... Да. Простите. Я предупреждал вас, леди. Отрезать Сдерику палец! Нет, я поняла, я вас поняла. Все, я молчу, честно. Не отрезать Сдерику палец! Леди готова слушать. Наконец-то. Так вот, какие цели вы преследуете? Зачем вы ищете огни? Отвечайте честно и без глупостей. Вы знаете, что вас ждет в противном случае. Черт. Я сама много думаю об этом. Для меня эти огни олицетворяют мои возможности. Желание стать чем-то больше, чем богатая девочка из Нара. О, ничего себе. В общем, я чувствую исходящую от них силу, но я не желаю ее использовать. Но это не все. Еще я хочу, чтобы они не достались вам, потому что вы используете их во зло. Благородно, благородно. Ничего не скажешь. А вот наша сестра, кажется, знает, что огни нельзя использовать без позволения богов. Да. Позвольте. Братство еще не знает, чем вы такие особенные, но... Леди, использование артефактов нас не интересует, нет. А ты, носитель клыка, зачем тебе нужны огни? Ты-то можешь их использовать, судя по всему. Зачем они тебе? Так вот оно что. То есть, получается, огни нельзя использовать, если бог не разрешит. Вау. Это информация, которую мы реально впервые получаем. Не знаю зачем, но сами боги помогают мне собрать их. Мне нравится могущество, которое даруют огни. Я хочу стать сильнее. Ни зачем. Я простой апт. Зачем мне огни? Но это бред полный, учитывая то, что я их собираю по итогу. Тут либо первое, либо второе. Давайте, наверное, солгать. Посмотрим, насколько они мне поверят. Все собравшиеся здесь обладают знаниями и могуществом, которые вам и не снились. Ну да. О, я понимаю ваше настроение, леди, понимаю. Вам кажется, что вы с кучкой друзей водили нас за нос, да? Благодаря исключительно вашей смекалке и силе, конечно же. Безусловно. Поначалу так и было. Стоит отдать вам должное. Сначала шахтерские, потом Гезира. Сотни жизней, да. Беспокойство граждан и пополнение списка известным именем, да. Такова цена ошибки братства. И за эту ошибку все мы заплатили большую цену. Кто-то больше, кто-то еще больше. Но ошибок прошлого не исправить. Мертвых не вернуть. Богов не убедить. Погибающий мир не возродить. Именно поэтому мы, Тойфетун, и собираем эти огни. Взгляните, леди, что боги сделали с этим миром. Единственное место, где есть пресная вода в достатке, где растет хоть какая-то еда, они наводнили монстрами, чтобы люди не могли там жить. Я прошу прощения, что встреваю. Брат, справедливости ради,
Не только монстры запрещают людям жить на зеленом. Да? О чем ты, брат? Я о новом указе фараона, брат. Если ты хочешь заручиться поддержкой этих людей, то, может, не стоит начинать со лжи? Попрошу, я согласен с братом. И я согласен с братом, брат. Ладно. Согласен с вами, братья. Наша цель вместе, а не в выживании, леди Акетра. Боги отвернулись от нас, бросили гнить в этом ужасном мире. Поэтому мы пойдем дальше. Наш путь лежит в другие миры. И лежит он через отправление, через трупы богов. И вы к нам присоединитесь, леди. В основном потому, что у вас не будет никакого выбора. А еще потому, что жители Мисра заслуживают большего, чем бескрайние пески. Скоробеев! Что? Черт! Черт! Господи. Ай, как больно! Что это, черт возьми? Что ты с нами сделал, черт? Да, стоило предупредить, что будет больно. Леди, вы уж простите нас, но нам нужны гарантии. Эти маленькие безобидные жучки впиваются прямиком в ваш ОМП, запрещая переходы. Это подарок, оставленный нам одним из наших друзей-мироходцев, за небольшую плату. Что за... Да как ты смеешь? Ох, сестра, в нашем деле любая жизнь есть небольшая плата. Черт. И что мы должны для тебя сделать, чтобы ты убрал это? Это просто невыносимая боль. Не переживайте, леди, мы не изверги. Боль скоро пройдет. Если вы попробуете извлечь жука без особого заклинания, лишитесь ОМП навсегда. Бога ради, так чего же ты хочешь? Все просто, не кипятись. Я хочу, чтобы вы добыли огни и доставили их к отправлению. Что за... отправлению? Верно, проще некуда, да? И не спешите отказываться, ведь мы взамен предоставим вам столько всего. Причем даже сейчас. Вычеркнем вас из списка, освободим ваших абдов, картографа, разрешим вам вернуться к преподаванию, вернем ваш дом. В общем, все для вашего удобства, леди Акетра. Звучит неправдоподобно. Где подвох? Нет, что вы? Никакого подвоха. Уверен, леди, если вы как следует подумаете, вы согласитесь с нашей позицией. Ах, подождите-ка. Один подвох все же есть. Вы сейчас потеряете сознание. Подробности ваших будущих экспедиций вам будет сообщать сестра. И надеюсь, вы понимаете, что в случае неудачи нам придется убить вас. Ну нет, я вам не верю. Совет окончен. Сестра, займись ими. Аккуратней с ним. Так, клади, чтобы не расшибся. Что ты делаешь? Нас несут куда-то. Это... Ловушка! Что вы тут Так, тише, раскричались, тише. ребята? О, леди Акетра! Эй, Сдерик, аккуратнее. Ничего, Хануф, я в порядке. О. Эй! Дана! О, ну наконец-то. Неужели очнулась? Фу. Завтра я приду и расскажу, что мы будем делать дальше. Чао. Фу. Хара. Леди. Не надо, Хануф. Я спать. Всем советую того же. Все рассказы, ложка, завтра. Ладно. Ребята, полный пи*** был. Сейчас Эй, все расскажу. а ну живо Это спать! Боже мой, такая злая.
Все испугались. Я на самом деле видел то, что там, где стояла Дана, был какой-то листочек. Ну-ка, что это? А, это просто бумага. Блин, а я подумал то, что это, ну, записка. Давайте на всякий случай проверим вот эту территорию. Боже мой. Тут в целом все стало только хуже. Да, лучше точно не может быть. На балконе проверим. Тут тоже полная жопа. Так, ладно, все, возвращаемся. В комнату, в комнату, в комнату. Да, что? Кленовый сундук. А, понял. Так, подожди, а что мне в итоге дали? Гаснущая искра 3. Ого! Если я попробую прописать прунус. Нет. Погоди, а ведь там есть огни. Там этот... Сейчас скажу. Там молот Монту. Я сейчас реально в тотальном шоке. Это охрененная серия. Это... Просто каждая секунда этой серии это бомба. Я все это время не мог этого говорить, потому что что-то постоянно происходило. Но заметьте, сколько у меня хп сейчас. Посмотрите, сколько у меня жизней. Это пи***. Я не знаю, как мне теперь с кем-то драться, учитывая то, что у меня сраная анемия, которая не дает мне регена. Но... эта серия просто 10 из 10. Я сейчас не буду испытывать судьбу с кем-то попытаться поговорить, потому что леди это явно может не понравиться, минус репутация, бла-бла-бла. Поэтому я просто скажу, что на этом буду постепенно заканчивать. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта серия. Мне безумно понравилась. Реально все 10 из 10. Я надеюсь на ваш лайк, надеюсь на вашу подписку. И не забывайте о том, что на сайте мироходец.ру прямо сейчас действуют скидки на официальный мерч. Это буквально единственные скидки за весь год. Спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Дом Акетры. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. А что насчет свитка правды? Вы нашли его? Ну, конечно же, они его нашли. На, забирайте. Дана! О, нет, серьезно! Мы дома! Ура, черт возьми! Дамы и господа, поздравляю! Отныне мы можем спокойно передвигаться по Нарфонису. Нас убрали из списка и даже дали гарантии безопасности. Но за что? Сейчас все объясню и напомню. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы вернулись домой. О, да! Я, Акетра, Сдерик, Хануф и Абди вновь можем спокойно гулять по Нарфонису, не боясь ни розыска, ни списка, ни тем более нападений. А повод у этого достаточно интересный. Угрозы и подкуп. При этом не абы от кого, а от главного совета Тоев и Тунцев. Впервые за всю историю сезона мы встретили всех золотолицых, узнали их мотивы поиска огней и даже вернулись домой. Да, мы живы, мы дома у Акетры. Короче, давайте коротко, чтобы времени разбазаривать. Первое. Золотые маски знают про мироходцев. Второе. Золотые маски подыгрывали нам во всех наших путешествиях и следили за нами, кроме Даны. У нее там свои какие-то планы. Третье. Мы поняли, что я единственный мироходец на их памяти, способный держать клык Кроноса, да и в целом использовать огни богов. То есть, оказывается, если я прямо сейчас выдам кому-то лунный лук Нефмтити, то человек такой... А как это работает? Если говорить еще проще, то боги должны благоволить тому, кто держит их огонь. И, наконец, четвертое. Тоев и Тунцам не нужны огни в качестве оружия. Они хотят одолеть богов и открыть некое отправление. Многое в сюжете нам говорят загадками, но в целом становится понятно, что отправление — это место, способное отправить любого человека в другую точку вселенной. Во время предыдущей серии Тоев и Тун открыто говорит, что ненавидит богов, ведь именно они, боги, создали мир, в котором люди не могут нормально жить, не могут нормально питаться и даже банально пить воду. Ресурсов просто недостаточно. Но я также напомню, что Нефмтити говорила о судьбоносном предначертании. Я, то есть Лолошка, тот, кто спасет Миср и не даст людям погубить ни друг друга, ни богов. Кто ж я такой-то, черт возьми, что я должен сделать? История становится очень запутанной, потому что у меня буквально появляется 3 выбора. Первое, встать на сторону Тоев и Тунцев, что пока что сомнительно. Второе, встать на сторону богов, что... тоже сомнительно, но посмотрим. И третье, найти Джодаха и узнать больше информации.
Почему он тут бог-фараон? Почему он выпускает такие глупые законы? Зачем ему это надо? Если он не дает людям жить на зеленом континенте, то это явно не просто так. Значит, он что-то знает. Короче, прямо сейчас отказать Тойфетунцам мы не то чтобы в состоянии, потому что мы у них на особом контроле, на особом счетчике. Они мне и Акетре буквально под кожу засунули необычного жука-скоробея. По итогу он дает эффект гаснущая искра 3, и по идее он высасывает жизненные силы и не дает активироваться ОМП, органу межпространственного перемещения. Кстати, попрошу заметить, когда речь зашла о скоробеях и о том, что они достались от какого-то друга-мироходца, Дана была этим недовольна. Интересно, чем конкретно она была недовольна? Может быть тем, что это были ее скоробеи, и их нельзя было трогать? Короче, я думаю, мы это обязательно узнаем, но прямо сейчас у меня шикарные новости. Мой сюжетный рюкзак перекочевал. Раньше это было вот это, а теперь алмазная махина. Очень много предметов влезает, и тут у нас огни, тут у нас записки, тут у нас... Ложка, открывайте. Абди. Доброе утро. Доброе утро, Ложка. Привет. Вы приходите завтракать, там все ждут. Окей. Благодарю. Так, в целом я все рассказал, все показал. Железного скоробея обязательно используем. Ой, и, кстати, я как-то читал комментарий, который задавался вопросом, а что если взрывное конденсированное зелье скорости кинуть в сюжетного персонажа? Ну-ка. О, полетел! Ускорение сюжета, спидран. Эй, доброе утро, Ложка. Доброе утро. Вы бы видели это. Слушайте, прикольно. Я реально, недаром прочитал этот комментарий. Вот, мне возьми, это твое. Ох, Ложка, что ты неважно выглядишь. А что со мной? Я тут смеюсь. Слушай, что ж у вас там вчера случилось-то, а? Они же не знают про совет, на котором мы были. Да ладно, не надо, не говори. После вчерашней реакции Акетры я лучше подожду, пока она сама все расскажет. Фу. Ну ладно. Слушай, ты если что садись. Абди сказал, что леди тоже скоро присоединится. Понял. Капец. Минус стол, реально. Это же с тех погромов, да, получается? А куда сесть? Сюда сесть? Допустим. Ой, я слышу. Эй-эй! Леди. Доброе утро, госпожа. О, господи. О, господи, тише. На уж доброе, ничего не скажешь. О, сейчас, подождите. Так, Что он хочет? вот, Господи, возьмите что-то это дать. вам. А ведь знаете, утро действительно становится добрее. Ну-ка. О, Сдерик, ты просто волшебник. Спасибо тебе. Кушаем завтрак. Как давно мы не завтракали всей нашей дружной семьей. Эх, давненько действительно такого не было. Что вы? Подожди, а мне-то что? Ни хрена себе! Комфортно 5 Леди, минут, 14 простите, сытости. А вы расскажете, что произошло? Хануф. Нетушки, сначала вы. Мы... Ладно, давай. Когда вы Все провалились началось, когда вы с в... ложкой упали... Ой, Давай лучше ты. Любовнички. Господи, да что ж вы... Абди, давай рассказывай ты. Прости. Ладно, хорошо, госпожа. В общем, как только вы с ложкой провалились в библиотеку Хеттентепа, тот погонщик верблюдов, что останавливал вас, он засмеялся и сказал, что план сработал идеально. Затем он надел серебряную маску, хлопнул 3 раза в ладоши и... Я уже тянул Хану в сторону корабля, хотел предупредить капитана Сдерика. Капитана Сдерика. Эй, Сдерик. Ну что? Что вы смотрите? Ладно. В общем, когда я хотел предупредить Сдерика, дорогу мне уже перегородили белолицые, переодетые в верблюдов. Я был так ошарашен этим, что даже не заметил, как в меня запустили дротик со снотворным. Эй, Вот. Абди, все нормально. Ты хорошо рассказал. Молодец. Так, подожди-ка. То есть ты хочешь сказать, что тот погонщик и верблюды это... Да, именно, Акетра, именно. Черт возьми. Но как они могли знать? Знаете, я думаю, что им было известно про библиотеку. Ага. А также про то, что Хеттентеп дарует знания только тем, чьи помыслы чисты. Ну да, наверное, капитан. Мне нравится. Абди, продолжай.
Ну, в общем, дальше я уже очнулся в повозке, где нас троих куда-то везли. Ненадолго я очнулся, в общем-то. Мне снова вкололи снотворное. Обалдеть. То есть они все спланировали. Какая же я все-таки дура, а? Не говорите так, госпожа. Леди Акетра, да, я согласен с Абди, не надо. Вот-вот, леди Акетра, мы же живы только благодаря вам. О, и кстати про живы, точно. Не припомню, чтобы хоть кто-то до этого выходил из зала совета. Что? А это ты откуда знаешь, Абди? Ну, как откуда? Я же был личным телохранителем госпожи. То есть Даны, просто Даны. Она часто прятала меня под серебряной маской. А учитывая анонимность в братстве, никто ничего за все это время и не заподозрил. Ух Оу. ты, ну дела. Так, леди, теперь ваша очередь. Да, пожалуйста, расскажите нам. Ох. Честно, не уверена, что вы, кроме ложки, конечно, готовы, но... Да ладно, леди Акетра, вы что? Как будто осталось что-то, что может меня, например, удивить. Что, вы тоже встретились с Книфом Тити лично, да? А? Стоп, подожди. Так ты знал? Ты знал про встречу с Кнефом Тити? Да, блин. Мы договорились никому не рассказывать. Я вот и не рассказывал. В отличие от некоторых. О, то есть о смерти Зарифа не знала только я. Ладно. С чего бы начать свой рассказ? Наверное, с того, что я разговаривала с Селиасет, могу путешествовать по разным мирам силой мысли, или с того, что уже не умею. Черт, спина. О, она трогает место, куда ей вшили скоробея. Эй, леди, пожалуйста, поподробнее. Нам же важно знать. Да, пожалуйста. Я хоть и половину не поняла, что вы сказали, но мне это тоже важно. Угу, и мне. Ой, ну господи, как же вы... Ребята, я так рада, что вы у меня есть. Ой. Значит так, Сдерик, спасибо за завтрак. Подожди. А как же рассказать? Ну чего вы сидите? Идем в гостиную. Там удобнее рассказывать. А я-то думал, что она решила всех проигнорировать. Так, ну мы-то в целом и так знаем историю. И вот, собственно, ребят, мы здесь. Ой. А ты чего молчишь, Лолошка? Как там твоя спина? Ну, у меня хп очень мало. Да я в порядке, солгать. Леди Акетра, я поверить не могу, во что мы ввязались. Боль в спине — это меньшее, что меня волнует. Ох, леди Акетра, ты и так знаешь. Сейчас не время заниматься болтовней. Надо найти огни, чтобы поскорее избавиться от этих жучар. Мне, честно, не нравится ни второе, ни третье. Я хочу опять солгать. Помните, когда-то давным-давно мы солгали, сказав то, что нам круто, когда мы держим клык Роноса, хотя у меня анемия, и у нас выросла репутация. Может быть, в этот раз тоже? Да я в порядке. Ух ты, даже так? Вот бы мне такой настрой, конечно. Ну ладно, ребят. Леди, у меня столько вопросов, вы не представляете. Сдерик, представляю, поверь мне. У меня их не меньше. То есть, значит, Той и Фейтуну все это время были известны такие удивительные вещи, И ты удивительный, Абди, и ты. А вы просто невероятная госпожа. Вы столько пережили. Я и представить не могу, как вы себя сейчас чувствуете. Клянусь, я с вами до конца. За вас, за украденную у вас мечту и за Халиму. Ой, Хануф, иди сюда. Спасибо тебе. Это очень многое для меня значит, правда. Знаете, я столько всего потеряла. Но когда я снова здесь, с вами, в этом доме, мне гораздо легче. Кстати! Господи, что такое, Сдерик? Вопрос. А что насчет свитка правды? Вы нашли его? Да, Ну, конечно же, они его нашли. На, забирайте. Дана! О, кого я вижу? Абди! Ой, слушай, я сегодня не в настроении играть. Ну ты сам посмотри, я же безоружна. Неважно, ты заплатишь за все. Уфу-фу. Ну как скажешь, давай, нападай. Эй, Абди, не надо. Абди, пожалуйста. О, нет, серьезно! О, боже, у нее лицо. И что же,
Как она? Ты посмотри! Ни хрена у нее силы-то хоть отбавляй! Откинуть такого шпалу! Как? Ой, господи, ну Абдишка! Ну я же сказала, я не в настроении! Оружие я специально не брала, чтобы не выпотрошить тебя за воровство. Да ладно, ты успокойся. Не собираюсь я этого делать в любом случае. Ты что, не видишь? Планы изменились. Да и, ребята, посмотрите на меня. Я вам не враг. Свиток мне не нужен. Все равно я не могу им воспользоваться. Так что, конечно, забирайте. Дана, а тебе не кажется, что вламываться в мой дом без спроса уже второй раз? О, правда? А то что? Что такое, Акетра? Абди так и не дорос до моего уровня, потому что прекратил тренировки. Все его атаки я знаю наперед. Все-таки я сама его научила этому. Служанка и повар бесполезны, это и так понятно. А вот... с этим бы, наверное, было весело. Но скоробеи в ваших спинах влияют на весь организм. Вы тут все не в лучшей форме. Но надо отдать должное твоему нраву, Акетра. Надо. Ты уж действительно прости, я действительно без приглашения. Но это повторится. Что? Повториться? Нет, все, хватит! С меня хватит, довольно! Ну-ка, и что же, леди Акетра? Я сейчас переодеваюсь, затем я иду проведать свою школу. Я хочу убедиться, что за время моего отсутствия вы ничего там не испортили. А все ваши грязные тойфетунские дела сегодня решаете с ложкой. Не у меня дома, если что. Да ладно тебе, ладно. Я же просто свиток занесла. Мальчик, буду ждать тебя за дверью. Какие тут все нервные. Господи, сама не ожидала. Так, Сдерик, ты за главного. Уберитесь здесь к моему приходу. Хочу полноценно почувствовать себя дома. Что, мне идти, наверное? Какие будут указания, леди Акетра? Мне надо что-то делать. Да, Лолошка. Выясни, что нужно этой язве. И не пускай ее в дом, пока меня здесь нет. Ладно. Убираться, Сдерик за главного. Какая она злая, да? Ну что вы... Что такое? Давайте! Разошлись! Вот так вот, а. Все? Скажете что-нибудь на это? А, ну да, он же за главного. Дает указы. Распоряжение. Поговорить я в итоге ни с кем не могу. И дайте угадаю, сейчас Абди будет убираться. Я хочу на это посмотреть. И не только Абди. Сюда, давай. Так, короче, надо выйти. О, Дана. Ой, ну наконец-то. Я-то уж думала домой пойти. Я знаю, как вы ко мне относитесь, Абд. Я прекрасно вас понимаю. Сама не в восторге. Но раз уж мы теперь начали сотрудничать, я хотела поговорить с тобой о Розе. Это правда, что ты говорил с Кнефом Тити? Скажи мне. А тебе это зачем знать? Ну что за глупый вопрос? Чтобы знать, дозволено ли тебе пользоваться Розой, конечно же. Я хотела узнать, у тебя правда ли А? Так, ладно, не время. Скажи мне, Роза правда может воскрешать мертвых? Ага, ты, я смотрю, кого-то прям очень сильно хочешь воскресить, да? Конечно, но все имеет свою цену, Дана. Да, но не совсем в первозданном виде. Нет, Дана, это просто сказки. Вообще, нам сюжет очень яростно подает то, что Дана с Бурисом, заметьте, Дана и Бурис, они имеют свои цели в Тойфетуне, и они скорее дезертиры. Поэтому мы можем понять, что Дана может отыгрывать злую злыдню. У меня просто такое ощущение, что на самом деле у нее просто погиб кто-то близкий, и она тупо хочет его воскресить, а Тойфетун ей нафиг не сдался. Поэтому давайте лгать я и не буду. Ну, посмотрим, как она раскроется как персонаж, да? Так что, да, но не совсем в первозданном виде. В виде кусков плоти, скорее. Как это? То есть? Это означает, что Роза позволяет управлять трупами, бездушными оболочками, сросшимися воедино. Поверь, это выглядит куда хуже, чем ты себе представляешь. Это не вернет тебе отца. Ты не солгал. То есть,
Все это время? О, нет, нет, Дана, не сейчас. Спасибо, что не стал лгать мне. Поэтому я и врать тебе не стану. Братство следит за вами постоянно. Угу. Но сейчас вы в безопасности. У вас есть пара дней, чтобы привести себя в порядок. А потом я приду к вам снова и... Охота за огнями продолжится. Если понадоблюсь раньше, найди меня завтра в утенке. Ночью. Чао. Вот! Блин, как же хорошо, что я не солгал ей, господи! Спасибо, что не стал лгать мне, поэтому и я врать тебе не стану. Братство следит за вами постоянно, но сейчас вы в безопасности. Да, это то, о чем я говорил. То есть, буквально, это вот прям один в один, что я ей сказал. Типа, она думает, что раз уж боги такие всесильные, то почему бы их не попросить? Да и как минимум мы помним то, что Кнеф Мтити умеет воскрешать мертвых. Мы это знаем по примеру Зарифа. Тем не менее, я рад, что не солгал. И вы поглядите, что нам раскрыто. Господи, где это? Нам раскрыта Дана. Обалдеть, мы можем подружиться с Золотой Маской. То, что у нас здесь и Дана появилась, это реально... Я не ожидал, клянусь, я не ожидал такого. Давайте, наверное, пройдем сейчас. Кошечка у тебя миленькая. Котики должны нами править, а не какой-то там бог-фараон. Так они и так нами уже правят, да. Да, это правда. Котики сила. Так, в общем, в утенке найти завтра ночью Дану, если понадобится. Буриса на своем месте, кстати, нет. И я совсем забыл про самое важное... Что это? Везение? Так, ладно. Короче, свиток правды. Узнать о реликвии можно больше на столе исследователя. Окей, давай. Ставим, изучаем. Свиток правды. Один из огней легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданный богом знаний, свиток расширяет сознание владельца, даруя ему доступ к многовековой мудрости древних. Ага. Так и что? Техники Хатентепа, каталог чар. Почувствуйте, как знание о зачаровании наполняет ваш разум. Поместите в интерфейс свитка предмет, который хотите зачаровать, и выберите нужные чары. И их уровень. Зачарование требует уровень. Улучшение снижает затраты уровня. Вау! Ни хрена, как это круто! Погоди, то есть я беру железная кирка и... А как это работает-то, погоди? Я не понимаю, как... Я переплавил железную кирку! Какой же я придурок! Бляха-муха. Так, ладно, топор. Нифига! Слушайте, круто, круто. Допустим, каменный топор. Я хочу себе... Ну, нет, на самом деле сейчас я ничего себе не хочу. Ну, допустим, вот починка. Сколько стоит? Цена в уровнях 0. Добавить. То есть я могу вот добавлять. Эффективность, допустим, хочу 5 уровня. Не, ну на самом деле это очень круто. Дороговато, так как у меня сейчас нету столько левелов. Но мы можем сделать так, чтобы это было еще дешевле. Для этого нужно прокачать каталог чар, и модификатор стоимости будет дешевле. То есть сейчас невыгоднее прокачиваться, чем на столе зачарования. Так, техники Хатентепа. Что это такое? Помимо знаний, свиток также открывает правду об одной из ваших скрытых способностей. От цвета печати на свитке зависит бесконечный эффект, накладываемый на владельца. Чтобы изменить цвет печати, нажмите Shift плюс колесо мыши. Улучшение повышает уровень накладываемых эффектов. Чего? Так, смотри, сейчас зеленая печать. Она реально меняется. Смотрите, у меня было везение, сейчас оранжевое дает сопротивление отбрасыванию. То есть, если я сейчас поменяю на серый, например, то это будет сопротивление. Если это будет изумрудный, то это грация дельфина, вау! Далее, спешка. Кстати, спешку можно оставить даже. Так, здесь у нас скорость. Скорость можно оставить тем более. Красная — это сила, против босиков обязательно. Так, ну давайте, наверное, оставим, знаете что? Скорость, да. То есть мы будем быстрее передвигаться и быстрее проходить весь этот город. Ну, здравствуйте, чё, котик? Мур-мур-мяу. Знаете, некоторым богатеям разрешили оставить больше одной кошки. Да и к лучшему это на самом деле. Это же правда лучше, чем если бы их просто убили. Это правда, кстати. Это правда. Ой-ой-ой-ой-ой. Я могу нормально выйти из города. Могу нормально пойти к рынку Нара. Черт возьми, как давно я этого не делал. Я должен услышать одну прелестную фразу. Одну очень-очень важную фразу. Привет. Эй, здорово, парень! Сочнейшие томаты только у меня.
Я услышал, я молодец. Отношение максимальный уровень, никуда оно не делось. И снопы сена я также могу продавать за 2 утена. Я обязан их накопить. По-моему, у меня даже были, да? Та-та-та-та-та. Вот, у меня есть пшеница, но снопов сена как таковых... А, нет, погоди, серьезно? Так, здесь у нас в итоге ничего не поменялось. Бурис, кстати, пропал. Стоп, что за риф? Короче, лодка Буриса пропала, а за риф тут стоит. Привет, мореплавание. Ух ты! Ух ты, ух ты! Подожди, что? Я могу сплавать? Мыс Хэттентепа, порт заблокирован. Мыс, на котором ранее располагалась ныне погребенная под песками библиотека Хэттентепа. Фига-фига! Я даже могу туда, на зеленый континент, сплавать. И тут еще, кстати, есть зоны, на которых мы еще ни разу не были. Так, Шахтерские острова, неподходящий уровень судна. Для отплытия необходим корабль с уровнем 2. Чего? Я себе сейчас такой спойлер нагнал! Окей, окей, давайте-ка лучше вернемся обратно в Нарфанис, потому что мне сказали, что нужно обязательно обойти храмы. Ну, не то чтобы обязательно, мне скорее дали жесткий намек на то, что в храмах можно кое-что прокачать. Я думаю, вы понимаете, о чем речь, да? То есть есть светящиеся статуи, но это явно не храм. Я могу прокачать, например, кстати, свиток правды, как раз. Так, это у нас не храм Хэттентепа, но я не помню чей, кстати. По-моему, это храм Кнеф-Мтити. Светится Дана? Мальчик, не сегодня. Ладно, я понял. Я же сказала, уйди, или я тебя убью. Мне за это ничего не будет. А если все-таки я... Прости. Прикольно придумали, кстати. Ай, бляха-муха. Меня тут огонь обычный может убить. Погоди, серьезно? То есть, если я прямо сейчас вернусь, то меня как будто откатило по сейфпоинту, да? Ну-ка. Ладно, ладно. Я понял. Третий раз можно не повторять, спасибо. Тем не менее, я пришел сюда... наверное, что-то прокачать. Не черную розу, хочу прокачать лук. Который, кстати, куда я дел? Лук. Вот он, лук мой, прокачиваем. Хорошо. Уровень артефакта увеличен. До свидания, миссис Дана. Мне по-любому надо найти храм Хэттентепа. Я хочу прокачать свиток правды. Ну вот я, допустим, здесь вижу статую Хэттентепа. Но это явно не то, что мне надо. Так, а вот это... О, храм Роноса. Здорово. Фига у тебя тут, конечно. Ну ладно, не обращаем на это внимания. Клык Роноса прокачиваем. Yes. Я вспомнил, храм Хэттентепа же здесь, прямо около дома Акетры, точно. Итак, свиток правды. Yes. Уровень артефакта увеличен, и насколько он жестко увеличен. Погоди, стоп. Я стол не забрал! Ой, кретин, а вот кретин. Господи, хорошо, что его никто не украл. Иди сюда. What the fuck? Знаете, у меня такое ощущение, что что-то сюжетное произошло. Иначе просто так ночь не могла наступить. Но это было немного коряво. Это было, правда, немного коряво. Ой, тут еще кошечки. Ладно, пофигу на этих кошечек. Нам нужно, наверное, вернуться, раз уж как раз ночь наступила. Вы спите, да? Леди Акетра. Все, ладно, спите. Все прибрано, такие молодцы. Ой, привет. Вы прям тут решили. Ну ладно. Кстати, было бы прикольно, если бы вот здесь тоже статуи светились, и я бы прокачался. О, спасибо за скоробея. Что ж, на самом деле, это очень насыщенная серия. Я думаю, то, что мы пришли к Зарифу, это такой неплохой спойлер. То есть, он нам ничего не сказал, но, наверное, еще скажет. Либо мы действительно теперь можем без проблем перемещаться по островам. Мы больше не в списке. Мы спокойно можем гулять, ходить, не убегать ни от кого. И мы этим обязательно воспользуемся. Это точно. А на этом, я думаю, постепенно действительно заканчиваем. Ребят, пожалуйста, не забывайте про ваши лайки, не забывайте про подписки, не забывайте про мотивацию, потому что все ваши микронажатия, они действительно поднимают эту самую мотивацию, мою, команды. А так как это круговороты, от мотивации мы стараемся сделать лучше, я думаю... ваше настроение от этого только растет в долгосроке. Еще раз большое спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... бомжи какие-то. Всем удачи, всем пока. Пока. Леди, а что если мы поговорим вот так? Но как? Ты же умер! Ты умер! Ну, зачем такие слова?
Ты же видишь, я здесь, перед тобой. Да уж, свиток правды, секрет данные, полноценное мореплавание и скоробей прямо в спине. Последние серии вроде бы и простор открывают, замечательно, но с другой стороны не забывают жестко душить. Просто банально посмотрите на мои жизни и сравните их с количеством 2 серии назад. Это реально душнилово, но я не плачу. Это просто слезы. Короче, сейчас расскажу, куда движется сюжет. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы ждем новых указаний, милорд. Да, мы теперь невольные пешки тайного общества Тойфетун. Какая разница, согласны мы с их планом свержения богов или не согласны? Они банально были готовы к любому нашему ответу. Напомню, прямо сейчас в спине у меня и у леди Акетры вставлен некий жук-скоробей, поглощающий силу мироходца. Вот так вот. Да, удивительно, что это не мы несколько десятков серий водили Тойфетун за нос, а получается они нас. Короче, пока мы не знаем, как избавиться от скоробея, придется подыгрывать. Сейчас мы ждем распоряжения от тайного общества. Распоряжений по поиску новых огней. О, и кстати, также напомню, что я сейчас буквально единственный человек и мироходец, кто может использовать огни, потому что мне благоволят боги. И до этой серии у меня появился вопрос, почему они мне благоволят? Они же знают, что я прямо сейчас работаю на Тойфетун. Ну, я уверен, то, что они знают. Хотя я помню то, что Селиасет рассказывала, что боги общались с Джодахом. А Джодах вроде как мало-мальски умеет видеть будущее. Видимо, я с этими огнями еще сыграю какую-то очень важную роль. С каждым разом у меня все больше интереса узнать, кто я такой. Кто ты такой, Лолошка? В общем, я так посмотрю, с уборки предыдущей серии много изменилось. Мусор больше не валяется. Тут вроде как дерево подняли, да? Я помню то, что... Что? Его буквально починили? Как? Ладно, видимо, новое посадили. А у нас тем временем здесь Дерек и Хануф. Привет, ребят. А вы чё такие поникшие? Хануф, ты чё, вяжешь? Да, я вижу, да. Хочу сделать для госпожи что-то, что ее порадует. Но мои мысли постоянно куда-то не туда устремляются. Представляешь, я вчера обрабатывала спину леди, а вокруг этого жука ужасный огромный синяк. Я видела, что каждое мое прикосновение вызывало у нее жуткую боль. В том месте, где лапки этой штуки вгрызаются в тело, кожа вздулась и даже потемнела. О, я не могу избавиться от этой картинки у меня в голове. Не могу. Я так хочу взять на себя часть страданий госпожи. Я так хочу, чтобы ей было лучше. Ой, Лолошка, у тебя же в спине такая же штука. Прости, пожалуйста, я не хотела задеть тебя. Когда госпожа рассказывала про мироходцев, я почти, конечно, ничего не поняла. Но я постоянно возвращаюсь к мысли, насколько должно быть больно и унизительно, когда ты могла перемещаться между разными мирами и оказаться так грязно запертой в одном единственном. Ой, наверное, это ощущение схоже с тем, что испытывают люди, лишившиеся ног. Ой. Лолошка, мне жаль, очень жаль. Пожалуйста, только делайте все, что скажут эти люди. Сохраните свою жизнь. Я не выдержу, если с госпожой что-то случится. Как эмоционально. Ну да, в целом это то, что я в самом начале сказал, то что мы сейчас в любом случае должны будем подыгрывать. Мы у них практически на крючке, только на жуке. Эй, Сдерик, а у тебя что? О, ну ты... Что с вами, Сдерик? Я должен готовить завтрак, но меня как будто парализовало. Вчера, когда у нас были задачи от госпожи, мне хотя бы было чем занять свои мысли. А сейчас я просто прокручиваю в голове все, что с нами произошло. Все, что произошло с тобой и Акетрой. Я не могу сдвинуться с места. Ложка, мне так страшно. Что еще они знают про нас? Что? Сколько времени они следили за нами? У меня теперь ощущение, что по всему Мисру у них есть невидимые глаза. Я закрылся в своей комнате, но даже там мне кажется, что они на меня смотрят. И вот теперь я не могу сдвинуться от этого омерзительного ощущения.
Абди и Хануф в таком же состоянии. Может показаться, что они заняты обычными делами, но если присмотреться, они вообще не здесь. Они где-то далеко в своих мыслях. Так, ладно. Надо собрать всю свою волю в кулак, пока госпожа не проснулась. Надо приготовить завтрак. Надо. Понятно. Как бы им помочь-то? Я вот, честно говоря, даже не знаю. Подарок дать какой-то, наверное, хотя вряд ли это как-то поможет. Здесь поговорить мы больше не можем, понял. Но мне, по крайней мере, сюжет никак не предлагает помочь. То есть я даже сказать им ничего не могу. О, Абди, привет. Поговорим? Да, конечно. Лолошка, помните, я недавно поделился с вами своими чувствами в груди? Они никуда не уходят. Представляете, они становятся только сильнее. С момента, как нас поймали члены братства, всего меня переполняет ужасная тревога. И то чувство, про которое я вам говорил, оно стало болезненным. Оно стало неприятным. А что, если с кем-то из нас что-то случится? Да, она вчера могла со мной легко расправиться, но... Я раньше не боялся смерти, совсем нет. Я знаю, что мои помыслы всегда были чисты по отношению к Нефмтити, это точно. Но теперь я, кажется, понял, почему люди на самом деле боятся умереть. Они боятся оставлять одних из своих любимых. И теперь я очень боюсь умереть. Я начал тренироваться по ночам, пока вы все спите. Не рассказывайте только никому, пожалуйста. Я всерьез намерен разобраться с Даной. Сейчас она может кому-то даже показаться дружелюбной. Но я точно знаю, Лолошка, это иллюзия, не верьте ей. Я уверен, что она затаила на меня обиду из-за черной розы. И меня ждет месть. Я про братство знаю только от Даны. Они очень опасные люди, но... Я не знаю их целей, поэтому не могу быть уверен, что они совсем плохие. А вот про Дану же у меня таких сомнений нет. Тренируешься? Интересно, а будет у меня выбор рассказать это о Кетре? То есть, получается, он все-таки после той попытки убить, заметьте, именно убить Дану, не оставит попытки. Окей. Вообще, так как это его сейчас фикс, жизненная цель, я не думаю, что любые мои слова как-то помогут избавиться от этой цели. Леди Акетра? Госпожа, что с вами? Эй, Сдерик, сделай, пожалуйста, госпоже кофе. Было бы неплохо. Что там? Ладно, сейчас все будет. Милая, ты только не волнуйся за меня так. Я просто всю ночь вычитывала учебные планы моей школы. Представляете, пока меня не было, эти оболтусы решили перекроить мою систему. Кто-то из них, видимо, ярый поклонник Кроноса. И включил в список занятий состязания на настоящих мечах. Вот уж идиоты-то, а! За те 2 недели, что их изменения вступили в силу, 4 серьезно раненых ребенка. Ну я-то им там такой разнос устроила. Некоторые родители уже хотели своих детей забирать. А куда? Куда забирать? Куда бы они их отдали-то? Я бы, конечно, так не переживала, если бы были хоть какие-то достойные альтернативы. Окей. О, госпожа Акетра. А? Ваш кофе. Я просто не перестаю вами восхищаться. Вы через такое проходите, но переживаете только за других. Да уж, Сдерик, спасибо. Ой. Правда, это скорее мой способ сбежать от проблем, чем переживания за других. Давайте сюда, я потом помою. Ну что ж, ребят, раз уж мы тут собрались, и никого из проклятого братства тут нет, можем немного поболтать. Что ты думаешь насчет цели Тойфетуна, Лолошка? О, ну наконец-то я что-то могу сказать. Тот самый момент, когда я реально хочу что-то сказать. Леди Акетра, я думаю, что их ненависть к богам оправдана. Весь Миср страдает из-за нехватки еды и воды. Знаете, я бы хотел получше понять, чего они хотят. К тому же, где гарантии, что нам не врут? Леди Акетра, боги всерьез озабочены проблемой Тойфетуна. Выбирая между богами и братством, я на стороне богов. Блин, это очень серьезный ответ, кстати. Мне кажется, что это очень хороший вопрос, и вот этот ответ, любой из них сейчас может жестко повлиять на сюжет. В такие моменты я люблю выбирать нейтралитет, наверное, и сейчас я точно так же сделаю. Я бы хотел получше понять, чего они хотят. Да и к тому же, где гарантии, что Тойфетун нам не врет? Как же жаль, что мы не могли видеть их лица. Наверняка по этому фиолетовых одеждах можно было понять, врет он или нет. Я многое думала о его словах, если честно. Никогда раньше я не задавалась вопросом,
почему в Мисре все живут в таких условиях? Мы знаем, что боги действительно существуют. Мы с тобой их сами видели. Так почему же они заставляют нас жить в песках и яде? Почему единственный зеленый континент и тот проклят? Я ненавижу это признавать, но в какой-то степени я даже понимаю позицию братства. Ой-ой-ой-ой, что я происходит? только что услышал? Схватить всех! А, Леди Акетра, что происходит? Ё-моё. А действительно, что все-таки происходит-то? Да, леди, дорогая леди, как же прекрасно слышать, что ты согласна с моими рассуждениями. Эй, что ты здесь делаешь? Прошу меня простить, заявился без приглашения. Боюсь, этого приглашения мне бы пришлось слишком долго ждать, верно? Прекратите! Опять эти долгие бессмысленные речи! Ну зачем так, Акетра? Я же хоть и не званый, но все-таки гость? В сторону. Так. Что? А, Давайте на чистоту, леди. Я пришел для милого дружеского визита. Не более того. Я же говорил, что хочу пообщаться лично. То есть, серьезно? Вот это вот все ты называешь дружеским визитом? Согласен. Атмосфера какая-то гнетущая. Оставьте нас. Я сама пойду, не трогайте. Ой. Кстати, принесите чего-нибудь выпить. Знаешь, да, я согласен. Так намного приятнее. Гораздо больше похоже на уютную встречу. Так ты ж все-таки говоришь, понимаешь причины наших действий, да? Я хотел... Эй, подожди, куда? Дорогая Акетра, присядь для начала. Мне не нравится сидеть, когда дама стоит. Ну же. Черт, ладно. Эй, Лолошка, ты тоже. ладно. Ну так давай, прости, пожалуйста. Ты говорила, Так что... вот, тот факт, что я понимаю, откуда взялась ваша ненависть к богам, совершенно не означает, что я поддерживаю ваши идеи. Или что еще хуже, одобряю ваши методы и средства. Понимаю. Примерно такой реакции я от тебя и ожидал, леди Акетра. Именно поэтому долгое время братство не приглашало тебя к себе. Видишь ли, боги творят всевозможные препятствия на нашем пути. И если мы желаем достичь счастья многих, то единицами приходится жертвовать. Большинство людей в Мисре не имеют хорошего образования. Только 10-я часть населения обучена читать и писать. Еще меньше умеют считать. И даже те счастливцы, что обладают этими навыками, вряд ли держали в руках книгу. Их удел короткие письма и записочки, которые они передают друг другу. Разве же эти люди могут принимать участие в противостоянии с богами, а? Нет. Их неокрепшие умы не в состоянии справиться с такой сложной информацией. Им нужны мы, их пастыри, которые проведут их к счастливой жизни. Ты же, Акетра, веришь в индивидуальность, думаешь, что каждый может решать за себя. Да, потому что так и есть. Ох, какая же страсть, какое желание отстаивать свои идеалы. Ты будешь незаменимым звеном в братстве, поверь мне, леди. Тем не менее, не скажешь же ты, милая, что люди всегда решают, как лучше для них. Взять, например, твою покойную служанку, Халиму. Эй, не смей! Разве же ее решение напасть на опытного убийцу было лучшим для нее решением? Это было то решение, которое она приняла сама. И к чему оно привело? К ее смерти, леди Акетра. Да ты сядь. Чего ж ты вскочила-то? Какой он самоуверенный. Ваши напитки. Ну, понятно, Спасибо, у нее старик. тут где-то в спине этот жук-скоробей. О, Это все, Абд.
исчезни. Да. О, прекрасный, прекрасный запах. Леди, а что если мы поговорим вот так? Оу, ха-ха, серьезно? Все-таки узнала меня так сразу? Я рад. Думал, голос меня выдаст, но, видимо, маска хорошо его маскирует. Леди Акетра, прекрасное вино. Но как? Ты же умер! Ты умер! Ну, зачем такие слова? Ты же видишь, я здесь, перед тобой. Но я же была на твоих похоронах! Дорогуша Лейла тоже до сих пор в это верит. Вообще, знаешь, я не собирался нарушать правила и раскрывать свою личность, но с момента, как я тебя увидел, мне так хотелось посмотреть на твое выражение лица. И знаешь, оно того стоило. Но как же Джамиль? А что? Что с ним? Знает ли он, что я живой? Нет, не знает, конечно. Знает ли он про братство? Тоже нет. Работает ли он на меня? Конечно, он на меня работает. Но как? Но не думаешь же ты, что у нас может быть такая подробная информация, если бы среди вас не было нашего человека? С момента, как ваши пути с Бурисом разошлись, нам потребовался другой человек. Мой сыночек очень удачно работает в баре, который принадлежит, о, какое совпадение, одной моей ноге. Когда мой серебряноголовый потребовал следить за тобой и ложкой, Джамиль предположил, что его начальник просто влюбился и под угрозой увольнения исправно все докладывал нам. Не злись только-то, Акетра. Он не знал, что делает. Не надо винить в этом Джамиля. Лучше пойми, что я это тебе рассказываю, чтобы ты поняла, что мы действительно нацелены на плодотворное сотрудничество. Сотрудничество? Да разве же партнеры втыкают друг другу в спины скоробеев? О, ну да. Но ты же понимаешь, в бизнесе нужны гарантии. Докажи свою верность братству, и будешь освобождена от этого бремени. Я прекрасно знаю, что ты к нам очень предвзята, но пока что братство выполняло все свои обещания. Мы решили большую часть твоих проблем, леди Акетра. Но вы ведь и создали эти проблемы! Вы превратили мою жизнь в постоянные бега на выживание, а теперь... Когда вернули все как было, говорите, что это ваш благодушный жест? Серьезно? Нетушки! О, позволь мне объясниться. Мы должны были убедиться, что вы действительно сможете добыть нам огни. Если бы у вас не было такой сильной мотивации, разве же вы смогли справиться в такие короткие сроки? К тому же, если ж мы такие злодеи, почему до сих пор не отобрали у вас артефакты? Почему Дана принесла вам свиток? Ладно. Для первого дружеского визита я что-то сильно задержался. Подумай о моих словах, Акетра, и используй время, что братство дало вам на отдых. Для отдыха. Выглядишь ты просто отвратительно. Эй, все! Мы уходим! Оу. Обалдеть! Обалдеть! Госпожа, вы в порядке? Да, я в порядке. Госпожа, вы что, знаете этого Золотолицего? Да, ребят, Салик. Это отец Джамиля. Что? Нет. Неужели Джамиль предатель? Нет, стой. Нет, Абди. Нет. По крайней мере, я думаю, что нет. Предатели — это те, кто тайком желает своим близким зла. Джамиль нам зла не желал. И он понятия не имел, что все это время помогал Тоефетуну. Черт возьми. Ну что у вас у всех такие перепуганные лица-то, а? А ну-ка, давайте, взбодрились. Хануф, приготовь мне ванну. Да, леди. Сдерик, приготовь мне что-нибудь сладенькое. Хочу с фруктами и кремом. И Да, госпожа. Абди,
Проследи, чтобы вокруг ванны было сухо. Я не хочу случайно поскользнуться. Хорошо, будет сделано. О, а я? Так, Лолошка, а тебе особенное задание. Постарайся не попасть ни в какую передрягу. Пожалуйста. Конечно, самое сложное задание. Ой. В любом случае, это хорошее задание. Пойдем проверим сразу же всех. Получается, Абди убежал. Я не помню, кто куда убежал, честно говоря. Подготовь ванну. Это вообще где? Ой, сюда, кстати, зайти не могу. Кто-то явно убежал наверх, и он явно здесь. Опа. Так, поговорим. Нет? Че, реально? Понял. С тобой? Тоже нет. Я признаюсь честно, когда он только-только снял маску, я подумал, что это скульптор. Я реально сначала в глубине души просто охренел. А потом, когда сказали, что это еще и Джамиль, точнее, отец Джамиля, я вообще выпал. Я помню то, что кто-то, возможно, даже сам Джамиль, рассказывал про своего отца, про то, что он, получается, умер. Но как умер, кстати, я не помню. Возможно, это не рассказывалось. Ну ладно, вопрос, выйти могу? О, выйти могу. Ну-ка, может быть, кто-то будет? Так. Нет. Вообще, я помню то, что Дана сказала ночью приходить в сладкого утенка. Ой, погоди. Мне кажется, или вот этих снопов сена здесь не было? Так вот, да, ночью приходить в сладкого утенка, но сейчас у нас не ночь, следовательно, мы туда можем даже не идти. Но с другой стороны, там можно встретить Джамиля и, возможно, даже поговорить с ним. Но как подать ему эту информацию? Вот в чем вопрос. Так, на всякий случай, давайте посмотрим, что он... Тойфутун придет за ними. Да не существует твоего Тойфутуна. Что ты говоришь-то такое? Господи, сколько вы будете мусолить эту тему, ребята? Давайте на всякий случай обойдем здесь все, что только можно, потому что, напомню, в предыдущей серии мы ходили к Зарифу, и у него появилось полноценное мореплавание. Чё ты на меня так смотришь? Погоди. Он же буквально на меня смотрит, да? Кстати, а Зариф? О! Зариф пропал. Чел, ща, погоди, я, наверное, подойду к тебе, но перед этим мне обновили задание от Порту и Фетуну. Кто бы мог подумать, что те, кого я собирался уничтожить, станут моими союзниками, если это вообще так можно назвать. Ну, кстати, да, это правда. Закрутилась история, но очень грамотно, мне прям нравится, как это все закручивается. Привет, что ты на меня смотришь так? Вы Лолошка? Да. Надо написать, да. Ой, знаете, у нас на корабле все болеют. Оспой! Пожалуйста, чтобы не заразиться, покиньте корабль. Идите отсюда. Серьезно? Вот и поговорили. Меня что, не хотят пускать сюда, да? Может быть, все... Меня отталкивает. Ну что такое? Серьезно? Это ж корабль Буриса. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. В любом случае, я напоминаю то, что надо попробовать сходить в этого, как его, сладкого утенка. Так, только вопрос, где этот утенок-то? Ё-моё, куда я пришел? Ну судя по такому количеству точек на карте, сладкий утенок где-то здесь. Кстати, по идее, мне говорят то, что можно телепортироваться вот такими метками. Телепорт. Нормально. Стоп, что? Вау! А почему ночь наступила? Видимо, в стыки какие-то попали. Ой, а чё тут так пусто? О, явился. Привет, враг. Как тебе моя роза? Шипы не колят, а? Столько времени я пыталась разгадать ее секрет. Столько надежд впустую. Я ненавижу таких, как ты. И мне твоя жалость не нужна, ты меня понял? Мой отец был лучшим из людей, а тебе подобный все испортил. Я не могу отомстить ему, но могу отомстить тебе. Беги, пока не напала, щенок. Беги, говорю. Ладно, what the fuck? Я ж действительно сейчас с этой гаснущей искрой ничего не сделаю. Подожди, а как только что она просто буквально посмотрела на меня и тут бам, резко минус 2 хп? Как она это сделала? Ощущение такое, что она в меня что-то стрельнула, но... Ну ладно, может быть и не стрельнула. Так, и все, и оно закрылось. Блин, а я-то думал, то, что мы сможем ее типа успокоить, я не знаю. Типа, мне реально нужно было убежать. Либо я мог с ней сразиться, кстати. Но я бы по-любому проиграл. Типа, я на 3 миллиарда процентов уверен, то, что я бы проиграл, потому что по-любому сюжет заточен так, что вот с этим и с тем, то, что она в самом начале уже сняла мне хп, я бы просто умер тут же. В какой-то степени я надеюсь, то, что я убежал сейчас,
может быть, в будущем поможет. Типа, зачем связываться с пьяным, агрессивным человеком, да? Она же пьянчуга та еще, оказывается, ты посмотри на нее. А ведь сказала, ищи меня ночью в баре. Ну, как бы, ночь-то вроде наступила, вроде бы даже пришел. Ну, что-то мы не поговорили. Так, ладно, давай к дому Акетры. Если я сейчас зайду, то... Она, по идее, там в ванну должна... Ой. Привет. Вы чё? Это как хоррор, честно говоря. Это так странно выглядит. Я даже не знаю, как на это реагировать. Ну да, дверь. Вау. Жесть. Что ж, я думаю, то, что на этом мы будем постепенно заканчивать. Я очень надеюсь, что они отбагают. Ну, конечно, они отбагают, если что, разберемся. Агрессивная Дана, которая опять дает понять, что нет ничего важнее ее отца. И она, ну, реально его любила. И она всем сердцем хочет его вернуть. Нам уже кричит об этом сюжет, наверное, раз в 5-й. Да, мотивацию Даны нам хорошо передали. Спасибо большое. Единственное, что я не совсем понимаю, какое задание от Тоифутуна мы получим. Я думал, то, что оно будет уже в этой серии. Но зато мы узнали про некого Салика. Держим в голове, что это отец Джамиля и, по сути, главный золотолицый. Ну а вы держите в голове то, что надо бы лайк не забыть поставить и подписку прожать. Да, потому что это очень сильно мотивирует меня и всю команду. Не забывайте, пожалуйста, нажимать на эти маленькие кнопочки. Буст мотивации никто не отменял. Он нужен всегда. Таков круговорот контента, ребят. Таков круговорот. Таковы правила. Большое вам спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... Салик. Всем удачи, всем пока. Пока. Эй, Джамиль, мы можем поговорить в более уединенном месте? У меня смена только через 5 часов закончится. Джамиль, сейчас. Я знаю, что ты передавал своему отцу информацию обо мне и моих перемещениях. Акетра, не-не-не-не-не. Неплохо. Предатель не предатель. Сейчас примерно так можно описать бармена по имени Джамиль. Оказывается, даже не зная, что он работает на Тоифутун, он отдавал им всю информацию про каждого из нашей команды. Вот это поворотище. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы были преданы. Преданы. Короче, нет. Я полностью согласен с теми, кто считает, что называть это предательством априори нельзя. Ибо ситуация тут примерно такая же, как если я, Лолошка, сделаю неправильный выбор в сюжете, и при этом узнаю об этом либо потом, либо вообще не узнаю. Я же из-за этого не становлюсь предателем себя и своего канала. Короче, объясняю по пальцам. Бармен по имени Джамиль. Вот он. Человек, который помогал нам, собирая информацию для своего босса о леди Акетре. При этом думая, что босс просто влюбился. Он даже не подозревает то, что его босс одна из серебряных масок Тоифутуна. Ну и, короче говоря, Джамиль, не ведая, что стал невольным помощником тайного общества, скормил им все наши планы, месторасположение, передвижение и многое-многое другое. То есть проще будет сказать, что десятки серий подряд мы были как на ладони. Но, признаюсь честно, если от подобного чеховского ружья в сюжете я обалдел, то вот от того, что отец Джамиля золотая маска, и Джамиль даже не знает об этом, я... конкретно так... Ну, охренел, короче, да. Десятки серий подряд нас водили за нос, и теперь, узнав это спустя столько времени, я хочу вновь похлопать сюжету. Мы прошли от стадии какие-то тоифутунцы, бомжи и ложки до стадии какая-то наша команда, ложки и бомжи. В общем, ребята, у меня очень важные новости. Напомню, 61-й серии во мне и в леди Акетре Скоробей, который блокирует ОМП, то есть силу искры. И я подумал то, что именно из-за этого я почему-то не могу использовать Прунус. Но давайте пропишем. Прунус. Та-дам, все получилось. Да, я хочу сразу сказать то, что я и мог использовать Прунус, просто так совпало, что наложился баг с 60-й серии. Помните, да, мы с леди Акетрой попали в библиотеку Хэтентепа, и там блокировалась магия. А Сангвимантия, то есть Прунус, это именно магия, это не сила мироходца. Именно поэтому с этой магией сюда может попадать Сдерик, даже несмотря на то, что он не мироходец. И так получилось то, что после 60-й серии сразу же в 61-й у нас появляется
появляется скоробей в теле, и я подумал то, что да, это именно из-за скоробея я не могу использовать прунус. Но, опять же, повторяю, это баг. И вообще, кстати, для всяких скептиков, я иногда читаю комментарии, хочу напомнить, по лору магия, типа вот сангвимантия, и искра мироходцев — это совершенно разные силы. Все, я напомнил лор, надеюсь, то, что все вопросы отпали, а мы давайте прописываем малус. И у меня есть еще одни новости, мега шикарные. До этой серии я потратил 5 лазотеповых скоробеев. Именно столько у меня было, и я купил то, что вы так хотели, да и я хотел. Фараоновы крылья. Наделяет игрока творческим полетом. Каждый уровень этого навыка дает плюс 1 секунду к полету. Сейчас у меня первый уровень, следовательно... О, да, 1 секунда, наконец-то! Это, конечно, не так много, но вроде бы на дерево могу забраться, и на том спасибо. Прикольно. Прокачивать до 2-го уровня я не буду, потому что это очень дорого. Ну, прям мега дорого. Но самое главное то, что помимо этого я еще и прокачал бой до 40-го левела. И прокачал египетскую силу. Когда здоровье игрока опускается ниже 30% от максимального, накладывает на него поглощение, регенерацию, сопротивление и огнестойкость. Перезарядка 20 минут. Я думаю то, что примерно разово против какого-то босса это идеально. Теперь при помощи полета я могу выбраться даже наружу. Вот так вот. О, господи, прямо на балкон. Я не понял, а почему меня никто не встречает, а? Алло! Синдбад? Ты Что? Точно, его же также схватили, привет! Ну что же... О, Ло, здорово! Интересно получается. Меня вот вроде поймали, вроде даже избили, вроде убить хотели, но не убили! Меня не убили, представляешь? Как так вышло-то, а? Кто там расшумелся? Что? О, ты погляди. Вот оно что. Даже не знаю, Синдбад, даже не знаю. Наверное, тебя спасла милость богов, не иначе. Точно не кто-то из твоих влиятельных знакомых пошел на сделку с врагами, чтобы сохранить тебе не жизнь. продолжайте, не продолжайте. Я все понял, Да. я все понял. О, леди, спасибо, великодушная, прекрасная. Никогда в жизни не расплатиться мне за вашу доброту и милосердие. Господи, Синдбад, что за реакция такая? Мы как будто тебе первый раз жизнь спасаем. Ну, знаете ли, леди Акетра, я в этот раз был уверен, что все, точно, не выкарабкаюсь. И поэтому тут такой у меня вопрос возник. Что же вы такое сделали, на что согласились, что я в итоге живой? И, посмотрите, почти невредимый. О, ну ладно, давай сядем, Синдбад, я тебе все обязательно расскажу. Пойдем. Ну ладно, давайте сядем. Давай. А подожди, реально, Синдбад-то, я вообще про него забыл, у меня вылетело Ну из так, головы. давай. Какой же я кретин. Привет, Синдбад. Госпожа, я приготовил вам небольшой перекус. Я так понимаю, что эти проклятые жуки вытягивают из вас силу. Вам надо больше кушать и... Ой, стоп. Какие еще жуки? Ой, Стерик. Слушай, Синдбад, а какому из богов ты поклоняешься? Да, нет, ну вы серьезно. Я пришел слушать вашу историю, а вы вместо этого начинаете меня расспрашивать? Да еще и на тему, которая никак не связана, вы что и... Успокойся, Синдбад. Связано. Еще как связано. Леди, я пока не забыл. О, спасибо. Ой. Ой. Чего это ты от такого простого вопроса увиливать начал? М? Ну, увиливать? Я... Ну, потому что нет у меня ответа на ваш вопрос, леди. Я не могу себя связать разве что с Селиасет. Моя деятельность касается всех богов. Вот как-то так у меня вышло. Привык почитать всех, поклоняться всем богам. Но меня никто не может понять в этом отношении. Для всех это почему-то слишком странно. Поэтому я предпочитаю не рассказывать о своих спиритических чаяниях. О, спиритических чаяниях. Все-то у тебя, Синдбад, должно быть особенное. Не такое, как у других, да? Ну что поделать, если у мамы я такой особенный. Но не понимаю. Синдбад, как ты тогда успеваешь отдать свои молитвы всем богам? О, госпожа, я очень эффективно распоряжаюсь своим временем. И все-таки... Такой у меня вопрос. Как это связано с вашей историей, и уж тем более той Фетуном, а? Синдбад, у меня еще вопрос. Как ты думаешь, у нас есть причины ненавидеть богов? Вы что, серьезно, что ли?
Опять вопросы? Ай, ну, вообще, конечно, большинство людей в Мистере живет ужасно, это правда. Вообще, отчасти это вина богов, что большая часть нашего мира непригодна для проживания. Мы не знаем, из-за чего на Зеленом континенте появились монстры. Я не исключаю, что это последствия действий людей. И кроме этого, мы почти ничего не знаем про богов. Мы не можем знать их мотивов. А значит, и судить их не можем. Знаете, мне кажется, у нас нет права размышлять о богах в контексте людских эмоций. Я просто знаю, что пока что мне удавалось выжить в самых невероятных ситуациях. Да разве же это было возможно без божественного благословения, а? Что-то Абди хочет сказать. Но вообще, кстати, Синдбад в какой-то степени прав. Знаете, я поверить не могу, но я согласен с Синдбадом. Ой, ну, спасибо большое. Ой, только не надо. Госпожа, разрешите мне сказать? Ай, Абди, мы же уже очень давно договорились, что тебе не нужно спрашивать разрешения. Да, я помню. Но то, что я хочу сейчас сказать, может вас задеть. А ну-ка, давай говори. В общем, госпожа, то, что вы сейчас пытаетесь сделать последние несколько дней, это просто договориться с совестью. Вы ищете кого-то, кто скажет вам, что сотрудничать с братством это приемлемо. Я понимаю, почему вы так хотите, чтобы братство оказалось хорошими людьми, правда? После стольких месяцев в бегах, постоянной опасности, после того, как вы потеряли все, вам хочется, чтобы все наши старания были вознаграждены. И да, теперь, когда вам вернули безопасность и возможность заниматься своим делом, очень хочется просто согласиться и примкнуть к братству. Тем более, что они пытаются выставить себя морально превосходящими остальных. И вы даже готовы забыть, что они воткнули вам в спину жука, который привязывает вас и... В общем, не говоря уже о том, что ради своих целей братство готово убивать, лишать работы, и оно готово на множество других грязных дел и подлостей. Я, ваш абд, предан вам всей душой. Я пойду за вами куда угодно, госпожа. Я не устану это повторять. Но я не могу молчать, когда вижу, как вы иссушаете свою душу. Не могу. Ладно, Абди, хватит, я поняла. Ладно, вы только простите, если я позволил себе лишнего. Я, честно, не... Ой, Абди, лишнего! Да ты столько всего наговорил, что будь на месте Акетры кто угодно другой, у тебя бы уже... Тихо, Синдбад. На моем месте все-таки все еще я, а не кто-то другой. И Абди прав. Впервые в жизни я испытываю такой сильный соблазн поступить против своих убеждений. Черт, я не знаю, как мне поступить. Это выводит меня из себя. О, тише, 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 леди. Не затыкай мне рот, мореход. Черт. Эй, ложка, сделай что-нибудь. Что? Боже! Сразу первое, что попало в глаза. Что? Это что за фанфик? What the fuck? Не, ну, наверное, это бы жестко помогло отвлечь каждого и всех. Это чего? Боже, почему? Я хочу вот так перечеркнуть это все. Вот так. И вот это тоже. Все, не надо. Так, а что у нас здесь? Леди Акетра. Ну, мы же можем позволить себе слабину. Мы заслужили этот отдых. Если сотрудничать с братством, то мы можем их переубедить. Возможно. Так, а тут, Акетра, если я что-то знаю про тебя, так это то, что внутри ты всегда знаешь, как нужно поступить. Каким бы сложным этот поступок не был. Ну, знаете, это нейтральное. Возможно, мне просто стоит что-то сказать, да? Хотя в то же время она сейчас такая злая. Ух. Вот это, конечно... Я не могу с этих выборов. Так, такой соблазн нажать вот сюда. Я знаю, что ты знаешь, вот. Но я так устала, ложка. Когда я предложила вместе плыть на Шахтерские острова, я и подумать не могла, что все это выльется вот в это. Мне так хочется развлечений и приключений, но не в таких же количествах. Эй, госпожа, знаете, мы всегда рядом, чтобы поддержать вас. Леди Акетра, вы имеете право на отдых. Да, я понимаю, Сдерик, но я не смогу смириться, если поступлю не так, как говорит мне моя совесть. Погоди, я только сейчас понял то, что Сдерик за то, чтобы мы вступили в братство. То есть Акетра.
Дерек, вот честно, от тебя я этого не ожидал. В общем, решено! Мы должны придумать способ, как перехитрить братство. Точно! Вот так вот, сходу. Ребята, действительно, мы не можем и дальше быть врагами с Тоифетуном. Их ресурсы во много раз превосходят наши. Нам уже дали понять, что нас ждет, если... мы откажемся сотрудничать. Кроме этого, мы знаем, что никому нельзя доверять. Бурис и Джамиль — отличные тому доказательства. Знаете, притвориться, что мы сотрудничаем с ними и построить план, как их перехитрить, это наш лучший вариант. Вот оно что. Сдерик, Хануф, Абди, Синбад, Лолошка. Важно сейчас не делать вид, что мы с ними целиком согласны. Они не тупые. Такое поведение только вызовет больше подозрений. Вчера Салик ушел уверенный в том, что ему удалось взрастить во мне семя сомнения. Мы должны вести себя так, чтобы казалось, что я постепенно перехожу на их сторону. Именно это обеспечит нам гарантию жизни после того, как мы соберем все огни. Простите, леди, а как мы их остановим, если все огни будут у них? А вот это хороший вопрос, Дерек. На самом деле, пока что у нас есть время выяснить, где находится отправление, как огни помогут его, наверное, активировать, и вообще, в чем конкретно заключается план Тоифетуна. Наша задача, не вызывая подозрений, никому не доверяя, параллельно находя огни, выведать информацию, которую мы не смогли получить за все это время. Звучит не слишком сложно, правда, ребята? Звучит, если честно, отвратительно тяжело. Да-да-да, госпожа Акетра, при всем уважении, вот честно, я не уверен, что цели, которые вы обозначили, вообще хоть как-то достижимы. Ну так, Синбад, у нас нет другого выбора, представляешь? От тебя, кстати, потребуется меньше всего. Не особо высовываться. Да вы, блин. Ну, вы же прекрасно знаете, что я так не умею. Ой, да ладно, умеешь. Еще как умеешь. Братство с огромной охотой про тебя забудет. У них сейчас много своих дел. Да ладно, я понял. Слушайте, а как думаете, насколько тесно они связаны с фараоном, а? Что? А почему ты про него спрашиваешь? Ну так, выступление фараона состоится уже на этой неделе. Точно, конечно! Как я могла про это забыть? Поэтому они сейчас не трогают нас. Не потому, что дают время отдохнуть. Они готовятся к выступлению. Это отличная возможность безопасно навестить моего старого друга. Лолошка, пойдем. Нам сказали отдыхать, значит мы пойдем отдыхать. А про кого ты? Про Джамиля? Я так понимаю, да. Потому что кто там еще у нее может быть? Ну, Джамиль. Все смотрят так. Давайте, ребят. Блин, ребят, иногда я вот настолько ее не понимаю, что мне кажется, что вообще схожу с ума. Сдерик, мы уже давно все сошли с ума. Не питай ложных надежд. Ладно, я пойду и дальше заниматься. Уборкой, уборкой. Я понял. Помните, Абди сказал то, что он занимается... Чем он там занимается? В общем, против Даны готовится. Хотя, может быть, он реально уборкой. Ой. О, Хануф! Хануф! А давай-ка поболтаем, а? Знаешь, ты напоминаешь мне Мусфиру. У нее тоже были глаза и волосы, и... У вас немного общего, да? И как бы... Что? У вас были глаза и волосы. Много общего. Ну и в целом все. Видимо, он будет ее сейчас заговаривать, ей вообще плевать на него. О, бедная Хануф. Поговорим? Нет? С тобой тоже не поговорим. Слушай, Абди, а ты в итоге что... Ну, в целом-то я примерно так и понял, да, уборкой заниматься. Убираемся, да. Абди, передо мной он явно выгораживаться не будет, потому что давным-давно все рассказал. Но он прям реально, смотри, готовится. Ты такой вообще прям крутой. Сюда, блин. Офигеть. Бедная броня Акетры. На всякий случай пойдем проверим с Дерека, что у него там происходит. Готовит, конечно. Привет. Так, поболтать не могу. Положительные подарки. Шкала отношений максимальная почти. Ну, ладно, пока. Меня там Акетра вроде как ждет, да? До свидания всем. Леди Акетра. Ну наконец-то. Пойдем, Лолошка. Мы поговорим с Джамилем. Что-то мне подсказывает, что мы найдем его в утенке. Да, я тоже так думаю. Бармен как-никак. Так, да, фух. Я уж думал, не телепортирует. Ну-ка. Фух, вот мы и здесь. Как думаешь, стоит рассказывать Джамилю про отца? Воу, леди Акетра.
Такие вопросы не мне нужно задавать. Не надо мне такое задавать. Напомню, Салик, одна из золотых масок, да? Он у нас отец Джамиля. Кстати, об этом, по идее, можно даже вот здесь прочитать. Салман Муджалид, неизвестный. Это что, прическа Марш Симпсон? Так, ладно. Отец Джамиля. Предполагалось, что он погиб. Ни Джамиль, ни его приемная мать Лейла не в курсе, что ему удалось выжить. Живой. Кстати, все живы. Да, то есть ни одна золотая маска не перечеркнута. Бурис, Салман Муджа... Воу. То есть, казалось бы, здесь тоже можно написать неизвестный или сделать такие же символы у этого. Почему они отличаются? Верховный жрец Хетентепа. Живой. О! Жрец Хетентепа, верховный жрец Кнеф Мтити, живой. А, это, наверное, по одежде можно понять, да? Верховная жрица Роноса, служит в Нарфанисе, жива. Дана, Бурис. Кстати, единственный, кто без таких золотых одеяний. Так, а в итоге что у нас? Стоит ли рассказывать про Салика? Зачем? Это только сделает ему больно. Можно рассказать, что его отец живой, но не говорить, чем он занимается. Я думаю, стоит ему все рассказать. Так будет честнее. Вот, честно говоря, у меня такое ощущение, что этот выбор на самом деле вообще не важный, потому что что-то такое произойдет, что либо позволит Джамилю и так узнать, либо не даст узнать ему вообще, даже если я нажму сюда. Я думаю, стоит ему все рассказать. Ну, давайте попробуем, типа, интересно, как поведет себя сюжет. Да, ты прав. Стоит. Осталось только придумать, как преподнести ему эту информацию, чтобы она хотя бы не разбила ему сердце. Впрочем, тот факт, что он шпионил за мной в пользу хозяина утенка, лишает меня желания осторожно подбирать слова. Ну да, кстати, по сути... Пойдем. Может быть, он вообще не вернулся с курорта, и мы зря тут стоим. А, кстати, и это тоже правда. Так. Всем привет, ё-моё. Ты ж, ё-моё, кого я вижу? Леди Акетра! Не знаю, как вы это провернули, да вот только вас вычеркнули из списка! Ха-ха-ха-ха! Впрочем, чё это я вам рассказываю-то? Сами уж небось в курсе. Эй, Джамиль, да? мы можем поговорить в более уединенном месте? У меня смена только через 5 часов закончится. Джамиль, сейчас! Ладно, хорошо. Идите за мной на 2-й этаж. О как. Какая она? Ну, собственно, вот. Это моя тайная зона отдыха. Я скрываю ее от хозяина, если посетителей особо нет. А вообще, иногда тут даже сплю. Вы, если что, первые, кому я про это место рассказываю. Надеюсь, вы же меня не сдадите-то, да? Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Благодарю. Присаживайтесь, ладно. Джамиль, а скажи-ка мне на милость, кто хозяин утенка? Я, кажется, ни разу его не видела. Акетра, ты ради этого меня со смены вытащил, реально? Хозяин тут почти не появляется, только в дни больших поставок подписывает всякие документы. А поскольку он очень ленивый, и я при этом умею писать и читать, почти вся работа бара на мне. Я надеюсь, что после его смерти бар достанется мне, потому что детей-то у него нет. Ну а если серьезно, Акетра, можно сказать, что хозяин утенка мне как... отец. Забавно, конечно, что настоящей семьи у меня нет, и Лейла заменила мне мать, а хозяин заменил мне отца. Да уж. Так о чем ты все-таки хотела поговорить-то? Черт. Я знаю, что ты передавал своему отцу информацию обо мне и моих перемещениях. Акетра, не-не-не-не, все не так, все. Ты неправильно все поняла, я клянусь. Вот оно как. И что же в этой ситуации можно не так понять? Ну ладно, он действительно просил меня понаблюдать за тобой, выяснить, что тебе нравится, какие у тебя привычки, там, все всякое такое. Его вопросы, если что, были довольно невинными. Я отвечал на них без задней мысли, Акетра. Он часто задает вопросы про нестандартных клиентов, а ты в нашей забегаловке очень нестандартный клиент, да. Потом он начал требовать от меня все более и более странной информации. Тут, да, я согласен. Я сначала отвечал ему по инерции, каюсь, да, было такое. Но, Акетра, я клянусь тебе, когда я понял, что что-то не так, я перестал ему отвечать. И к Молотову морю я отправился с вами, потому что больше не хотел на него работать. Честно говоря, я даже чувствовал себя преданным. Мне было мерзко от Терамуна. Но на курорте Лейла постоянно говорила, как она гордится, что я устроился в Наре.
Вот. Вот поэтому-то я и решил вернуться. Акетра, я понимаю, я ужасный человек, но Теремун принял меня с распростертыми объятиями. И он больше ни разу даже не спрашивал про тебя, я клянусь тебе. Я не знаю, чего он хотел, но он больше не поднимал эту тему. Я просто решил, что это в прошлом. Вот. А теперь ты, как бы, все знаешь. Говорю уже, я не следил, я просто общался с тобой, потому что мне нравится общаться с тобой. В какой-то момент я даже думал, что Теремун по-отцовски интересуется моей жизнью. Я и сам догадывался, что обманываю себя, но мне так нравилось представлять, что кому-то хотя бы просто не плевать на мою жизнь. Акетра, я прошу, все это звучит так унизительно. Ты даже не представляешь, насколько мне сейчас сложно признаваться во всех этих вещах, но... Да представляю, я представляю, Джамиль. Но я все равно не могу не сердиться. Ты понятия не имеешь, какие ужасные последствия были от твоих действий. Что? Ты что, как-то пострадала? Неважно, Джамиль. Ой. Слушай, Лулошка, ты как думаешь, нам еще не пора? Что, пора уйти, типа, отсюда или рассказать ему? Почему я? Ну, можно же было не спрашивать. Леди, знаете, у вас были дела в школе, да? Уже, кстати, вечереет, мы можем не успеть, пойдемте. Ну, знаете, леди, если вы не хотите рассказывать Джамилю, что его настоящий отец жив, то да, нам пора уходить. Леди Акетра, я думаю, у нас есть время, чтобы вы рассказали то, что хотели рассказать. Знаете, вот эта вот реакция Джамиля просто от слов... Вот сейчас скажу. Вот от этих слов ты понятия не имеешь, какие ужасные последствия были от твоих действий, и он тут уже такой, что ты как-то пострадала, бла-бла-бла. Мне почему-то кажется, что Джамиль просто этого не переживет. Короче, жопа будет, поэтому давайте так. Леди, у вас были дела в школе, уже вечереет. Давайте, пойдемте, мы можем не успеть. О, да, точно. Как же я могла забыть? Да, спасибо, Лолошка. Эй, я же вижу, что ты что-то скрываешь от меня. Но я не в том положении, чтобы спрашивать. Ладно. Мне и самому пора возвращаться к работе. В любом случае, Акетра, надеюсь, ты сможешь меня простить. Масалама. Да, это хорошо. Мне кажется, это хороший выбор. Не надо. Лолошка, спасибо, что вытащил меня оттуда. Это так глупо, но я просто не смогла сказать ему про Салика. Видеть то, как он страдает. От своей ошибки, конечно, но все равно. Мне и так сейчас хватает грустных лиц и кислых мордашек. Все же мне было радостно узнать, что Джамиль не предатель, каким его описывал отец. И это только укрепило меня в убеждении, что Туифетун нужно остановить. А вообще, я действительно сейчас пойду в школу, потому что мне нужно привести кое-какие дела в порядок. Постарайся не попадать ни в какие переделки, Лолошка. Чао. Ладно. Хорошо. Вот как думаете, хорошо то, что я не рассказал? Мне вот почему-то все еще кажется, что да, я правильно сделал то, что не рассказал. Будет такой момент, как будто будет такой момент, когда это будет чуть правильнее, что ли. Будет удобный момент, вот так я могу сказать. Сейчас это максимально неудобный момент. Так, а теперь у меня очень серьезный вопрос. Я помню то, что кто-то продавал пузырек опыта. Кто это? Мне очень нужен опыт. По-моему, вот этот, который зачаровывает, да? Привет. Так, поторговаться можем. Пожалуйста. О, да. Пузырек опыта 16 за 16. Вау, так это выгодно. Давай. Покупаем. И прямо сейчас начинаем тратить. Да. Я хочу, во-первых, сейчас накопить очень много опыта, а во-вторых, наконец-то, я хочу избавиться от анемии. Напомню, что для этого нужно поставить стол исследователя, положить клык Кроноса и просто испытывать удачу. Нам нужно, чтобы здесь выпало 5 звезд. Нет, стоп, обманул. Надо, чтобы вот здесь было 5 звезд. Максимальная редкость способности позволит совладать с ядом. И прямо сейчас мы будем реролить. Бам! Черт! 4. Бам! Черт, 2. Короче, нужно больше опыта. Давайте вот прям... Ехало, черт возьми! Тратим все утены на пузырьки! Далее анемия. Давай, 5 звезд. Черт. 3. 1, серьезно. Ты чё рофлишь? 0! Я просто вернулся к тому, что было. Так, ладно, короче, мне сейчас нужно очень-очень жестко... чтобы повезло. Давай. 0. 1. 0.
0. Пипец. То есть тогда, когда мне выпало 4, это было прям реально хорошо. Боже, боже, боже. Ребята, день истины. День X. Я беру. Наконец-то. У меня нету долбаной анемии. Я справился с клыком Роноса. Все это время. Кстати, надо посмотреть, как работает лук Кнеф Мтити. По идее, если я стрельну в небо, то... Ой, как красиво. То... О май гад. О май гад, о май гад, о май гад, о май гад, о май гад. О май гад! Только не в меня. А в меня, видимо, и не будет. Обалдеть! Понимаете, много монстров в замкнутом пространстве, все умрут, все. Особенно, если это прокачать. Так, а прокачивается это, кстати, уже прямо сейчас. То есть у меня будет больше лучей в секунду, длительность будет тоже дольше, и радиус увеличится. Да, хорошо. Ну-ка давай, лунный лук Кнеф Мтити, покажи, на что ты способен. Черт, это реально самое лучшее, что есть. Лук Кнеф Мтити самый красивый пока что из огней. Блин. Это невероятно. Я почему еще говорю, что это невероятно? Потому что это неважная деталь. Чтобы сделать то, что вы сейчас видели, надо потратить немало времени на то, чтобы это скодировать, чтобы это проверить, протестировать, что-то поправить и так далее. Это не важно даже для сюжета. То есть это просто есть. Хочу использовать, не хочу, неважно. Что ж, как минимум мы понимаем то, что теперь прокачиваться мы можем без проблем, пока мы можем покупать пузырьки опыта. А мы будем их покупать 100%. Это я уже понял. На этом я, наверное, буду постепенно заканчивать. Ребята, спасибо большое за просмотр. Очень надеюсь, то, что вы поставите лайк. Очень надеюсь, то, что вы подписаны. Если по какой-то причине за столько серий вы все еще не подписались, знайте, любой ваш лайк, любая ваша подписка — это огромный буст к мотивации. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать меня и уж тем более команду, потому что я сейчас скажу, сколько нас, кстати, человек. 29 человек, получается, нас в команде. Вот мы все работаем над сюжетами, над улучшением движка и так далее и тому подобное. Поэтому я очень надеюсь, то, что вы нас поддержите. Спасибо. Также надеюсь, то, что я не зря здесь болтал. Не забывайте про мироходец.ру, официальный мерч-магазин. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и нерассказанный секрет Джамилю. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Бурис? О, черт! Мне плохо, мне плохо! Бурис! Так. А что это тут? Стоп, это не то, что я хочу, алло! Внимание, важные новости. Скоро выступление бога фараона. Единственное за целый год. Все люди соберутся на площади, чтобы посмотреть на величайшего. И мы тоже посмотрим. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы ожидаем выступления бога фараона. Да, оказывается, Тойфетун не трогает нас и не требует поиска огней не потому, что мы, не знаю, отдых заслужили, а потому что просто ежегодное событие, появление бога фараона. Это событие, собирающее перед собой толпу мужчин, женщин, детей. И да, Тойфетунцам надо готовиться. Не до нас пока что. Мы, кстати, не останемся в стороне и обязательно туда пойдем. Да-да. Возможно, это наш единственный шанс наконец-то как-то познакомиться с Джодахом, как-то связаться с ним. Ну а я также напоминаю, что во время предыдущей серии мы не рассказали бармену Джамилю про то, что его отец Салик жив и буквально один из глав Тойфетуна. Мне кажется, то, что сейчас не время, а то Джамиль еще на себя руки наложит. Не-не-не, я этого не хочу. Давайте на всякий случай проверим. Так, вот, Салик, отец Джамиля. Предполагалось, что он погиб. Ни Джамиль, ни его приемная мать Лейла не в курсе, что Салику удалось выжить. Жив. Угу. Прямо сейчас заведует одной серебряной маской. О, так это тот самый Терамун, кстати, да. Хозяин сладкого утенка. Начальник Джамиля. Понял. Так, а кого мы знаем, а кого не знаем? Исмаил, Идрис,
Неизвестный, Низама убили. Тем временем вопрос, а что у нас происходит дома? Эй, Абзи, ты что делаешь? Привет, поговорим? О, господи. Чё, подожди, не поговорим? О, какие у тебя глаза-то красные, ё-моё. Ты сколько дней не спишь? 2? 3? Так, ну ладно. Хануф, ты там видишь, что с Абзи происходит? Поговорим? Нет? Да что ж такое-то, а? Вы что тут ходите? Почему я не могу поговорить? С Дерек, привет. И тоже нельзя поговорить. Это баг? Я не понял. Так, а что насчет леди Акетры? Ага, зайти не могу. What the fuck? А почему так много персонажей, но ни с кем нельзя завести диалог? Это, по-моему, реально за весь сезон такой первый раз. Они просто есть, они что-то читают. Ладно, это странно. Да. Ну, конечно, конечно. Леди Акетра и Чил. Чил и Леди Акетра. Куда ж я мог еще пойти? Кстати, а может быть с ней можно поговорить? Леди? Лолошка, это ты. Привет. Да, здравствуйте. Ты, если хочешь, то присоединяйся. Хотя, если честно, я планировала одна тут расслабиться. Знаешь, отдыхать в своей ванной с маслами мне, оказывается, нравится даже больше, чем в водном море. Здесь нет волн, пахнет сиренью, не пахнет водорослями, вода пресная, не соленая. Так приятно иногда расслабиться. Но, кстати, Лолошка, я вчера очень хорошо поработала, если что. Сегодня займусь делами в ремесленной школе. То и Фэтун, и все остальное может подождать. Я пока что разобралась только со школой для мальчиков. Военная и ремесленные школы ждут моего внимания не меньше. И, кстати, Лолошка, военную школу я делала совместно с приближенными Амара. Понимаешь? Я попробую у них поразведывать, что интересного в Нарфанисе происходит. Но не сейчас. Сейчас я отдыхаю. Все, возвращаюсь в свои грезы, не отвлекай. Ну, ладно. Это, конечно, важная информация по поводу того, что военную школу я делала совместно с приближенными Амара. Да, это круто, но... Дальше-то что? Я с другими поговорить не могу. Может быть, надо реально присоединиться к ней? Так, купальный костюмчик, здравствуйте. О, Лолошка, вот только попробуй устроить мне тут джакузи. Заставлю весь дом отмывать. Понял? Я понял. Нет, я не собирался. Все, да? Поговорить больше не можем? Единственная фраза, ну ладно. Но я все понял, я не пердун. Так, ладно, может быть мне нужно просто на улицу выйти? С ними я все-таки поговорить не могу. О, Лолошка, привет. Что? Но я же пытался. Ты представляешь, нашел у Акетры книгу про то, как можно использовать силу молний в домашних целях. Большинство, наверное, обвинили автора в колдовстве. Но, блин, мне нравятся его идеи. Я даже сразу начал придумывать, что мы могли бы делать, если бы могли контролировать такую энергию. Ты представь, у тебя есть молния в баночке, ты ее направляешь, и она тебе чай греет. Или, например, вечером ты используешь ее свет вместо свечи. Да уж, я столько идей могу придумать, столько возможностей. Да вот только даже смелый и талантливый автор этой книги так и не смог дойти до практики. Леди Акетра одна из немногих, кто поощряет инновации в Нарфанисе, да и вообще в Мисре. Любая наука начинается с проб и ошибок, а в Мисре ошибка — повод остановиться. Ты, кстати, видел на курорте батискаф, а? Это придумка одного из изобретателей курорта. Такая потрясающая идея. Да вот только он затонул, никто не выжил. Теперь не скоро подобная идея появится снова, это точно. Если бы у меня было больше времени, я бы и сам хотел изобретать. Но пока что мои эксперименты происходят в основном на кухне. А про изобретателей их идей я узнаю вот по книжкам. Да. Понятно. Это, кстати, очень хороший намек на Седрика, который очень похож на Сдерика. Как мы помним, вселенная всегда стремится к порядку, поэтому это очень хороший намек на это. Если кто не смотрел сезон «Голос времени», напомню, Седрик из того сезона ученый и как раз-таки изобретатель. Поэтому, черт возьми, крутая ссылка. Хануф, поговорим? О, Лолошка. Представляешь, Абди старается держать свои тренировки в тайне, да вот только он совсем перестал убираться. Я уже так давно ничего тяжелее пряжи в руках не держала, что даже устала подметать. А я ведь только начала. Ой. С одной стороны, для меня важно поддерживать форму. Я же все-таки служанка.
А с другой стороны, тренировки Абди все больше напоминают какую-то одержимость. Идея убить Дану изменила его. Я пытаюсь до него достучаться, но... Ложь, он как будто не слышит меня. У нас было столько общего, а сейчас я совсем его не узнаю. Мне кажется, он даже спать перестал. Я посреди ночи находила его в тренировочном зале. Так, ладно, мне нужно работать, прости. О, она прям очень волнуется за Абди, очень! Ну, это правда, я тоже заметил, у него красные глазюки. Так, с ним больше не могу, с тобой тоже не могу. Ну, давайте с Абди попробуем. Эй, Абди, а тебе там уже все волнуются. Алло. Не отвлекай меня, Лолошка, а то я так никогда не приду в форму. Я должен сосредоточиться на тренировках. Должен найти лазейку в защите Даны. Если я не посвящу всего себя этому делу, ничего не выйдет. Вот так вот, Я почему-то думал, что я смогу его как-то переубедить. О! Я же сказал, оставьте меня! Что я только что... Простите, пожалуйста. Я не спал последние пару дней. Я накажу себя. Вот это ты, конечно, серьезно, Абди, вот это ты серьезно. Ты заплатишь за это. Абди, пожалуйста, поспи. Ты сходишь с ума, мы за тебя волнуемся. Для лояльного Абда, за которого ты себя выдаешь, ты что-то слишком много себе позволяешь. Абди, пожалуйста, иди, поспи, окей? Да, я согласен. Я действительно теряю себя в этих тренировках. Мне себя совсем не жаль. А теперь, когда я вижу, что могу навредить этим другим, мне действительно стоит поспать. Дойти бы. Уф. Ну, слушайте. Мне почему-то кажется, что я на Абди очень хорошо влияю по одной простой причине. У меня очень... Сейчас покажу. У меня очень хорошая шкала отношений с этим персонажем, поэтому, что бы я ему ни сказал, он всегда такой: да, Лолошка, вы правы. Я думаю, что это прокает. Рано или поздно это все равно прокает. Так, ты уже даже здесь убираешься. Поговорим? Я там, если что, ему все сказал. Нет? Он спать пошел. Спасибо мне скажи, алло. Черт. Так, короче, давайте на чистоту. Я поговорил с Абди, мы его уложили спать. И дальше что? Все? Здесь ничего. Здесь ничего. На всякий случай еще раз с Акетрой, мало ли. Тоже ничего. Ну ладно, я тогда гулять пошел. Пока всем. Надеюсь, никто меня не потеряет. О, кошечка, здравствуйте. Что скажете? Котики должны нами править, а не бог-фараон. Котики! Хотя они и так уже нами правят. Это правда, да. Такую мы фразу уже слышали. Я на самом деле вот что подумал. Мне бы побольше утенов, потому что посмотрите, сколько у меня сейчас денег. По-моему, это реально мой минимум. Если в сюжете мне надо будет кого-то подкупить, кому-то заплатить, типа там условно 50 утенов, то я буквально просру сюжет. Ну, то есть не то чтобы просру, но скорее всего это будет не самый лучший исход сюжета. Поэтому да, мне нужно нафармить деньги. Где нафармить деньги? Возможно, это квесты. А задание у нас при этом только в порту Нара. Здесь, по идее, предложить помощь я не могу. Да, все верно. Это немножко обидно, на самом деле, потому что тут этим торговцам я даже продать ничего не могу. То есть они буквально для меня сейчас немножко бесполезные. Все, что мне нужно... Подходите, самые редкие редкости со всего Мисра. Подходите, не пожалеете. Борис? О, черт. О, да уж, проклятая оспа моя. Ой, как же мне плохо. Пора, наверное, возвращаться на корабль. О, черт, мне плохо, мне плохо. Борис! Ты куда? Ну, корабль же там. Куда ты побежал, Бури? Ой. Нифига, так это я все правильно делаю. Так. А что это тут? Стоп, это не то, что я хочу, алло! Эй, Лолошка, я умоляю тебя, давай поговорим. Да, Лолошка, оставь меч, бога ради. Не надо, не делай этого. Давай поговорим. Хара, Бурис. Ну и надо было тебе устраивать эти таракани бега, а? Фу. Как же хорошо, что я ничего не сделал.
Ты не собираешься меня убивать, да? Нет! И слава богу, на самом... А, у меня тут есть выбор. Я убью каждого золотолицего. Одного за другим. Готовься к бою. Вау! Я думаю, то, что если я сейчас даже нажму, то он скажет, что стой, 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 у меня для тебя есть очень важная информация, я помогу тебе, бла-бла-бла. Но я, честно, не хочу этого нажимать, потому что априори за что мне угрожать Бурису? Я помню, я на самом деле узнал то, что последняя наша встреча была в 44-й серии, когда он и Акетра спорили о том, то, что месть — это ненормально. Ну, то есть, Бурис говорил о том, то, что не надо никому мстить, потому что месть пожирает тебя изнутри, а Акетра, наоборот, хотела отомстить. Вот. Лично для меня Бурис вообще ничего плохого не сделал, поэтому я даже не знаю... Чё, не буду я тебя убивать, не парься. Бурис, мы решили присоединиться к Тойфетуну. Я не стану убивать своего соратника. Я слишком давно тебя знаю, Бурис. За каждой твоей подлостью всегда лежит великая цель. Как это было, когда ты продал меня Акетре. Ну, да, допустим. Блин, а я, парень, вообще-то думал, что ты именно по этой причине и собираешься меня убить. Я отвратительный друг, Хара, я знаю это. Ой... Слушай, так раз уж ты не пытаешься меня прикончить, может пойдем поболтаем где-нибудь в другом месте? Окей, погнали. Что ж, слава богу, я с Бурисом ничего не сделал. Так. Сейчас, погоди-ка. Это Ой, мне. что? Угу. А вот это тебе, Лолошка. Держи. Алкоголь? Ты что, серьезно? Алкоголь на крыше? Я так уже пару раз падал, парень. Думаешь, я глаз потерял в какой-то жестокой битве? Только попробуй кому-нибудь рассказать об этом. Ладно, за мной. Что это? Яблочный сок. Окей. Мы на крыше, прикольно. Отсюда нар видно. Так, отсюда. Знаешь, в Нарфунесе мало мест, где можно побыть наедине с собой или же поговорить тет-а-тет. Я вот нашел для себя это место. Отсюда я могу видеть, что происходит в городе, но при этом никто меня не видит. А еще тут это, типа, ну, красиво. Ладно, парень, я знаю, что мы сюда не любоваться приперлись. Хра. Первое, что я тебе хочу сказать, Лолошка, я не врал тебе до этого. Ну, я про мои мысли о том, что все в Мистре устроено несправедливо. И что я хочу помогать беднякам, давать им шанс на лучшую жизнь. Вот. А вот про то, что я ничего не знаю про братство, я, ну да, может быть, немножко слукавил. Что? Немного? Ты серьезно? Да что ж ты начинаешь-то сразу, а, парень? О, да уж. С чего бы начать-то? В общем, Лолошка, я вообще-то и сам вышел из самых низов. Родился в деревне, в бедной семье. Настолько бедной, что почти все время нам было нечего есть. Все как всегда. У меня, знаешь, нет какой-то особенной истории. Было только сильнейшее желание выбраться из этой хоры и никогда туда больше не возвращаться. Я сбежал из дома, когда был еще совсем малышом. Мне было, наверное, лет 10. Хорошо, что я был не тупой и бежал по торговому пути. Так что, когда я выбился из сил, я не сгинул в никуда, а был спасен кочующим торговцем. Дакута. В этом была некая доля удачи, потому что песчаную бурю торговцы в убежищах пережидают. Но мой торговец был ужасно жадным. Поэтому он попёрся с товаром прямо в бурю. О, ничего себе история. Я не знаю, что побудило его отпоить меня водой, да и уж тем более взять меня с собой. Но прикинь, парень, он приютил меня. Взамен я тогда начал помогать ему с его лавкой. Торговец-то мой смекнул, что дети вызывают много жалости. И я стал его живой рекламой. А потом время шло. Из ребенка я превратился в обычного взрослого. И лавка торговца перестала быть особенной. Ага. Так. Тогда торговец прогнал меня. Мне было всего 15. Я
Я сейчас уже на самом деле плохо помню и торговца, и лавку. Ну знаешь, парень, это были хорошие, счастливые годы. Блин, офигеть. Такая история крутая. О, он обирает людей. Ты посмотри, вон он. Ой-ой-ой. Оттена. Поймали. Так, не поймали, он бежал. Видимо, сейчас расскажут о том, как он примкнул к золотым маскам, да? Потому что явно много времени прошло. Здесь ему 15, да? Ой. Здравствуйте. В тюрьму посадили. Так, ему все еще здесь 15, наверное. Ну а потом была череда неприятных инцидентов, о которых, честно говоря, сейчас даже рассказывать стыдно. В результате сложного и длительного поиска себя, я устроился матросом на корабль. Пески всегда манили меня, парень. Я видел в них возможности и романтику. Да, точно. Ты же у нас капитан корабля, я что-то совсем забыл об этом. Какой капитан, ты чё? Такой. Первое время, честно говоря, было очень сложновато. Но я набирался опыта, взрослел и все больше видел разных мест в Мисре. И все сильнее ужасался. О, так ты посмотри. Он тут уже лысеть начал. Ему тут уже далеко не 15 лет. В общем, к моменту, когда я поднялся до капитана, у меня были связи и друзья в любом уголке, где были люди. Я немедленно приступил к тому, что считал уже своей главной целью – давать людям шанс, которого не было у меня, парень. Ой. Ты же не думаешь, что все это время я возил беженцев по всему Мисру, приторговал безделушками на площади Нара и оставался абсолютно незаметным, а? Приток беженцев заметили через месяц, и всего лишь 2 моих плавания, а еще через месяц за мной пришли. Черт. В тот момент я был так напуган страшными людьми в масках, что почти ничего не понял, что они мне там говорили. А потом, когда до меня дошло, что они ждут от меня какого-то ответа, вроде даже, успокоился. Их болтовня про месть богам меня абсолютно не тронула, никак не заинтересовала. Когда они мне рассказали про их поиск огней, я даже рассмеялся. Я знал, что даже если огни существуют, каким бы это братство не было сильным, им до богов уж точно далеко. Им не добыть эти артефакты. От меня, знаешь, требовалось только находить им надежных людей. Да, вроде это они попросили. Они попросили устанавливать контакты. И тогда-то они были готовы закрывать глаза на все мои делишки. Это было предложение, от которого невозможно отказаться. Нет, я серьезно. Если бы я отказался, меня бы ждала казнь. У них тогда как раз погиб парень, который был до меня. Я не стал вдаваться в подробности. Просто примкнул к ним, да и все. А вообще, знаешь, меня жутко бесили и до сих пор жутко бесит эти чванливые выпендрежники, Лолошка. Все время между собой пытаются мериться влиятельностью, а? То, блин! Пытаются скрывать друг друга, кто они такие. Хотя, это же вычислить вообще несложно. Вот только Дана не такая. Дана, как и я, плевать хотела на все идеи братства, на их анонимность и прочие глупости. Дана — это самая сильная женщина, что я видел в своей жизни. Да чё уж там! Дана — это самая сильная среди всех людей, кого я знаю. Хитрая, изворотливая и при этом опасная убийца. Тайфетун все время грозится, что изгонит ее. Но поверь мне, парень, они никогда этого не сделают. У них есть рычаг давления на нее, это ее отец. Поэтому они могут держать ее в узде. Никто в здравом уме не лишится такой летальной силы. О, Ра, один ее обзи чего стоит, а? По секрету скажу тебе, я этого парня боюсь до хоры в подштанниках. Из грязи я стал членом тайного братства и влиятельным капитаном. А потом появился ты, Хара. Все карты мне смазал.
И я понял, что у тебя реально есть шанс собрать все огни, представляешь? В тебе есть что-то большее, чем просто способность мироходца, парень. Тебя как будто сами боги благословили на эти поиски, прикинь, а? И честно, я-то уж их понимаю. Сам тоже к тебе как-то прикипел, блин. Располагающий ты парень, что ли? Ть, не знаю, что это за магия такая, а? Ну вот, блин, долго получилось-то, да? История жизни старины Буриса от начала до конца. Делай с этим что хочешь. Блин, офигеть. Это реально огромная история. Так. Ну, по поводу Даны, на самом деле, он мне просто подтверждение дал. Я и так понимал то, что Дана, она сильно отличается от всего братства. И что же я могу сказать тебе? Ничего из твоей истории не оправдывает твоего предательства. Мы будем драться. Чего? Лолошка, ты с ума сошел? Ты придурок! Я передам братству, что ты ни во что не ставишь их цели. Уверен, им это не понравится. Это, кстати, хороший путь примкнуть к той Фетуну через Буриса. Ну нет, подожди. Теперь, когда у братства есть реальный шанс достичь своих целей, тебе нужно сделать выбор. Ты не можешь оставаться нейтральным. Ну давай вот это. Да, я понимаю, конечно, я и сам об этом думал, да. Но, черт, не ожидал, что ты так здраво будешь размышлять, а? Черт. Скучал я по разговорам с тобой. Ох, как же я скучал. Не стоило мне столько времени избегать тебя. Но пойми, мне было слишком стыдно. Я чувствую себя очень виноватым, что не сказал вам сразу. Я пытался играть сразу на 2 лагеря, и ты вот, собственно, видел, чем это обернулось. Братство представило к вам другого человека, а я только и рад был. Если бы ты меня не догнал сегодня, я, наверное, и дальше бы трусил. Не понравилось мне шпионить в пользу братства. Не понравилось мне врать друзьям. Уверен, что бы Салик вам там не болтал, вы не встанете на его сторону. И я буду на вашей стороне, Лолошка. Клянусь своим вторым глазом. Ха-ха. Хара, как же я рад, что мы наконец-то поговорили, а? Я понимаю, что сейчас вряд ли смог вернуть твое доверие. Так что хочу начать делами доказывать свою позицию. Ой. Пойдем. Что? Ты мне что-то дашь? Покажешь? Что такое? Ща, погоди, ты офигеешь. Ни хрена На! себе. Кажется, это чё? твое? Да ну! Меч путешественника. Один из огней. Легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Что? Если что, как я его нашел, история для другого раза. Мы и так тут что-то немного засиделись. Я же лавку-то без присмотра оставил. От ней уж, наверное, ничего даже не осталось. Слушай, парень, ты прости еще раз за все. Я загляну к вам в гости в ближайшее время и извинюсь перед остальными. О, черт. Окей. А куда ты? А, тут спуститься можно? Так, ребята, меч путешественника, охрень... Окей, он просто пропал. Или тут спусти... Погоди, чего? А как ты спустился? Я не понял. А мне как спуститься? Знаете, я вот сейчас вроде смотрю на предмет, а у меня такая скупая слеза идет, как будто я друга своего 1000 лет не видел. Обалдеть! Я могу о нем узнать, да? Будучи осколком временного парадокса, клинок воодушевляет владельца на приключения и путешествия по мультивселенной. Вот это описание, а! Так, широкий шаг. Ветер странствий. Почувствуйте тягу к приключениям. Зажатие ПКМ немедленно устремит вас в направлении взгляда. Улучшение повышает скорость полета. Боже, то самое. Погоди, дальше. Широкий шаг. Бодрящее подрагивание клинка в руке заставляет вас шагать проворнее. Находясь в правой руке, клинок повышает скорость передвижения и позволяет взбираться на препятствия. Улучшение повышает скорость и высоту шага. Высота взбирания 2 блока, скорость 3 блока в секунду. Вау! Это невероятно крутой меч, ребята. То есть вот, заметно, я его беру, и у меня прям ускорение появляется. Ну-ка. У-ху! Так, погоди, не забываем про стол. Стол обязательно забираем. И чё, протестируем, ребят? Давайте как-нибудь очень аккуратно, там, где есть вода. Мне очень нужна вода. Блин, а воды-то тут нет. О, есть идея. Мы сейчас очень аккуратно вот так вот спустимся. Так, вот здесь я, по-моему, не умру. Что? Погоди, я не получил урон?
Да ладно, этот меч теперь урон пожирает. Ну-ка. Ой, подожди, что я сделал? А, ты погляди, как он теперь работает! Офигеть! Ай-яй-яй-яй! Это намного лучше, чем было! То есть я могу это даже улучшить, и скорость тоже увеличится, да? Ну-ка, 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 сколько это стоит? Так, очки прокачки. Так, это получается вот так. Раз, два. Далее нажимаем. И все, теперь у меня 4 блока в секунду. Ну-ка, это забираем. И проверка. Вот, да-да-да-да-да-да, это реально быстрее. То есть я этот меч уже даже не ожидал увидеть. Я не ожидал то, что мы сможем его найти. А это у нас, оказывается, из описания не просто какой-то там огонь. Это осколок временного парадокса. То есть мои фразы про вселенную, стремящуюся к порядку, они звучат с каждым разом вроде все менее глупее и глупее, да? Единственное, не совсем понятно, как этот меч прокачивать. Типа, у него, получается, нету бога, у него нету статуи. Это буквально мой меч, понимаете? То есть, вот, получается, как выглядит 13-й огонь. И опять же, прокачать его с помощью бога мы не можем. Великий Ронос! Великий Ронос! Благослови нас справиться с честью с проклятыми сторонниками Монту! Благослови нас. Их самоуверенность и тщеславие — истинный яд на теле прекрасного Мисра. Ненависть горит в наших сердцах. Сила, дарованная тобой, не пропадет напрасно. Отправляйтесь, друзья. Найдите сторонника Монту, который порочит имя Роноса. Докажите ему, как он ошибается. Покажите, как сила много значит. Насколько она важнее труда! Да благослови нас Ронос! Эй, я тебя вижу. Лапуля, ты что, пришел помолиться в храм силы? Хм, похвально, похвально. Видел, как они готовы убивать и драться за своего бога? Хм. Да уж, бедные. Им никогда не понять, что боги давно их оставили. Ну ничего. Хорошего вечера. А, то есть ты сама не веришь в то, что говоришь? Политики. Ох уж эти политики. Что ж, в любом случае я пришел сюда статую проверить. А статуя по итогу, нет, не прокачает этот меч. Ну ладно. Но зато после такой встречи с Лейлой мне даже захотелось проверить другие здания. Ну-ка. Так, сюда не зайти, понятно. О, а что такое? Ну, тут как будто очевидно нельзя было зайти. Так, храмы, 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 храмы. Ой, чё я так медленно передвигаюсь? У меня же меч путешественника! Уиу! Хотя, в целом, можно просто вот так быстро с ним бегать. Пока что так, наверное, даже быстрее. Храм Кнефмтити. Тут кто? Тут никого, да? Пойдем еще в сладкого утенка зайдем, потому что мало ли там что-то тоже ждет. Всем привет! Тут кто-нибудь О, Джамиль! Так, поговорить. Джамиль. Не могу. Так, а с тобой? Бармен? Не могу. А, черт, с кем-нибудь, кто-нибудь какую-то, может, информацию скажет, или кто-то здесь из золотолицых сидит, нет? Ослиная моча, не пиво. Понятно. Глубоко. Хочу напомнить то, что мы вышли в город ради денег. Я вообще забыл уже об этом. Надо бы... Стоп. Погоди-ка. Блин, мне показалось, да, просто я думал, что я могу ее прокачать. Ну, то есть, через нее прокачать. А вообще, да, я приперся сюда ради денег, мне нужны деньги. Книги, заклинаний, зачарования, наложение чар. Сделаю быстро и недорого. Да-да-да, мне сейчас не надо, спасибо. Я и так на вас спустил 300 утенов в предыдущей серии. Мне надо, наверное, выполнить задание у... Бедняга, что с тобой? Давайте, наверное, кстати, у тебя и выполним. Ладно, иди сюда. Если у тебя будут скидки на пузырьки опыта, я только за. Так, кстати, ты сам-то что-то покупаешь? Нет. Алхимический свиток. Да, короче, предложить помощь давай. Ну ладно. Помощь, видимо, не нужна. А я, может быть, с вами могу? Блин, да, господи, чё ж вы все уходите? Стой. А чё я не могу никому помощь предложить? Ребята, а как деньги зарабатывать? Ну, короче, походу, единственный нормальный способ — это торговать через этого фермера. Потому что он уже прокачан, доверие, отношения, и нам надо продавать, кстати, что угодно. Картошка, картофель. Чё? В чем разница? Морковка, золотая морковка. Сколько? Ящик золотой морковки продать за 67? Так, погоди. Стоп. Берем золото, объединяем с морковкой и, по идее, получаем ящик, да? Да, ящик золотой моркови. Да ладно, я реально сейчас заработаю кучу-кучу. Я не могу в это поверить, просто не могу. Эй, парень! Сочнейшие томаты только у меня. Ну,
Да, я знаю. Давай я тебе продам. И я могу еще продать! Это же настолько много денег! Ладно, я понял, как можно добывать деньги. Все, запомнили. Ящики золотой моркови. Это имба. А пока что, наверное, возвращаемся к дому Акетры. Эй, ребята, что, убрались? О, Акет. ложка. Привет. Как прошел твой день? Я рада, что ты в порядке. Волновалась, когда пришла домой, а тебя все еще нет. Если что, в ремесленной школе все проблемы улажены. Ох. Правда, я так устала, просто до безумия. Спокойной ночи, Лолошка. А ты что, меня ждала? Это немного странно, но ладно. Может, ты меня с собой позовешь? О чем это я? Подожди, стоп. А, понятно, она даже дверь не открыла. Чтобы я случайно не забежал. Понятно, понятно. Здравствуйте. А кто-то еще дома есть? Сдерик, там, Хануф. По итогу никого здесь нет. В той стороне тоже. Видимо, все по своим комнатам. Что, получается, стол исследователя, меч путешественника? И прямо сейчас я реально могу потратить кучу скоробеев на то, чтобы это прокачать. Да. Да! Ха-ха-ха-ха! Сколько? 30 скоробеев я потратил. Итак, ветер странствий. О, кстати, у меня редкость всего лишь половина звезды. Если редкость будет больше, то, по идее, и скорость за каждый уровень тоже будет даваться больше. Давай попробуем. Я думаю, то, что сейчас мы сделаем, ну, не знаю, хотя бы там 2 звезды. Бам. Во, уже 5 блоков за первый уровень. Давай 4 звезды. Это 6 блоков за уровень. Охренеть. Так. Как же мне жестко везет, охренеть! Просто прокачивается. Все, я не буду больше пока что нажимать. 7 блоков. И это на первом уровне. Так, а прокачка даст мне 8. Ну-ка, давай проверим, как быстро это. Йоу! Сюда! И-хи-хи-ху! Ой. Ой. Я только сейчас понял, что я вылетел за дом Акетры. Впервые, кстати. Так, ладно, я не буду ломать ничего. Сори, возвращаемся. Напомню то, что у меча путешественника не просто много урона, но и огромная скорость атаки. Почти 5 ударов за секунду. А вообще, на этом я, наверное, буду постепенно заканчивать. Очень надеюсь, что вам понравился этот ролик. Господи, меч путешественника, у меня мурашки прям... А, как же он мне идеально подходит. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Это дает огромный буст мотивации не только мне, но и всей огромной команде в 29 человек. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Правда, спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Бурис и меч путешественника. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Эй, ты! Иди сюда! Что? Салман приветствую. Ты выкрал великий артефакт нашего покровителя. Я избавлюсь от тебя. What the fuck? Та-та-та, меч путешественника. Огонь, созданный временным парадоксом. Обалдеть. Так и мало того, что спустя примерно 70 видео этот артефакт вернулся ко мне, вернулся и Бурис. Оу, yeah. Сейчас все расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы играем с самим временем. Меч, которого никогда не должно было существовать в этой реальности, перекочевал в этот мир в самой первой серии, стал объектом неизведанной силы и спустя 65 видео вернулся ко мне. Неплохо отдохнули друг от друга. И знаете, я тут подумал, если меч является детищем временного парадокса, то в какой-то степени история, при которой я попадаю в египетский мир, также не могла произойти. Ведь описание меча подходит и мне. Ну, кроме того, что я огонь. Я не огонь, это точно. Если говорить проще, то когда-то давным-давно в одном из промежутков истории мой таймлайн, как Лолошки, исказило настолько, что, напомню, даже событий сезона «Голос времени» не должно было существовать. И несмотря даже на это, я еще раз переписал историю, удалил часть «Голоса времени», подумал, что да, парадокс исправлен, мы молодцы, а сейчас, спустя длительное время, понимаю. Чем дальше мы от той самой отправной точки, когда все началось, тем жестче корежит вселенную. То есть у нас появляется единственный очень важный вопрос.
А когда эта начальная точка парадокса началась? Сейчас, даже если посмотреть все сюжетные видео по всем сезонам, становится ясно, что мы не знаем, но при этом понимаем, что примерно до событий сезона «Голос времени». Фух. Радует, что, собирая историю по кусочкам, можно прийти к этому выводу. Надеюсь, вы все поняли. Ну и, кстати, еще кое-что. Мы с Бурисом пообщались. Именно он дал мне этот меч. Спасибо. В общем, до этой серии я заметил то, что тут Сдерик сидит, поэтому по-любому поговорим. Привет. Сдерик? Нет? Ну классика, ладно. Так, тогда может быть с кем-то другим. Абди, Хануф, Акетра. Нет, здесь получается... Что? Акетра в кладовке? Привет. Да, Лолошка, пожалуйста, не удивляйся, что я тут сижу. Я проснулась с утра, а у нас по дому разгуливает Дана. Да еще и с таким видом, что... Как же она меня раздражает, а? Я сегодня не в настроении участвовать в каких-то словесных перепалках. Как представлю, что она говорит что-то особенно колкое, а я при этом не нахожу, что ответить. О, ну нет уж. Лучше я буду прятаться здесь, в кладовке, чем проиграю словесную битву. Да черт, сама себя слышу и сама себе поражаюсь. Прятаться в собственном доме. Лолошка, ну у всех же бывают такие дни, когда не хочется ничего. Правда? Вот у меня сегодня такой день. Отойди-ка. Ой, ладно, я поняла. Походу, лучше вот здесь. Ты только не говори никому, что я тут спряталась. Ладно. Я соберусь силами и выйду сама. Просто попозже. Ну ладно. Хорошо. Леди Акетра и кладовка, и огромные синяки. Понял. На самом деле, с каждой серии все больше и больше заметно, что Леди Акетре все хуже и хуже. Сдерик, поговорим? Ой, сейчас, погоди-ка. Привет, Лулошка. Представляешь, вчера читал у себя в комнате до поздней ночи. Ну какая книга, а? Я, правда, в итоге встал всего полчаса назад, поэтому на завтрак... сейчас, вот это возьми. Да, я понимаю, не самый здоровый и полезный вариант, но зато вкусно. Блин, я, кстати, так свой не съел. Блин, ведь правда вкусно. И удобно. Можно есть и читать одновременно. Этот парень-изобретатель из книги был настоящим гением, не иначе. О, тут есть даже чертежи изделия, с помощью которого можно летать. Правда, с математикой у этого человека были явно проблемы. Я пересчитал его задумки. Такая конструкция без вариантов бы развалилась даже до взлета. Но сама амбиция, Лолошка, какова амбиция? Летать! Если когда-нибудь Акетра даст мне свое добро, я бы хотел попробовать что-нибудь сделать. Но, понятно, уже по моим расчетам. Мне кажется, у меня бы что-то да получилось. Потому что я несколько раз пересчитывал. Надеюсь, госпожа не будет злиться из-за слишком спешного завтрака. Хотя, я вообще еще не видел ее. Возможно, она вообще завтрак проспит. Поэтому это отличная возможность почитать еще. Хе-хе. Так, на чем я тут остановился? Ну понятно. То есть он, получается, в кладовке-то не был, он не знает то, что Акетра там. Господи, а сколько она там уже сидит? Всю ночь? Не-не-не, стоп, она сказала то, что проснулась с утра. И, кстати, она же сказала то, что здесь разгуливает Дана. Где? Дану я пока что не видел. Сюда зайти не получается. Хануф, привет. Поговорим? Не поговорим. Дана! Вы тут? Дана, черт возьми. О! Абди. Привет. Ой, вы меня напугали, Лулошка. Ой. Я пытался вымолить у Кнеф Мтити прощение за вчерашнее. А еще я хотел поговорить с вами. Как вы думаете, я смогу когда-нибудь стать нормальным человеком? Смогу ли я когда-нибудь быть с нормальным человеком? Со мной постоянно происходят вещи, которые заставляют меня себя ненавидеть. И я их делаю... Я понимаю, что я их делаю сам, потому что не умею по-другому. Потому что у меня в жизни не было по-другому. Я клянусь вам в верности, но потом, оказываюсь предателем. А когда решаю, что теперь-то я на верном пути, я срываюсь на вас так, когда научила меня срываться. Я постоянно жду, что мне скажут, что я должен делать, чувствовать и даже как себя вести.
А когда я принимаю решение самостоятельно, получается плохо. Я не хочу быть плохим человеком, но это же единственное, что я умею. Скажите, Лолошка, Хануф, то, что я к ней испытываю, это извращенное желание видеть в ней того, кто будет мной командовать, да? О, Абдишка, конечно, ты Абда! Тебе нужен кто-то сильный, кто будет все решать за тебя. Нет. Давайте мы все-таки добьем Абди, сделаем из него более самостоятельного человека. Нет, ты просто видишь в Хануф более опытного Абда и хочешь стать как она. Так, нет. Ты влюблен в нее, дурачок. Чувство, которое ты никак не можешь в себе понять, это влюбленность. Влюбленность? Влюбленность. Я могу любить? Я человек. Ложка, спасибо. Теперь мне все стало понятно. Я даже подумать не мог, что могу быть способен любить. Но это тепло на сердце, это желание заботиться, это желание защитить. Как же я сам этого раньше не понял? Только... А что мне теперь с этим делать-то? Как я буду показывать свою любовь? Нет, ладно, я что-нибудь придумаю. Да, точно. Я помолюсь к Нефмтити за Хануф. Пожалуйста. Ну что ж, вот так вот одно мое маленькое сообщение дало понять Абзи то, что оказывается он любит. Хотя мне кажется, что он не до конца это понял, потому что я по сути ему уже сколько? Десятки серий говорю о том, то, что ты теперь самостоятельный вообще-то. А он все не понимает и не понимает. Так что я даже думаю, что вот это его микропонятие, которое он только что испытал, на самом деле нифига не понятие. Уже через серию он снова такой: что же я чувствую, я не понимаю. Ну ладно, что-то я уже гиперболизирую. Эй, Хануф, может быть теперь поговорим? Нет, все еще не поговорим, кстати. Ладно, так, а что насчет Даны-то? Даны все еще нет. Может быть она здесь в саду? Нет. Наверное, об этом надо Акетре сказать, то что Дана ушла. На всякий случай сейчас вот это про... What the fuck? Ох, слушайте, она не просто не ушла. Дана? О, ну неужели кто-то решился подняться и поговорить со мной? Я уж думала, весь этаж будет предоставлен только мне. Знаешь, Абд, хорошо живет твоя госпожа, ничего не скажешь. Может быть, даже хочешь присоединиться? Ну чего ты так смотришь? Думаешь, я решила принять ванну с ядом? Серьезно? Это просто ароматические масла, хвойное дерево и эвкалипт. Ой. И расслабляет, и бодрит. У меня такая ванная была только на курорте. Но крыса всегда делал ее с морской водой. У него была какая-то глупая любовь к морской соли. Так что я прощаю тебя, что ты его прикончил. Ну а теперь все, давай, проваливай. У меня тут вообще-то вечеринка, и тебя не приглашали. Я все еще чувствую, как ты дышишь. Исчезни. Что ж, могу сказать то, что Дана никуда не уходила. А Кетра, сидите в кладовке. Так, может быть сейчас я могу с Хануф поговорить? Привет. О. Наконец-то. А я как раз хотела тебя начать искать. Лолошка, я знаю, что Халима часто была несправедлива к тебе. И меня очень расстраивало, что она ушла, а вы так и не разрешили ваших ссор. Но именно поэтому я кое-что для тебя сделала. Халиме бы это понравилось. Вот, держи. Что это? Шапка? Я дарю тебе это, и тем самым примиряю вас между миром живых и мертвых. Лолошка, спасибо, что принял этот дар. И спасибо за все, что ты делаешь ради госпожи и нас. Ну ладно, это все, что я хотела сказать. Понял. Ладно. Шапка. Когда надета на голову, ничего. Шапка. Ой, погоди. Оно что-то дало, не? По-моему, оно что-то дало. Комфорт! Блин, а что он дает? Я забыл. Забыл. По-моему, регенерацию ХП сильную, да? Ну, знаете ли, шапочка, конечно, шикарная, ничего не скажешь. Боже, Хануф, ты такая милая, спасибо. А в итоге что мне? Может быть, попробовать вернуться к Дане? Ну я так, на всякий случай попробую. Надеюсь, она меня не укокошит за это, не?
Все нормально? Ой. Ой, простите, водичку вам испортил. Да. Черт, ложка. Пожалуйста, только тихо. Знаете, у меня ощущение, что я не должен был это видеть. Но я пошел именно за Акетра и... Черт, что тут? Ты чё? Что это? Ты бы видела себя сейчас. Ты же у себя дома, женщина. Веди себя соответствующе. Ну, захотелось тебе перекусить на кухне. Так перекуси же с гордо поднятой головой. Не нужно этого стесняться. Я вот позволяю себе есть, когда захочу. Пока ты не продолжила, не хочешь ли ты объяснить, что ты вообще здесь забыла? А по моему костюму и мокрым волосам что, непонятно? Черт, Дана! Я сегодня не настроена на болтовню. Ой, тише, тише, тише. Поглядите-ка, наша богатая кошечка решила выпустить коготочки. Ладно, ладно, я вижу, ты действительно не в духе. А я-то хотела поговорить про огонь, который Бурис вчера отдал Лололошке. Что? Ложка, ты виделся с Бурисом? О, ты посмотри, а он что, не рассказывал тебе? Ой, получается, я сболтнула лишнего. Твои попытки нас поссорить смехотворны, Дана. Однако же, сейчас я переоденусь, и ты мне все расскажешь. Понятно, ложка? Виделся с Бурисом. Ну да, ну я вообще хотел рассказать, просто когда? Вот ты, тварина, а? Ты посмотри на себя. Ехидная вот эта вот улыбочка ее. Что? Ну, просто очаровательно. Ой. И ничего мне не скажешь, да? Ой. Ну что ж, получается, под дождем. Под дождем. Сдерик, кстати, пропал. Ханув... О, Абди идет. Ой, кстати, Абди и Дана. Ой, Абдишка, привет. Милый, для человека, который столько всего от меня получил, в себе слишком много злости. Дана, Да-да, что такое? злость — это единственное, чему ты меня научила. А ведь и то правда. Но я тебя так слишком хорошо знаю, Абдишка, так что тебе меня не одолеть. Даже не пытайся. Твои злобные зырканья прибереги для кого-нибудь другого. А ведь он и правда смотрит, ты погляди. Стоило отойти всего на пару минут. Эй, что здесь происходит? О, посмотрите-ка, как преобразилась. Ты что, для меня так нарядилась, да? Плевать. Ложка, рассказывай, что было вчера. Ай. Эй, подождите. А можно я? Можно я? Учительница. Вчера мой дорогой брат и по совместительству любовник Бурис пришел к Лолошке, чтобы покаяться. Должна признать, он искренне к вам привязан. О чем они там говорили, не имеет никакого значения. Самое главное, покажи. Да ладно. А, что это? Какому богу принадлежит этот огонь? Вот оно! Я в тебе не сомневалась, Акетра. Самый первый вопрос и тут же в точку. Так, ладно, мы вроде как готовы нормально поговорить, да? Ложка, в сторону. Ну, не томи уже. Ну ладно. Ни одному из богов. Что? Ни одному... Но ведь легенды. У каждого бога по 2 огня и... Да я знаю, Акетра. Те немногие, кто вообще об огнях задумываются, считают, что их всего 10. Но богов-то у нас в Мисре не 5, а 6. Ох, ты серьезно? Как бы кто ни называл нашего фараона, никакой он не бог. Какие речи ты произносишь, Акетра! Если бы кто-то из солдат Амара об этом узнал. Впрочем, ладно. У меня нет никакого желания на тебя доносить. Если и убивать, то своими руками, конечно. Такой у меня принцип. Тем более, знаешь, я с тобой согласна. И огней на самом деле не 10,
Не 12, а 13. 13? Откуда у тебя эта информация? Ну, как бы сказать... я просто невероятно умна и наблюдательна. В братстве со мной никто не согласен, но это из-за того, что они все идиоты. Мне достаточно было один раз побывать в отправлении, чтобы это понять. А? Что это? Что это за отправление? Для чего нужно это место? Эй, нет, так не пойдет. Информация за информацию. Бурис рассказал мне, что этот меч был у тебя еще до того, как ты оказался на Зеленом континенте. Да? Не хочешь ли ты рассказать, откуда он у тебя взялся? Ну... В самой первой серии этого сезона. Я так и скажу, да-да-да. Я нашел его в древних катакомбах в Мемфисатоне. Солгать. Бурис это все придумал. Откуда бы мечу у меня взяться? Солгать. Я не знаю, откуда он у меня, но я точно знаю, что это мой меч. Вот оно как. Я слышала, что у некоторых мироходцев такое бывает, но это не объясняет главного. Как этот меч оказался огнем Мисра? Ладно, приятно было провести с вами время. Да отойди Да? ты. Эй, стой, ты... Куда это ты направляешься? Эй, что ты позволяешь себе? Что за... Что, черт возьми, происходит? Узнал бы я, честно говоря, я сам не понял. Так. Я могу что-нибудь сказать на это? Ой, бляха-муха. Акетра, ну ты серьезно? Не пойду же я в купальнике по городу, правда? Ай, какие все-таки нервные и глупые. Глупые и нервные. Чао! Да. Куда? Ладно. Удивительно, но этот визит Даны оказался даже полезным. Мне нужно подумать над тем, что она рассказала. А будут ли какие-то указания? Ну ладно, Абди, а ты-то что-нибудь скажешь, может? Абди! Так, ладно, к Акетре зайти не могу, окей. Здесь у нас, получается, тоже никого. Может быть, Хануф? Сдерик? А куда они пропали-то, погоди? Они реально просто исчезли и все? Так, кстати, а вот эта кладовочка, ну-ка. Пустая, хорошо. А здесь... никого. Окей. Кстати, возможно, мне нужно за Даной выйти. Я не совсем это понял. Давай попробуем. Ну-ка. Дана. Нет, Дана. Так, получается, она нам рассказала про то, что ее золотая маска Бурис любовник. Ну, в целом, мы примерно до этого догадывались, да, потому что их взаимоотношения были немножко необычными. Да уж, немножко. Плюс Дана знает, что, оказывается, меч путешественника не огонь какого-либо бога. И она рассказала про то, что огней 13. Погоди, а еще раз, Акетра об этом не знала? Те немногие, кто вообще об огнях задумывается, считают, что их всего 10. Но богов-то у нас в Мисре не 5, а 6. И тут Акетра говорит, как бы кто ни называл нашего фараона, никакой он не бог. То есть, получается, все-таки Дана знает, что 13 огней в мире. Ё-моё. Чё за шум, ребят? А драки нет? Всем привет. Да ничего у нее не получится. Вы вообще видели эту девчонку, а? Тьфу. Получится. Она очень хваткая и умная. Не зря же она судья в комиссии 10 владык. Да, блин. Чё они там так долго-то, а? Эй, слушай, сбегай-ка, посмотри, что там происходит. На тебя никто внимания не обратит, я уверен. Куда? Подожди, еще раз. Ничего у нее не получится. Девчонка. Судья. Судья, это суд. Окей. Так, а я могу? Я могу. Всем привет. Ё-моё. Первый раз в этой локации. Прошу прощения. Люди, призываю вас к порядку. Я, судья в комиссии 10 владык, Хо-Хо, призываю всех замолчать. Спасибо. Мы собрались здесь, чтобы вынести приговор Табиту, подозреваемому в краже бессмертия у Казима. Я рассмотрела все приведенные обеими сторонами доказательства, приняла во внимание показания обвинения, а также слова свидетелей, и могу заключить, что Табит невиновен. Тихо в зале суда. Поскольку в Мисре не существует бессмертия, подозрения в краже беспочвенные. Дело закрыто. Смело.
А вы кто такая? Хо-хо. Можно еще успеть сходить. Ой, вы меня напугали. Так подкрались, прям как привидение. Вы что-то хотели? Простите, я вас не знаю. Вы со стороны обвинения? Не-не-не. Я просто восхищен тем, как вы разрешили это дело. Я... Что? Могу пригласить вас на кофе? Ну да. Вы меня очень смущаете. Я простая практикантка. Что же касается кофе, то сейчас у меня совсем нет времени, но если вы когда-нибудь будете на Лофу Сяньчжоу, то я с радостью... Ой, да уж. Вот, мне действительно пора. Хорошего дня. Ну ладно. Что ж, надо будет обязательно сгонять на Лофу Сяньчжоу, ведь это потрясающая локация в бесплатной кроссплатформенной RPG от создателей Genshin Impact! Honkai Star Rail. Игра, в которой можно играть где угодно, когда угодно, на ПК, на телефонах, на консолях, в том числе и 5-я PlayStation. Прогресс полностью синхронизируется, поэтому, закончив играть где-нибудь на компьютере, можно продолжить с того же места. С чего? Правильно, с телефона, где-нибудь в таксишке. В Honkai Star Rail вас ждет более 20 интересных персонажей со своими особенностями и историей. Помимо Хо-Хо, в новой версии 1.5 вам станут доступны персонажи Аргенти и Ханья, а также вернется всеми любимый Серебряный Волк. Абсолютно все персонажи в игре обладают различными способностями. Например, Хо-Хо, который мы только что встретили. Это у нас персонаж поддержки ветряного типа, идущий по пути изобилия. Мало того, что исцеляет, так еще и энергию ульты у союзников восстанавливает. Такой персонаж настоящая редкость. Залетайте в Honkai Star Rail прямо сейчас и познакомьтесь с новыми крутыми персонажами. А также активируйте промокод на 50 звездного нефрита. Вот он. И не забывай самое главное, ссылка в описании. А мы продолжаем. Но в любом случае, прямо сейчас у нас есть кое-что, что мы не сделали уже на протяжении сколько? 3-4 серий. Мы не потратили статуи богов. Прямо сейчас мы знаем то, что мы ходили в храм Гнев Мтити, прокачали лук, сходили в храм Роноса, прокачали клык Роноса, в храме Хэтентепа прокачали свиток правды, и у нас, получается, остается еще 2 бога. Значит, где-то есть храм Селиасет и где-то храм Монту. Храм Селиасет, по-моему, я не знаю, я не видел его ни разу, я там не был. Так, короче, я решил не томить самого себя и просто спросить, где находится статуя Селиасет, потому что иначе я могу это 20-30 минут искать. Храм Селиасет находится вот в этой части города. То есть, если мы пойдем сюда, то вот оно! Статуя, которая как раз светится. Так, погоди, а что мы можем прокачать? Это у нас только горн. Погоди, а какой у меня сейчас там уровень? На всякий случай проверяем. Нулевой! Все, тогда нормально, вообще, прям замечательно. Нулевой уровень как раз прокачиваем. Уровень артефакта увеличен. И проверяем, какой теперь? 5-й, 4-й, ну-ка. 3-й, ну ладно. Стихийный ритм, дикий ветер. Во, стихийный ритм по-любому надо прокачать. Разместите рог на земле и подуйте в него, чтобы запустить цепочку мощных воздушных волн. Сейчас перезарядка 56 секунд, и это нереально дофига. Именно поэтому мы... не можем, потому что у меня нет опыта, черт! Погоди, у меня же пузырьки опыта есть. Итак, повышение уровня, перезарядка становится 53 секунды. Давай... еще и 135 опыта надо. Да, окей, без проблем. Прокачиваем. И перезарядка 47 секунд. Количество волн 5. Было, по-моему, 2. И черт возьми, это реально теперь, годный артефакт. Прям реально годный. Ну-ка. Так, давай. Уф. Ну хорошо, Сотрясаем город. Все, перезарядка началась. Та-дам! Все, перезарядилось. Забираем. Стол исследователя тоже забираем. И у нас остается только одна статуя, которую я не использовал. По-моему, это статуя Монту. Вот оно. То самое место, где когда-то давным-давно мы прятались со Сдериком, помните? Да, здесь, получается, был Салман Муджалид. И прямо сейчас, чтобы хоть как-то прокачаться, нам получается... ты! Иди сюда! Что? Салман Муджалид... Приветствую. Да как ты смеешь ходить своими мерзкими ногами рядом со святыней великого Монту? А я ведь считал, что из тебя получится хороший, достойный сторонник. Но нет. Ты выкрал великий артефакт нашего покровителя, разрушил целый остров,
И после этого ты ведешь себя так, будто тебе это позволено? Никто не имеет права прикасаться к священному молоту. Только истинным верующим может быть даровано это право. Вот так встреча. Так, ну, понятно, что Салман обо мне знает, потому что он был на совете Тоев и Тунцев, он же один из золотых масок. И кто этот истинный верующий? Ты, что ли? Салман Муджалид, простите, пожалуйста, я просто не ведал, что творю. Как мне искупить свою вину? Для того, кто ненавидит богов, ты что-то слишком много им поклоняешься. А ведь, кстати, правда. Золотолицы, они же ненавидят богов. Ну, давай. Ты что-то слишком много поклоняешься тем, кого ненавидишь. Я презираю этих презренных мелочных псевдобашков, потому что только Монту обладает настоящей силой. Мы отомстим Роносу, отомстим Кнефмтити, Селиасет и Хетентепу, и тогда Монту вознесется. Тойфетун не ведает настоящей власти Монту, но когда огни зажгутся, они увидят, они все поймут, как же они ошибались. А ты сбиваешь их с нужного пути. Ты добыл мерзкий клык тупого красногривого. И теперь ты, наверное, считаешь, что тебе все можно, да? Нет! Я избавлюсь от тебя. Я помогу ему видеть. Что? What the fuck? Салман Мудж... Какого черта? Презренный сторонник Роноса. Етить, колотить, что происходит? Тихо, успокойся, Салман. Так, ладно, это то, чего я явно не ожидал. Таким, как Мне ты. прямо сейчас, кстати, дали эффект. Тот самый, помните? Египетская сила. Да, осталось перезарядки 1180 секунд. О, ты можешь забираться, что? Черт возьми! Так, тихо, аккуратно. Салман. Ой, не зря я полет прокачал. Как же не зря я полет прокачал. Эй, может быть, все... Я понял, не поговорим. Может быть, все-таки не поговорим. Так, тихо. Все, нормально. Все. Бляха! Нет! Я сейчас умру. Нормально, живем. Жить. Как его убивать-то? Это же Unreal, он слишком сильный, без шуток. Кто же, мать его, знал то, что, оказывается, с Салманом Муджалидом можно будет сразиться с золотой маской? Вообще, мне кажется, что если я сейчас умру, то сейфпоинт будет. Давайте попробуем. Да. Все, я умер, и заново битва начинается. Я думаю, то, что лучше с самого начала начать. Мы сейчас вот так вот заберемся. Так, хорошо. Давай, иди сюда. Давай. Тихо, молодой. Давай. Да куда ты убегаешь? Куда? Давай сюда. Получай. Валим, змеюки. Ой, как же хорошо, что я полет прокачал. Как же я люблю себя за это, а? Что? Вы получили 2 сердца? Но я не получил 2 сердца. Это потому что у меня гаснущая искра, ну конечно. Погоди, так у меня ж клык Роноса есть. Вот так вот сделаем. Черт, я не туда стрельнул. Ай, больно. Салман, ты куда делся? Вон он, на крыше. Так, куда? Сюда. О, ни хрена, как он умеет. Стой. Вот тебе. На! О! Охренеть. А как убивать того, кого невозможно убить, ребята? Как его убивать? Ой-ой-ой, погоди. Он застрял. Только заметили? Каждый раз, когда я его бью, у меня хп теряется. Да нет, он реально застрял. Слушайте, я вам так скажу, у меня ощущение, что я его не могу победить. Невозможно убить того, кто, во-первых, вот так вот регенерирует, когда его не бьешь, а во-вторых, того, кто убивает тебя за 2 удара примерно. У меня нет столько регенерации, поэтому я сейчас честно доволен, то, что он застрял. Не сочтите меня за любителя багов, но конкретно сейчас я обожаю вот этот баг. Он, видимо, меня просто за костром не видит. Вот так побеждаются золотолицые, ребята. Костер против Салмана Муджалида. Кто же выиграет? И... прощай! Теперь ты меня по-настоящему разозлил. Пора тебе познакомиться с моей подругой. Что? У него хп восстановились. Эй, стоп! Ты куда? У меня 0 хп, если что. Я не хочу, чтобы заново босс-файт шел. Ты куда? Что происходит? Я не вывезу такое! У меня 0 хп, буквально 0. Так, срочно, яблоки кушаем. Что? Какие 2 хп? Вот давали бы мне эти 2 хп, я бы только так забыл, честно. Так, ладно. Покажите мне еще раз.
Писец. Обалдеть. Так, давай. Ай, 1000 хп. Сколько? 1000. Стоп, а у меня в свитке правды может быть регенерация есть? О, есть, кстати, сопротивление. Сопротивление это прикольно. Блин, походу все-таки регенерации нет. Тогда мы, скорее всего, возьмем сопротивление, порегенерируем и сейчас поставим Горн Селиасет. Поехали. Пам-пам-пам-пам-пам. Все, оглушаемся. Оглушаемся. Ой, куда? Она оглушилась! А ну, это реально работает! Так, тихо. Так, давай, хорошо. У меня такая быстрая скорость атаки с этим мечом. Обалдеть. Просто я могу махать левой кнопкой мыши туда-сюда. Все. Кончилось. Хорошо, тактика работает. Короче, все, что нам нужно, это Горн Селиасет перезаряжать. И еще мне нужно постоянно находить где-то еду. Вот, еда. Плевать. Прости, город. Мне придется это сделать. Томаты. Отличная еда, шикарная. О, да какие 2 сердца? Не дают мне эти 2 сердца, отстаньте от меня. А если я луком, кстати, стрельну? Куда? Куда ты в горн стреляешь, тупица? Сопротивление, кстати, и правда помогает, меньше урона наносится. Все, мы ее оглушаем. Хорошо. Отлично. Ай, как хорошо, что я прокачался. Остается последний рывок, ребята. Ну давай, тварина, давай! Пошел. О, тихо. Так, хорошо. Нет! Невозможно! Меня направляет сам Монту! Ты не мог победить! Я не смирюсь с этим, нет уж! Да заткнись ты. Ой. Эй. Чел. Я же пошутил. Маска Верховного Жреца Бога Монту. Легкая маска, выполнена из чистого золота, инкрустирована драгоценными камнями. За такую тонкую работу некоторые коллекционеры отдали бы половину своего состояния. Ой. Ой, да, слушайте, у него реально в теле какие-то штуки ядовитые, которые отравляют, если ты его бьешь. Слушайте, а то, что сейчас ничего не происходит, это окей? Я просто... Ну, то есть я его должен был убить, да? И он должен был что-то договорить? Ребята, все окей. Оказывается, то, что мы видим сейчас перед собой, это более чем окей. Но в то же время, оказывается, мне нужно было все-таки заранее прокачать молот Монту, например. Ну что, я теперь, получается, даже не могу воспользоваться этим, да? Маска Верховного Жреца. Я могу ее надеть? Я не могу ее надеть, кстати. То есть, как бы я сильно не хотел, не надевается. Мне, наверное, показать ее кому-то надо. Я убил Золотолицего, черт возьми. До меня вот просто доходит это так с трудом и с натяжкой. То есть, если я сейчас вот это вот включу, то... Салман Муджалид. Голова, верховный жрец бога Монту. Служит в Нарфанисе. Желает вознесения Монту над остальными богами. Ликвидирован. Ну что ж, ребята, на такой позитивной, креативной ноте мы будем постепенно заканчивать. Я своей мега-супер шапочки смог одолеть огроменную змеюку. Так вот, оказывается, кто хранился у него в этой пещере. Хотя тут есть еще какой-то проход, но, видимо, он закрыт. Да, он скармливал трупы этой змеюки. Знаете, это максимально невероятный финал, который может быть у серий. Вот просто самый неочевидный. Ликвидация золотой маски. Я надеюсь, что вы не меньше моего удивлены этому. И надеюсь, что вам нравится этот сезон. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Я вообще в афиге. В афиге. Надо переспать с этой мыслью. Надеюсь, что вы не забыли про ваши маленькие нажатия, которые дают огромный буст к мотивации. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол-Ложка и... ликвидированная золотая маска. Всем удачи, всем пока. Пока. Эй, парень, тебе крышка. Печально, конечно, что не я тебя прикончу, а оставшиеся верховные жрецы, но... Какая разница? Тебе же конец. Что? Этот Абд был свидетелем кары. Он трусливо прятался неподалеку. Салман Муджалид, золотая маска, ликвидирован. Дамы и господа, официально трагически погиб один из лидеров тайного общества Той Фетун. Как же так вышло-то? Ай-яй-яй-яй. Надеюсь, это не Лоло-Ложка одолел его при помощи нового меча. Надеюсь, нет. Короче, никому ни слова. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лоло-Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали!
Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы показали силу. Рассказываю коротко и понятно. Иду я такой молиться всем богам, хочу прокачать огни, и тут бам, у храма Монту на меня выходит один из лидеров Тойфетуна, Салман Муджалид. Я ему «Здравствуйте», а он мне «Рот закрой, грязный приспешник других богов и осквернитель молота Монту». Я даже ответить ничего не успел, как он на меня напал, и завязалась драка. Не-не-не, завязалась битва. Скажу честно, эффект погасшей искры ощущается не просто сильно, а пипец как сильно. Если бы Салман в один момент не забагал, я бы в жизни его не одолел, клянусь. Но, помимо этого, я еще не только с Салманом сразился, но и его питомцем, огромной змеюкой. В общем, еле-еле победили и противника добили. С Салмана Муджалида выпала его драгоценная маска, которую я, кстати, еще никому не показывал. Я даже больше скажу, вроде как сейчас никто не знает, что именно я причастен к убийству Золотой Маски. Я на это очень надеюсь. Учитывая наши натянутые отношения с братством и вставленный скоробей мне в спину, наверное, пока что надо молчать, да? Молчим. Хотя, в то же время, своей команде я обязательно расскажу. Только, кстати, где моя команда? Hello! Вы что, кушаете? Привет? Нет? А, реально? Никого нет, это уже странно, погоди-ка. Леди Акетра, не зайти. Гостевая, тоже не зайти. И получается, у статуи тоже никого. А что происходит-то? Все спят, что ли? Так, а выйти-то я хотя бы могу? О, так я и выйти не могу. Ага, видимо, я понял, что мне нужно делать. Пойти самому поспать, да? Обязательно все ненужное убираем и спать. Опа, а кто это тут у нас? Эй, парень, тебе крышка. Что? Ой, не могу, ты такой тупой, а? Так, не понял. Ты просто самый идиот из всех дуралеев, что я видела. Не могу. Ой. Печально, конечно, что не я тебя прикончу, а оставшиеся верховные жрецы, но... Какая разница? Тебе же конец. Ой. Вот умора-то, а. Просто взял и сделал... Эй, сестра, довольно. Да. Ты, за мной. Так, ну я-то в целом понял, почему ко мне пришли. Погоди, то есть кто-то видел? Кто-то реально узнал то, что я убил Салмана? Да ё-моё, а! Не, ну я как бы понимал то, что все не может быть так просто. Но не в следующей же серии, черт возьми. Ну что такое, а? Все нормально, ребят, я справлюсь. Эй, Лолошка, что происходит? Все в порядке. Куда тебе? После вас. Да. Так, а мне... А, да, мне тоже надо, я понял. На всякий случай. Ой, это же ты убил Салмана. А есть смысл вообще говорить «нет»? Такое ощущение, что это не к хорошим последствиям приведет. Да, раз уж они за мной пришли, да. Ой, идиот, и правда. Сложно признавать, но да... то есть, сестра права. Ты слышал? Она сказала имя. Что? Она чуть не сказала Ну имя. что у вас опять? Хватит уже! Даже Акетра над вами посмеялась, достали! Брат, сестра, брат. Тьфу, надоело! Этот Абд вообще владеет свитком правды! Вы что, забыли? О, точно. Свиток правды. Что? Зачем ты ему... Ладно, я поняла тебя. Фу. Плевать, я продолжу. В городе хаос. Сторонники Монту решили, что Салмана убили сторонники Роноса. Солдаты Амара почти ничего не могут сделать, потому что они сами в большинстве своем роносовцы. Лавки закрыты, школы закрыты. Жители либо вышли на улицы, либо сидят по домам и боятся. Ой. Но мы здесь не за этим. Не за этим. Не за этим. Как ты смеешь идти против братства? Неужели ты не понимаешь, чем рискуешь? Почему ты убил Салмана? О, господи. Как вы поняли это? А, ну я ж в целом и так это уже подтвердил. Чего? Вызвать на бой? Не, я с одним-то еле справился. Они тут явно не простачки, я прям уверен. Как бы они по-простому не выглядели, они явно не простачки. Странный вопрос. Вас ждет то же самое, моя цель — уничтожение Тойфетуна. Короче, да, это я не нажму. Вы всей толпой пришли сюда, чтобы задать мне этот вопрос?
Серьезно? Но он первый напал. Я просто защищался. Давай вот это. Вы всей толпой пришли сюда, чтобы задать этот единственный вопрос? Что? Я же говорила вам, запугивание ваше не прокатит. Ой. Знаете, посмотреть так, да этот олух поумнее вас, идиотов, будет. Ну как ты смеешь говорить Ой, просто? да тихо ты. Ай. Лолошка, дай угадаю. Ты ночью застал этого фанатика в храме за очередными стенаниями во славу Монту, верно? А этот полоумный решил, что ты его враг, ну не знаю, из-за клыка Роноса, например. Или же он решил, что ты недостоин носить молот Монту, и потом просто запустил своих змеек с тобой поиграться. Так ведь? Да, буквально так все и было. Офигеть. Примерно так и было. Да, я видел много свидетельств фанатичности Салмана Муджалида. Его письма, его речи. Удивительно, что вы не убили его сами. Кстати, правда, мы читали всякие разные записки, мы видели, как он общается. Это же прям, ну, фанатик. Да нет, я просто решил начать с самого слабого из вас. Солгать при этом, то есть не запугать? О, ну давайте вот это. Я видел много свидетельств фанатичности Салмана Муджалида. Его письма, его речи. Удивительно, что вы сами его не убили. Ну да, ну да. Знаешь ли, идеология Салмана была несколько... Какой? Неправильный? Да, неправильный. Слушай, сестра, довольно расспросов. Это же уже не важно. Салман не смог отказаться от служения Монту во имя интересов братства. Он был слаб. Не смог принять главенство человека над Богом. Но вообще, я хочу сказать, что мы здесь слишком задержались. Пора уходить. Да, брат прав. И мы пришли сюда лишь удостовериться, что ты не наделал глупостей. Сестра убеждала нас в этом. Да, сестра? Но теперь мы вроде как и сами уверились. Идем же с нами, носитель розы. Брат, и свитка тоже. И клыка Роноса. Ага, смотри-ка. О, ты посмотри на них. Как легко их заставить тебе нравиться. Мешки с хорой. Все утро убеждали меня, что я должна тебя запугать. Иначе ты не будешь говорить. О своем покойном брате говорят так, будто сами не чтят своих богов. Работа у них, видите ли, такая. Видимо, ничего не поделаешь. Идем. Там сейчас будет такое шоу, не представляешь. Что они? Типа, не знаю, захоронение Салмана или что? Ой. Не просто шоу, я понял, ладно. Какое захоронение, о чем это я? А это все из-за вас, глупые роносовцы. Что ты сейчас сказал, тупой Монту? Завали рот. Это что? Напряжение Что ты мне какое-то, сделаешь, а? ребятушки. Если бы тут не было стражи, я тебе показал, что я сделал. Всем молчать! Верховные жрицы здесь! Они разрешат ваши споры! Если вы не замолчите, споры буду решать уже я. Да, ладно. Да. Ну, вроде помогло, да? Вам слово, жрецы. Помогло? Ну, мы тут, наверное, вот так отсюда сверху будем наблюдать. Ой, ну какая же это все показуха, а? Но знаешь, кажется, они в пылу своей важности забыли тебе кое-что показать. Трудолюбивый народ Монту, я, верховная жрица Роноса, обращаюсь к вам. Неужели вы не видите? Молотоносный бог счел вашего жреца недостойным. Только что это было оскорбление. Да конечно, конечно! Говори тут нам! Вам, красногривым, легко оправдывать убийство! Да, вот именно! Тем более, когда оно на вашей совести! Тебя бы убили! Уверен, уважаемый Салман Муджалид не толкал бы такие богохульные речи! Да! Ну и чего же вы хотите? Справедливости! Да! А еще возмездие! Возмездие! А также искупление! Искупление! Кровь за кровь! Кровь за кровь? Ну что же, если это то, чего вы хотите, дерзайте. Давайте. Мы, сторонники Роноса, ставим силу и честь превыше всего. Но...
Вы обвиняете мою паству в преступлении, которого они не совершали. Требуете крови невинных. Не удивляйтесь, если эта кровь будет вашей. Поймите, жители, остальные верховные жрецы тоже уверены, что сторонники Роноса не причастны. Именно, братья и сестры! Салман Муджалид угодил в объятия Кнеф Мтити не от руки человека! Именно, это была кара. Дети мои, я поговорила с великим Амаром. Раны на теле Салмана не могли быть нанесены человеком. Что это она говорит? Человеком? можно Что? верить. Но как так? Я надеялся, что эта великая Лейла пришла его наконец-то Да я и- вообще думал, что это... Да, ну, кара, серьезно? Реально, божественная кара! Ха! Ха, Лейлу никогда не постигнет кара, ведь она следует учениям Роноса. Это клевета! Да. Наша жрица достойнейшая. Повторяю, это клевета! Мы не верим! Мы верим в Монту! Да, давай, поговори мне, поговори. Так может пора поверить в настоящего бога и... Тихо! Этот Абд был свидетелем кары. Он трусливо прятался неподалеку. Да, и видел, как Салмана растерзал красногривый лев зубами из чистого ауритеха! И хвостом, как у Скорпиона. Да? Подождите-ка, твой упрямый лик мне знаком, Абд. Что ты видел? Рассказывай. А черт возьми, чё я-то? Зачем? Ладно. Сейчас, окей. Ну, меня тут, по крайней мере, выгораживают, потому что явно не хотят, чтобы город взбунтовался. Пу-пу-пу. Рассказать правду. Ого! Рассказать в красках о каре, постигшей Салмана. Коротко подтвердить слова Лейлы и жрецов. Ну, давай мы всех заставим верить, то, что это кара была, да. Это кара. Это была кара. Друзья, я проходил мимо храма Монту, когда услышал богохульные речи Салмана. Он говорил не о величии Монту. Он принижал Роноса и просил кары для его последователей. Я тогда испугался и скрылся в куче мусора неподалеку, когда Салман вышел из храма. И тут... из ниоткуда, буквально, появляется зверь, каких я никогда не видел. Голова льва. Хвост ядовитый и мощный, как у Скорпиона. И крылья, да, у него еще были крылья. А зубы белые, с зеленым отливом. Салман тут же упал на колени, стал умолять Роноса о прощении. Но было уже поздно. Зверь схватил его и сомкнул челюсти. И все. Затем зверь исчез так же быстро, как и появился. А я бежал так быстро, как только мог. Вот. Так и все А, и было, да? Это что, рассчитываешь, что мы так просто в это поверим? Да, ты заодно с роносовцами. Вот именно, точно. Мы не верим тебе. Какие еще кары за правду? Эй, а знаете, я ему верю. Это же Лолошка, Абда леди Акетры. Ну, кстати, да. Это он помог моему кузену на шахтерских. Кстати, да. Он же там еще и шахту от диких чудищ избавил. Вряд ли бы верховные жрецы притащили его сюда, если бы они сомневались в его словах. Ну, блин, знаете, я еще слышал, что он еще на Гизире бедным помогал. О, да, точно. А в Мемфисатоне его госпожа вообще дела наладила. Народ, что в итоге? Мы, получается, ему верим? Я верю, я тоже верю верю. Лолошке. Да, верите, конечно. Ну вот, наконец-то. Рада, что вы осознали, что было на самом деле. Никогда нельзя забывать, что надо быть крепкими в своей вере. И никогда не обращать свой гнев против богов, а не против неверующих. Ронос покарал Салмана за то, что тот вместо вознесения молитв Монту решил, что имеет право просить о наказании для бога. Воистину могуч и велик Ронос. Но Ронос еще и справедлив. Как вы знаете, до выступления бога фараона осталось меньше недели. До этого будут отменены все турниры, празднества и службы Роносу. Но подожди, как так? Это ведь не мы виноваты, это ведь несправедливо! Почему? Тихо!
Тихо, я сказала. Службы Хэтентепу тоже будут отменены. И Селиасет, дети мои. Да, друзья, единственная служба, что пройдет до выступления величайшего бога фараона, будет погребальная служба по Салману Джалиду, верховному жрецу бога Монту. Пройдет она завтра. Приглашены сторонники всех богов. Послушайте меня. Я также объявляю, что убившие сторонников Роноса и Монту сегодня прощены. Нет нужды добавлять страданий к и так великому горю. А теперь разошлись! Приказ фараона! Вот так вот, а. Слово Аль-Мухари. Дождь? Надо же. А ловко ты историю выдумал. Знаешь, крылья, конечно, были лишними, на мой взгляд. Но скажи-ка мне, Лолошка, как ты думаешь, боги, они реальные? Подожди, а ты не знаешь? Ты не знаешь про то, что боги реальные или нет? Вау! Ну, вообще, да. Почему-то хочется тебе верить. Но я не стану. Все это, знаешь, как-то слишком просто. Скажи мне, каково это быть лишенным твоей самой большой силы, когда ты больше не мироходец, когда привязан лишь к одной реальности? Каково это тебе, чувство беспомощности? Слушай, ты что хочешь от меня? Знаешь, Дана, я никогда не задумывался об этом, потому что я просто живу. Дана, ты это говоришь только для того, чтобы задеть меня. Не выйдет. О, это ужасно. Как быть запертым в клетке. Солгать, кстати. Ну, я просто живу. Вот как. Честно, ничего не скажешь. Я плевать хотел на твои романтические речи. Ты что, серьезно? Ой, нужен ты мне. Буриса навести, он у себя на корабле. Все еще переживает после вашего разговора, прикинь? Он так и не набрался смелости посмотреть в глаза остальным. Дуралея. Чао! Ты куда? А, вот так вот. Неплохо мы всех развели, да? Мне почему-то кажется, что... Да нормально мы все сделали. Если бы я рассказал правду, то такая б задница была. То есть это не плюс тоефетунцам, не плюс мне. Мне сейчас нужно аккуратненько дождаться Джодаха. Джодах, отправление и 13 огней. Да. Все. Так, только у меня, знаете, вопрос. Какого черта мы на крыше, а? Давайте спустимся. И мне Дана сказала про Буриса, да? Сейчас, погоди. Прежде чем мы пойдем к Бурису, пойдем снова на площадь, посмотрим, что там изменилось. Ой, и вот сюда тоже зайдем. Тут у нас ничего, ладно. Итак, площадь. Ага, ничего. Ладно. Ничего тут уже нет. Да, все. Рассосалась толпа. Так, и в любом случае, Дана сказала мне то, что нужно пойти к Бурису, да? Бурис вроде как у нас в порту. Я вот только не совсем понимаю, о чем мне ему сказать-то? Ну, типа, эй, Бурис, да ладно тебе, давай. Веди себя как обычно. Эй, парень! Наши томаты, взрыв вкуса в каждом кусочке! Сочнейшие томаты только у меня! Садись за стол с лучшими томатами в Мисре! Томаты, которые заставят вас возвращаться снова и снова! Вот этого я не ожидал, что? А пообщаться в итоге можем? Так, тут у нас ничего не поменялось. Отношение доверия осталось. Сноп сена за 2. То есть просто фраза добавил. А я вообще был в шоке сейчас, честно говоря. Так, Бурис. О, что-то кушает. Эй, Бурис. Да, присаживайся. Окей. Кушай. Ой. Вот, хара. Лолошка, любишь же ты дел натворить, а? Даже я за всю свою жизнь столько не наворотил, сколько ты за полгода здесь. Тут ты, блин, а? Ну да, есть такое во мне. А что поделать-то? Ну, ложкинская сущность. О, я не был сильно удивлен тому, что ты мироходец, тому, что огни направо и налево собираешь, но то, что ты Дану смог впечатлить, о, пожалуй, за это я тебе должное готов отдать, да. Знаешь, тогда, когда я за ядом плавал, я для свидания его брал, потому что Дана была зла, хотел просто порадовать ее.
Женщины, сам понимаешь, тонкое дело. Нам с тобой в этом плане повезло, Хара. Мне досталось самое сильное, а вот тебе единственная мироходка Мисра, да. А чё ты на меня так смотришь-то? У нас вообще-то реестр. Как и у городского начальства, реестр масок верховных жрецов. Салмана, кстати, нашли без маски. У тебя ее нет случайно, а? А то я бы прикупил. За 2000 утенов-то, а? Ну как старый добрый, Лолошка. Я если чё, серьезно. Продашь? Да, подожди, прям вот, прям серьезно? А тебе зачем? Да, знаешь ли, привычка коллекционера, не более. Мне-то скрывать нечего. Ну, теперь уже как бы... Да, короче, что в итоге, продашь? А с чего ты уверен, что она у меня, а? Забирай просто так, протянуть маску. По рукам протянуть маску. Хара тебе в рожу, Бурис. Обмануть меня задумал. Да она 1005 стоит. Закрыто! То есть я мог узнать где-то, что такая маска стоит примерно 1005, и потом это... черт! Но я не могу этого нажать. То есть я попробую, конечно. Да, нельзя нажать, потому что замочек сраный. Мне кажется, что если я протяну маску за просто так, то у меня с ним повысится отношение на все 100. Но так как у меня и так с ним более-менее нормальные отношения, давайте по рукам за 2000 утенов. Ну-ка. Опа. 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 Да, деньги. 2000 утенов? Черт! Ну 5000 мог А заработать. теперь, во имя великого бога Монту, проваливай, Хара тебе в лицо. Черт, это было приятно. Подожди, все? А куда ты эту маску, интересно? Да иди ты уже. Слушай, я обязательно соберусь силами и загляну к вам когда-нибудь. Клянусь. И вообще, спасибо, что пришел. Пока. Так, зайти я, кстати, не могу к нему. Что ж, мы избавились от главной улики, так еще и кучу бабла заработали. 2000 утенов. Но было бы, конечно, реально приятно, если бы я смог заработать 5000. Вот это было бы просто имбово. В порту мне уже делать нечего, поэтому давайте телепортируемся домой. Hello, кто-нибудь дома? Давай, Абди, Акетра, давай, Абди. Вот там- это тренировка. Хорошо, Абди. Молодец. Нифига у вас тут. Спасибо, госпожа. О, ну ладно, все. На сегодня хватит. Всем спать. А мне что-нибудь скажешь? Я видел ее на площади. Ой. Лолошка, я была сегодня там, в толпе. Я видел тебя. Если что, вот кадр сейчас, видите, справа, вон она стоит и как будто фейспалм кидает. Да, я ее в самом начале еще заметил, когда сам речь зачитывал. В общем, я понимаю, как тебе было тяжело. Но и мне тоже тяжело было увидеть тебя таким. Я иду спать. Тебе советую того же. Поговорим завтра. Ну, да, вот такой вот я. Немножко поврал. Но мне кажется, что я сделал правильно. Я, ну, хотя бы репутацию не потерял, да? Сейчас на всякий случай проверим. Так, Акетра, Шкала отношений с Акетрой-то на самом деле не такая уж и серьезная, что ли. Но, видимо, это не тот персонаж, у которого это важно. То есть, понимаете, это скорее важно для каких-то сайд-квестов. Вот что я заметил. Поговорим завтра, так поговорим завтра. Что ж, мы вроде бы выкрутились. Никто никого казнить не собирается. Я вроде как не при делах, так еще и бабло заработал. От улик избавились. И... на этом я буду постепенно заканчивать. Ребят, совсем недавно на мироходец.ру вышел эксклюзивный шарф. Мой собственный шарф, который прямо сейчас уже можно приобрести. Переходите по ссылке в описании. А самое главное, вышла эксклюзивная футболка «Вселенная стремится к порядку». Дополнительных пополнений не будет, поэтому если вы сейчас можете зайти на сайт и увидеть, что товар есть в наличии, ну, вы, наверное, можете додуматься, что можно сделать. Но я не намекаю. Вообще нет. Не, ни в коем случае. Качественный официальный мерч мироходец.ру. Еще раз большое спасибо. Не забывайте подписываться и ставить лайки, потому что это огромный буст для меня и для всей команды. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и 2000 утенов. Всем удачи, всем пока. Пока. Немножко прискорбно. Не завидуй. Господи! Это что еще такое?
Да я сейчас за такую наглость. Да, я, стой! я так, сейчас... отдай мне, отдай мне. Ой, забирай, конечно. Пока. Стой, подожди, Стой, как... Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Месье Наврали. И буквально в предыдущей серии мы наврали о богах, о божьей каре и, что самое главное, о том, что Салман Муджалид якобы умер не из-за меня. Проще говоря, как это называется? Ложь во благо? Ну, получается так, ложь во благо. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы жестко наврали. Да, напомню, еще 2 серии назад от моего нового, крутого, бомбезного меча погиб один из золотых масок, Салман Муджалид. И если от других лидеров Тойфутуна это не скрыть, то вот хаос в городе предотвратить благо получилось. Имея за собой чистейшую репутацию помощника всем и вся, служителя добрейшей леди Акетри, мне дали слово. И да, моему слову поверили. Под покровительством Тойфутуна мне таки пришлось наврать всем жителям города, что Салман Муджалид умер якобы из-за божественной кары. Якобы сами боги не захотели, чтобы он был живым. Ради чего я это сделал? Да ради сохранения Мисра, черт возьми! Ради баланса! Потому что ежу понятно, расскажи я правду о неком секретном братстве, мне бы просто не поверили. Так еще и сразу бы в уголок отвели и сказали: ты что делаешь? Ну а если бы я рассказал, что Салман Муджалид погиб из-за меня, то... это скорее смертный приговор самому себе. По сути, мне все сошло с рук по одной простой причине. Другие золотые маски видели в Салмане очередного фанатика. Фанатика, который сошел с ума, поклоняясь богу Монту. Поэтому его смерть — это просто идеальное совпадение. Напомню, на самом деле золотые маски, все эти жрецы Кнефмтити, Хетентепа, Монту и так далее, они на самом деле ненавидят богов. Так что да, убив Салмана, мы скорее оказали ему услугу, случайно сделав всю грязную работу. Короче, давайте думать позитивно и оптимистично. По уши извалявшись в грязи, мы наполовину вышли чистыми. Молодцы. Так, а еще там Хануф сидит, что-то вяжет. Эй, Хануф, здорово-здорово, что делаешь? Поболтаем? Ложка, извини, я... Так, сегодня надо договориться с Аль-Мухарибом, лекция в академии, леди. в школе ремесленные новые учебные столы, помещения. Ага, еще нужно будет обязательно сделать Леди, заказ в храме леди. Хетентепа. Нужны пособия для... Хануф? Ты что-то хотела? Госпожа, вы слишком много работаете. Отдыхать же тоже нужно. Ой, Хануф, это очень мило, что ты заботишься обо мне, правда. Но времена изменились. Я не знаю, сколько времени у меня будет на выполнение всех планов. Поэтому, вот, тороплюсь сделать как можно больше, пока есть на это возможность. Но, леди, вы же почти не появляетесь дома. Приходите только для того, чтобы поспать, а с утра сразу куда-то убегаете. Ну, милая, перестань, не надо. Все же не так плохо. Сама подумай, я несколько месяцев вообще не занималась делами. Они накопились. Это закономерно. Ой, черт, если я сейчас не побегу, то вообще ничего не успею. Все, всем пока. Куда это она все-таки так? Дела. Госпожа явно недовольна мной. Иначе почему она мне врет? Я знаю госпожу много лет. Она всегда говорила, что нужно в первую очередь заботиться о себе. Все дела делать в том темпе, в котором можешь. Потому что если перетрудиться, то в какой-то момент силы закончатся. И уже ничего не будет доставлять удовольствие. Дело не в количестве дел, Ложка. Госпожа явно что-то скрывает. А что, если она устала от нас? А что, если она больше не хочет с нами общаться? Я не знаю, в чем дело, но это все не просто так. Не просто. Надо придумать, чем я могу ее порадовать. Надо придумать. Ой, сейчас что-нибудь придумаю. Так, погоди, а мне за тобой? Эй, Хануф, стой. Так, ну, зайти я к ней не могу, ладно. Подождать? Ты в итоге со мной говорила или так? Это просто мысли вслух. Я посижу. Подождем. Так, ладно, само собой, подождав, ничего не происходит, поэтому придется, наверное, кого-то найти. Оп! Опа! Бляха. Ты! Нет, ты! Ты что, офигела, что ли? Молчи! И пойдем со мной.
Чё, у меня даже выбора отказаться нет, да? Ну, черт возьми, погоди, стоп, 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 пока я не вышел, срочно все осмотреть. Я хочу все осматривать по одной простой причине. Помните момент, когда я мог продать золотую маску Салмана Муджалида за 5000 золота, ой, утенов? Вместо этого я продал ее за 2000. И все только потому, что я нормально не исследую локации. Явно с кем-то там поболтать можно, что-то обсудить. Это что такое? Благовоние, понятно. Все надо осматривать, масла тут. Кстати, а помните, Дана была в каких-то зеленых маслах. Может быть, это вот это? Розовое дерево и мята? На всякий случай возьмем, вдруг это потом как-то пригодится. У меня такое ощущение, что вот эта зеленая жидкость у нее в джакузи, это как-то играла роль. Так, все, ладно, взяли, пошли. Ну сколько тебя ждать, а? Ой. Знаешь, хорошо, что ты не слышал, какие разговоры вчера были про Салмана после разборок. Я тоже большую часть пропустила, но фразы были такие, будто каждый уже сам хотел его убить. Итогом этих разговоров стало то, что ты теперь чуть ли не их спаситель, представляешь? Даже не знаю теперь, кого я ненавижу больше, тебя или их. Впрочем, какая разница? Я все равно со всеми вами повязана. Так что идем, иначе пропустим погребальную церемонию. Что? А, точно, в предыдущей части же говорилось, Ну да. все, мы на месте. Та-дам! У нас с тобой будут фараоновские места. Лучше и не придумаешь. И все видно. Не нужно толпиться, толкаться, ругаться. У верховных жрецов места, конечно, еще более впечатляющие. Но, увы, нам не положено. Ты же, кстати, мироходец, да? И, вероятно, даже ни разу не видел, как у нас происходят похороны, верно? О, сейчас все увидишь. Для верховного жреца церемония, конечно, более помпезная, но в целом идея всегда одна. Тело, завернутое в саван, кладут на корабль, и чем больше корабль, тем богаче тело. Сейчас остальные верховные жрецы выйдут на пирсы и вознесут свои молитвы. Какой пролет, какой пролет. О, это подожди, столько стрелков. Обалдеть. Предполагается, что богам очень интересно, что умер какой-то важный человечишка. Ой, ты погляди, что делают. После торжественной молитвы Амар делает жест своим щенкам. И щенки радостно машут хвостами и отправляют горячие стрелы прямо в корабль. А потом все стоят и смотрят на то, как огромный корабль с маленьким телом медленно сгорает. Ой, да уж. В этот раз повезло, кстати. Он хоть сразу загорелся. Вот потеха была, когда проводили ритуал для Аль-Кафира. Мало того, что тела тогда не было, потому что он сумел сбежать, так еще и древесина корабля была сырой. Видимо, ее еще и забыли облить горючим. Вот просто представь, красивый ритуал, все эти молитвы, хэтентепнутые стоят, чуть ли не плачут. Солдаты запускают стрелы и... ничего. Ой, такой провал был, конечно. Они отправили несколько десятков огненных стрел, прежде чем огонь хотя бы хоть как-то разгорелся. Жрец Кнеф Мтиси тогда даже говорил о том, что хоронить живого — это богохульство. Но ничего, похоронили же. Аль-Мухариб его потом нашел, убил и... все. А ты, кстати, что скажешь-то, мироходец? В других мирах интереснее ритуалы, Ну, я типа ничего не знаю вообще. Да, немного, тебе такое не снилось. Я хоть и знаю, что я мироходец, но ничего не помню до появления в Нарфанисе. Вот это, кстати, правда. Ой, Дана, да у вас ерунда какая-то. В мире, где деревья большая редкость, вы корабль целый сжигаете, серьезно. Ну ладно, давай вот это. Я хоть и знаю, что мироходец, ничего не помню до появления в Нарфанисе. Так ты ничего не помнишь? То есть, погоди, ты даже не знаешь, из какого ты мира? Оу, звучит ужасно. Что еще раз подтверждает мой тезис? Ты олух. Ладно, пора нам спускаться в мир людей. У братства еще сегодня собрание. Все-таки Той Фетун — это у нас 8-главое чудище, а не 7-главое. А, погоди, то есть это означает, что кого-то нового на пост золотой маски? Или что? Может быть, меня? Куда мы идем, кстати? Так, ну это рынок, это внутренний рынок Нарфаниса. Тут где-то даже лавка Буриса. Ой.
Что это упало? Что за сцена? А, котик! Маленький миленький котик! Там мясо упало, я понял. И все-таки знаешь, Мясо. Лолошка, быть мироходцем и даже не помнить... Какой откуда маленький ты, это О, немножко господи. прискорбно. Не завидуй. Сина сутулая. Господи! Это что еще такое? Это как понимать, а? Да я сейчас за такую наглость, я стой! сейчас... Так, отдай мне, Что? отдай мне. А тебе-то зачем такой рассадник блох, а? Тем более такой наглый, ты посмотри на него. То есть наглая. Ну и наглая же ты морда, а? Совсем как я. Ой, забирай, конечно. Я не люблю существ, которые не могут о себе позаботиться. Хотя эта девчонка смогла продержаться сама по себе на такой оживленной улице, ты посмотри. И почти не испачкала свои белые шорстки. Уважаю, уважаю. Видно, она, как и я, наполовину голубых, наполовину подзаборных кровей. Ну что ж, я вижу, ты нашел себе компанию, которая соответствует твоему интеллекту. Так что здесь прощаемся, парень. Пока. Стой, подожди, котик! Стой, Так, привет. Здорово, а мы нормально, то, что вот так будем ходить? Собака сутулая, ты погляди, а? У котика еду своровала. Миленький маленький котик. Котик, что с тобой делать, я даже не знаю. Черт, его поставить-то можно, кстати? Давайте попробуем. Его даже поставить нельзя! Теперь у меня двойной вопрос. Реально, что мне делать? Ладно, я думаю, то, что мне нужно домой к леди Акетре. Я думаю, то, что она все порешает. У нее там котиков было завались. Кто это у нас такая милая? Ты милая. Кто милая? Ты милая. Так, ладно. Сейчас посмотрим, что мне скажут на это. Так, ну, по крайней мере, зайти могу, это уже хорошо. Да, Бзи, и тогда я говорю... Ребят. Тут это... О, какой хорошенький! Да, Хануф, и правда хорошенький. Какой пушистенький! Ты где нашел такого красавчика, Лолошка? Так, слушайте, можно мне его кому-то... Эй, Лолошка. Что? Передать? О, реально. О, Хануф, ты имела в виду красавицу. Это девочка. О, О, ты посмотри, посмотри на нее! Какая любознательная! Эй, ребят, что у вас тут происходит? Мы тут... А ну-ка, чё вы тут расшумелись? О, батюшки, какая милота! Ложка, ты... Так, я сейчас. Ну же, девочка, Сейчас, смотри, ребят. смелей. Это теперь твой новый дом. Что, дом? Разве это не Акетра решает? Погоди. Ой, что это? О, я же не опоздал, да? Вот, возьми. О, нюхает, смотрите. О, кушает. Какая умница, а? Да, она молодец, ребят. Ну вот, поели, можно и поспать. Смотрите, О. смотрите, Так. какая игривая. О, всем Леди привет. Как же я устала-то, а? Что за... Госпожа, тут Лолошка принес. Можно мы оставим, пожалуйста? Да, леди Акетра, она очень хорошая, очень игривая и бойкая. Она, правда, мне все руки расцарапала, но мы ее отучим. Честно. Господи, Бастет! Она же совсем как Бастет! Неужели вы этого не видите? О, Да, леди Акетра, я тоже это сразу заметила. Да, Ну иди ко мне. О, Я тебе не ты дам в посмотри-ка, обиду. Кошечка, Ты миленькая маленькая, моя-то. понравилась. Все хорошо, все хорошо. ну ладно, ребята, я, наверное, пойду дальше делать ужин, вот. да, кстати, мы так увлеклись игрой с малышкой, что забыли про все дела. Сдерик, я помогу тебе. Мы вместе так быстрее управимся. Ладно, пойдем. Ладно, а я пойду цветы на втором этаже полью. Эй, Лолошка, Сегодня очень жарко. не уходи. Так. Пожалуйста, присядь. Посиди со мной. Ладно. Слушай, сегодня утром я была не до конца честна с Хануф. Я сказала, что боюсь не успеть сделать все дела до возобновления поиска огней, и... Да, это, конечно, правда. Просто не вся. С момента, как мы вернулись сюда, Лолошка, я никак не могла понять, почему мне так некомфортно. Дом-то вроде тот же, но он казался мне чужим и каким-то пустым, что ли. А потом ночью мне привиделась тень Бастет.
Прости, прости. Я пообещала себе, что буду сильной, что не позволю себе расклеиться. Но ты, черт возьми, не представляешь себе, что это такое просыпаться в родных стенах и не видеть летающей по дому шерсти, не бежать на звук падающих ваз в галерейной комнате, не чувствовать этих мягких лапок на коленях. Все эти путешествия и приключения, через которые нам пришлось пройти, они не давали мне времени подумать о моих кошках, о Бастет, не давали мне грустить. А теперь мы здесь, в этом пустом доме, и эта пустота, она оглушала меня. Я не могла находиться здесь. Поэтому я сбегала с самого утра и работала до позднего вечера, чтобы валиться с ног от усталости. Потому что невыносимо больно понимать, что любимый теплый комочек счастья, который поддерживал меня на протяжении стольких лет, моя любимая Бастет, что ее больше нет. Я так скучаю по ней. Знаешь, она любила спать у меня в ногах. Я до сих пор даже в путешествиях по привычке поджимаю ноги под себя, чтобы она не поцарапала меня, если я начну ворочаться. Я до сих пор не ставлю посуду на край стола, чтобы у этой проказницы не было соблазнов. У меня постоянно ощущение, что она просто решила задержаться на своей ночной охоте. Не могу поверить. Я не могу признать, что ее больше нет. И мне так больно, что меня не было рядом, когда ее не стало. Эта милая кошечка очень похожа на Бастет, когда та была еще совсем котенком. Где ты нашел ее, Лолошка? Так, я думаю, эта Бастет сама так заботится о тебе с кошачьей радуги. Акетра, она прыгнула Дани в руки, когда мы с ней шли с погребальной церемонии Салмана. Леди Акетра, это утешение послано тебе от богов, я уверен. Давай вот это. Я думаю, эта Бастет сама так заботится о тебе с кошачьей радуги. А? Ты так думаешь? И как же нам назвать ее? Знаешь, это же ты ее принес. Поэтому я думаю, что это ты должен дать ей имя. Так. Окей. Тигра! А знаешь, мне нравится. Какая же она красавица, ты посмотри. Пошла исследовать дом. Да, мы это уже видели. Надеюсь, она не начнет драть мои драгоценные гобелены. Лолошка, если что, спасибо тебе большое. Я очень давно не смеялась так легко, как сегодня. Теперь дом не будет ощущаться мной, как безжизненная громадина. Я надеюсь на это. Я все еще очень скучаю по Бастет и остальным кошкам. И эта рана еще долго не заживет у меня на сердце, как и остальные, кого мы потеряли. Скульптор, Халима. Но сегодня ты и Тигра напомнили мне, что жизнь — это не только боль и утраты, но и радость обретения. Прости, что я так расчувствовалась. Тебе, наверное, неловко. Но я все-таки избалованная госпожа, так что давай, терпи. Ладно, я ужасно устала за сегодня, так что я пойду спать. Надеюсь, Тигра придет спать ко мне в спальню. Ну... О, кстати, вот она. Тигра! Тигра! Тигра. Погладить не... А, не могу. Но и не могу одновременно. Так, давай как-нибудь тебя подвинем, чтобы тебе комфортнее спалось. Живи, Тигра, здесь... Ой, куда? Куда? Даже интересно стало. А как она придет к тебе в спальню, если ты закрылась, гений? А? Гений на Акетре. Так, куда? Давай. А? Куда драть? Ты чё? Я тебя сейчас выпарю. Ну ладно, можно. Я не скажу никому. Этот угол теперь твой, обоссы его. Так, а здесь у нас, кстати, Абди нет. Опа, Тигра опять куда-то пошла. А в итоге где все-то? А, стоп. С Дерек и Хануф пошли готовить, я помню. На всякий попробуем зайти к Акетре. Не получается, ладно. Такс, hello всем. Мы вроде все порешали, привет. Там Говорим? осталось совсем... Опа, Лолошка. Я слышал, как хлопнула дверь спальни. Госпожа что, спать ушла? Да. Ну да. Столько-то переживаний, оно и неудивительно. Ложка, ты даже не представляешь. Я такой счастливой госпожу уже очень давно не видела. Иди ко мне. Спасибо тебе, спасибо. Извини. Да все нормально.
Котенок, кстати, похож на Бастет не только внешне, но и повадками. Слушайте, а что если эта душа Бастет поселилась в котенка, чтобы вернуться к госпоже, а? Эй, Сдерик, не богохульствуй. Души не возвращаются из мира Кнеф-Мтити. Но этот котенок был послан госпоже не просто так, это точно. Ну ладно, ладно. Ложка, в любом случае, как же круто, что ты его принес, а? Ой. Так, кстати, Хануф, а зачем мы столько всего наготовили-то? Да ладно, тебе успеем съесть, не переживай. Окей. Кстати, вот, возьми, подкрепись. Что это? Жареный индюш. Хануф, ты иди, я тут все уберу, не переживай. Иди спать. О, спасибо, Сдерик. Я пошла. Всем спокойной ночи. Спокойный. Так, с Дерек, может, отдельно поболтаем? Нет? Вот с Дерек это единственный, у кого нет кнопки поговорить. С ним можно поговорить всегда только на правую кнопку мыши, вот так. Но сейчас ничего не происходит. Так, в итоге, Абди, привет. Ты что-нибудь скажешь? Поговорить? Нет, да, поливаешь. Окей, но я все-таки хочу погладить эту тигру. Тигра! О, господи, тигра, привет! Зачароваться хочешь? Ну-ка. Черт! Погладить все еще нельзя. Мяу-мяу-мяу, скажи. Молодец. Раз уж мы, кстати, у статуи, давайте посмотрим, что у нас можно прокачать. Так, 11 ауритеховых скоробеев. Кстати, наверное, надо мантру выносливости давным-давно вкачать, чтобы было больше выносливости. Давай даже проверим. Вот сейчас я бегаю. И выносливость тратится, да. На бег достаточно выносливости. Но вот если я начинаю ломать блоки или бить мобов, вот особенно если против боссов, то этой выносливости недостаточно. Так, мантра выносливости, давай 7, 8, 9, 10. 5 скоробеев потратили, теперь у меня много выносливости. Ты погляди, как она долго тратится, офигеть! И тут 993 уровня. Вы что, серьезно? Это очень много. А еще, кстати, против боссов мы запомнили, подходит любая еда. Если прокачивать вот эту способность рацион, увеличивает насыщение от еды на 5% за уровень навыка. Да, я, наверное, это тоже прокачаю где-то на уровне 4. И по идее теперь, если я что-то съем, то это восстановит дофигелион. У меня прямо сейчас 2000 утенов. Мы можем купить какую-то очень хорошую еду, которая будет буквально восстанавливать меня фулл. Короче, да, мне нужен рынок, мне нужна еда. Спасибо за скоробея. Всем привет, кто тут едой торгует? Здравствуйте. Оружейник. Ну, оружие, наверное, мне явно не понадобится. У меня легендарный меч путешественника. Так, здесь у нас какая-то толпа. Привет. О, это фермер. Так, фермер, здрасте, торговать. Семена, семена, семена и цветочки. Ты что, серьезно? Где еда? Что ты зеваешь? Еда где? Сейчас мы обязательно пойдем купим еды, но перед этим вы посмотрите, что тут восстановлено. Статуя бога Монту. Да, та самая светящаяся и та самая незаюзанная. Следовательно, прописываем Прунус, проверяем сундук, забираем молот Монту, прописываем Малус и высасываем все силы статуи. Оу, е. Уровень артефакта увеличен. Ну-ка, на-ка, какого ты уровня теперь проверка? 8-го, обалдеть! Геолога-разведка. Уровень 1 из 2. Кстати, могу прокачать, да? Ощутите себя богом, ударив по земле могучим молотом. Вызванная ударом волна выбивает на поверхность все ценное, оставляя под ногами лишь пустую породу. А, ну это, получается, алмазы, железо искать и все такое, да? Нет, пока что мне это явно не надо, спасибо. Опять прописываем Прунус. На всякий оставим молот. И можно, кстати, черную розу положить. Хотя, не, уже не хочу. Малус. Эй, всем привет! У кого тут продаются сочнее томаты? Нет! Из-за сегодняшней церемонии на рынке никого нет, да ладно! Ах ты ж зараза-то такая, я только хотел нормально закупиться, у меня только деньги появились! Вот тебе, блин, японский городовой, а? И на том спасибо. Зато внутренний рынок сейчас открыт, то есть там, по сути, все еще можно купить. Здравствуйте, пчеловод. Так, поторгуем. Встаньте, пожалуйста, смирно. Молодцы, торговать. Хлеб с медом купить за 7 утенов. По-моему, восстанавливает много. И с моей прокачкой это будет восстанавливать еще больше. Ну-ка, проверяем. О, хорошо. Слушай, хлеб с медом это прям то, что мне надо. Все. Я потрачу где-то 140 утенов, то есть я куплю 20 хлеба. Идеально. Мне давно не хватало такой еды, которая против босса буквально полностью меня будет отхиливать. И вот оно, наконец-то появилось. А еще я понимаю то, что против этих же боссов надо побольше боя прокачать. Сейчас у меня 40-й, поэтому 41-й, 2-й, 3-й, 4-й. Так, потом еще серебряных скоробеев потратим немножко. Еще прокачаем. И по итогу дополнительный наносимый урон у меня плюс 46%. Дополнительное сопротивление урону плюс 11%. О,
Какая имба! Воздаяние. Возвращает атакующему 2% от полученного игроком урона. Я вот думаю, то, что против мобов это работает, а против боссов, возможно, не будет работать. Но давайте прокачаем один раз. Попробуем. Могущество фараона. Каждая атака топором накладывает на игрока эффект силы, мощность которого зависит от уровня навыка. Не-не-не-не, топором я не буду пользоваться, спасибо. О, нашел самую имбульную имбулю. Струящийся песок. Убирает ограничения по скорости атаки мечом. Требуется бой 100. То есть чисто теоретически я могу вот так вот кликер включить. Как бы вам показать-то, я просто даже не знаю. Но вот, короче, представьте то, что прямо сейчас я наношу примерно 20 ударов в секунду. Вот прямо сейчас, клянусь. У меня на мышке кликер есть, который позволяет это делать. И, блин, если прокачать тот навык, это же такая имбуля реально. Кстати, рубрика «Ваши комментарии». Мне писали о том, что попробуй зайти в катакомбы Хэттентепа, который когда-то давным-давно... Здрасте. Так вот, который когда-то давным-давно я не мог посещать, и там была стража. Опа! Я могу зайти, да ладно. На этот раз тут никого, да? Сундуки. Блин, они пустые, серьезно. Блин, было бы круто, если бы они на тот момент были заполнены, и прямо сейчас я спустя столько серий приперся и забрал. Это что? Стамес корещика. Ого, прикольно. Не, ну в целом, оказывается, эти катакомбы не такие уж и важные, не такие уж и нужные. То есть, да, я могу сюда зайти, но чисто посмотреть. Мы со Сдериком, напомню, шли куда-то в эту сторону. Не-не-не, вот в эту сторону. И тут он открыл... Да, он открыл клетку. В итоге нашел книгу. Ой, так погоди! Тут же книги-то остались. Что тут есть? Ничего. Ничего. Только удача, да? Плюс 1 удача. Ну, допустим, возьмем. Что ж, ребят, на этом я буду постепенно заканчивать данную серию. Надеюсь, что вам понравилось. Котенок Тигра теперь будет с нами. Что-то он делает, жопой тут виляет. Ставьте лайк, если любите котиков. Так, ладно. На самом деле, ставьте лайки и подписывайтесь, если вам правда нравится смотреть то, что мы делаем. Не забывайте, что ваши секундные маленькие нажатия делают большой вклад в мотивацию всей команды. А команда у нас не маленькая. Спасибо еще раз большое. Ну, а если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Тигра. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Не побоишься развлекаться с верховной жрицей Роноса? Я ничего не боюсь, Лейла. Какой отважный парень! Посмотрим, остер ли твой меч так же, как твой язык? Та-та-та, похороны Салмана Муджалида. Красиво, эффектно, но кошечка, которая теперь живет в доме Акетры, вот это настоящая имба. А еще нам бы понять, когда там выступление бога фараона. Давайте узнаем. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы ожидаем бога фараона. Да-да, освежим память. Несколько серий назад Леди Акетра и Синдбад напомнили нам о ежегодном выступлении величайшего бога фараона, или же просто Джодаха. Но в процессе диалога они вспомнили самое главное: выступление уже на этой неделе. На этой! Это получается, возможно, даже сегодня. Я очень на это надеюсь, но также у меня есть стойкое желание потратить утены. 1931 штука, господи, как это много. Я как минимум хочу купить себе пузырьки опыта и прокачать 2 огня. Меч путешественника и Горн Селиасет. Они мне нравятся. Наверное, клык Роноса прокачивать я больше не буду, потому что зачем мне 2 меча? Но, наверное, также я бы прокачал свиток правды, потому что с помощью него можно зачаровываться. То есть мы делаем вот так вот, кладем меч путешественника, и мы не кладем меч путешественника. Ага, зачаровать его нельзя, понятно. Но небольшие замечательные новости у меня все равно найдутся. Например, та-дам! Почищенный инвентарь. Все, новости закончились. Итак, у нас тут Уф. И Абди, машина, ты погляди-ка, а? Тренировки уже с мечом. Поговорим? Ну, Лолошка, я сегодня подарил Хануф букетик сухоцветов. Ей, кажется, понравилось. Я их сам собирал. Встал еще до рассвета. Правда, не знаю, поняла ли Хануф, что она мне нравится, но... В общем, ладно, мне нужно тренироваться, Лолошка. Госпожа Акетра начала давать мне уроки.
Ее техника боя сильно отличается от техники Даны. Мне непривычно. А я не хочу сегодня ударить в грязь лицом перед госпожой. Прости меня. Да ладно, чё уж прости-то. Все нормально. Тренируйся. Прикольно наблюдать за взаимоотношением Абди и Хануф. Букетик сухоцветов подарил. Ну какая милота, а? Кстати, где этот букетик? Привет, Хануф, куда ты его дела? О, Лолошка, представляешь, Абди сегодня принес домой букет сухоцветов. Я поставила их в вазу, чтобы они могли радовать госпожу. Дом постепенно снова наполняется уютом. Надеюсь, никто больше не будет к нам вламываться, и мои вазы больше не пострадают. Мне нравится жить дома. Ну да, понятно. Так, вазу поставила. А ваза у нас фиг знает где, да? Кстати, а где леди Акетра? Где Сдерик? Сдерик наверняка где-то на кухне. Да? Нет. Нет, кстати, ладно. Ой, да. Блин, я надеялся, что меня здесь никто не найдет. Не хотел, чтобы кто-то знал, что я тоже решил тренироваться. Блин, я, конечно, не Абди, драться-то не умею, да и не хочу уметь, но... Мы постоянно в такие передряги попадаем, Лолошка, ну ты сам подумай. Надо много бегать, карабкаться. А я до сих пор не могу скинуть то, что набрал на курорте. Ты посмотри на меня. Недавно ходил за продуктами на рынок. Так у меня одышка появилась, прикинь. Не, вообще мне, конечно, нравится, как я стал выглядеть. Округлился вон. Когда сплю, кости не мешают. Мне нравится, что я теперь такой более мягкий. Как будто мой характер просачивается наружу. Но мне в то же время не нравится, что повседневные задачи стало сложнее выполнять. Мне бы гораздо больше понравилось, если бы я мог быть толстеньким и выносливым. Но совместить у меня пока что не получается. А быть выносливым как-то поважнее, что ли. Ты это, пожалуйста, не рассказывай никому, что я решил тренироваться, ладно? Не хочу, чтобы кто-то думал, что я копирую Абди. Потому что я его не копирую, если что. Я сам так решил. Сам. Да ладно, ничего никому не скажу. Машина номер 2. Ты, блин, как они все тренируются-то, а? Молодцы! Один я тут с огнями хожу, просто так накостылять могу. Так, здесь у нас в итоге никого нет. Леди Акетра, вы тут? Зайти не могу, здесь тоже не могу. Мне же наверняка с ней надо поговорить, да? О, кстати, а где кошечка? Кошечка это, тигра. Куда? О! Ой, господи. Давай. Господи, Ну-ну-ну-ну-ну. играет. Давай. У тебя получится. Давай. Акетра? О, доброе утро. Лолошка, я сегодня такая счастливая, не могу. Тигра спала со мной на кровати, представляешь? В какой-то момент она своей мохнатой попой уперлась мне прямо в лицо. Я чуть не задохнулась, но при этом была так счастлива. Я уверена, я была бы первым человеком в мире, кто задохнулся бы счастливым. Удивительно, как с появлением этого небольшого комочка жизнь как будто наполнилась смыслом. Я буду брать ее с собой в путешествие. Она посмотрит весь мир, а может быть и не один. Интересно, я смогу брать ее с собой в другие миры? Эй, тю-тю-тю-тю, иди ко мне. Я как зритель, скажем так, знаю то, что она не сможет брать котика в другие миры. Но я как Лолошка не знаю об этом. Напомню, что по лору искра мироходца не может перемещать неразумных существ. Для этого нужна магия. А магия у нас, какую магию мы знаем? Наверное, только Прунус и Малус. Да, только она. Ай, Ой. как же тут все-таки просторно, Ой. Лейла. а? О, привет. А где твоя госпожа? Там, получается... вот. Я думал, то, что мне нужно ответить что-то. О, опять кого-то принесло, а? А, какая прелесть, ты посмотри. Котик. Да, это вы перерезали других котиков, напомню. Послушайте, да, мы согласились с вами сотрудничать, я все понимаю. Но это не повод превращать мой дом в зал собраний. Ну какая милая красавица, а? У меня любимый цвет красный, но красных котиков не бывает. Поэтому мне больше всего нравятся белые. О, господи, ладно. По какому делу верховная жрица Роноса заглянула в покой сторонницы Хэтентепа? Эй,
вовсе не обязательно при мне использовать официальные обороты. Я такое не люблю. О, и что же тогда Верховная Жрица Роноса любит? О, рада, что спросили. Я люблю лепешки с зеленью, бараньи ребрышки, халву, убивать врагов, бобовую кашу, курагу, когда светит солнце, прыгать бомбочкой в бассейн, прыгать бомбочкой в водное море и... Фу, бобовую кашу? Серьезно? Это буквально единственное, что тебя смутило? Реально? Ну, от нее можно такие ветры пускать. О, господи, ладно, все. Я больше не буду задавать вам вопросы. Только по делу. Но нет в тебе духа силы, Акетра. Ой, как это мы заговорили? Только ты, пожалуйста, дух свой не пускай здесь, хорошо? Ладно, леди Акетра. Вообще, я хотела пригласить тебя на небольшую прогулку. Но ты сегодня настроена особенно критично, как я посмотрю. О, и у меня выбор, нифига себе. Сначала вы втыкаете в нас своих жуков, а потом обижаетесь на малейшую грубость? Серьезно? Лейла, мы не привыкли к такому количеству гостей. Мою госпожу можно понять. Слушай, Лейла, а может быть ты рассмотришь другого мироходца? Ну, как компаньона для прогулки? Ну, я хотел сначала первое, но теперь я хочу третье. Да, давай, другого компаньона в плане, типа, я прогуляться. Ну, вообще, это не входило в мой изначальный план, но сестра Дана отзывается о тебе почти с теплотой. А я ни разу до этого не слышала, чтобы она говорила о посторонних без презрения. О, вот оно как. С теплотой, значит? А что я-то? Ну ладно, все решено. Иду на прогулку с Абдом. Пойдем. Фу, спасибо, Лолошка. Да, если что, я не знал, что обо мне обзываются с тепла. А какая разница, кстати, да? Поднимем отношения с Даной, она золотая маска, но при этом на других золотых масок ей явно плевать, кроме Буриса. Так что все путем, я делаю все правильно, это точно. Короче, пожалуйста. У меня и правда сейчас нет никакого желания общаться с этой сторонницей Роноса. А вообще, если честно, я бы предпочла вообще ни с кем не разговаривать из братства. Особенно после того, что они с нами сделали. Ты... будь осторожен. Не дай им забраться тебе под кожу. Помни о нашем с тобой плане. Мы должны их одолеть. И хорошей прогулки. Ладно, котика оставила. Давайте пообщаемся с этой Лейлой, сторонницей Роноса. И чем бы нам с тобой заняться, Абд? Вообще, я хотела пригласить Акетру в ресторан, обсудить с ней поиск огней и все такое, но... тебя в ресторане за стол со мной явно не пустят. Во всяком случае, я бы не пустила. Эй, ну зачем ты так? Кстати, слушай, а у тебя же клык Роноса с собой, да? Да. Так, сейчас, да. Так, может быть, развлечемся? Что думаешь, не побоишься развлекаться с Верховной Жрицей Роноса? Нет, если у тебя кишка тонка, я, конечно же, все пойму. Не все в наше время умеют развлекаться и все такое. Но ты многое потеряешь, многое. Решай быстрее, давай. Что, развлекаться? Как? Подожди, драться? Я ничего не боюсь, Лейла. Тем более, что такого страшного ты можешь придумать, слушай, Лейла, это очень расплывчатое предложение, как и все в той фэтуне. Скажи прямо, что мы будем делать? Лейла, развлекаться я предпочитаю с друзьями. Мы договорились на прогулку, значит идем гулять. Либо первое, либо второе. Ну, по сути, они одинаковые на самом деле. Типа, что такого страшного ты можешь придумать? Ну-ка. О, какой отважный парень. Значит, идем развлекаться по-роносовски. За мной. По-роновски, ладно. Драться, да? Фу, наконец-то. 100 лет не была в диких песках. Ну, не буквально 100 лет, конечно. Я все-таки не мироходец, как ты. К счастью. Дана ненавидит таких всей душой. А я бы не хотела, чтобы Дана меня ненавидела. Мне, если честно, плевать на тебя и твою госпожу, я ведь выполняю волю братства. Но мне понравилось вас ловить на мысе Хатентепа. Уф, такая была радость вырваться из города. Правда, мне там не дали разгуляться братья, да и... Дана. Ну, ладно. К счастью, здесь и сейчас нам никто не помешает. Хе-хе-хе. Держи ухо востро, парень! За мной!
Ладно, окей. Что мы делать-то будем? Я, по-моему, первый раз Не в чистой отставай. пустыне. Реально, за весь сезон я первый раз в пустыне. Ну, то есть вот так, чтобы без верблюдов и так далее, чтобы ходили тут. Они близко. Кто? А, Сейчас. Кто? У тебя же с собой Горн Селиасет, да? Да, у меня, вот он. Блин, а что ж такое-то? О, хорошо, хорошо. Ну тогда ставь. Ну, чего стоишь? Давай, дуй в него. А, окей. Ой. Зачем я это делаю? Что я делаю? Что происходит? О! Там кто-то появился! О! Бляха-муха, что происходит? Это что, развлечения по-роносовски? А, господи Иисусе. Тасманский... А! Дьявол! Бога ради! Это очень плохие развлечения, очень плохие развлечения! Да-да-да! Катится. Черт возьми, я, честно говоря, думал, что мы просто будем друг против друга драться. Ладно, вот этих скоробейчиков поубиваем. О, так, погоди, это реально скоробеи. Прям, это развлечение. реально скоробейные скоробеи. Да, у меня выносливость кончилась. Мне еще надо, наверное, забрать рог. О, какой красавец, а. Так, а она там дерется, да? Какое счастье быть живой. Да, это правда. Но не так же, черт возьми, когда ты можешь вот прям умереть. Не зевать, Лолошка, не зевать. Да не зеваю я, черт возьми! Ты бы, блин, это сложно! Ща мы клыком Роноса всех вот так вот отравим. Ой-ой-ой, хорошо. Так, тихо, ладно. Ронос, это для тебя. Получай. Где ты там вообще дерешься-то, черт возьми? Кричит откуда-то. А, вот она, ты посмотри. Нифига. Оу, щищ! Эта штука меня сейчас реально убила. Если бы не мой навык, то все, я, получается, трупак. Так, давай его загоним куда-нибудь сюда в ловушечку. И все. Изи. О, так, что? Ох, фух. Да уж, это было потрясающе. Ой. Жалко, что закончилось, конечно. Я ведь даже не устала, кстати говоря. Кстати, может быть, еще подеремся, а? Не-не-не-не, стой, ты не подумай. Не на смерть, конечно. Просто покажем друг другу, на что мы способны. Что думаешь? Я реально могу попробовать себя против жрицы Роноса? Ну, это... Давай. Ты что, сумасшедшая? Я и так чуть не умер. Предупреждаю, сдерживаться я не буду, так что будь осторожнее. Давай, да, сходу. Ты это правда говоришь жрице бога войны? О, посмотрим. А стер ли твой меч так же, как твой язык? Да. Все, ладно. Я понял, сходу начинаем. О, боже, зачем? Куда ты бежишь? Иди Хотя сюда, нет, смотри. мне нравится. Ну давай. Ой, ты посмотри, как она прям бежит-то. Получай. Мне почему-то кажется, что она если убьет меня, то за один удар. Поэтому надо прям реально очень аккуратненько. Так, тихо. А сколько раз тебе надо ударить-то? Просто у тебя... Тихо, молодая. Вот сейчас, вот мне кажется, идеально. Просто у тебя хп 20. Ай, бляха. А то, что у тебя хп не убывает, это нормально. Ладно, я понял. По сути, у нее медленные атаки. И в эти медленные атаки... А, стоп. Я понял. В эти ну медленные хватит атаки, бегать, когда у нее хватит застревает бегать. клык, или что это? Короче, когда у нее это застревает, я могу нанести ей урон. Я понял. Ну, я тебе так скажу. Ты не сильнее Салмана Муджалида. Вот Салман Муджалид, он был реально прям зверь. Давай, бей ты уже. Вот, наконец-то. Все, сюда. Так, все. Да, то есть мне нужно 4 раза так ударить. О, хорошо, прям сходу. И последний удар. Давай, ща мы тебя зарубим. Случайно бахну тебе прямо в сердце, понимаешь? А в пустыне ведь никто и не заметит. Кия! Стоп, ладно, ладно. О, да уж. А ты неплохо сражался для Абда. Я тебе даже почти не поддавалась. Но я славно повеселилась. Спасибо тебе и за это. Пойдем, угощу тебя соком. Не поддавалась, да? Вот прям не поддавалась. Так, все, мы в Нарфанис возвращаемся. О! Стоп! Это ж та самая крыша! Та самая крыша с Вот, Бурисом. возьми. Что, Бурис показывал тебе это местечко, да? Он всерьез думает, что никто о нем не знает? Это ведь крыша моего храма! Ну, то есть, конечно, храм посвящен Роносу,
Но главное это тут я. Ой, ладно, пойдем. Так. Ты садись, отдохни. После драки ты, должно быть, с ног валишься. От усталости. Ой. Окей. Ой, а ведь приятно иногда размяться, когда никто не смотрит. Ты Абд. Ты не считаешься за человека. В других мирах такого, может быть, и нет, но ты не в другом мире. И из этого тебе с жуком не выбраться. А здесь ты Абд. И за человека не считаешься. В нашем мире много жестокости. Мне это нравится. Некоторые вроде твоей госпожи пытаются делать вид, будто физическая сила ничего не значит. Но что скажешь? Твоя сила сегодня действительно ничего не значила? Глупости все это, глупости. На самом деле я, конечно, как и все в братстве, ненавижу Роноса, ну и остальных богов. Но ненавижу за то, что они с нами людьми сделали. Как думаешь, почему они это сделали? Потому что у них была сила так поступить. Сила, понимаешь? И поэтому мы копим силы, чтобы отомстить им. Мы попадем к ним и одолеем их же оружием. Ну, ты пока не готов знать, что будет. Да и жители Нарфаниса и всего Мисра не готовы к правде. Поэтому-то мы с Салманом нарочно разжигали ненависть в наших последователях. Ой. Правда, Салман так увлекся, что сам начал верить своим бредням. Обидно. Он раньше был хорошим мужиком. Из него бы вышел неплохой красногривый, кстати. Но двинулся он, конечно, основательно. Младшие братья начали даже слухи распускать, что он хочет стать в братстве главным. Представляешь? Он начал принимать в братство младших без нашего согласия. Вот ведь дурень, а? Я не говорю, что хорошо, что ты его убил. Для города, для религии и для завтрашнего выступления фараона это ужасно, это правда. Но для братства это удачное стечение обстоятельств. Ладно, Абд, прогулка выдалась действительно отличной, но после всех этих драк в песках я хочу принять ванную. Адьос! Вот так быстро? Ну ладно, пока. О, и меня даже телепортируют, ух ты. Мне даже не нужно спускаться самому, спасибо. Значит так, самое главное, что мы поняли, это... О, толпа какая-то, погоди. Просто что-то обсуждают. Короче, из всей нашей потасовки, из всей нашей битвы и так далее, сидения на крыше, я учел самое главное. Бог Фараон. Он уже вот-вот выступает, черт возьми, уже завтра. Если что, я не забыл про свое желание. В мире магии каждая деталь важна. А я помогу выбрать тебе правильное зачарование. Приходи ко мне, если хочешь стать сильнее. Мои зачарования действуют долго. Возвраты не принимаются. Ладно, я в любом случае к тебе и шел. Мне нужно купить пузырьки опыта. Блин, вот то, что отношение презрения, это, конечно, не круто. Тыквенный посох, посох некроманта. Дорого, дорого, очень дорого. Я куплю, наверное, такие стака 3. Да, прям супер дофига я сейчас тратить у тенов не буду, потому что мало ли они мне пригодятся. Но зато мы теперь точно понимаем, что можем без проблем прокачать огни. А пока я хожу по городу и пытаюсь найти что-нибудь интересное, напомню о своем официальном мерч-магазине Мироходец.ру. Ребят, я делаю эту рекламную вставку только по одной простой причине. Совсем недавно мы выпустили последнюю коллекцию 2023 года. И это первая коллекция, в которую входит деталь моего скина, а именно шарф. Новая футболка «Вселенная стремится к порядку» с деталями шарфа. И, что не менее важно, сам шарф, который очень мягкий и при этом не даст вам заболеть в зимний период, потому что очень теплый. А в дополнение к этому скоробей, лазотеповый, ауритеховый, золотой и серебряный. Целый набор. Собственно, да, мироходец.ру. Ссылка в описании. Надеюсь, то, что вы это не промотали. Спасибо большое. А мы продолжаем. А еще я понял то, что раз уж я волен сам себе, надо обязательно все проверить. Надо сходить в сладкого утенка. Точно. Может быть, мы можем с Джамилем уже наконец-то поговорить. Всем привет. Закрыто. Просто, понимаете, у нас на какой-то незаконченной ноте закончился Джамиль. Вот это меня немного напрягает. Кстати, что это? Рельсы какие-то, шахта, видимо. На всякий случай проверим храмы. Я точно знаю то, что вот здесь где-то... Вот Ронос.
Что? Погоди. Что? Я только сейчас понял то, что это огромная статуя кошки. Это можно только вот так вот с полетом посмотреть. Прикольные детали, кстати, открываются, если все больше и больше всматриваешься в этот город. Ой. Что? О, я не могу подойти. Вы что делаете? О, тут заколочено! Храм отстраивают, ты смотри, они заколачивают. Эй, Ребзя, вы что делаете? Самое главное, я даже подойти-то к ним не могу. Это баг? Это не баг? Просто они мне ничего не говорят. Вот я буквально пытаюсь подойти, меня отталкивает. Так, короче, ну да, в целом я догадывался, что это не баг, но на всякий случай нужно было уточнить. Оказывается, это квест. Мне нужно дождаться, пока их здесь не будет. Но, да, я также скажу то, что без этой подсказки я бы, скорее всего, ничего не смог догадаться. Ой, и, кстати, я только сейчас понял то, что здесь молот нарисован. Какая деталь, сразу и не заметишь. О, Хануф. Привет. Привет, Лолошка. Госпожа просила передать тебе, что мы все вместе завтра пойдем смотреть фараона. А я не хочу. Я ничего не понимаю, когда он говорит. Он... Госпожа сказала, что я могу не идти, если не хочу, но... Абди сказал, что он обязательно пойдет, потому что после будет служба в храме Кнеф-Мтити. Поэтому я тоже пойду. Ладно, все, раз ты вернулся, я могу наконец-то пойти спать. Спокойной ночи. Ой, спасибо, дождалась меня. Какая молодец, а? Так, в итоге, если мы прямо сейчас поспим, случится то самое. Дамы и господа, выступление бога фараона. Неужели это произойдет? Самое первое упоминание Джодаха произошло, по-моему, в 9-й серии этого сезона. То есть, понимаете, 60 серий спустя, наконец-то. О, и, кстати, напомню то, что еще примерно 40 серий назад мы получили подсказку от скульптора про огонь Селиасет. То, что он находится между ее рогами. И до сих пор, спустя 40 серий примерно, мы так и не начали искать этот огонь. Чё? А еще про щит Роноса мы знаем. Но он наверняка у Туев и Тунцев, да? Ладно, в любом случае, сейчас самое главное. Выступление бога фараона. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. На этом я буду постепенно заканчивать. Очень надеюсь, что вам понравилась данная серия. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте подписываться. И не забывайте про мироходец.ру. Официальный мерч-магазин. Спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и тайная комната Монту. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Что происходит? Ты не был впечатлен, Лолошка? Как думаешь, это тот самый Джодах? Или тот самый сейчас где-то в другом месте? Я слышала, он ищет тебя. Оу дамы и господа, сегодня, спустя 70 серий, знаменательное событие. Выступление бога фараона. Такое нельзя затягивать, такое нельзя оттягивать. Поэтому всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы готовы увидеть не абы кого, не абы что, а величайшего. 3 серии подряд я говорю о выступлении бога фараона, и под конец предыдущей серии нам наконец-то подтвердили, выступление уже сегодня. Неужели, черт возьми, ладошки потеют, волнение нарастает, а вот затягивать такое точно нельзя, поэтому по завету сюжета пойдем спать. Ну да, совсем забыл то, что уже до этой серии поспал. Так, короче, прямо сейчас мне, наверное, Ну что же, нужно... Так, Ничего- получается, ничего не делать? прическу сделала, макияж сделала, платье новое, у Тены с собой. Ведь Леди? что-то явно забыла, Леди что-то Акетра, точно я прошу забыла. прощения, Давай, думай, Акетра, думай. О, госпожа, а вот и ваш завтрак. Точно. Позавтракать. Я забыла позавтракать. Леди, вы простите, но вы выглядите сегодня просто сногсшибательно. Благодарю, Сдерик. Мне нужно выглядеть сегодня максимально представительно. Все-таки после выступления фараона будет большой прием.
И это первый мой большой прием после того, как нас вычеркнули из списка. О, какое удобное платье. Я ведь буду в нем танцевать. Так, а вообще да, позавтракать. Это мы возьмем. Буду есть там самые изысканные блюда. И общаться с самыми богатыми и высокопоставленными людьми. Буду делать все то, что и полагается девушке моего уровня и положения. Леди Акетра, я думал, вы терпеть не можете такие мероприятия. Это еще почему же? Я ненавижу советы и собрания, потому что там каждый толстосум пытается выторговать себе условия получше, рабов подешевле, землю поудачнее. Каждый пытается задавить своей влиятельностью остальных, пустить пыль в глаза. А на светские приемы все приходят отдохнуть, просто развлечься с Дерек. В такие вечера толстосумы обращаются в галантных кавалеров и прекрасных танцоров. О, приятно видеть вас в таком радостном возбуждении, госпожа. О-хо-хо, Сдерик, это правда. Раньше моя жизнь вся была полна такими развлечениями. И хотя мне нравилось, мне чего-то не хватало. А теперь у меня есть все. И я предвкушаю вечер полноценного счастья. О, это хорошо. Простите, госпожа, а скажите, пожалуйста, должны ли абды сопровождать вас на прием? Мы с Хануф собирались пойти на службу в храм Кнефмтити и... О, нет, Абди, не волнуйся. В этом нет никакой необходимости. Я даже больше скажу, абдов туда не пускают. Меня, конечно, бесит это правило, но его придумала не я. О, так это же замечательно. Вы же разрешите нам пойти в храм? Ну, конечно, Абди. Вечер вы можете провести как вам захочется. О, это отличные новости. Я даже знаю, чем займусь. Так, а вообще... знаете, что-то рановато я собралась-то, если подумать. Еще столько времени. Надо просто сесть и спокойно поесть. Сдерик, дай сюда еду. Да, госпожа. Вот, возьмите. Шо? Приятного аппетита, получается, да? О, и еще, леди Акетра, а разве мы не должны пойти на площадь, чтобы занять удобные места, а? О, не волнуйся, Абди. Для представителей богатых домов зарезервирована специальная зона. Даже странно, что ты не знаешь об этом. Разве Дана не из богатеньких? Ну, не то чтобы... Дана никогда не слушает выступления бога фараона на площади. Она всегда была представлена прямо к фараону в храме, и меня туда не пускали. Поэтому я слушал на площади, как и все. Ну понятно. По мне так знаете, там и слушать-то особо нечего. Никогда не говорит ничего полезного. Но зрелище, зрелище красивое, это точно. Отправимся вместе через 1,5 часа, хорошо? Ну ладно. Ладно, через 1,5 часа это что мне нужно успеть сделать за это время? Тигру погладить, да? Тигра, черт, все еще не могу погладить. Зато обращает на меня внимание, смотрите. Давай, смотри на меня. Хе-хе, кушать хочешь? На, мед. На. Ну ладно. Так, давай на всякий случай проверим, что у нас по скоробеям. 1 лазотеповый, это уже хорошо. Так, что я могу за него прокачать? Ярость неба. При использовании зажигалки на блоке высекает усиленные молнии. Не-не-не, это не надо. Руки-ножницы. Позволяет добывать большинство блоков и взаимодействовать с некоторыми мобами без использования ножниц. Ну, такое. А все остальное, получается, стоит дороже, да? 3 скоробея, 5 скоробеев. Убирает потребность в воздухе и подавляет урон от огня. Понятно. А вот ауритехового скоробея я точно потрачу на мантру выносливости. Я понял то, что ее надо качать. Ладно, ребят, вы будете тут сидеть, да? Мы поговорить можем? О, Лолошка. Слушай, я все набираюсь смелости поговорить с госпожой насчет моих экспериментов, но пока что никуда в этом деле не продвинулся. Сейчас, правда, я так рад, что у нас будет свободный вечер, что я даже на книге не могу сосредоточиться. Ох. Ух ты, я могу даже что-то сказать. А что ты будешь делать? Я могу присоединиться? Рад слышать, что у тебя такое хорошее настроение. Ну давайте спросим, а что ты будешь делать? Ну, вообще, слушай, я собирался встретиться с друзьями из храма Хатентепа, ну, с другими строителями. Думаю, ты мог бы пойти с нами.
Хотя ты там, конечно, никого не знаешь, О, и... так, ну ладно. Слушай, это твои друзья, а не мои. Я не хочу навязываться. Надеюсь, ты отлично проведешь время. О, Сдерик, да я такой компанейский парень. Мы обязательно подружимся, не переживай, пойдем. Давайте, наверное, откажемся, потому что такое ощущение, что это явно не то, что мне сейчас нужно. Возможно, я сейчас могу с кем-то поговорить и будет что-то поинтереснее. О, Ложка, спасибо, ты такой понимающий. Я последний раз виделся с этими ребятами перед тем, как мы пошли за Салманом следить, представляешь? О, с тех пор столько всего произошло. Меня там все с открытыми ртами будут слушать, я уверен. Я, правда, многое не смогу рассказать им, это правда. Но ничего, даже того, что можно, хватит на весь вечер. Вот. Ага. Ну да, я думаю, то, что нет смысла туда идти, ну, вряд ли это будет какая-то прям важная сцена. Возможно, да, для какого-то диалога мы там что-то откроем, но я уверен, то, что это скорее сайд-квест. Абди, привет. Да, сейчас. О, Ложка, я первый раз буду слушать фараона, будучи Абдом Акетры. Ну да, иногда я забываю, что вы не из этого мира. Вы, наверное, не очень понимаете, что это означает, да? Поскольку выступления бога фараона случаются раз в год, по ним мы отмеряем время. Мне вот 23 года, потому что я 23 раза слушал выступления. Иногда мне даже становится интересно, каково это оказываться в других мирах. Но это быстро проходит. Особенно потому, что я уже нашел в этом мире все, что искал. О, хочешь, после собрания сходим на службу к Нефмтити вместе? Рад видеть тебя таким счастливым, Абди. О боже, и опять выбор, ты что, серьезно? Ну ладно, давай... Хочешь, после собрания сходим на службу? Ой, вы со мной хотите пойти? Да, конечно, мы можем пойти вместе. Правда, знаете, я-то думал, что мы пойдем вдвоем с Хануф и... Все, я понял, ладно. Идите вдвоем, я не буду вам мешать. Да втроем только веселее будет, Абдишка, let's go! Ладно, идите вдвоем. Большущее вам спасибо, Ложка. Я очень ценю ваше понимание. Я дальше убираться. Ладно, так, ну блин, а что мне-то делать? Я как бы могу навязаться, да, но не хочется навязываться. Акетра, поговорим? Блин, вот слушай, Ложка, я все никак не могу выкинуть из головы. Как думаешь, кто такой GDH, Кто этот неизвестный автор, который столько всего знает про Миср? А вдруг это женщина? О, я бы так хотела, чтобы это оказалась женщина. Хотя, книга такая старая, вряд ли GDH жив или жива. Зато без возможности узнать, кто это, я могу позволить себе считать, что это женщина. Ой, я смеюсь, потому что мне очень понравилась моя идея. Ой, ладно, я читать дальше. Ну, кстати, об этом я даже не задумывался. Надо вспомнить фразу из «Идеального мира». Помните, если кто-то смотрел серии «Идеального мира», сезон «Идеальный мир», то в 3-й серии нам уже встречалась эта аббревиатура, я так понимаю, GDH. Тогда эти некие символы отправили мне сообщение с огромным количеством обфускации, то есть неизвестными символами. И расшифровать это письмо, ну, как-то не особо реально. И вот я сейчас перечитываю это зашифрованное сообщение и понимаю то, что нигде непонятно, ни в одном предложении не ясно, девушка это или парень. Ох уж этот чертов GDH, это загадка, которая длится уже больше года. Кто ты такой? И еще другой мега вопрос, а где Хануф? Здесь комнаты обыскал, никого нет. Наверное, она у себя в комнате. Я, конечно, могу на всякий случай сад проверить. Тигра бегает. Так, Тигра, подскажи мне, где Хануф? Здесь никого. Здесь похоронена Халима, напомню. Так, Опа, ребята, нам всем пора. Встаем, давайте сюда. Ну ладно, они болтают. А Абзи ты куда побежал? За Хануф, что ли? Ну конечно, да, Хануф все-таки у себя в комнате. Хануф! Хануф! О, господи, блин, хамуха. А я-то думал, что все, она не выйдет, и там что-то произошло. Знаете, резкая драма. Так, ну все, получается, Сдерик, Акетра, Абди и Хануф все в сборе. Ну и я. О, ну вы поглядите на себя. Мои вы ненаглядные. Так бы и затискал вас. Каждого. Пойдемте. Как это мило. Ну, пойдем. Так. Добрый день, госпожа Кетра. Позвольте спросить, с вами будут 3 абда и служанка, верно?
Да, все правильно. Проходите. Ваши места там же, где и всегда. Хорошо, спасибо большое. Так, а мы... Нарсафары, отребье. Что? Нарса... А, документы. Я смотрю, у всех есть документы, это хорошо. Конечно, изучай. Реально, прям изучай. Блин, прикольно. Еще так кивает. Да, Дива, проходи. А, ой, стоп, кстати, а где мой-то? Мой в сюжетном рюкзаке. Вот оно, Нарсафар. Вот. А почему в руку взял? Да, все, спасибо. На, поглядите-ка. Такой вежливый был с госпожой, а нас отребьем назвал, блин. Ой, да ладно тебе, Сдерик. Ты избалован жизнью с госпожой. Забываешь, что абдов в мисре людьми не считают. Да, Сдерик. Если они будут считать нас людьми, то уже не смогут с нами так обращаться. Вот и делают вид, что мы хуже животных. Эй, ребят, тихо. Вам тоже придется сесть на землю. Иначе вас могут прогнать и высечь. Ладно. Да, так, окей. Капец, там толпа просто такая шумная. Так, все, ребята, вот-вот должно начаться. Опа. Ой-ой-ой, пошел процесс. Неужели мы увидим его? Величайшего бога фараона. Объявляю год прошедшим! Я, ваш бог фараон, выступаю сегодня перед вами как гарант, как отец и как огонь! Солнце над Мисром светит благодаря великой силе Асет. Солдаты и стражники охраняют наш покой во имя Роноса. Авантюристы, охотники и мясники посвящают себя и свои жертвы к Нефмтити. Архивариусы, просветители и учителя несут свет знаний Хетентепа. Наши строители и ремесленники трудятся во имя Монту. Мы оплакиваем смерть верховного жреца Монту Салмана Муджалида. Сторонники всех богов скорбят вместе с нашими трудящимися. Великое горе потерять себя в слабости. Великое горе, потерявший себя, погибнуть и оставить свою паству без пастыря. Монту не мог оставить такое событие без внимания, и он обратился ко мне, и я ответил ему. Новый наставник сторонников Монту поприветствует их в храме на следующей службе. Слово бога фараона, мое слово, не имеет никакого веса без речи остальных богов. Поэтому внемлите, боги стоят за мной, и я стою вместе с ними. В богах есть божественность и есть их дар. Божественный свет подарен богами через огни и через их силу. И в этой силе мы просияем сами. Весь Миср воспрянет. Через мое слово говорят все боги. Говорят с вами, потому что вы верите в них. И потому мое слово — закон. И явление мое — гарант. Откройте же сердца ваши свету, откройте ваши души и встречайте жизнь. И помните, Вселенная стремится к порядку. Вау. Вау. Сильно. И так каждый год получается? Ой, стоп. Что происходит? Ты не был впечатлен, Лолошка. Ты не ликовал, когда ликовали остальные. Неужели ты сомневаешься, что перед тобой предстал сейчас Бог? Как думаешь, это тот самый Джодах? Или тот самый сейчас где-то в другом месте? Я слышала, он ищет тебя. А? Эй, Лолошка, что такое?
У тебя такой потерянный взгляд? Да, мне кажется, нужно прунус прописать, леди Акетра. Неужели ты ожидал чего-то другого? Нет, я примерно этого и ожидал, да. Ох, хотела бы я поговорить с богом-фараоном. Выбить из него признание, что никакой он не бог. Но хотя бы с этим наконец покончено. И можно отправляться веселиться. Эй, Абди, что с тобой? Да у меня что-то голова просто разболелась. Простите, леди Акетра, если напугал. Кстати, нам с Хануф уже, наверное, пора. Мы должны идти в храм к Нефмтити. Кстати, да, нам пора. Ох, ребят, повеселитесь там. Хорошо. Спасибо, леди Акетра. Ну, вот опять. Зрелище такое вроде бы красивое. Этот голос будто в душу проникает, но... Я вообще не понял, был ли хоть какой-то смысл в его словах. О, все куда проще, Сдерик. Основной смысл, который он выдал: не жалуйтесь на мои дурацкие законы. Их придумывают боги, а я просто до вас доношу. Бла-бла-бла. Мне, знаете, там вообще как будто никакого смысла не было. Просто красивые слова. Красиво и, ну да, зачаровывающе звучат. А большего как будто для такого события-то и не надо, да? Ну да. Поразительно, что ради такого события братство даже приостановило поиски огней. Я бы такую речь за 5 минут написала. Ну так, госпожа, вы-то действительно гениальны, а им пришлось трудиться. Вот смотри-ка, Лолошка, поучиться бы тебе такие комплименты делать. Ладно, ребята, мне пора. Да. Удачи, леди Акетра. Эй, Лулушка, ей что, моих комплиментов недостаточно, что ли? Ты что, с нашей госпожой как Абди с Хануф, что ли? Ладно, я шучу. Понятно, что нам никогда не светит девушка такого уровня, как наша леди. Так, а вообще... Да и ты, надеюсь, не обижаешься, что я иду к друзьям? Ну, без тебя-то. Хотя ты, впрочем, это сам предложил. Хорошего тебе вечера, Лулошка! Не опаздывать, надо не опаздывать. Погоди, реально все? Подожди, мы реально столько этого ждали и все? Нет. Хотя погоди. Смотри, что мне сказала Кнефмтити. Я слышала, он ищет тебя. Это тот самый Джодах или тот самый сейчас где-то в другом месте? У меня такое ощущение, что надо прунус прописать. Так. Ты погляди, а? Абд решил пробраться на прием для богатых. Ты чё? Хочешь, чтоб тебя подали в качестве главного блюда, а? Нет? Тогда проваливай отсюда! Да я вообще как бы... Ладно, идите в жопу. Ща, прежде чем мы попробуем прописать прунус, может быть, мне просто выйти надо? Ой, люди-то все уже разошлись. Все, пусто. Ой, рынок разобрали. Тут вообще ни одного торговца, ты погляди, а. Но зато как же все плавно. Просто 0 людей, 0 лагов. Ну да, Нарфанис, короче говоря, у нас пустоватый. И... Ой, что? Пройдите ко входу со стороны рынка. Боже, такие детали! Как это прикольно, а? Так, короче, ладно, давайте пропишем рунус. Ну-ка. Бляха-муха, то есть мне не надо было сюда, да? Чёрт. О, наконец-то. О май гад. Ну, здравствуй, Лолошка. Я Джодах. О, знаешь, я уже начинаю привыкать, что приходится представляться при каждой нашей встрече. Наконец-то мы с тобой пересеклись. Привет. Я тебя как бы знаю, но одновременно не знаю. Я даже не знаю, какую эмоцию мне нужно испытывать. Привет. О, успокойся. Если бы я не увидел Акетру с твоими старыми друзьями, я бы подумал, что ты, Лолошка, так и не вспомнил про свое измерение, несмотря на всю мою помощь. А теперь давай поговорим серьезно. Постараюсь максимально кратко ввести тебя в курс дела. До твоего попадания в Миср мы с тобой вдвоем случайно создали дырочку в ткани времени. Понимаешь, о чем я? Не будем сейчас вдаваться в детали, как так вышло и бла-бла-бла. Я самонадеянно сглупил, а тебя неведомая сила забросила туда, где тебя никогда не должно было быть. И проблема в том, что даже после устранения временного парадокса в реальности остались как бы это объяснить?
О, раньше я приводил метафору в виде ткани. А теперь, знаешь, представь, что наша реальность — это такое бесконечное стекло, которое дало трещину и надломилось. Мы с тобой очень грубо, но все же соединили куски обратно. Но вот малюсенькие частички стекла, отлетевшие при разломе, впились в ткань реальности в самых неожиданных местах. Ох, господи. Слабость моих метафор в том, что для упрощения я убираю одно измерение. Ткань и стекло плоские, лол-ложка. А вот проблема, которая осталась, существует не только в пространстве, но и во времени. Ну вот и чего я взялся тебе все это объяснять? Короче, из-за осколков парадокса создаются локальные изменения. Они могут быть в пространстве или времени, или даже там и там. Или даже не быть, понимаешь? Или даже создавать новые сущности из ничего. Невозможные сущности. Например, как твой Седрик. Моя способность видеть будущее вернулась, но я не могу ей доверять. А как я могу устранить все последствия, если я не могу доверять самому себе? О, черт! Ты даже не представляешь себе, как я устал. Похоже, мое появление в местах с фиксированным пространством вызывает усиление парадоксов. И из-за этого я стараюсь не появляться в других мирах. Только в тюрьме времени, в пустоши и здесь. Лень Шангрина создать тебе полноценное измерение сделала нашу встречу возможной. Я знаю, у тебя куча вопросов. Ты наверняка сейчас вообще ничего не понял. Каждый раз один и тот же взгляд. Ничего не понимаешь, но при этом полон решимости разобраться. Интересно, у тебя это стабильность или отсутствие прогресса? А впрочем, неважно. Я правда ничего не понял. В общем, если ты еще не понял, я не бог-фараон. Это Салик был там наверху. Но статуи в Мисре посвящены мне. Это правда. Лолошка, тебе обязательно нужно собрать все огни, чтобы мы могли выкинуть все осколки. Кнев и остальные думают, что тебе это нужно для победы над Туефетуном. Кнев и остальные неправы. Мисру ничего никогда не угрожало. Во всяком случае, не больше, чем всей остальной мультивселенной. Но им об этом лучше не знать. Не обязательно. Когда они думают, что спасают свои задницы, они куда активнее тебе помогают. Заметил? За время общения с тобой, Лолошка, я понял, что ты каким-то образом в каждой бочке затычка. И что скрывать какую-то информацию от тебя слишком дорого обходится. Поэтому ты будешь моим исключением из правила. Но остальным следует знать ровно столько, сколько им нужно, чтобы быть полезными. Ты меня понял? О. Вообще, заглядывал бы ты сюда почаще, что ли? Ты один из немногих, с кем я могу теперь просто поговорить. А с потерей способности видеть будущее, разговоры стали для меня куда интереснее. Я не буду пока что рассказывать тебе, что будет после того, как ты соберешь огни, чтобы ты не думал об этом раньше времени. Но, по крайней мере, теперь ты знаешь, для чего на самом деле все это делаешь. Ой, ты прости, что не мог сообщить тебе этого раньше. Я упорно вообще не вижу твоего будущего. А значит, даже не знаю, когда ты тут появляешься. Мне пора возвращаться к смотрящему. Я пытаюсь устранять осколки через пустошь. Всего доброго, Лолошка. О, и кстати, этот скоробей у тебя в спине. Не волнуйся, он на слабых мироходцев. Ни тебе, ни Акетре ничего не угрожает. А куда ты? Я первый раз вижу, чтобы кто-то залетел туда. В пустоту. Буквально в пустоту. То есть там ничего нет. Я понял! Я пытаюсь устранять осколки через пустошь. Это вот так вот называется это место? Не пустота, а пустошь? Ага. Ладно, я понял. Как же много информации, и она
она вся такая запутана, я ни хрена не понял. Вот правда, ни хрена не понял, но давайте попытаемся разобраться. Моя способность видеть будущее вернулась, но я не могу ей доверять. Да, кстати, это то примерно, о чем говорила маска Междумирца. Он вроде бы видит будущее, но это какое-то дурацкое будущее. Ну, то есть, неправдивое. То есть, он может появляться только в тюрьме времени, в пустоши и здесь. То есть, даже в Мисре он не появляется. Вау! То есть, то, что мы видели бога фараона, это просто Салик. Это Салик, переодетый в бога фараона. Из-за осколков парадокса создаются локальные изменения. Они могут быть в пространстве, они могут быть во времени, но они также могут быть и в пространстве, и во времени. Или даже не быть. То есть, какой-то парадокс может удалить что-то, что вроде бы как существовало, но убрав это тоже парадокс. Вот представьте, да, то есть парадокс может быть как добавленным каким-то предметом, так и наоборот убранным. И да, спустя более чем 50 серий мы можем официально подтвердить то, что Сдерик — это временной парадокс. Потому что он даже назвал его Седриком. Была прям реально неплохая метафора. Вот стекло. Это стекло называется временной парадокс. И пока оно целое, ну, по сути, оно никуда не улетает. Временной парадокс никуда не попадает. Но вот оно разбилось. Оно вроде бы даже потом соединилось. Но маленькие кусочки отлетели в разные стороны. И вот эти кусочки временного парадокса попали туда, куда не надо. Но тогда у меня вопрос, а как? Как мы это будем соединять? Но на какие-то вопросы мы все-таки получили ответы. Например, про то, что Скоробей, который прямо сейчас во мне, он может меня сдерживать, но при этом не так сильно, потому что я сам по себе сильный мироходец. То же самое и с Леди Акетрой. Все, окей, я получил некоторые ответы. Спасибо большое. А мы, наверное, прописываем Малус. О, что тут? Пьянка какая-то была, уже ночь наступила. Что такое? О, кстати, а это, наверное, я даже подберу. Желейное вино. Кому нужны золотые яблоки эффект? Что? О, прикольно. Так, вишневое вино дает регенерацию, это мы оставим. Ну да, смотрите, тут все разобрали. Вся сцена убрана, осталась куча хлама. О, весь рынок уже восстановили буквально за один день, пока я был в этом Прунусе. Так, и погоди, я кое-что вспомнил. Конец предыдущей серии. Помните храм Монту? И там стояли строители. Ну или я не понял, кто это были. В общем, какие-то люди, в общем, там стояли. И мне дали подсказку, что мне нужно сделать так, чтобы их там не было. Да, мне нужно было просто подождать. Сюда! Только теперь вопрос. Что мне делать? Если я нажимаю по статуе. Погоди, а может быть мне нужно зажечь все огни? Неужели мне нужно благословение Монту? Ой, бляха-муха, ребята, это же Unreal. А для этого мне, получается, нужно создавать очень много предметов. О, кстати, это что у нас? Не надо создавать предметов, ребят, забейте. Ой-ой-ой. Эй! Всем привет. Ой. What the fuck? Всем привет. О, маски той Фетуна. Это, наверное, какая-то сайт-записка. Ой, сайт-квест. Братство меня ненавидит. Если они узнают, чем я тут занимаюсь, они меня уничтожат. Они не понимают, что для достижения наших целей необходимо больше сторонников. Я нанимаю хороших людей, которые не проболтаются. Я не допущу, чтобы твое царствование случилось после моей смерти. Я мечтаю своими глазами увидеть твое вознесение. Монту, прошу, пошли мне сил. Ты же читаешь это, я знаю! А, это записки Салмана Муджалида. Это было его тайное логово, я так понимаю, да? Так, ну-ка. Мальчишка Абд вызывает у меня гораздо больше интерес, чем его госпожа. Девчонка молится своему Хатентепу, с ней это все ясно, она бесполезна. А вот Абд... Я видел его на празднике в честь Монту. Он приходил в храм. Мне кажется, он был действительно заинтересован. Хоть и стеснялся. Понятно. Ему бы к Нефнтите молиться, а не тебе, о великий. О, это речь обо мне. Что тут еще? Мне кажется, или у Даны и Буриса роман. Сегодня на собрании Бурис так яростно защищал Дану, хотя она нарушила все правила нашего братства, убив скульптора без нашего согласия.
Откуда теперь братство получит информацию про солнце Селиасет? О, кстати! А ведь мы-то разгадали загадку скульптора. Так, сундуки у нас пустые, бедная уточка. Сколько ты тут живешь? Ты развлекаешь сама себя, да? Так, здесь у нас ничего, записка еще какая-то. Ни в коем случае не покупать больше благовоний в порту Нара. Обманули на 10 утенов. Так еще и воняют они верблюжьей слюной. Тьфу! Окей, так, уберем это все сюда. Ну, в целом, это такой дополнительный квест, благодаря которому мы раскрыли больше Салмана Муджалида, раскрыли его планы по помощи Тои-Фетуну своими методами, чуть больше подтвердили информацию про Дану, про Буриса. Так, и меня кто-то сейчас ждет здесь, да? Нет? Да, вроде бы нет. Ну ладно. Самое божественное, что мы наконец-то сделали, это встретились с Джодахом. Мы поняли то, что никакого бога фараона не существует. Нету. А Кетра была права. А Джодаху нельзя появляться в других мирах. И получается, мне тоже. Потому что мое появление где-то создает те самые осколки. То есть, по сути, я их за собой притягиваю. Вот так вот-то. Это все очень круто, на самом деле. Блин, клево получать ответы. Реально клево. Но что-то мне подсказывает, что дальше сильно больше. Будто бы эта серия была только затравкой для какого-то начала. В любом случае, я очень надеюсь, что вам понравилась эта серия. Постепенно буду на этом заканчивать. Не забывайте про официальный мерч-магазин мироходец.ру, где уже целую неделю продается футболка «Вселенная стремится к порядку». Помимо этого, не забывайте, пожалуйста, про ваши маленькие нажатия в виде лайков и подписок, что дает огромный и, что не менее важно, бесплатный буст к мотивации. Стараемся дальше делать больше. Еще раз спасибо. А если здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и, наконец-то, встреча с Джодахом. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Вчера я признался Хануф, что испытываю к ней чувства. О, господи, Абди. Поздравляю. А вот ты все это время охраняешь бога фараона во время выступления. А ты хотя бы знаешь, что на самом деле им является Салик? Что ты несешь такое, Акетра? Встреча с богом фараоном. Да. Встреча фарс. Фараона не существует, а тот, что был на площади, буквально переодетый Салик, один из золотых масок. Но, дамы и господа, мы все равно добились своего и встретились с действительно величайшим Джодахом. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором наконец-то мы встретились. Боже, это правда произошло. Встреча с Джодахом проведена успешно! Уху! И скажу сразу прямо, если раньше моменты с временным парадоксом вселенной мне уже казались сложными, то во время предыдущей серии, кажется, у меня сгорела голова. Ладно, давайте не буду болтать лишнее, давайте коротко. Как я и догадывался, временной парадокс никуда не исчез. Он приобрел менее очевидную форму. Представим целое стекло. Вот оно есть и есть. Но стоит его разбить, как куча мелких и крупных осколков разлетаются по вселенной, впиваясь в ткани реальности. В сезоне «Голос времени» мы собрали все крупные осколки и, хоть и грубо, но восстановили стекло. Но это же не означает, что оно перестало быть треснутым, верно? Мелкие кусочки все еще разбросаны по вселенной. Парадокс принимает самую неочевидную форму, которую где-то можно заметить сразу, а где-то это практически невозможно. Например, Седрик и Сдерик. Это очевидный парадокс, все это прекрасно понимают, и благодаря объяснениям Джодаха в предыдущей серии мы это даже подтвердили. Но парадокс может не только давать, не только добавлять, но и забирать. Как я уже приводил пример, представьте, что где-то в мире всегда жил торговец по имени Петя. И вот живет себе этот Петя, живет, но парадокс сделал так, что теперь этого Пети никогда не существует. Признаюсь честно, если ты не знаешь, что в каком-то месте есть проблема, то как эту проблему решать? Реально. И знаете, что я думаю на этот счет? Это не моя проблема. Хе-хе-хе. Ну ладно, я шучу, конечно. На самом деле, мне больше всего понравилась фраза Джодаха, что он не может прочитать мое будущее.
Ну оно и понятно. Спустя все пережитое, я как будто сам осколок временного парадокса. Также признаюсь, я надеялся, что Джода хоть как-то упомянет GDH или Междумирца. Но, увы, он явно не тот, с кем можно это обсуждать. Мы это поняли. Так, короче, не менее важный вопрос. Если выступление бога фараона закончилось, то это получается что? О, Акетра. То это получается, что золотые маски скоро придут, верно? Леди Акетра, что с вами? Господи. Уф, ложка, голова моя. Во рту пустыня, прям как та, что мы пересекали с Джамилем. Язык еле ворочается. Ой-ой-ой. Так, а это намек на воду, да? Мне воды принести? Ща, погодите, на кухне у нас куча напитков, я уверен. О, Сдерик. Сдерик, привет. О, доброе утро, Лулошка. Как там госпожа Кетра? Встала уже? Я вчера очень поздно вернулся, но ее, кажется, дома не было. Очень надеюсь, что ее не было, потому что я колотил в окна и требовал меня пустить. Что-то вот такое я смутно припоминаю, да. Надеюсь, что мне просто приснилось. Я абсолютно не понимаю, как люди пьют это вино. Видимо, не, это не мое. Что-то мне нехорошо. Ложка, ты придумай сам, что на завтрак госпоже сделать, пожалуйста. Боже. По-по-по. Так, боже, вы что, реально все пили, пока я с Джодахом болтал? Я не понял. Ладно, давай посмотрим. Завтрак для госпожи. Срок 1 день. Кажется, пришло время вспомнить, что я Абд, и приготовить своей госпоже завтрак. Госпожа любит сэндвичи с яйцом и авокадо. Звучит вроде бы не очень-то сложно. В качестве напитка, думаю, подойдет свежевыжатый апельсиновый сок. Обалденно. Просто обалденно. И где я это достану? Может быть, здесь? О, да, реально, смотри, яйцо. Тут ничего. О, апельсинка сюда. Так, немножко хлеба обязательно забираем. Авокадо. Тост из авокадо, помним. И вот такое мне нужно создать. Поднос с бутербродом из авокадо и апельсиновым соком. Собственно, поднос, я так понимаю, вот он поднос. Ай да, прикольно. Далее хлеб. Хлеб это получается как? А, мне нужно поднос забрать, я понял. Все, забираем поднос. Первое есть, хлеб есть, яйцо есть. Осталось только нарезать авокадо и сделать стакан со свежевыжатым соком. Ох, господи, что меня требует-то? Как это работает? А? Я не понимаю. Ладно, ножик возьмем. Так, и надо как-то нарезать, да? Во, все, я понял. Нарезанное авокадо готово. Вот это мясо пока уберем куда-нибудь сюда. Оно явно не нужно. Далее, по идее, берем пустой стакан и выжимаем сок. Идеально. Итак, остается только создать на верстаке, которого здесь нет. Ща мы поразим леди Акетру, ща она охренеет. Ой, погоди, походу я охренел. У меня же верстака нет. Но и эта проблема решается. Давайте поставим верстак куда-нибудь в место, в котором точно ничего не поломается, и это будет вот этот угол. Идеально. Поднос создаем. Эй, леди Акетра! Я очень надеюсь, что вам это понравится. Первый раз завтрак готовлю. Вот. Что? Ты пришел избавить меня от моих страданий, Лулошка? Да, получается так, вот, возьмите. Давай. Еще! Шо? А, подожди, сейчас, погоди, ладно. Стакан со свежевыжатым, вот. О, так намного лучше. Спасибо тебе. Фу. Так, а что насчет остального? О, Лулошка, прием был просто отменный. Я танцевала всю ночь. Это именно то, чего мне так не хватало. Финальный штрих, чтобы вернуться в норму. Вспомнить прошлую жизнь очень помогает для ощущения земли под ногами. И как мы вообще все это время справлялись? Все наши странствия для меня сейчас как сплошное пятно стресса и переживаний. Но сейчас я наконец-то чувствую, будто вернула контроль над ситуацией. И даже над собой. Ой. Так, ладно, надо переодеться. Спасибо большое за завтрак. Сэндвич я съем обязательно, да. Но позже. Сейчас я боюсь, мой живот еду не выдержит. Да. Сейчас я иду переодеваться. Я готовил этот сэндвич 3000 лет. Так, ладно, я подожду, пока она переоденется, видимо. Я послушный Абд. А, кстати, получается... О, хоть у кого-то не красные глаза, ну ты погляди, красавчик, Абди. Привет. Там эта госпожа наша переодевается. Ложка, господин. Идите сюда. Что?
Ой, Господи, простите. что происходит? Я так счастлив, я так счастлив. Позвольте мне поделиться с вами моей радостью, Лолошка. Вчера я признался Хануф, что испытываю к ней чувства. Хануф сказала, что никогда не думала обо мне в таком ключе. И о том, что между абдами могут быть какие-то отношения, тоже не думала. Но она сказала, что я ей очень дорог. Она нашла утешение в общении со мной. И что, возможно, теперь, когда я завел этот разговор, она может попробовать подумать. О, у меня в груди все просто трепещет. О, господи, Абди! Поздравляю! Очень за тебя рад. Абди, ты же понимаешь, что это не гарантия. Хануф может подумать и принять отрицательное решение. Ну и дурак же ты, Абди. Хануф тебе отказала, но просто не хочет лишаться твоего внимания. Вот и тешит тебя надеждами. Давайте вот это. Абди, ты же понимаешь, что это не гарантия? Ну это же не гарантия, реально. Да, конечно, я понимаю, конечно. Вы не представляете, какая для меня радость, что она отказалась. Ведь это означает, что Хануф не побоялась отказаться. Она не видит во мне убийцу. Она не видит убийцу, которому нельзя отказать. Я первый раз в жизни повел себя как обычный человек. Испытал сильное чувство, поделился им с вами, моим другом. А потом открыл его девушке. Мои мечты сбываются. Я становлюсь обычным человеком. Вы считаете, что обычный человек должен не так реагировать, да? Я должен был расстроиться, что Хануф не дала четкого положительного ответа, верно? Но ведь она сказала мне, что чувствует, открылась в ответ. Как я могу не уважать это, Лолошка? Как я могу не радоваться, что она честна со мной и не идет против своей воли? Я, наверное, пойму это, когда совсем стану человеком. Да, но, если честно, мне кажется, что вот этого я не хочу понимать. Я хочу всегда радоваться, что те, кого я люблю, могут выбирать сами. Даже если они выбирают не меня. Вот. Ой, уронил. Ну, понятно. Кстати, на самом деле очень хорошие мысли. В нашем мире люди очень часто выбирают положительный ответ в сторону человека только лишь потому, что боятся его обидеть. Да. О, господи. Вот это дело, ложка, пожалуйста. Дерек! Тошнит, просто тошнит. Кстати, а где госпожа? Ты сделал ей завтрак, а? Да, все сделано. О, ложка, спасибо. Ты настоящий друг. А что ты там приготовил? Ладно, не говори только, не надо, не рассказывай. Я даже не хочу сейчас думать о еде. Господи. Ладно, я просто покажу тебе. О, Хануф идет. Все в сборе, да? Так, а вы же понимаете то, что все, выступление бога фараона закончилось? Всем привет. Привет, Что тут у нас? Абди. Смотрят. Привет. Эй. Ой, что такое? Что это за взгляд был? Абди, а мне кажется, что что-то не так. Ой, ему пофигу, да. Ну, А ну? вот, вроде бы и О. все. Ух, сколько здесь людей-то А ну, уже, поговорим? Не поговорим? С Дерек, хватит на меня так смотреть. Ну, как провели свой свободный вечер? Рассказывайте, не молчите. Я обожаю истории. Ой, леди Акетра, можно не я? Я сейчас не в том состоянии. Ой, значит, мы... Леди Акетра, я бы предпочла не делиться историями о... службе у Кнефмтити. Вы же знаете, для абдов их поклонение очень личное. Ой, ну да, конечно. Что ж, Лолошка, тогда вся надежда на тебя. Ну серьезно? Ну классика. Ты единственный, кто не рассказывал, какие у тебя планы. Что ты делал? Погоди, они же не знают про Джодаха. Точно! Рассказать все, рассказать, что бог-фараон на самом деле Салик, что-нибудь соврать. Блин, ну мне Джодах сказал то, что никому нельзя говорить. Я вот даже не знаю, просто... прям очень сложно. Давайте вот расскажем, что бог-фараон на самом деле Салик. Вот это можно. То есть, ну, догадался я догадался. Господи. Не может быть. Как же так? Так вот, что сказал Джодах, да? Все это время он использовал нас ради какой-то своей выгоды? Вот он обрадуется, когда узнает, что ты лишился нашей поддержки в поиске огней. Посмотрим,
Как ты справишься без божественной помощи? Чао! Господи! Господи! что за- Абди! Черт возьми, что это было? Историю Лолошки подслушивала гнев Мтити. И ей очень не понравилось, что Джодах не был до конца с ними честен. И она выбрала мое тело как временное вместилище, чтобы об этом сообщить. Я очень польщен, конечно, но это довольно болезненное падение было. Эй, Абди, ты что такое говоришь? Это же гнев Мтити! Как ты можешь быть недоволен ее действиями? А почему она является Лолошкой, когда он даже ей не поклоняется? Воскрешает Зарифа по его просьбе и вселяется в мое тело, чтобы с ним поговорить. Я всю жизнь был полностью верным сторонником. Огни ее статуи всегда горят для меня. Всегда! Все 3 огня! Я был уверен, что они не могут гаснуть. Но за всю эту верность и службу я ничего не удостоился за все это время. Какой смысл мне почитать гнев Мтити, если в награду я получаю использование моего тела и падение с высоты? Абди... Перестань! Перестань! Ты не понимаешь, что говоришь! Так, тихо! О, черт. Абди, мне очень жаль, что гнев Мтити так с тобой поступила. Я уверена, что она выбрала твое тело, потому что знает, что ты самый лояльный из ее сторонников. Не теряй своей веры. Это же важная часть тебя. Ладно, простите, госпожа, вы правы. Спасибо, что помогаете мне не терять головы. Ну, не терять головы. Когда гнев Мтити только что завладела его телом, ага. Черт, ладно, я понял, не самый подходящий момент, простите. Так, ладно. То, что богиня подслушала наш разговор, это очень плохо. Скорее всего, боги теперь сделают все, чтобы усложнить нам поиски оставшихся огней. При мне этот Джодах, которого я приняла за бога фараона, тоже говорил про некий парадокс. Я очень многого не понимаю, но если эти осколки вредят ткани реальности, то это все звучит очень плохо. И если честно, я удивлена, что он продолжает попытки эту проблему решить. Когда я видела его первый раз, он мне показался очень самонадеянным и ненадежным. Впрочем, если ему наглости хватает скрывать что-то от самих богов, про самонадеянность я не ошиблась. Слушайте, а что это там за осколок по имени Седрик? Погоди, стоп! Я почему-то думал, что когда выбираю вот этот вариант рассказать про Салика, я не рассказываю все! Ладно, такой вот у нас ход, значит, да? Я подумал одно, а оказалось другое. Так, а что там он спросил еще раз? Про осколок по имени Седрик. Что? Ну что вы на меня так... А что? Никого не смущает, насколько имена Седрик и Сдерик похожи, а? А что, если я нереален? Что, если я... Как Лолошка сказал, невозможная сущность, да? О, Сдерик. Что такое, Лидия Кетра? А ну-ка... Опа! Ай! Что вы делаете? Это же больно! Успокойся, Сдерик, ну ты сам посмотри. Выглядишь вполне возможным. Блин, а ведь и правда. Спасибо, госпожа, это обнадеживает. К тому же Сдерик и Седрик все-таки разные имена, хоть и похожи. Правда, да? Правда? Да, Сдерик. Ну вот, рада, что мы все с этим разобрались. А вот с остальными вопросами будет, кажется, сложнее. Мы лишились поддержки богов. Таинственный Джодах тоже нам помочь особо не может. И решаем мы, оказывается, не проблему нашего Мисра, а всей мультивселенной? Серьезно? Лолошка, почему я не удивлена, что в этом как-то замешан ты? Ты даже здесь усидеть на месте не можешь. А когда тебе доступна вся мультивселенная, то... Кстати, про доступность мультивселенной. Знаешь, мне кажется, твой Джодах ошибся. Я несколько раз пробовала переместиться в другой мир. Разными способами пыталась. Я чувствую жжение в теле. Даже видела один раз мерцание перед глазами. Но нет, у меня так ничего и не вышло. Этот жук начинает нагреваться и причиняет адскую боль. Что это мы тут Ну да. обсуждаем? Леди Акетра,
Ну, конечно же! Ты пытаешься использовать энергию ОМП, а он, жучара твой, ее поглощает. Дана, На что ты вообще рассчитывала? Тебя же предупреждали! Дана, как ты можешь вообще спокойно об этом говорить? Ты же знаешь, насколько это болезненная и унизительная штука. О, вот тут ты не права. Не знаю. Я же не мироходец какой-то. К счастью. Мне не испытать таких страданий. Абди, отойди. А что это у нас? У бедной госпожи болит спина, да? Не получается отправиться в какой-нибудь благополучный мир, где все хорошо. Ай-яй-яй-яй. Не смейте так разговаривать с госпожой Акетрой. Госпожа Дана. Ох, Абдишка, когда-нибудь у тебя обязательно получится, обязательно. Ты, главное, продолжай в это верить, конечно. И твоя Кнеф Мтити обязательно придаст тебе сил. Ой. Ну ладно, все, давайте. Я не просто так пришла. Выступление бога фараона состоялось. А это означает, что... А что это означает? Мы можем возобновить поиски огней, ребята! Эй, Дана, а вот ты все это время охраняешь бога фараона во время выступления. А ты хотя бы знаешь, что на самом деле им является Салик? А? Что ты несешь такое, Акетра? Не можешь никак принять, что твой дружок Джамиль все это время верил, что его отец мертв, да? Хочешь таким образом приписать Салику какую-то невероятную силу? Да. Неужели тебе недостаточно того факта, что он один из главарей сильнейшего тайного общества, Не получается принять правду, да? Проснись, девчонка! Мир не такой, каким бы тебе хотелось его видеть. Дана, то есть ты все-таки не знала. Но ведь догадывалась, верно? Вся эта спесь, столько стараний меня задеть. Хочешь, чтобы я переключилась? Я-то уж думала, вы в братстве друг от друга только свои личности пытаетесь скрывать. Слушай меня. Смею напомнить, что по условиям вашего договора с братством, в случае, если вы не сможете добыть все огни, вас ждет неминуемая смерть. Если ты не торопишься в объятия любимой богини Абди, предлагаю обсудить план по поиску артефактов как можно скорее. А может быть, не будем ссориться? И, кстати, насчет поиска огней, тут такое дело, Дана... Какое это дело? Дана, мы до сих пор не знаем, какие огни есть у Той Фетуна. Сколько осталось найти? Ну да, конечно. Я как раз с этого и хотела начать с вами разговор. Как вы видите, братство в достаточной мере доверяет вам. Ведь мы отдали вам большую часть огней. И... Что вы... Ох, господи. Но, естественно, мы отдали вам не все огни. Дело в том, что мы давно поняли, что вы не используете огни в полную их силу. А в остальном, они имеют смысл только если собрать их все. Но зачем ты нам сейчас это рассказываешь? Ну а что вы с этой информацией сделаете? В другой мир сбежите. Прекращай. Ну вот, так я и думала. Как бы нас обеих это не бесило, Акетра, вы нужны нам, а мы вам. У братства, помимо тех артефактов, что мы вам отдали, есть еще 3. Щит Роноса, например, мне удалось выкрасть незадолго до вашего появления в Мемфисатоне. Вы не представляете, сколько сил и времени ушло на то, чтобы его выкрасть. Я не знаю, как это удается вам, а нам, чтобы храм не обрушился на катакомбы, пришлось очень долго разбираться с божественными чарами и этими земными ловушками. И даже так я смогла вас обогнать. Но перед этим вы очень хвастались, что Роза нам никогда не достанется. Ну да. Роза все равно не способна сделать то, что мне нужно. Так что, Абдишка, мне она теперь больше не нужна. Да и к тому же твой поступок, Абди, добавил решительности мне вас поймать. Да-да. До этого, знаешь ли, братство планировало просто ждать, пока вы соберете на себя все ловушки и отобрать огни всем скопом. Эй, не надо говорить, что все это из-за меня.
О боже, как же вы мне надоели. Каждый считает своим долгом меня перебить. Вы серьезно? Следующий артефакт, который нас ждет, перчатки Монту на Храмовом архипелаге. Что? Храмовом? Но это же в дальней части Мисра. Именно. Поэтому сначала мы отправимся на Шахтерские, сделаем там привал, потом Фараонов пролив и оттуда к архипелагу. Путь, конечно же, не близкий, поэтому отправляемся завтра. Нет, подождите. Вы больше недели готовили речь Салика, а такое путешествие предпринимается без плана? Серьезно? А кто сказал, что я занималась подготовкой речи? Отправляемся на рассвете, все, давайте собирайтесь. Чао. Ой, и кстати, давайте без глупостей. Вы же сами понимаете, у братства есть несколько козырей в рукаве. Угу. Давайте, пока. Так. Но... Да, Опять куда-то плыть? Да что же это такое? Эй, стой, Хануф, успокойся, милая. Давай ты останешься дома. Тигра нуждается в уходе. Что? Но госпожа, как же я вас оставлю одних? Ой, Хануф, не переживай, мы справимся. Да и опять же, мне нужно, чтобы кто-то присматривал за домом. Но... я боюсь оставаться одна и... То есть... Госпожа, умоляю, разрешите мне тоже остаться. Я за себя не ручаюсь. Могу попытаться что-то сделать с госпожой Даной, а она как раз будет с вами. Пожалуйста, леди Акетра. Ладно. Хорошо, Абди. Значит так, вы останетесь и будете присматривать за домом. Мы же со Сдериком и Лоу-Ложкой поедем без вас. Абди, если ты поможешь раздобыть нам за это время какую-нибудь полезную информацию, то мы... Спасибо, Абди. спасибо, госпожа. Конечно, я очень постараюсь. Ну что ж, ладно. Тогда пойду разбирать мешки, которые я до сих пор не разобрала с прошлых путешествий. Да, чтобы формировать новые уже для этого путешествия. Что ж поделать-то? Давай. А когда я уже смогу зайти в дом, точнее в комнату леди Акетры? Я так давно там не появлялся. Ну да, классика, все. Нажимаю, и ничего не происходит. Короче, честно говоря, я так скажу. Вот этот выбор, где можно было рассказать все, и там, где можно было рассказать про Салика, я думал, то, что, выбрав второй вариант про Салика, я вообще все остальное упущу. Потому что Джодах мне буквально сказал то, что мне нельзя ничего такого говорить. Иначе боги могут узнать то, что Джодах им врет, и бла-бла-бла. И тут, по сути, я просто сразу все порчу, буквально в следующей серии, понимаете, в следующей же. Но это не моя вина, ребят. Ну, ладно, это как бы частично и моя вина, но вот этот выбор был реально очень странным. Ну, прям странноватым. Хотя, скажу честно, пока что все то, что происходит, вроде как мне даже нравится. Да, ну то есть, то, что произошло в этой комнате, вроде не так критично. Ну, кроме того, что боги узнали. Да, вот это критично. Но давайте пока не думать об этом, там уже разберемся по ходу, да? Можем выйти? О, можем, хорошо. Так, давайте посчитаем количество огней. То есть, допустим, всего у нас 5 богов. Допустим. Вот, типа, Селиасет, Кнеф Мтити, Ронос, Монту и Хетентеп. У каждого по 2 огня. Того 10. Следовательно, если мы добавляем еще меч путешественника, то это 11. Значит, у меня сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 3 находится у Тоев и Туна, это 9. Еще 1 лежит у меня в Прунусе, это 10. Следовательно, остаются только перчатки Монту, как сказала Дана, и это будет ровно 11 артефактов. Но, если же у нас 13 огней, то получается 2 оставшихся это... огни бога фараона, да? Окей, чисто формально остается последний огонь. Чисто формально, ребят. Последний, буквально один. Здравствуйте, вам нужна помощь в чем бы то ни было? Ты кто, пацан? Я думал, мой поставщик наконец-то приехал. Этот пес скрылся с моими утенами неделю назад, а? Должен был привезти мне 64 клена. Я не могу больше ждать. Слушай, раз уж ты здесь, ты поможешь мне найти клен? Не-не, спасибо, в другой раз. А, черт, что же делать? Ищи других помощников. Слушайте, раз уж я теперь могу квесты брать, то помните, у меня есть зачарователь, у которого я могу покупать склянки опыта. Мне нужно сделать их дешевле, поэтому, а ну-ка, сюда. Сюда иди. За выполнение квестов также даются скоробеи, про это не... О, 4 лазотеповых!
Точно! Я же когда с Джодахом был, помните, когда он улетал, мне дали очень много скоробеев. Так а я могу прокачать что-нибудь мега крутое. Боевой опыт. Конвертирует опыт в здоровье по курсу 5 единиц опыта равно 1 единица здоровья. Я думаю, то, что против боссов это имба. Как будто это надо прокачать. Давайте я пока что не буду, потому что у меня статуи рядом нет. Но на будущее надо. Так, короче, предложить помощь. Могу ли я как-то помочь вам? А? О, парень, а знаешь, ты как раз вовремя. Проклятые уличные мальчишки меня достали. Снова украли у меня бумагу. А за ней сегодня придет обдважной дамы-кста. Выручай. Раздобудь мне 64 бумаги до конца дня, прошу тебя. Поможешь? Да, бумага это изи. О, благодарю, спасибо. Так, ща, бумага. Изи, о, изи. У меня тут как раз тростника много. Переделываем. Всего 44, то есть мне нужно еще где-то 20. Эй, фермер, мы же с тобой братаны, да? Что ты низким стал? Эй, парень, наши томаты взрыв вкуса в каждом кусочке. Сочнейшие томаты только у меня. Садись за стол с лучшими томатами в мире. Томаты, которые заставят вас возвращаться снова и снова. Да. Так вот, может у тебя тростник-то найдется? Нет? Подожди. О, господи, это проблема. Это серьезная проблема. А у тебя, мистер фермер? Так, продать, купить... Нет, я не могу купить тростник, это огромные проблемы. Здравствуйте, а у вас, кстати, что? Продать руда, уф. Изумрудный блок продать за 5, уголь продать за 3, железный слиток за 10, хорошо. Так, ну опять же это не то, что мне надо, это, блин, вот не об этом надо думать сейчас. Дамы и господа, найдено, бакалейщик. У бакалейщика продается много всего, и в том числе сахарный тростник за оверпрайс. 8 штук за 32, то есть раз, два, три. Я только что на ваших глазах всрал 100 утенов на 24 тростника. Да, я это сделал. Но, надеюсь, это все на благо. Обновление, уличные мальчишки, отлично. Так, вот, забирай, бумага. Ой, вот так. А? Неужели это... О, спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Вот, да, Так, конечно, а мне- держи. О. Это тебе за помощь. 8 утенов! 8! А почему так мало? Ну ладно, Скоробей, давай, лазотепового дашь? Лазотеповый! Все, окей, это окупает, все это окупает. До следующего в итоге еще 1300 опыта. Да, много, но зато у меня уже целых 5. Короче, видимо, в следующей серии мы уходим из Нарфаниса, но прокачаться нужно не забыть. Все обязательно сделаем, а на этом постепенно заканчиваем. Надеюсь, то, что вам понравилась данная серия. Остается один формальный огонь. И неужели мы можем пойти к отправлению? Знать бы, конечно, что такое отправление, но узнаем. А вообще, я очень надеюсь, что вы не забудете подписаться, не забудете поставить лайк, придадите мощнейшей мотивации мне и всей команде. Премного благодарен. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу-Ложка и Последний Огонь. Формально. Всем удачи, всем пока. Пока. Эй. Хватит, Дана! А то что, леди Акетра? Что ты мне сделаешь? Может быть, даже подеремся? О-хо-хо! Внимание! Исходя из моих не самых лучших подсчетов, нам остается найти последний огонь. Сейчас все объясню, мне даже самому удивительно это осознавать, но всем привет, дорогие друзья, я Лоу-Ложка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лоу-Ложка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы готовы найти последний огонь. Да, напомню, формально, если не считать бога фараона за бога, и если не думать, что у него есть огни, то всего их 10, по 2 на каждого основного бога. Селиасет, Кнеф Мтити, Монту, Ронос и Хетентеп, плюс 1 меч путешественника в виде осколка временного парадокса, то есть в общем огней 11, запоминаем, 11. У меня прямо сейчас 7. Дана говорит, что еще 3 штуки у братства Туэфетун. То есть вот, уже 10. И по идее сегодня мы поплывем за последней, формальной 11 частью. Перчатки Монту. О, вроде бы все понятно, да? И да, я прекрасно понимаю то, что вся эта теория разрушается, если у фараона действительно каким-то боком есть 2 огня. Тогда их и правда 13. Но, просто тут такая беда, мы не знаем, какие артефакты прямо сейчас у Туэфетуна. Мы знаем только про
как его, щит Роноса. Думается мне то, что сегодня мы все это выясним. А так, давайте проверим. Что-нибудь произойдет. Акетра, там Дана, может быть, появится. Абди. Всем привет! Зайти не можем, понятно. Здесь тоже никого. Так, короче, на самом деле мне это даже на руку, потому что, внимание, внимание, вы посмотрите, сколько у меня опыта. Выходим из дома, и я хочу прокачать меч путешественника до конца. Так, давайте где-нибудь здесь кладем меч путешественника, проверяем. Сейчас у меня ветер странствий, первый из 5 уровней. Мало, слабо, поэтому прокачиваем до 2-го. 3-го. И чтобы прокачать дальше, мне нужно больше опыта. Не проблема. Хо-хо, ребята! Я так подготовился, вы не представляете. Итак, 4-й уровень и 5-й. 11 блоков в секунду. Боже мой, насколько же это быстро. Сейчас самое главное в стенку не улететь. И поехали! У-ху-ху! Охренеть, какая скорость! Просто половину города. Так, засекаем. Таймер куда-нибудь вот сюда. Нормально. Все, оставляем. И поехали. Так, я эту площадь пролечу за... ну, я не знаю за сколько, но вы таймер видите. По ощущениям, это было примерно 2-3 секунды. Это очень быстро. Но, напомните мне, пожалуйста, а что там еще было? Какая-то другая прокачка. Широкий шаг. Находясь в правой руке, клинок повышает скорость передвижения и позволяет взбираться на препятствия. А, точно! Так, погоди, а почему я это не прокачал? Надо. Только проблема в том, что у меня больше поинтов нет. То есть, обычный опыт как раз есть, а вот очки прокачки закончились. Черт. Тогда прости, меч, видимо, без прокачки. Честно говоря, другое что-то прокачивать не хочу. А, не, свиток правды. Вот это, наверное, на будущее может пригодиться. Типа там броню создам, зачарую. Напомню, здесь есть способность каталог чар. Поместите в интерфейс свитка предмет, который хотите зачаровать, и выберите нужные чары и их уровень. Очень удобно. Чем больше мы прокачиваем эту способность, тем дешевле это стоит. И я могу прокачать, кстати. Ну, давай. Раз, два и... Так, еще немножко опыта. Все, 3-й левел. Модификатор стоимости 1,1. Я думаю, то, что выгодно будет прокачиваться, когда будет написано 0,9. Вот это реально имба. Но, увы, серебряные скоробеи тратить я не собираюсь, поэтому прости, свиток правды. Это твой максимум. Так, ребята, проблема. Прямо сейчас у меня примерно 2 минуты ролика не записалось. Я за эти 2 минуты подошел к статуе бога фараона и потратил 5 лазотеповых скоробеев, а также примерно 5 золотых и 13 серебряных. Да, я как обычно нажал на кнопку, и у меня все нафиг слетело. Ладно, объясню поподробнее. Смотрите, я прокачал боевой опыт. Эта штука конвертирует опыт в здоровье по курсу 5 опыта, 1 хп. То есть, чем больше у меня теперь опыта, тем более неуязвимым я становлюсь, по идее. Далее, за золотых скоробеев я прокачал улучшение боя. Теперь у меня 50-й уровень. Серьезно. А вот за серебряных скоробеев я наконец-то прокачал это древо навыков. Я взял вот эти способности под названием урон, если не голоден. И вы поглядите, как много я это прокачал. По идее, теперь мой меч путешественника наносит не 9 урона, а, не знаю, 20... Может быть, даже 25. Но для этого мне нужно носить очень много еды. Так, короче, я готов сразиться с любым боссом. Где все? Чисто теоретически я, конечно, просто должен поспать. Но я не могу поспать, потому что у нас буквально... Лолошка, здорово. Слыхал, ты не ночью спишь? нет. Вот так. Привет. Слушай, знаешь, после вчерашних слов Абди про гнев Мтити и после окончательного осознания того, что боги нам больше не будут помогать, я понял, что очень давно не трудился во имя Монту. А ведь нам плыть-то именно за его огнем. Я боюсь, что это путешествие будет отнюдь нелегким, Лолошка. Но в этот раз я готов. Морально я точно готов. Вот смотри, я даже вещи собрал заранее. Теперь-то уж я знаю, что надо брать с собой, да. Пойду приготовлю завтрак для Акетры. А ты это, разбуди ее, кстати. Не хватало еще, чтобы Дана пришла ее будить. Тьфу. О, ладно. Слушай, вовремя ты появился. Просто взял вот здесь, заспавнился. Ладно, ну хорошо, что все-таки что-то продолжается. Отсюда брать нам нечего, поспать все-таки не надо. Следовательно, погнали как-то будить Акетру. Только я не знаю как. Ну, то есть она ж буквально нас не запустит, потому что дверь не открыта. Да, заходи, я не сплю. Все настолько проще. Здрасте. Это ты, Лолошка? Если честно, я думала, это Дерек завтрак принес. А я вот, смотри, собралась.
Вернее, пересобралась. И в моральном, и в физическом плане. Я ужасно не хочу никуда ехать. Никогда бы об этом не подумала. Еще с полгода назад я бы с уверенностью сказала, что готова бросить все. А теперь... Теперь я так дорожу всем, что меня окружает. Ладно, в целом ты и так это уже не первый раз слышишь, поэтому... Лолошка, ты как, собрался? Так. Да, теперь да. Вот и отлично. Ой, вот это отнеси к двери, пожалуйста. А я пойду в очередной раз напомню Хануф, как заботиться о котенке. Ой, хорошо. Ой, котенок. Ой, ты погляди-ка, она поняла, что я говорю о ней. Вот я просто не понимаю, смотрю на это и не понимаю. Как мне оставить эти глазки и куда-то поехать? Ладно. Фу, прости. Ты, кажется, мешки относил. Да, кстати, да. Грязная шляпа. Количество стирок 0 из 10. Можно стирать в холодной воде. Ну ладно, мне это явно не понадобится. Значит так, я напомню, Абди и Хануф остаются в этом доме. Я, Сдерик и Акетра плывем на какой-то остров за перчатками. По идее, последним огнем. Так, как это отнести? Что, просто нажать? А, окей, это кат-сцена, вообще изи. Тогда изи. Только сейчас как будто что-то произойдет. Меня это немного напрягает. Все нормально же будет? О! Динь-динь. Динь-динь-динь. Помогли бы, что ли, черт возьми. Стоп! Мне реально нужно смотреть на сцену, как я вот это вот все ношу? Привет, Абди, привет, Хануф. И я просто в 3 горба уже сложился. Ношу эти мешочки. Ну все. Я все выполнил, госпожа. Так, а чего это мы сидим? Пойдемте завтракать. Я на всех сделал, если что. Решил в этот раз хорошо потрудиться. Накрыл на кухню, чтобы все сюда не тащить, поэтому пойдемте. Да, Сдерик, надо хорошо подкрепиться перед дорогой, ты прав. Пойдемте. Все правы. Что ты скажешь? Эй, Так, подожди. Знаете, у меня слушай, сейчас Абди, ощущение, что... Ты можешь уйти, пожалуйста? Мне надо кое-что сказать Лолошке. Да. Короче, у меня сейчас есть ощущение, что нам показывают драматическую сцену, как мы прощаемся, а потом мы вернемся, и Абди и Хануф уже не будет. Ребята, я не хочу, чтобы мне эти мысли лезли в голову, но они лезут. Так, надеюсь, никакого драматического прощания на завтраке не будет, окей? Сказать... Чё? Ну ладно. Да все нормально, не ревнуй. Все нормально. Я тебе не соперник. В общем, Лолошка, ты заметил, что госпожа надела мое платье, да? Ну да. Ну так вот, я не почувствовала той радости, что должна была. Абди вчера мне кое в чем признался, и я не смогла нормально ответить, потому что не была уверена, что он не станет мне угрожать. Но то, как он отреагировал, мне очень-очень радостно. Только не вздумай это Абди сказать, не надо. Я еще не до конца решила, но... У меня еще будет время. Я понял. И еще кое-что, Лолошка. Спасибо тебе за то, что помог Абди поверить в то, что он человек. Господи, боги, другие миры, тайные заговоры. А я кланяюсь Абду. Что еще нас ждет? Ладно, сейчас вкусный завтрак. Пойдем. О, слушайте, а мне кажется, что это все благодаря отношению с Абди. Потому что мы прокачали его до максимума. И вот этого диалога бы не было, если бы у нас была бы просто отвратительная репутация с Абди. Сдерик, ты, как всегда, великолепен. Ой, да бросьте, леди Акетра, это же просто завтрак. Но зато какой завтрак! Слушай, Сдерик, это правда, это очень хорошо. Да, это превосходно. Ой. А ведь действительно, слушайте, пахнет восхитительно. Да, Ой, но господи, да сядь обратно. Я сама возьму. Ой, встать, кстати, не могу. Вот это, и вот, пожалуй, это. Ой, да. До чего ты дошла, Акетра? Есть за одним столом с сабдами.
Дана, я не имею никакого желания есть с вами за одним столом. Эй, Абди, будь добр, пожалуйста, сядь. Хорошо. Запомни, Абди, в моем доме ты либо ешь со всеми, либо на улице. Ну ладно, так, слушайте, у меня на самом деле нет сейчас желания с вами спорить и все такое, но... Где бы сесть-то? О, Абдишка, рядом с тобой, да? Слушайте, а ведь это действительно вкусно. Эй, ты, хочешь стать моим поваром? Нет, не думаю. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Но знай, я готова сказать тебе спасибо за этот завтрак. Это мило. Не за что. Слушай, а у тебя все абды такие наглые, м? Сейчас, честно говоря, я даже рада этому, Дана. Ой, ну что ж вы все такие... Ой, да уж. Ладно, если вы закончили думать, что ваше поведение меня хоть как-то задевает, то нам пора отплывать. Ну, давайте, что вы на меня смотрите? Буду ждать вас в порту. У меня, кстати, для вас есть даже сюрприз. Чао. Ну, наверное, ее и правда это никак не задевает, ей, скорее всего, вообще пофигу. А может быть и нет. О, Абди, ты такой молодец. Это наш маленький триумф над большой и злой Даной. Ой, наконец-то. А вообще, ладно, думаю, что теперь действительно я готова ехать. Хануф, Да, леди Акетра? Хануф, я очень на тебя надеюсь. Я не переживу, если с... О, не-не-не-не, госпожа, что вы? Я столько лет ухаживала за всеми вашими кошками, вы что? Я точно справлюсь. То есть, мы справимся. Ну хорошо. Спасибо, Хануф. Просто мне очень тяжело думать о том, что я оставляю и... Что не так? Что не так, госпожа? А, черт! Дана же вчера так ошарашила меня быстрым отъездом, что я совсем забыла, что сегодня у меня уроки в школе. Ох, черт, я очень надеюсь, что в такое раннее утро там уже кто-то есть. Оставлю распоряжение. Ой. Встретимся в порту, Лолошка. Захвати мои вещи. О, черт, ну как же я могла забыть? Ну как же так? Ну, ладно, Лолошка, пойдем. Если что, помогу тебе с вещами. Окей. Че, мы, получается, это, прощаться будем? Скажешь что-нибудь? Типа там, пока! О, друзья мои, я буду скучать по вам. Ой, Сдерик, я тоже буду скучать. А меня? О, иди сюда, Сдерик. А меня? А меня? Мы тоже будем скучать. Обязательно берегите себя. Удачи вам, господин Лолошка. Обязательно защищай госпожу. Да, ребят, вы какие-то странные. Люблю вас за это. А меня обнять, черт возьми, забыли? Алло! Мне не хватает тепла и ласки. Мне нужно, чтобы обняли меня. Ну ладно, Дана уже действительно ждет по полной программе. Но меня не обняли. Меня просто считают за какого-то господина. Что такое? Какой же я господин? Я Аб. Ну, что за... А где Акетра? В школе. Вам бы, честно говоря, тоже не помешало. Может быть, даже манерам бы научились. Это что за... Слушай меня сюда, Абд. В моей школе не учили манерам. Там учили убивать. И я тебе обещаю. Еще раз, и ты сможешь проверить мои знания на практике. Ты меня понял? Что ты на меня так смотришь? О, смотри-ка. Переменка, кажется, началась. Что у вас тут происходит? Ой, Сдерик, вставай. Ой, вы что? Даже корабль пригнали? Серьезно? Ну да. Не на фараоновых же плавать. Так, ладно, все, мальчики, девочки, собрались, плывем. Эй, ты, скажи-ка мне, ты до шахтерских-то сможешь доплыть, Ему даже отвечать ничего не надо. Конечно сможет, это же великий Сдерик. Лучший мореплаватель в Нарфанисе, да? Верно, Сдерик? Поболтаем, кстати говоря. Скажешь что-нибудь? Лолошка, слушай, во второй раз это, конечно, не так страшно, это правда, но не мог бы ты, пожалуйста, не отвлекать меня, а?
На Шахтерский плыть очень опасно. Пожалуйста. А, ладно, да, точно. Шахтерский, да-да-да-да-да. Там же опасные пески и все такое. Так, проверим здесь. Мы можем сюда спуститься, ничего себе. Йоу! А мы и не знали, что до этого здесь есть какие-то комнатки. Даже деньги. Так, сундуки у нас пустые. Вкусно, вкусно. Так, ладно, что у нас, где все остальные-то? Господи, вылези отсюда. Так, вижу Акетру. А Дану, кстати, не вижу. Ладно, поговорим. Вау! Лолошка, представляешь? Здесь сказано, что перчатки Монту позволяют ковать сам Ауритех. Никому в Мисре во все времена не удавалось расплавить руду этого металла. Хоть он и встречается довольно часто. Хм. Вообще, эта книга очень странно написана. Повествование в ней похоже на... инструкцию, замаскированную под энциклопедию. Не нравится мне все это, ой, не нравится. Это странные странности Мисра, которые ты нашла в библиотеке. Ее, по идее, еще этот JDH написал, да? О, ночь. Время быстро идет. А где Дана? Дану-то просто я не заметил. Ну ладно. Так, и мы появляемся на Шахтерских. Да. Или нет? Ну, вот мы и на месте, друзья. Опа. А, ты наверху была, боже. Да уж. Плыли мы дольше, чем следовало бы. Почти 3 дня, капитан Сдерик. Эй, хватит, Дана. А то что, леди Акетра? Что ты мне сделаешь? Может быть, даже подеремся? Не-не-не-не, стойте, не надо. Сдерик, позволь, я сама решу. Хорошо? Я не против. Но давай не на корабле, хорошо? Да. Чудесно. Идем. Знаю, я тут один блочный кран. Идеально подойдет. Ну давай, веди. О, Фарах! Дана, госпожа, прошу, не наказывайте. Это ложка, это он во всем виноват. Это он. Господи! Исчезни, Фарах! И дом свой освобождай. А также приготовь еды и 2 кровати. Для меня и Акетры. Что? Ну и пиши завещание, видимо. Ты только что стал мне бесполезен. А леди Акетра очень зла. Я не... Да. Никогда не испытывала к Фараху ничего, кроме отвращения. Надо же. Возможно, у нас больше общего, чем я думала. Нет, это вряд ли. Ну вот, я же говорю. Ладно, о чем мы там? Мы вроде как отвлеклись. Или же ты уже струсила? О, да ладно, неужели... О, вот дела. Они реально дерутся, Лолошка. Не-не-не-не, я не могу на это смотреть. Надо срочно себя чем-то занять. Пойду-ка я, наверное, вещи разберу, да. Лолошка, ты как это? Поможешь мне? Вау, мой первый выбор за эту серию. Я уже и забыл, что можно что-то выбирать. Так, конечно. Извини, Сдерик, но я хочу найти Фараха и кое о чем расспросить. Сдерик, да погоди, ты давай лучше досмотрим. Наверное, я хочу встретиться с Фарахом. Ну ладно, понимаю. Только пообещай, что не будешь его убивать, как Дана сказала. Хоть он и сотрудничал с Даной, нам он все-таки тоже помогал. Обещаешь? Ладно, я и не собирался, на самом деле. Что, мне надо обещать? О, я знал, что Реально? на тебя можно положиться. Все, давай, пока-пока. Я пойду трудиться над вещами. Слышишь меня, Монту? Слышишь? Я трудиться! Красава. Блин, ну вот на это смотреть, конечно, прикольно. Сюда! Бам! Так, ладно, простите. А Сдерик-то реально носит вещи, погляди. За этой маленькой деталью можно и понаблюдать. Куда это ты унесешь? Мне вот просто интересно, эти мешки где-то появятся? А, он же несет это, получается, в дом... Блин, а как же хочется спать, а? Понятно. Так вот, он несет это, видимо, в дом к Фараху. Оп, заходит. А Фарах-то здесь, мне же нужно с ним поговорить. Я что-то выбрал вариант, где я хочу поговорить с Фарахом. Фарах! Черт возьми, где тебя можно найти? Это у нас... А, стоп, это же Фарах, да? Да, это он! Ой-ой-ой, здрасте. Ты чё?
Пора. Тебя догнать-то. Ну что ж, прошу, не надо, не убивай меня, не убивай. Черт. Я прошу тебя, Чел, я не собираюсь тебя убивать. А что тут происходит? То, что ты работал на Дану, типа, я как бы, честно, мне плевать, вот клянусь, мне вообще пох настолько, что... А вы что тут? Не на что тут смотреть. Слушай, парень, пойдем поговорим в более приятном месте, а, да? Нет, Фарах, решим это сейчас при твоих людях. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что мы решим. Что вообще произошло? Фарах, он работал на Дану. Все? Сейчас мне реально настолько пофигу на это, что ну да ладно, давай, решим это сейчас при твоих людях. Да, говори тот. Хара. Хорошо. Чего ты хочешь от меня? Чего? Так. Ты состоишь в той Фетуне? Это ты раскидал мясо по шахте тогда? Ты работаешь на Дан? О, кстати! Это ты раскидал мясо по шахте. Помните, когда гули появились? Ну-ка. Эй, Фарах, отвечай уже! Да, отвечай, чё молчишь-то? Меня бы убила Дана. Она бы убила меня. На вопрос ответь. Ну да, я это сделал. Тьфу! Мы там друзей потеряли. Фу! Нам жрать там нечего было, а он мясо. Нет, я прошу, вы не так меня поняли. Дана, это Дана. Она привезла мясо. Не я никогда не стал бы я. Ну как мне исправиться, скажи мне, как я должен что-то сделать? Короче, наша главная претензия это то, что он, оказывается, работал на Дану. Я третий раз уже повторю, мне настолько пофигу. Вот, что-то меня это прям не трогает от слова совсем. Отдай мне все, что тебе заплатила Дана, и я забуду. С людьми твоими я тогда тоже поговорю. Не мне решать. Ты им объясняй. Запугать. Начни больше платить людям, наладь работу шахт и экспорт руды. В том числе и моей доли. Перестань забирать себе в карман и отвечай за содеянное, либо мне придется найти нового коменданта. Понятно тебе? Ну как я... Ну то есть я имел в виду, что... Хорошо, ребята, завтра общее собрание днем. Всех обязательно предупредите. Я сейчас же пойду достану геологические карты и схемы. Да, вот. Я все исправлю. Я составлю отчет, правда. Не только не надо никого искать. Я прошу. Подвиньтесь. Господи. Спасибо вам, Лолошка. В какой же раз вы нас спасаете, а? Ну, не знаю. Ой. Фига! Время полетело. Вы что, тут болтать сели? О, блин, как это красиво. И резко ночь. Окей, мы тут, видимо, стояли 1000 лет. Фарах, конечно, такой неприятный типочек. Реально, подстроиться под все... Лолошка. Дана и леди Акетра просто пришли и завалились спать, прикинь? Ой, как же я рад, что госпожа в порядке. Пойдем, мы, если что, спим в соседнем здании. За мной. Подожди, стоп, они вместе легли? Что? Они вместе легли на эту двойную кровать? Я не понимаю. Это немного странно как-то звучит, честно говоря. По крайней мере, я видел то, что там 2 кроватки друг с другом. Чё? А спокойной ночи! Ай, бляха. А спокойной ночи пожелать. Давай тоже тогда приляжем. Может быть, что-то произойдет даже. О, Сдерик, как всегда великолепно. Ну, вообще, да, согласна. Что? Вы соглашаетесь с моей госпожой? Это неожиданно. Ну, твоя госпожа неожиданно плохо дерется. Тебя хоть похвалю. Ну, ладно, Акетра. Может быть, и не так плохо. Не дуйся. Ой. Хорошо, позавтракали. Нам пора плыть дальше. Пойдем.
А, вот так, сходу? То есть мы тут вообще ненадолго? Просто порешали вопрос с Фарахом, да? Ну, на самом деле это очень хорошо, то что вопрос с Фарахом закрыт до конца. Я хочу сейчас дать небольшой такой, ну не то чтобы спойлер. В общем, наверняка вы заметили то, что я не так часто бываю на Шахтерских островах, и я их вообще не прокачиваю. Оказывается, это и плохо, и одновременно пофигу. Если бы я прокачивал, если бы я чуть чаще появлялся на Шахтерских, то да, открылся бы дополнительный контент. Это я узнал. Но из-за того, что контента было и так офигеть как много, вы, наверное, заметили то, что некоторые серии иногда даже длились по 35 минут. Из-за того, что контента настолько дофига, я просто, ну, пропустил как-то мимолетом Шахтерские острова. Я не представляю, что было бы, если бы я еще и там появлялся. Но я, да, извиняюсь, то что какие-то квесты я все-таки, получается, пропустил. Тяжело сейчас взять и продумать всю цепочку, которую я мог пропустить, но мне нравится, как идет сюжет в любом случае. Я надеюсь, вам тоже. Типа, основную ветку мы вроде бы никуда не теряем, и сайд-квесты тоже не пропускаем. Большинство, надеюсь. А вообще, приготовленный рис давайте уберем куда-нибудь сюда. Так, и что вы тут? А вообще знай, тебе нужно больше использовать ноги. Ноги. А тебе бы поменьше язык, когда не просят. Ну все же, давай вернемся к технике боя. Во всем Мисре никто не дерется лучше меня. Даже Лейла. Да, конечно, сколько раз я это слышала. Ну, в этом плане Дана, конечно, очень самоуверенная. Я верю то, что она хорошо дерется. Уж больно криклив сюжет на этот план. Так, а где у нас... А, Сдерик? О, Лолошка, уж не знаю, что такого произошло у них там на кране, но, похоже, прикинь, у них реально есть что-то общее. Я, правда, не могу перестать думать, что это какая-то очередная уловка Даны. Буду очень внимательно следить за ней. Ты бы это, кстати, присел, что ли? Нам плыть-то еще порядочно. Присел, имеется в виду, типа поспал? Ничего не происходит. Так, поговорить. Ох, ни хрена, чего? Ребят, я себе сейчас такой спойлер словил. Предложить помощь? Что, Дана? Статус отношений. Отвратительная шкала отношений, конечно. Я даже не знаю, что ей можно подарить. Не знаю, можно... железный нож подарим. Это что, надежда завоевать мое уважение? Видимо, ей нельзя что-то подарить, то есть нейтральный подарок. Мне кажется, то, что это такая, знаете, сценарская уловка. Типа, я буду думать, что с Даной можно подружиться, а на самом деле шкала отношений просто никак не поднимается. Что ж, мне, видимо, нужно прилечь, присесть. Недаром трюм все еще открыт. Но сделаем мы это уже в следующей серии. На этом я буду постепенно заканчивать. Арка с Шахтерскими островами, видимо, закончилась. Уж больно сильно нам на это намекнули. Я, опять же, извиняюсь перед разработчиками, которые, наверное, могли душу вложить в эти Шахтерские острова, а я там появился, сколько, 2 раза? Простите, пожалуйста. Я очень надеюсь, что что-то другое я, наоборот, лучше раскрыл, чем вы ожидали. А вообще, не забывайте, пожалуйста, подписываться, не забывайте ставить лайки. Каждые ваши микронажатия — это огромный буст к мотивации. Эта серия очень хорошо показала, что не нужно забивать на какие-то геймплейные условности. В будущем я это само собой постараюсь учесть. Не бейте меня только, пожалуйста, окей? У нас и так уже слишком долгие серии получаются. Ладно, если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Дана, Акетра и Сдерик. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Лолошка, поставь Горн Селиасет на нос корабля. Бляха-муха! Это и есть то, о чем говорил Джодах. Ну-ка. Что? Ты что делаешь, дура? Ай-яй-яй, старое недоброе путешествие. Ни я, ни Акетра, ни тем более Сдерик недовольны тем, что нас подорвали ради поиска огня. Но, зато формально, это может быть последний огонь. Перчатки Монто. Найдем их, черт возьми. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы начали понимать главное. А главное в этой истории то, что перед нами буквально последние вылазки. Основное количество огней уже у Той Фетуна и у меня. То есть скоро нам будет незачем куда-то плавать, и начнется то, что мы не ощущали уже десятки серий. Непонимание и незнание. Напомню, что огни нам нужны ради какого-то отправления. А вот что такое отправление? Алло!
Скажите, пожалуйста, что такое отправление? Ну вот, собственно, как вы видите, ответа все еще нет. Короче, боги не хотят, чтобы люди нашли артефакты. Люди же хотят при помощи артефактов открыть путь в другие миры. А вот исходя из слов Джодаха, ни те, ни другие не знают всей правды. Правды про временной парадокс. Ну оно-то и понятно, я сам толком ничего не понимаю. Знаете, вполне реально то, что в настоящей, какой-то настоящей неполоманной вселенной никакого Тои-Футуна даже не существует, потому что зеленый континент не наводняли монстры. Понимаете, о чем я? То есть просто представьте, монстров не появлялось, следовательно, людям не за что ненавидеть богов. Следовательно, идейного Тои-Футуна также не появлялось. Люди живут в достатке, у них много еды, зачем им искать какие-то пути к другим мирам, да? То есть мы можем понимать, что отправная точка всего вот этого говна в Мисре началась после появления монстров. А это было то ли десятки лет назад, то ли 10 лет назад, я, честно говоря, забыл. Но я хочу как бы сразу сказать то, что это мое мнение. Это моя теория, не надо думать, что это прям взаправду так оно и есть, окей? Просто мне кажется то, что все вроде бы более-менее сходится, ибо даже боги говорят мне, вселенная стремится к порядку. Даже боги не ожидали, что люди начнут искать огни, потому что, ну, по сути, боги, наверное, даже и не виноваты. Это монстры, это парадокс. И Джодах об этом не говорил даже богам. Об этом мы тоже узнали примерно 2-3 серии назад. Так, а вообще серьезный вопрос. Чё, блин, происходит? Почему ветер усилился, а? Так, Сдерик, поговорим? Не поговорим. Ребята, что за задница, а? Ой, не нравится мне это, ой, не нравится. Такое ощущение, что мы по кругу плаваем. Что? Ты как это определила, Акетра? Солнце всегда на одном месте. Мы же никуда не сворачивали. А, да, серьезно. Так ты внимательно это взгляни. Вон туда. Прямо перед тобой. Что там? О, нет. Там же... Там же... Вот именно. Это похоже на след от корабля. И кажется, нашего корабля. Но как? Как это возможно? Не знаю. Но пока что... Так, ладно, пока что рано паниковать. Может быть, это просто песчаный кит прошел? Эй, Лулошка! Сюда, скорее! Лулошка, течение усилилось, ты посмотри на это! И ветер тоже! Я пока вроде бы справляюсь, но если станет хуже, то... Так, ладно. Ладно, а может быть мне что-то сделать надо? Может быть мы паруса немножко ослабим, там все такое? Акетра! Дана? Так, поговорить? Все что-то на взводе, а я даже не понимаю, что происходит. Ну, ветер, да, ветер жесткий. А еще говорят то, что там след от нашего корабля. Правда, его не видно, но, да, представим, что он там есть. Черт тебя дери, равнее держи, поварена! Что происходит? Йоу! Я тебе говорю, равнее! Да не могу я не могу! Такое ощущение, будто руль сорвало скалистым рифом! Черт, Сдерик, как это возможно? Он же покрыт лазотепом! Да не знаю я не знаю! О, нет, Монту недоволен вашими стараниями. Нет, гнев Мтити расстроена. Черт возьми, происходит? Лолошка! Горн, быстрее! Поставь Горн Селиасет на нос корабля! Я понял! Бляха-муха! Срочно! Селиасет очень неловко, но она насылает на Васкару. Емать! Нет! Это Стоп! Погоди, а как же... А мы? Рифы, точно. Да уж. Это было так эпично и неожиданно. Эй, ребята, я здесь! О, Лолошка, ты посмотри. Это же остров в проливе Фараона. Все вроде бы не так уж и плохо. А как мы до туда доберемся? Вот! Что? Я не поняла. Попробуйте вынуть обломки корабля! Что? Ладно, попробуем так. Что? Как? Акетра, как?
Как ты используешь? Что происходит? А Кетра может, бляха-муха, использовать горн Телеосет? Ой, ё-моё! Ну ты даешь, Акетра! Раз уж кораблекрушение не справилось, так ты нас добить решила, да? Я не... Знаешь, вообще-то, если бы не ты, так мы бы и не плыли никуда. И не напоролись бы на риф. Простите, а где песок? А? Какой Чего? еще песок? Ну, Какой ну песок? как же? Подожди, реально. Вот, посмотрите сами. Голый каменистый остров. А где песок-то? Ну или там трава и земля, как на зеленом. Я не понимаю. Посмотрите под себя. Песок и песчаник будто весь сожрали. Черт! Золотые скоробеи! Надо срочно отсюда убираться! Я не понимаю, какие еще Тихо, Стерик! Срочно! Туда! Все туда! Ой, что, почему так залагало? Что происходит? Что происходит? Почему так... Бляха-муха! Бога ради, бежим! Скоробеев! Емать, просто что за экшон на экшоне происходит? Ребята, ну нахрен, реально бегите, я тут не справлюсь. Могу горн Телеосет бахнуть, но тут явно не получится. Так, песок. О, какие же лаги, какие лаги. Так, что? А, ну да, я перелететь могу, окей. Так, все? Я не понимаю, я не Вы справились? понимаю. Скоробеи же едят навоз, а не песок, как? О, Сдерик, это особые скоробеи. Они питаются в основном кременистыми соединениями, то есть песком и песчаником. Скалы бы-то они тоже сгрызли, но благо их жвала под это не приспособлены. Это как... От чего же мы бежали-то тогда от них? Ох, поваренок. Наша увлеченная леди забыла упомянуть, что большое количество кременистых соединений есть в человеческих костях и сухожилиях. Вот оно что. Ну, вот видишь, сразу понятнее. Ой, да уж, не думала я, что... Эй, подожди, Дана, подожди. Смотри-ка, что-то здесь не так. Это же кристаллический остров в Фараоновом проливе, верно? Ну, судя по шахте, да, это он. Но как? Он же не должен быть заброшен. Я постоянно вижу кристаллы отсюда на рынке Нара. Ой, не понимаю, ничего не понимаю. Ну, тут я без понятия. Кристаллами обычно интересуются только богатенькие дурачки. На, успокойся. Но, правда, вот ходили слухи в братстве, что здесь был обнаружен один из огней, который, как и твой меч, не относится ни к одному из известных богов, кстати говоря. Что, даже твоему богу фараону Салику, да? Ой, не до твоих насмешек сейчас, Акетра. Ну так давай тогда рассказывай, что знаешь, не томи нас, Дана. Да ладно тебе, ладно, только не кричи на меня. В общем, дело в том, что когда огонь забрали, стали происходить странные вещи. Какие? Да, прозвучит невероятно, но все, кто с этим сталкивался, говорил, что люди стали разбиваться во времени. Я сама с этим не сталкивалась, только слухи слышала. Да и раньше им не верила. Но кто действительно поверит в бред, что могло существовать несколько копий одного человека? При этом все разного возраста. Но этих сообщений в какой-то момент стало так много, что братство... В общем, они просто сообщили, что проблему-то решили, но... Кажется, метод решения был выбран кардинальный. Но это же невозможно. Кристаллы ведь до сих пор продаются по всему Мисру. Это подделка, Акетра. Этим я уже занималась. Их делают на Гизире, выплавляя цветное стекло в вулканической магме. Это ужасно. Простите, я не понимаю, а почему никто об этом не знает, Дана? Почему я ни разу не слышал историй и не видел переселенцев с этого острова? Неужели вы просто скормили целый остров жукам ради какого-то там огня, а? Что? Ради какого-то огня? Это огонь! Огонь, понимаешь? Это огонь, да огонь! Вон, посмотрите на нашего Лолошку! Да у него этих огней полный рюкзак! И что? Он никого не убивал за них вообще-то! Ой, да что ты! Этот Абд, возможно, народу положил больше, чем я за всю свою жизнь! Больше? Ты просто, наверное, привык не обращать на это внимания.
Или оправдывать его? Нет, но это же не... Хочешь, перечислю? Рядовые члены братства, несколько ног, мой крыса, Салман Муджалид. Стоп, что? Ты- Салман Муджалид? Жрец бога Монту? Ложка, так это был ты? Эй, Сдерик, прости. Я забыла тебе сказать. Слишком много всего навалилось О, и... нет, леди Акетра, нет. Все в порядке, я просто... Да и я на ложку-то, кстати, не злюсь. Кроме того, что он опять не рассказал ничего. Я уже привык мириться с тем, что миссер жесток. И действия ложки почти во всех случаях были ответом на вашу же агрессию. Никого из них он не убил за то, чтобы чем-то там завладеть. Ложка неплохой человек. Понятно тебе. А вот вы и ваше братство без капли сожаления уничтожили жизни сотен тысяч людей. И я не только об этом острове, я обо всем Мисре. Хватит! Хватит уже пытаться оправдать свою озлобленность на мир тем, что вы не одна такая. Я вот своего отца вообще не знал. И что? А? Да как ты смеешь говорить про мои... Эй, Дана, не смей! Остановить Черт возьми, Дана, стой! Прочь с дороги! Что? Ладно, видимо, это никак не повлияло бы. Что? What the fuck? Что произошло? Эй, Лолошка, ты в порядке? Я-то в порядке, просто... Погоди. Сдерик реально задел Дану, но он жестко ее задел. На самом деле он прошелся по самой ее болезненной теме, по теме отца. То есть нам уже давно раскрыли Дану как человека, который делает все возможное, чтобы найти способ воскресить свою семью. Вот, и... как бы... Удивительно, что мы тут еще не полегли. Да, я в порядке. Фу, ну слава богу. Не думаю, что она хотела тебе навредить, просто отбросила, чтобы не мешал. Сдерик, твои слова сильно ее задели. А? Задели? Ну и правильно сделали. О, нет, Сдерик, я бы так не сказала. Теперь у нас нет лодки. Если Дана не вернется, то... Стойте, леди. А почему скоробеи не лезут в песчаное море? Они же вроде как песок едят и... А вот это, кстати, Сдерик, хороший вопрос. Золотые скоробеи очень тяжелые, поэтому в зыбучих песках они тонут и задыхаются. Да, понятно. Но это не единственная причина. А что еще? Как и в водном море, в песчаном очень много соли. А соль губительна для жуков, даже для таких прочных. Так это же здорово, а? Сейчас, погодите-ка. У меня всегда с собой соль. Чего? Зачем? Ну, как это зачем? Мы же всегда в пути, всегда в путешествии. И всегда все хотят кушать. Вот тут-то в игру и вступает всегда ко всему готовый Сдерик. Ладно, убедил, допустим. Так, а вообще... Знаете, мальчики, я уже так привыкла к приключениям, что совершенно не волнуюсь. Что мы одни на заброшенном острове, окруженные плотоядными жуками, совершенно без еды и... Тихо. Зато тут есть вода и немного травы. При большом желании можно хоть неделю прожить. Не, даже месяц. О, нетушки. Знаете, не нравятся мне эти рассказы про копии людей и дробление во времени. Это же явно связано с временным парадоксом, про который говорил Джодах. А вообще... Ну да. Соль. Кто пойдет проверять соль на скоробеях? Мне кажется, тот факт, что я взял соль, уже достаточное участие, леди. Ну понятно. А что насчет тебя, Лолошка? То есть, подожди, ты хочешь, чтобы мы пошли туда? А если из меня выйдет 2 ложки? А если из меня выйдет 3 ложки? Подожди, а Дана-то куда уплыла в итоге? Клянусь, ребят, вот какая это серия? 73-я, да? Это же 73-я серия. Официально для меня это самая необычная серия. Вот это та серия, от которой я не ожидал все, что здесь происходит. Вот все, что здесь происходит каждую секунду, я этого не ожидал. Это нечитаемо, и это круто. Короче, что там еще раз? Соль, пойти туда, да? Да мне, если честно, не хочется. Парни, вы что, издеваетесь? Ой, давай сюда свою соль. Сама пойду. Как-то неправильно, Сдерик, не находишь? Ты куда?
Сюда, откуда? Вот это прыжок. Ой-ой-ой. Шли прочь! Сюда! Ой, какая соль прикольная. Оно работает, ребята, оно работает! Посмотрите! Обалдеть! Ну же, давайте со мной! Так, Лолошка, ты первый. Вообще, прежде чем мы туда прыгнем, есть кое-что, что, во-первых, кстати, тут реально есть вода, Сдерик не наврал, а во-вторых, кое-что, о чем можно потом пожалеть, если забыть. Это прокачка огней. Так, смотрите, скоробеи, они у нас масса, да? То есть, получается, мне бы что-то массовое прокачать, допустим, клык Роноса. Так, аниме, это не то. Вот, токсичное облако. Я не лыком шит, уже много всяких сюжетных фишек знаю, хоть эта серия и правда удивляет. Так, я хочу токсичное облако прокачать. Длительность действия 9 секунд, перезарядка 32 секунды. Радиус 2,5 блока, почти обалдеть. Еще я заметил то, что здесь всего лишь 1,5 звезды на длительность. Но длительность это не так страшно. Зато радиус почти 5 звезд. Да, наверное, все-таки это я не буду менять. Давай еще прокачаем. Итак, перезарядка 27 секунд, радиус 2,7 блока. Проверка, как это работает. Бам! Да, ох, ни хрена какой радиус! Его реально стало в разы больше. Ну, то есть в 2 раза больше. А может быть еще и лунный лук Гнев Мтити, который, помните, стрельнуть в небо и поразить все цели. Так, Гнев Небес. Повышение уровня, мне нужен опыт. Ща, без проблем. Просто у меня такое ощущение, что мы сейчас туда прыгнем, и я тупо не успею все это сделать, и куча скоробеев будет. Так, повышение, значит, длительность 25 секунд, частота 13 лучей, но надо больше. Повторяю, надо еще больше. Я хочу сразу 5-й левел, и это... Получается! О боже! Частота 19 лучей в секунду! Я хочу даже проверить. Прости, там, Сдерик, ща, я, наверное, вот сюда куда-нибудь отойду. Ехала! Так, погоди, еще раз. Бам! Да, вот сейчас фиолетовые частицы. И как же это будет красиво, это мать, какой радиус! На меня там все смотрят, думают, какую же хрень он делает. Ща, ребят, погодите. Но радиус и правда огромный. Мне кажется, что мы всех скоробеев просто выкосим. И самое главное, оно даже до Сдерика доходит. Оно бьет Сдерика. Сдерик, прости меня. Так, короче, я здесь. Ну чё? Салаги. Ой. Так, слушай, ты как думаешь, сколько их здесь? Что мне, ответить что-то? Много. Или надо Сдерика дождаться? Много. Опа. О, люди Акетра, здесь их явно больше, чем нужно. И то верно. Так, получается, нам нужно двигаться туда, к шахте. Соли здесь предостаточно, чтобы полострова обсыпать. Ветра нет, ее не сдует, поэтому... Да, пойдем. Окей. Сыпь. Блин, круто, а? Прям реально соль. Вот я опять повторяюсь, это именно та серия, в которой я не ожидал даже подобного. Как это клево проработано, как будто прям резко новый уровень. Обалдеть, как тут красиво. И не говори, Сдерик, эти кристаллы, они такие завораживающие. Это правда. Что смешного? Да, знаете, у меня просто ощущение, что мы посетили все шахты в Мистре. А ведь и правда. А что, если мы избавимся от скоробеев и, может быть, восстановим эту шахту под твоим началом, Лолошка? Так, погоди, Акетра, погоди. Давай на всякий случай посмотрим, что мы здесь бы добывали. Это... кристалл, еще кристалл. Руды, получается, здесь мы бы не добывали, да? Слушайте, а что если мы прямо сейчас выйдем отсюда? Вот пока, например, у нас идет диалог, я, условно говоря, выхожу и... Что, бляха-муха? What the fuck? У меня такое ощущение, что я сейчас сюжет немного поломал, и я не должен был этого видеть. Ребят, тут корабль. Стоп. Ладно, мне кажется, я реально что-то поломал. Там был, помните, типа черный экран, переход, и в этот момент, наверное, вот та штука появилась. Сори, я не хотел, правда. Я сейчас такую сюжетную дыру создал. Так, о чем мы там говорили? Шахта под мое управление, да? Слушайте, может быть, пока не об этом? Что это там за звук-то такой? Звук? И ведь правда. Похоже, что звук идет оттуда. Пойдем.
Подожди, что, серьезно? Мы прям возьмем и пойдем? То есть какие-то звуки, и мы такие, да, круто, погнали. Емать. Емать. Что это такое? Это еще что за чертовщина? Да, не подходите, оно как-то жжется. Жжется? Да вроде бы нет. А, не-не-не, я вас лучше на выходе подожду. Стой, стой, Сдерик, возьми соль. Ой, господи, побежал бы сейчас, ну что ж ты делаешь-то? Вот. Я понял, нам не жжется, потому что мы мироходцы, а Сдерику жжется. Это явно не из этой вселенной. Слушай, как думаешь, это и есть то, о чем говорил Джодах? Осколок невозможной реальности. А ну-ка. Ты что? Ты что делаешь, дура? Нет. Нет. Ай, больно. Обалдеть, что за серия? Что это было? О, я не знаю. Сдерик? Услышал. Леди Акетра, Лолошка, жуки исчезли, испарились, они превратились в туман. За мной! О, господи. Что у вас с лицами? Соскучились по мне? О, господи. Единственное, что у меня сейчас в голове, мы что, тронув осколок, вселенную переписали? О, черт. Почему все в этом мире так не любят слышать правду, Ты мерзкая и озлобленная. Закрылась от всего мира, чтобы больше никто не мог тебя задеть. Как тебе такая правда? Ох-ох-ох, нас почти утопили, сожрали и даже взорвали. Предыдущая серия богата на события, но из всего увиденного главное вот этот кадр. Какого черта? Неужели это правда смотрящий? Так, сейчас разберемся. Серия закончилась на продолжение следует. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы восстановили время, да? Нет? Дабы понять, о чем я пытаюсь догадаться, вспомним предыдущую серию. Мы плывем, нас топят боги, за нами бегут жуки-скоробеи и пытаются сожрать. Далее уплывает Дана, и мы понимаем, что находимся в месте, о котором давно никто не слышал. Тойфетун уничтожил всех людей на этом острове, ибо когда-то давно отсюда начали доноситься странные слухи. Слухи о непонятных временных аномалиях. То человек клонировался в другом возрасте, то кто-то просто испарился, как будто его никогда не было. Нас, само собой, заинтересовала эта история, и, подойдя ближе, мы увидели это. Огромный осколок, вокруг которого с миром явно что-то было не так. Попрошу заметить, Сдерик не мог подойти ближе, потому что его обжигал свет. А вот я и Акетра, видимо, потому что мы мироходцы, могли подойти и даже притронуться. Она по итогу притрагивается и бам! Вспышка, яркий свет, взрыв! И появляется то, чего я не мог ожидать. Само время в образе смотрящего. Сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Но, самое главное, приглядитесь. В моменте смотрящий как будто кивает мне. То есть, опять же, в моменте становится около понятно, что он как будто благодарит меня за то, что кристалл взорвался. Как будто мы для времени сделали что-то хорошее. Пока что непонятно, что хорошее. Может быть, кстати, в мире что-то поменялось. Но серия закончилась на том, что Дана вернулась, у нее корабль и продолжение следует. О, надеюсь, то, что мы сейчас не увидим какую-нибудь вторую Дану, Акетру, Сдерика или Седрика. Короче, продолжаем на счет 3, 2, 1. Ну что с вашими лицами? Неужели соскучились по мне? Ха, вы бы знали, как мне хотелось оставить вас тут на пару недель, а лучше месяцев. Как же непривычно не воплощать свои желания в момент, когда они появляются, да? Ну что такое? Говори уже, а то ты выглядишь так, будто Хару в себе больше держать не можешь. О, благодарю.
Я занялся улучшением работы шахты на островах, госпожа Дана. Я давно не занимался работой нормально, так что растерял свою сноровку, но... Лолошка, ваши угрозы освежили мне память. Теперь шахта работает лучше, сильно лучше. Обещаю, если я останусь комендантом, шахта заиграет новыми красками. Совсем скоро. Ну-ну, видели мы уже одну шахту, которая разными цветами переливается. Что? Если вы про кристальную шахту сзади меня, то я к ее закрытию не имею никакого отношения. И, кстати, леди Акетра, позвольте мне заметить, что вы сияете ярче любого кристалла. Господи, Фарах. Ой, да. Акетра, а ты уверена, что не хочешь его убить? Что? Дана, не забывайте, ни госпожа, ни Лолошка никогда не убивают людей просто так. О, ты погляди на него. И откуда же взялись такие пацифисты в Мисре? Ты-то, надеюсь, не мироходец, а? Я... Опять вы на меня стрелки переводите, да? Госпожа Дана, простите, что перебиваю, но уже темнеет. Отправляться к храмовому архипелагу опасно и... Это ты за кого это волнуешься? За нас или за свой корабль? Ну а какая разница, за кого я волнуюсь-то? Если мы разобьемся, то точно погибнем. Вам очень повезло, что вы выжили и никто не пострадал. Это огромная удача, знаете ли. Удача? Ну да. Потерять свой корабль, еле выжить в нападении тучи насекомых, застрять здесь. Звучит так, как будто наш путь освещает большущая звезда удачи. Ничего не скажешь. Вот, видите? А я о чем? Я об этом и говорю. Удача сейчас явно не на вашей стороне. Я рад, что вы в порядке, леди Акетра. Но испытывать расположение богов я не хочу. Ах, как же... Ну и что же ты предлагаешь, умник? Я... заночевать тут. Подождите, а ведь это не такая уж и плохая мысль. Мы могли бы снова спуститься в шахту, чтобы разобраться, можно ли ей пользоваться. Стоп. Снова? Ты сказала снова? Пока меня не было, вы полезли в этот рассадник мерзких поедателей костей? Серьезно? О, господи. Ой. Где они? Что вы с ними сделали? О, а я-то уж думал, вы не заметите. Ну ладно, раз уж скоробеев нет, мы останемся здесь ночевать. Если это безопасно. Фарах, есть ли у тебя что-то из припасов на корабле? О, припасов. Обижаете, госпожа. Разве же я могу в песке выйти, да без припасов? Действительно. Однозначно нет. Эй, Сдерик, слушай. Пусть Фарах покажет тебе, что у него есть. Приготовишь нам ужин? Да, конечно. Спасибо. Мы все-таки не ели весь день. Сейчас все будет. Эй, куда он? Так, все получается. Госпожа Дана, я это вообще-то для себя брал, не чтобы кого-то кормить. Господи, Фарах, а? Не меняется человек, ну не меняется. Что ты сейчас там сказал? Не, я ничего. Я просто вспоминал, куда все сложил, не более, да. Запуганный комендант. Давай, помоги Сдерику. О, редиска там какая-то у него была в руках. Давай. Ну, работайте. Верим, Фарах? Так, ну давай. Рассказывай, что произошло, пока меня здесь не было. Нет, не расскажу. То есть что Не это расскажу, потому что сама до конца не понимаю. У меня есть теория, но чтобы ее проверить, нужно спуститься в шахту. Ну так пойдем. Нет, мы... Что? В чем дело? Дана, тебе, возможно, стоит подождать снаружи. Это еще почему? Когда мы вчера там были со Сдериком, со мной и Лолошкой все было в порядке. А вот Сдерику было плохо от кристаллического свечения. И когда мы... Что? Мои слова о том, что нашему другу было плохо, тебя умиляют? Серьезно? Нет, конечно. Меня умиляет, что богатенькая девчонка вроде тебя считает, что меня испугает какой-то там свет. Ох, Дана. Ты так часто упоминаешь мое богатство, что я начинаю думать, что ты просто завидуешь мне. Ну, думай как хочешь. От этого не изменится тот факт, что тебе все достается сильно проще, чем другим.
Красивое личико, много денег, и вот ты уже воспринимаешь мир вокруг тебя как должное. Да как ты... Это неправда, Дана. А, да? А если это неправда, то чего ж ты тогда злишься, Акетра? Может, тебе правда глаз колет? Думаешь, если ты будешь хорошо обращаться со своими абдами и вкладывать малую часть своих доходов в образование, то сразу станешь особенной? Вот ты умора-то, конечно. Я обычно не даю советов бесплатно, но ты моего даже не услышишь. Поэтому, хочешь быть особенной, занимайся тем, чем тебе хочется, и меньше думай о том, чтобы нравиться другим. Ясно? А то твоя настоящая сущность проскальзывает наружу, и от твоего притворства становится тошно. А знаешь, что я заметила? Твоя злость направлена в первую очередь на тебя саму. Мне нужно побыть одной. Ну вот я же говорила, она просто не услышит. Ну да, она, конечно, перегибаешь палочку, перегибаешь. Промолчать, когда-нибудь она подрастет, но с такими розовыми очками это будет не скоро. Вау! Но это явно даст репутацию Даны. Если бы ты действительно хотела быть услышанной, то говорила бы по-другому. Да давайте, наверное, да, вот это вот. Ох, ну началось. От тебя и твоей правильности тошнит не меньше. Почему все в этом мире так и не любят слышать правду, м? А, правду? Ого! Я думал, то, что это все это время было закапывание в грязь человека, но никак не правда. Ты говоришь гадости, а не правду. Ты мерзкая и озлобленная. Закрылась от всего мира, чтобы больше никто не мог тебя задеть. Как тебе такая правда, а, Дана? Потому что узнавать правду больно. Вообще здесь, что третий, что второй вариант, по сути, вот прям хочется нажать, но если я нажму третий, то, по сути, я соглашаюсь с Даной. В этом контексте это не то, чтобы сходится. Не то, чтобы правильный вариант, поэтому да. Ты мерзкая и озлобленная. Как тебе такая правда? Что? Да ты... Ладно, ладно, я поняла. Но больше никогда не пытайся что-то предполагать обо мне. У тебя не получается. Ты ничего обо мне не знаешь, Апт. Так что не тебе меня судить. А вообще перейдем к делу. Этот жадный толстый ханзир до сих пор не дает Сдерику продукты. Да мы ж так никогда не поедим. Ой. Давай, давай, иди. Рассказывай свои моральные речи госпоже. Уверена, ей это интереснее, чем мне. Нехорошо же, что она там где-то одна. Не так уже братство ядовитой слюной исходит, что со мной много людей пропадает. Хорошо, что у меня выработан иммунитет к ядам. Чао. Вот, кстати, она постоянно говорит про этот иммунитет. Слушайте, а может быть она, как она, господи, мироходец? Просто она сама этого не знает. Мы бы это легко проверили, если бы она была у Кристалла. О, кстати. Так. Куда вы? Все взяли? Просто я не вижу ни мешка продуктов, ни... А, ну понятно. Так, а, кстати, где Акетра? Поговорить не можем. О, Фарах поговорить. Нет, тоже не можем. Да что ж такое? Ладно, мне нужна Акетра. Я даже не посмотрел, куда она ушла. Черт. Да где же? Эй, леди Акетра! Алло! Где вы? О, ну в целом примерно как я ожидал. Акетра. Я не знаю, согласен ты с Даной или нет, лол-ложка. Надеюсь, что... Нет. Слова, которые она говорила, это все правда. Но это только часть правды. Она извращает факты так, чтобы задеть меня посильнее. Перед этим попытавшись стереться ко мне в доверие, чтобы было больнее. За время плавания Дана почти не подкалывала меня. Я даже почти начала к ней проникаться. Потом она ударяет меня по самому больному. Некоторые люди используют свой талант понимать людей им же во зло. Она знает, как для меня важно, чтобы меня воспринимали всерьез. Она знает, что мое благополучие действительно для меня таки имеет значение. Мне действительно очень важно, чтобы меня считали хорошим человеком. А она пытается упрекнуть меня в том, что дело, к которому я питаю сильную страсть, это просто глупое развлечение. Способ выставить себя в лучшем свете. Ты понимаешь? Она упрекает меня, что я недостаточно трачу денег. Чтобы это просто считалось серьезным занятием. Но я не хочу и не буду отдавать все, что у меня есть. Нет. Да я делаю для образования в городе больше, чем все жрецы Хэтентепа. Если я сейчас отдам все, что у меня есть, я же не смогу продолжать. Знаешь, как говорил мой учитель Аль-Кафир, ни одно
Даже самое большое разовое пожертвование никогда не будет сильнее, чем небольшие регулярные. Мои вложения помогают школам планировать свои траты, распределять покупки, нанимать людей и... Звучит так, как будто я оправдываюсь, да? Ах. Видимо, слова Даны так меня сильно задели, потому что я сама внутри чувствую, будто делаю недостаточно. И потому что своими полуправдами она выставляет мои благодетели как порок. Знаешь, я даже очень рада, что могу это понять. Еще недавно я бы, скорее всего, подумала, что Дана права, и я просто плохой человек. Но когда она говорила, что зря я считаю себя какой-то особенной, я сразу вспоминала твои слова, Лолошка. Помнишь, когда ты сказал мне в Лазотеповом, что для тебя я особенная? И я поняла, что все, что она перечисляла, можно видеть как с плохой, так и с хорошей стороны. И в конечном итоге имеет значение только то, как я это ощущаю. А я чувствую, что мои действия помогают другим, и этого достаточно. Только вот теперь я поняла, что снова буду осторожнее с Даной. Ну как можно быть такой глумливой, жестокой и расчетливой? Оу, ё-моё, какие у меня длинные ответы. Наверное, это что-то важное. Леди Акетра, а ты не думаешь, что Дана действительно пытается дать тебе совет? Тебе бы следовало прислушаться к ней. Никто больше в Мисре не скажет тебе такое в лицо. Кстати, вот это вот правда. Я думаю, то, что из-за влияния Акетры многие боятся ее обидеть, но, с другой стороны, а за что ее обижать? Она ведь действительно делает больше, чем другие, причем от своего сердца, не потому что ее просят или заставляют. Леди Акетра, чего ты ожидала от человека, который столько времени издевался над Абди? Более сломанного и измученного Абда во всем Мисре не найти. А ведь это тоже вполне себе истина. Мы привыкли, что братство все время было на шаг впереди. И теперь ты думаешь, что эти слова Даны часть ее коварного плана. Запомни, пойми, Дана не такая продуманная. Господи, все три варианта такие неплохие. Ну ладно, третий я, наверное, не нажму, это точно. А вот первое, второе... Наверное, вот давайте первое. Да, Дана не такая продуманная, как вы думаете, леди Акетра. Я не думала об этом в таком ключе. Хотя... Ты, наверное, прав, да. Ей нет смысла сейчас пытаться выбить меня из колеи. Я слишком ее демонизирую. И чего только Бурис в ней нашел? Интересно, смогли бы мы уговорить Буриса присоединиться к нам? Не думаю, что он сам в восторге от братства. У меня замочек открытый, а я уже его уговорил. Что ты сейчас сказал? Что ты сделал? Когда я уже думала, что ничего не сможет меня удивить, я... Интересно, что бы сказала его возлюбленная, если бы знала? Ой, Лолошка, спасибо, что пришел за мной. И... Надеюсь, пока мы тут болтали, Сдерик уже что-нибудь доприготовил. Пойдем. Подожди, вау. Я реально уговорил, О, а я уже... поглядите-ка, царица вернулась. Что, корона самомнения не жмет? Не жмет, Дана. Она мне в самый раз. Ну, раз не жмет, добро пожаловать за самый царский стол. Урыла. Нашла, что ответить. Леди Акетра, это вам. О, Сдерик, выглядит очень вкусно. Спасибо. Ой, и мне тоже, спасибо. О, это вы еще не пробовали. Попробуйте. Ну-ка. Ну как? Ну как вам вкусно, да? Это из моих продуктов приготовлено, из моих, если что. Что, Фарах, сам выращивал, да? Нет, но я их вообще-то сам купил. К черту тебя. Слушай, Лолошка, знаешь, что мне не нравится? Что мы с горным Селиасет попали в кораблекрушение. Я-то уж думала, что с 2 мироходцами на борту нам должны были дуть только попутные ветра. Это почему это, Дана? Ну, как бы тебе сказать. В братстве принято считать, что Селиасет испытывает особую нежность к мироходцам. Поэтому ты кинула рог именно мне, да? Да нет, я бы просто все равно не смогла им воспользоваться. А у тебя, конечно, получилось, но не совсем так, как я ожидала. Тоже сработало, конечно, но у меня создалось впечатление, будто боги очень недовольны.
Все бы ничего, но огромная стая ворон посреди песчаного моря? Серьезно? Это выдало божественное недовольство. А чего ж ты хотела-то? Очевидно, боги не хотели, чтобы мы сотрудничали с братством. Вот и шлют одну кару за другой. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что присоединившись к нам, вы потеряли божественную поддержку? Не поняла. И зачем же вы тогда нам нужны? Зачем мы нужны? Действительно, любой ведь из нас может таскать на поясе клык Роноса, да? Ну ладно, все равно мы уже здесь. Так что с благословением или без него будем добывать перчатки. Вы поели? Да. Вот и отлично. Тогда пойдем смотреть вашу шахту. Потому что на рассвете мы отчаливаем. Поспим уже на корабле. Эй, Лолошка, скажи ей. Я же серьезно про то, что в шахте может быть опасно. Ой, да ладно, я же поняла. Подожду вас снаружи, пока вы не проверите. Ай. Ну все окей. Да, Хотя бы да, вы- ничего, я останусь тут, в приятной компании. Спасибо, что беспокоитесь за меня. Ага. Мы будем обязательно в порядке. Эй, Лолошка, давай-ка ты немного отстанешь. Мне надо поговорить с твоей ладно. госпожой. Слушай, царица, конечно, все, что я сказала тебе, было правдой, но... И совет я ведь дала тебе хороший и дельный. И ты, конечно, отреагировала как настоящая истеричная богачка, но... Наверное, мне не стоило говорить то, что я сказала. Ну, по крайней мере, так, как я сказала. Батюшки, не верю своим ушам, Дана. Это что, было сейчас извинение? Что? Ты с ума сошла? Даже за что мне перед тобой извиняться? Я же... Дана, извинения приняты. А над твоим советом я обязательно подумаю. Ну ладно. Эй, ты где там шляешься? Давайте, идите в шахту уже. Окей. Ну вот, да. Все, получается, мы погнали. А зачем мы, подожди, туда идем? Что? Мы же уже видели, что кристалла там нет. Эй, Дана! Заходи, все в порядке. Серьезно? Все настолько просто? А я думал... О, господи. Ну ладно, очевидно, что тут все в порядке. Сейчас спустимся, посмотрим. Так, тут у нас пусто. Такс. Красиво, да. Да что уж, разговоров-то было. Обычная шахта. И чего братство из-за нее так переживало? Ну, вообще-то мы избавились от скоробеев, которые тут были, а также от проблемы, из-за которой вы изначально решили шахту закрыть. Я передам совету, что шахта теперь безопасна. Да. Но мне и братство она без надобности. Кристаллы, конечно, дорогие, факт. Но то, что мы делаем на Гизире, дешевле производить. И ведь напомню, мы продаем их как оригинал. Спрос среди богатеев огромный. Так что ваша шахта вряд ли нам помешает. О, кстати, можешь предложить Фараху стать комендантом и этой шахты тоже. Тут все близко, а он, кажется, резко тебя сильно зауважал. О, нет, скорее просто испугался за свою жизнь. Я думала, у вас в братстве таких не берут. Так он и не в братстве. Его бы даже в белой маске никто не посвятил. Это знакомый Буриса, который сидел на его утенах. Фарах за утены на что угодно готов. Из бедной семьи парень, видимо. Никакой чести, никакого уважения к себе. Но нам это удобно. Лолошка, если что, без обид. Это я попросила Фараха раскидать мясо и позвать тебя разобраться. Уж больно ты меня раздражал. Я надеялась, что тебя там быстренько загрызут, и никто меня никогда не заподозрит. О, боже, Дана! И ты сейчас так просто говоришь такие вещи? Да еще и начинаешь предложение с «без обид»? Ну, да. Ой, ну шахта. Ладно, раз уж тут все в порядке, идем назад. Успеем все-таки поспать до отплытия. Все посмотрели, да? Рад, что вы в порядке. Если что, Фарах вот тоже рад. Храпит, как 100 ханзиров на ферме. Это правда раздражает. не буди Сейчас-ка. Не надо, пусть спит. А ну не храпеть. А ну-ка не храпеть. Это было несложно, видите?
Удивительно. Я думал, она будет его палками бить. А, стоп. Я думал, мы разговаривать с кем-то еще продолжим. Окей. На всякий случай, конечно, попробуем с кем-то поговорить. Дана, не получается. Акетра, не получается. А все уснули? Даже никто спокойной ночи не сказал. Вот тена-то, а. Так, ну давай проверим на всякий случай. Может быть, здесь что-нибудь найдется? Нет. Здесь тоже нет. Саму пещеру мы уже осматривали. Там мы тоже были. Вон даже факел стоит. Да, видимо, нам просто остается лечь спать. Я думал, то, что нам об этом смотрящем, об этом времени что-то начнут говорить. Но, знаете, почему мы, скорее всего, не получим ничего об этом? Потому что Акетра его не видела. То есть она тогда упала то ли в обморок, то ли еще что-то. Я увидел смотрящего, но я никому об этом не сказал. И я очень надеюсь, что в следующей серии мой персонаж сможет об этом поделиться. Или я там, не знаю, с Джодахом снова встречусь, расскажу ему об этом. А вообще не забываем, что мы плывем за перчатками Монту. А также можно не забыть, что при помощи лайка и подписки, при помощи этих маленьких нажатий можно жестко бустануть, промотивировать меня и всю команду. И я очень надеюсь, что вы не забудете это сделать. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Взаимоотношения Даны и Акетры перерастают в нечто большее. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Съеденный остров. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Вставай, жирный мешок! Нам пора отправляться. О! Бога ради! Бога ради, что реально так резко? Ни хрена себе! Хо, вот это проходит! Паркур! Нет! Отношения Даны и Акетры? Не. Осколок временного парадокса? Не. Хотя, да, но не. Перчатки Монту? Да, точно да. Наконец-то мы отправляемся в дальнейшее путешествие. Встаем, ребята, встаем! А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором... О, тушканчик. Тушканчик! А, так вот, сезон, в котором мы на волоске от нервного срыва. Помогите! Дана и Акетра срутся, Фарах как от сердца отрывает кусок еды, корабли разбиваются, боги мешают, а я просто хочу перчатки Монту. Можно я не буду смотреть, как Дана и Акетра пытаются друг друга перерезать? Умоляю. Ладно, если серьезно, я напоминаю, предыдущая серия была относительно спокойной для меня, неспокойной для остальных, но итог благоприятный. Мы готовы отправляться дальше. И это дальше начинается прямо сейчас. Давайте, ребята, встаем, ну же, хватит дрыхнуть. Если мне нужно поспать, то это огромная проблема. Нету кроватей, просто ни одной. Наверное, что-то должно произойти. Типа, в нас кто-то врезался или что-то подобное. О! А, не, все куда проще. Привет, леди Акетра, здравствуйте. Леди Акетра? What the fuck? Эй! Алло! Леди Акетра! Что происходит? Это лунатизм или это баг? Не, это точно не баг, я не думаю, что это баг. Эй! Ладно, я просто не совсем понимаю. Кат-сцены никакой нет. Стоп, только не песок. Бога ради, что ты делаешь? Лаешь? Ложка, ну что ты Что, где это я? Вы кто такой? Тише, Акетра. Меня зовут Спенсер. Но ты можешь звать меня более привычно. Хэттентеп. Что? Что? Нет, я не могу поверить. Вы великий Хэттентеп, господи. Акетра, ты не хочешь знать, сколько бактерий и микробов проживает на квадратном сантиметре Земли. Во избежание инфекций и заражений я бы на твоем месте встал. Да, конечно. Ну вот, так-то лучше. Буду краток. Я не имею большой заинтересованности в жизни людей Мисра. Степень развития вашего общества настолько мала, что я изучил вас множество лет назад. И пока вы не перешли к следующей стадии, чтобы заинтересовать меня, я бы с большим удовольствием продолжил изучение медицинских трактатов. Но остальные так переполошились от ваших действий, что я не могу сосредоточиться. Вообще, я собирался поговорить только с Акетрой.
самой одаренной. Но раз уж ты здесь... Когда ты пересказывал свой разговор с Джодахом, Лолошка, ты упомянул временные парадоксы. Остальные так вжились в свои роли наместников, что уже и не помнят, что изначально мы пришли сюда именно по этой причине. Временные парадоксы имеют свойство распространяться как во времени, так и в пространстве. Существуют даже теоретические трактаты о том, что будет, если такой парадокс доберется до начала мультивселенной. Задокументированных случаев, естественно, ни одного. Но у нас была информация, что в Мисре в один момент должна случиться вспышка парадокса. Но просчитать такие вещи практически невозможно. Когда мы здесь оказались, все было более чем спокойно. Тут вообще ничего не было. Даже этого мира. Тогда-то мы и познакомились с Джодахом. Он совершенно очаровал Гнев Мтити, а за ней и остальных, и уговорил нас остаться здесь охранять отправление. В итоге мы торчим здесь уже 1000 лет! Но, кажется, я наконец-то понял, какой у Джодаха план, и зачем мы все-таки понадобились ему. Идея рискованная, даже безбашенная, но может сработать. И я, как сторонник науки и развития, не обладаю такой гордостью, как остальные боги. А еще мне как минимум нравится жить. Если мы не откроем отправление, осколки вашего парадокса постепенно, очень медленно разорвут ткань всей мультивселенной, и она схлопнется во временной оси. Да-да-да, теоретическая возможность такого события крайне мала, и она сводит меня с ума. Но оказаться в такой ситуации я бы ни за что не хотел. Потому что знаете, что такое мультивселенная, схлопнувшаяся во времени? Нет. Все события происходят одновременно и длятся вечность. Вот сейчас я шагнул в сторону, а в схлопнувшейся вселенной я бы вечно шагал в сторону. Миллионы, миллиарды, бесконечность копий меня на каждом кусочке пространства. Это, конечно, невозможно, но это всех нас ждет, если вы не остановите происходящее. И вот таким образом я подвожу вас к причине, почему я вообще решил помогать. Идея Джодаха наивна и проста. Возможно, даже немного жестока. Но это лучшее, что у нас есть. Поэтому да, я помогу вам. Да, конечно, великий Хэтентеп, я не... Не надо! Не надо, пожалуйста, Акетра. Ты самая умная во всем Мисре, ты же мироходец. Раскрой, пожалуйста, глаза и посмотри, кто перед тобой! Все эти почести оставь для тех, кому это действительно интересно. Вообще, я даже удивлен, что ты решилась плыть на поиски огня, когда Кнев ясно дала понять. Вы лишились божественного расположения. Хотя я бы, наверное, тоже не поверил в ее болтовню. Если бы они тогда сделали, как я предлагал, все было бы намного проще. Но из-за их жажды сделать все, чтобы как в легендах... Я не могу просто отдать вам огонь. Напрямую повлиять на них я тоже не могу. Поэтому ваша задача станет выполнимой, но непростой. Поверьте мне. Вам бы уж постараться. Я отвлеку Селию Роноса во время вашего плавания. И как минимум не дам Монту убить вас, когда вы будете добывать перчатки. Ох, что-то я... Неплохо поговорили! Удачи! Нет, стойте, прошу вас. Прошу, Ах. великий Хэтентеп. Лолошка, не таким я себе представляла бога Хэтентепа, не таким. Что это вообще было? Он же выглядел как... Господи, да он одет даже странно, говорит странно. Не по-божественному, что ли? Появление Селиасет меня парализовало, буквально, а тут он представился как Спенсер? О, единственное, что я могу на это сказать, мне он понравился. Я многое не поняла из того, что он говорил, но видно, что он очень умный. И он сказал, что будет помогать нам, Лолошка. Я и сама после кораблекрушения не могла перестать думать о том, а что же нас ждет дальше? Да, мне удалось наврать Дани про причину наших неудач, но теперь
Теперь решилась наша основная проблема. Фу. И все-таки, как я вообще здесь оказалась-то, Лолошка? Слушай, ты шла во сне, я проснулся и пошел следом, чтобы просто убедиться, что все в порядке. О, ну какой ты у меня заботливый. Ладно, пойдем, скоро рассвет. Дана наверняка уже проснулась. За мной. Так, получается, мы никому не будем говорить, да, про, как его, Спенсера. Спенсер Хэттентеповский. Ой, ты погляди, кто это там идет. Что? Решили уединиться перед рассветом, да? Началось. Ох, не ожидала я, Акетра. Не ожидала, что ты настолько хорошо относишься к своим абдам. Ну, прекрати, Дана. Ты же ничего не знаешь. А, да? Не знаю. И чего же это я не знаю? Расскажи мне, чем вы там таким занимались? А вот как раз тебя это не касается. Так что можешь фантазировать, сколько влезет. Правды тебе не узнать. Ладно, Выпусти. ладно, злюка. Тебе-то хоть понравилось гулять с госпожой? Ты такой верный щенок, не могу. Тебе же все понравится. Какая ты... Я ж тебе ничего не сделал, буквально, вот просто по нулям. Зачем? Ой-ой-ой. Я здесь. Давай, вставай, жирный мешок. Поднимайся. Нам пора отправляться. Да что такое? То есть, я имел в виду... Да, конечно, госпожа Дана. Отправимся, как только позавтракаю. Нет, позавтракаешь, когда отправимся. О, ну вот тут я согласен. Хватит завтракать. Ой, какая буря. Так, ну по идее там это, Хэттентеп Спенсеровский, или Спенсер Хэттентеп... Ложка. Надеюсь, Хэттентеп сдержит свое слово. Да-да-да, вот я про это и хотел сказать. По идее наш Спенсер Хэттентеповский должен нам помочь. Честно говоря, я вот смотрю на это. Пока что выглядит как та же самая буря. Ну, вроде бы все более-менее спокойно. Не? О, подожди-ка, и правда успокаивается. Какой неожиданный поворот. О чем болтаете? Что, кажется, расположение богов к вам вернулось, да? О, как же я надеюсь, что эта экспедиция скоро закончится. И мы вернемся в Нар с победой и перчатками. Эй, Дана, а почему ты так рвешься добыть этот огонь, если тебе планы братства даже не интересны? О, а это тебя не касается. Так что можешь фантазировать, сколько влезет. Тьф, ха-ха-ха. Да, хорошо, Дана, это было смешно. Когда-нибудь они реально перегрызут. Эй, друзья, мы уже скоро будем на месте. Вы, вот, возьмите, перекусите пока. Я тут приготовил из остатков вчерашнего. О, давай. Давай. Спасибо. И Дани? И Дани. Ты что, будешь кормить меня объедками? Ну, можете не есть, если не хотите. Уверен, Фарах не откажется от добавки. Ну нет. Я лучше сама съем, чем буду делиться с этим ханзиром. Вот то-то же. Так, и в итоге мы... О! Мы уже Вау, что это? Какая... В Мисре уже почти не осталось уголков, где я бы не побывала. И ты поэтому каждый раз продолжаешь удивляться увиденному? А что, ты завидуешь, что не можешь так же? О, нет. Я просто удивляюсь, что ты никак не можешь повзрослеть. Ой, ладно, к черту тебя. Ты остаешься здесь. Ждешь, когда мы вернемся. А ты тоже остаешься здесь. Следишь, чтобы этот толстяк ничего не учудил. Ну, конечно, я же не Лолошка. Я должен торчать с этим мерзким типом. Ты что-то сказал? Да, я сказал, что не хочу торчать несколько часов с Фарахом. Фарах, ты это слышал? Слыхал? Ой. У вас есть несколько часов, чтобы это обсудить, Сдерик. Чао. Вот зачем она? Сдерик, Зачем? прошу тебя. Там может быть опасно. Я не могу тебя потерять. Да ладно, уж идите. Как будто я тут принимаю решение. Эй, ну вы что, там идете или нет? Сдерик, пожалуйста, прости. Давай, пойдем, Фарах. Научу играть тебя в куриные кости. Ты вроде похож на азартного человека, поэтому за мной. О, я люблю делать ставки. Это мое любимое. Да, я не Так. сомневался. А в итоге что? Да куда нам надо-то? Ну, по идее, туда? Потрясающая интуиция, Дана, потрясающая.
И тем не менее пойдем. А, так тут это, господи, я мостика не заметил. Я думал, прыгать придется. О, бога ради! Бога ради, что реально так резко? Так, ну я по идее урон впитываю, у меня опыт есть. Так, надо больше опыта, надо больше опыта. Господи! Это что, только что были львы Роноса? Вы что, там с ума сошли? Кто из вас прогневал бога войны? Ты полезешь в храм искать огонь Монту, понятно? А ты останешься со мной охранять вход, чтобы на твоего Абда не напали со спины. О, как это мы заговорили? А что, одна не справишься? О, не заговаривай меня. Я обещала братству, что ты вернешься живой. Я не могу отпустить тебя в храм. И это не предложение. У нас тут не демократия. Так и в итоге Да, мне- да, иди давай. Ладно. Куда? Где вход-то? А надеюсь, на меня больше не нападут? На вас-то не нападут и все такое? Ни хрена себе. Хо, вот это проходит. Так. Ой, смотри, реально защищают. Давай, давай, что у тебя за меч-то? Нифига себе. Можем, кстати, впервые рассмотреть. Он у нас покрыт ядом. Это четко заметно. У Акетры тот самый меч, который мы... Я не помню, как он называется, но мы его держали, когда играли за Акетру. По-моему, это была 45-я серия или что-то подобное. Но да, мы играли за Акетру, и там мы видели этот меч. Она все еще с ним. Так, ладно. Я иду! Я спускаюсь! Ой! Огни! Что это за огонечки? Боже, мне просто как-то неловко вот так спускается. Неловко то, что ничего не происходит. Что это? Подожди. Что? О! Это огромная наковальня. What the fuck? Это что такое? Ай-яй-яй-яй-яй! Что происходит? Что происходит? Что происходит? А? Странно. Дверь открылась сама по себе. Какая дверь? А, вот эта дверь. Так. Фига себе, сколько изумрудов. Надо все осмотреть, надо заранее все осмотреть, 100%. О, не зря, не зря. Так, у Тены не так уж и много, но тем не менее, то, что нам дают золотые яблоки, это явно понадобится. Вот это, конечно, очень смачно выглядит. То есть, как будто бы молот должен ударить по наковальне, и что-то произойдет. Ну, например, вот это откроется, и что-то выпадет. Ну, ладно, это мои догадки. Так, тут тоже какая-то дверь, там тоже дверь. О, а еще я заметил то, что огоньки прибывают, когда я слишком близко к лаве. Смотри, я приблизился, и огонек повышается. Я отхожу подальше. И... Да-да-да, он уходит. То есть, получается, мне нужно пройти паркур. Ой-ой-ой, какие пары красивые. Смотри, как реализовали. Ну, что ж, давай тогда подождем, пока огни немножко упадут. Можно в целом хлеб с медом съесть на всякий случай. Спасибо, спасибо. Кстати, по молоту нажимаю, ничего не происходит. Так, на всякий случай. Все, огоньки закончились, поехали. Ну, понятно. А, еще и огни прибывают. И что, я сейчас умру, что ли? Нет! Пожалуйста! А, я же могу летать. Все нормально. Живем, хилимся. Так, если я могу летать, то тогда мы без проблем сейчас пройдем. А, черт. Вот так. Бога ради. Как ужасно работает полет. А я теперь буду бесконечно гореть из-за того, что у меня огоньки максимальные, да? А, не, все нормально, вот. Но я все равно получаю урон, поэтому давайте, наверное, подождем, пока снова уйдут. Прочь огни! Отлично. Все, посидим у наковальни. Все, надеюсь, этого достаточно. Мы сейчас реально с помощью полета как-то это быстро пройдем. Очень хорошо то, что я это прокачивал. То есть вот реально очень хорошо. Мне это прям поможет. Вот так вот. Так, а здесь как? А, тут надо было бы прыгнуть. Давай попробуем. Окей, получилось. А! Черт! Нет! Да бога ради, опять эти долбаные огоньки! Ладно, придется так пролететь, я понял вас. Оп, последнее. Найс. Так, здесь у нас удача, здесь у нас добыча. Мы это все обязательно забираем, и огоньки здесь проходят. Это хорошо. Золотой слиток сюда, у Тены сюда. Фу. Ну что, нажимаем? 80 секунд. Что 80 секунд? Я не понимаю. Нет! Я в долбанный потолок постоянно врезаюсь. Помогите. Ладно, я умру. Все, окей, я умер. Так, ага, и получается все с самого начала. Не, на самом деле так даже лучше, потому что огоньки сбросились. Нажимаем и... Что, 17 секунд? Стоп, а это что? Это что, коснуться надо? 8, 7, 6. Так, тихо. О, что я сделал? Что я сделал? Осколки рубина.
я касаюсь эту красную штуку, и по итогу у меня осколки рубина, которые перерабатываются в рубин. У меня 40 секунд осталось до следующего. О, вот это квестик! Пипец, ребята, это что-то жопное. Так, ну ладно, если бы не полет, я бы не знаю, как это делал. Так, хорошо. Так, где следующий? Ага, здесь, я понял. Звучит не проблемно. 3. Ой-ой-ой, хорошо, смотрите, вырабатываем тактику. Галактику. Так, 16 секунд. Быстрее. Хорошо, молодец. Так, далее, 40 секунд. Вот это выдвигается. Давай, возьми. Ой. Ну, возьми. Как? Возьми! Молодец, хорошо. 2 штуки-то осталось, по сути. Ладно, сейчас вот эту ждем. Я на самом деле могу уже просто прыгать. Зачем я обязательно полет использую? 70 секунд в самом конце. Ай-яй-яй. Если я один раз упаду, то, надеюсь, все нормально будет. О! Тихо. Все! О, слава богу. Похоже, из 9 фрагментов можно собрать целый камень. А как? Где? Верстак мне, наверное, нужен какой-нибудь, да? Вот верстак. Собираем камень. Отлично. Думаю, что он идеально подойдет к красному молоту. Ладно. Ай, блин, больно. Сейчас, подождем. Так. Воу-хо-хо-хо! Етить, колотить, тихо! Я могу ошибаться, но, по-моему, вот этих дыр славы здесь не было. Реально. Ой, что это? Песок лежит неестественно. Под ним явно что-то есть. Понял. Тихо. А что не так? Я не понимаю. Что, мне копать его надо? Ой, там что-то есть. Что это? Осколки топаза. Мне, видимо, надо что-то собрать. Только погоди, а то, что я умираю, это нормально? Типа, я реально буквально умираю. Давайте как-то, не знаю, ставить блоки здесь не могу. Давайте, наверное, выйдем отсюда. Просто вот так вот вылетим. Где-нибудь вот здесь постоим. Все, да, огонь уходит. Надо опять подождать, пока он полностью предотвратится. И давай проверим. Из этих осколков топаза я могу сделать топаз, как-таки не странно. А еще я очень надеюсь, что могу поставить здесь верстак и скрафтить полноценную лопату. Пожалуйста. Ну-ка. Нет, я не могу ставить здесь вообще. Стоп, там же верстак есть, точно. Так, тогда очень аккуратно. Давайте без огоньков, где-нибудь вот здесь. Лопату взяли и покопали. What the fuck? Уф. Нет, ну почему? Почему тут какая-то дичь? Так. Вот, нашел. Хорошо, 2. Я, получается, получаю огонек. То есть мне жарко становится, очень жарко. Да, падайте. Ой, сколько тут лавы-то. Пипец. Кнеф Мтити довольны вашими деяниями и дарует что-то. Что это? Вторая жизнь? Спасибо! Теперь, если я умру, то получается, вы сами понимаете, мне даровано одно воскрешение. То есть все-таки боги-то за мной продолжают следить, и что-то им да нравится. Еще выносливость кончилась. Говорила мне мама, качай выносливость. Это, кстати, что такое? Небо? Блин, слушайте, у меня 4 осколка. Что-то как-то медленно они формятся, да? Вот уже 5, 6, 7 и остается последний. Где мне его найти, неизвестно. Господи, как много я уже прокопал. У меня лопата почти поломалась. О, нашел. Идеально. Так, теперь получается желтый молот. Да, я согласен с тобой, Лолошка. Ты очень умный. Топаз, желтый молот, это вот этот. Давай, покажи мне силу богатырскую. Давай! О, господи. Так. Тут реально что-то ломается, ребята! Блоки прямо передо мной. Так, все, вниз спускаемся тогда. Надо переждать огоньки. У меня уже все очень плохо, я реально умираю. Ой. Блин, меня даже тут уже эффекты спасают. Ну, короче говоря, да, огоньки надо переждать. Уж больно долго они сбрасываются, и уж больно быстро они накапливаются. Немного подождали, и... Ой, Ифрита увидели. Нет, я не хочу опять гореть. Да ты издеваешься, рофлишь надо мной. Что это? Что происходит? Чё, я типа умер? Сильные вы, ребята, какие-то, сильные. Так, допустим. Что мне... а что происходит? Почему я проигрываю? Я не понимаю. Что мне нужно делать? Типа, я просто захожу в центр комнаты и проигрываю. Я что-то не так сделал? Блин, тут блоки продолжают рушиться прямо на глазах. Они реально разрушаются. Так, подожди. Я нажимаю. Типа мне нельзя, чтобы меня ударили хотя бы раз? Я не совсем понимаю, как это возможно достичь. Вот, допустим, мост. Я прошел.
Вот, хорошо. Да, вот смотрите, в меня один раз пальнули, и я проиграл. А тем временем вот этот храм, он продолжает разрушаться, я уже тут скоро только пролететь смогу. Это пипец. И чё? И чё за фигня? Я просто прошел кругаля? Так, погоди. Погоди, стоп! Так я же уже прошел дальше, да? Я прошел дальше, чем, ну, я в предыдущий раз проходил. Куда я иду? О! Куда ты наверх пошла? Это нечестно! Черт! А куда я должен был пойти-то? Там какая-то загадка, то есть нужно активировать сразу несколько и пройти по разным путям. Вот что я понял, то есть тут разные лучи. Вот, допустим, смотрите, этот продолжает идти, я в этот момент вот этот пуляю. Я здесь иду, этот, короче, идет, и в этот момент, тихо, в этот момент я на него запрыгиваю, да, и продолжаю подниматься вверх. Далее здесь я активирую, прохожу в эту сторону, и у меня случается диссонанс, потому что я не понимаю, что делать дальше. Допустим, здесь я иду снова, но я продолжу, наверное, идти. Ой, ни хрена себе! Тут уже вообще ничего не осталось! Это как так-то проходить можно? Все нормально, тут хотя бы летать можно. И вот он! Я понял! И вот сейчас здесь... Да! О, ну наконец-то, последний камень. Надеюсь, на этом испытания закончены. О, да, смотри, оно вниз идет. Все, вот здесь прыгаем тогда. Боже. Это было очень тяжело, честно говоря. Это было правда тяжело. Так. И... Давай. О, бедный храм. Наковальня поломана. Вы посмотрите, что с наковальней. Зато... Перчатки Монту! Валим отсюда! О, господи! Ой-ой-ой. На, валим. Надеваем перчатки. Я не знаю, зачем я их надел. Но что я точно понимаю, надо бежать. Просто невероятно. Как ты вообще это терпишь? Ой, знаешь ли, ты часто тоже торопишься свою правду высказать. А Лолошка, он говорит очень бережно. Я знаю, что он хотя бы не обидит меня. Но это его правда иногда такая пафосная, что ли. Он мне однажды выдал, что он просто живет в моменте и не задумывается о большем. Ненавижу романтиков. Ой, Лолошка. Да, привет. Ты как, ты в порядке? Не прошло и года. Ну как, добыл огонь? Да как бы да, вот они, у меня перчатки. Пипец, боксерские перчатки, реально. Да. О, супер, пора выбираться отсюда. Пойдемте. Какого... Что здесь происходит, черт возьми? Я клянусь вам, он жульничал. Господи, я даже знать не хочу. Оденься. Ладно. Хара, темно-то как уже. Мы из этой бухты явно в темноте не выберемся. Придется отплывать утром. Опять. О, друзья, рад, что вы все в порядке. У вас как, все получилось? Да, Сдерик. Мы с Даной весь день отбивались от львов Роноса. Да я с ног валюсь. И Фарах тоже такой, да. У него такая лысина, о боже. Трусишки в сердечку. Так. Стоп! Опять! Нет! Вы опять все легли спать, вы чё, издеваетесь? Минус храм, дамы и господа. Ну я так скажу, вот это получение огня было самым интересным получением за всю историю огней. И в итоге перчатки Монту. Круто то, что это не артефакт, а именно, не знаю, аксессуар получается. Так, способности. Золотые руки. Мастерство Монту позволяет носителю перчаток восстанавливать поврежденное снаряжение до изначального состояния, используя кусочки божественного ауритеха. Нажатие ПКМ по выброшенному предмету восстановит часть его прочности, расходуя 1 ауритеховый самородок. Улучшение увеличивает эффективность починки. Ага. А ауритех мы можем добыть, получается, на Лазотеповом проливе, да? То есть мы там еще можем появиться? Понял. Терпение и труд. Сила и сноровка бога трудолюбия передаются владельцу его перчаток.
увеличивает скорость использования предметов и инструментов. Улучшение повышает эффективность бонуса. Так, погоди-ка. То есть я, например, беру руку свою обычную. Я быстрее копаю, да? Да, вроде бы я быстрее копаю, но просто надо это именно с киркой проверить. Давайте скрафтим. Допустим, будет обычная каменная кирка и... Честно признаться, как-то особо разницы сейчас я не почувствовал. И насколько у нас идет улучшение, проверим. Перчатки запихиваем. Терпение и труд и... всего 6%. Ну да, это маловато. Я бы, наверное, прокачал вот это ускорение, да. И оно не столько для кирки, сколько для меча. То есть, понимаете, у меня сейчас скорость атаки 4,7. И 10% увеличит, получается, на 47. 0,47. То есть, мне банально нужно прокачать это до 5 уровня. И, наверное, редкость нужно получше сделать. Кстати, я же могу это сделать прямо сейчас. Мне нужно всего лишь побольше уровней. И вот сейчас у меня 1 звезда. Сюда! 2,5 звезды дают 8%. Так, а если мы еще немножко проэкспериментируем? Да, я понимаю то, что это слишком самонадеянно тратить последний опыт, но я очень надеюсь. Давай. Мне не хватает? Эй, ты, блин, Больше опыта у меня нет, дамы и господа. Все пузырьки потрачены, а я-то думал то, что купил с запасом. На всякий проверим, кто-то, может быть, во сне бормотать будет. Парах. Какой же у тебя... Отличный костюмчик, кстати, да. И борода тоже. Так, ладно, никто ничего не говорит в итоге. Акетра молчит, Сдерик молчит. Ну, я попробую, наверное, вернуться сейчас в храм. Кстати, вот это надо забрать. Перчатки заново надеть. Просто интересно, будет что-то или нет? Какая-нибудь пасхалка? Лев Роноса. Они тут неплохо поработали. Вот там даже острова есть какие-то. Может быть, туда можно сходить. Не, пасхалок, получается, никаких нет. Я думаю, то, что если я сейчас туда спущусь, то в целом все, что у меня появится, это огоньки, да? Давай даже проверим, они активируются заново или нет. Так. Ты посмотри, а огоньки-то больше не активируются. Я могу спокойно здесь гулять, и ничего не разрушается. Но так как я изучил здесь каждый блок, увы, мне также делать здесь нечего. Благодаря этой серии вот что я понял. Мне по-любому надо прокачать полет до 2 уровня, чтобы было 2 секунды, потому что это намного удобнее. Сейчас у меня 1 скоробей, скоро будет 2, ну а там уже 3, 4, 5, короче, разберемся. На этом я буду постепенно заканчивать. Мне очень нравится то, что мы добыли эти перчатки, но по итогу осталось нам добыть 0 или нужно добыть еще пару огней. С этим мы разберемся уже в следующей серии. Надеюсь, то, что вам понравилась эта серия. Боже мой, какие, Ну прям реально боксерские. Я эту серию записываю в момент, когда на моем канале стукнуло 10 миллионов подписчиков. И, ребята, я вам очень благодарен. Спасибо большое за такую цифру. Спустя 11,5 лет моему каналу, наконец-то, 8-значное число. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Не забывайте ставить лайки. Это правда очень сильно мотивирует. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и дрыхнущая команда. Всем удачи, всем пока. Пока. Помнишь, когда Дана нас поймала и завязала нам рты? Это было явно для того, чтобы мы не говорили «Прунус». Да, бога. Это магия крови, Лолошка. Неужели ты маг? Именно так, леди Акетра. Дамы и господа, перчатки Монту получены! Ура, черт возьми! Теперь отправляемся Кстати, да, нам еще неизвестно, куда мы отправляемся, но сейчас узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором наконец-то мы получили перчатки Монту. Внимание, внимание, это первый артефакт, это первый огонь, который можно не просто использовать. Это то, что можно надевать, это то, что можно снимать. Круто? Не, ну правда круто. Особенности такие. Первое, чем больше прокачка перчаток, тем быстрее используются все инструменты и оружие. Второе, перчатки умеют чинить что угодно при помощи ауритеховой руды. Да-да, той самой руды, которая добывается только на Лазотеповом проливе. И на самом деле хорошие новости. У меня есть немножко, вот оно, 13 штучек. На чистоту, если мы когда-нибудь появимся в этом проливе, надо добыть побольше, килограмм 100.
Нет, 200. А теперь неинтересный факт. До этой серии я заметил то, что все остальные все еще спят. Акетрас, Дерек, Фарах. Не спит только один человек по имени Дана. Эй, Дана, я тут приметил, твой костюмчик идеально подходит под мои перчатки. Раздевайся. Ну, то есть я имел в виду, привет. Рановато ты встал, мальчик. Я-то думала, детишки спят до обеда. А я вот, кстати, собиралась пойти размяться немного и кое-что придумала. Не хочешь утренней зарядки? Госпожу твою ненаглядную я уже уделала 6 раз из 7. Что думаешь? Сколько? 6 раз из 7? Вы 7 раз дрались? Погоди, чё? Когда вы успели? А, и кстати, это получается означает, что один раз Акетра все-таки победила. Ага, конечно, давай, Дана, но я поддаваться не буду. А давай насмерть. Ну, вообще, я думаю, то, что даже если я нажму на это, то нас, скорее всего, разнимут или что-то подобное. Нет, Дана, я предпочитаю с утра завтракать, а не зарядку. Ну, давай вот это. Поддаваться не буду. Да неужели? Видела я, как ты с крысой дрался. Ой, ладно, пойдем. А то еще струсишь и передумаешь. За мной. Ладно. Так, этого никто не слышал, да? О. Ну давай! Ой, как же приятно начинать свой день с избиением мальчиков, ты не представляешь. Готов? Ну, раз готов, значит, начинаем. О! Чего? Погоди, а я думал, я буду драться как очень... Медленно. Ну, нападай. Лолош! Мимо. Давай, Лолошка, у тебя все получится. Господи, что ты делаешь? Слабовато. Поднимай. Поднимай, кому говорю. Ну давай, ударь. Да черт. Эй, ты как? Ну, Отлично позанимались. да, точно, отлично, прям шикарно. Почему мне не дали самому драться? Ой, знаешь, я даже запыхалась немножко. Ладно, я пытаюсь быть вежливой. Это было жалко, Лолошка, это было невероятно жалко. Но размялась я отлично. Ой. Так, ладно, я встану, пожалуй. Да, давай, вставай. Пора бы отплывать обратно в нар. Да и поесть бы не помешало. Пойдем. Меня просто в песок закопали. Что такое? Эй, поваренок. А ты чего это такой злой сегодня с утра? Фарах ночью съел оставшуюся еду и теперь прячется в каюте, зараза! Заперся там! Это же просто отвратительно, как он Эй, мог это... тише, Сдерик. Не беспокойся ты так. До шахтерских меньше дня пути. Поедим там. Да, конечно, госпожа. Я не сильно переживаю за то, что мы останемся без еды. Я лишь жалею, что ему вчера разрешили одеться. Жалеешь только об этом? А ты смешной, поваренок. Сейчас разберемся. Фарах! Госпожа, я не выйду, пожалуйста. Еды в мире много, а я один такой. Еды немного! Ее нет, потому что ты все сожрал! Ханзирья рожа! Ох, сейчас я тебя устрою. О, чё она будет? Боже. Ну, Оу! Не убивайте, прошу, не убивайте. Давай, поваренок, разводи костер. На завтрак ханзирятина. Нет, прошу вас, не надо. Я молю вас, не ешьте меня, не ешьте. О, господи, ты серьезно думаешь, что я стала бы? Мне мерзкое нельзя. Эй, Дана, ну что вы так, зачем? А что я? Я ничего. Капитан же у нас ты. Давай, вези нас на шахтерские. Я хочу есть. Эй, Дана, прекращай командовать. Что ты делаешь? О, это я еще не начинала. Так, А вообще, Акетра, именно так и нужно обращаться с этим отребьем, а не ходить гулять по ночам с абдами. Вот как значит. А мне показалось, или ты с Лолошкой вернулась, а? Можешь фантазировать, сколько влезет. Но он не так хорош, как я думала. Мешок с корой, давай поднимайся уже. Мчи нас на шахтерские.
раз мне тут не дают командовать с Дериком. Боже. Ну она, конечно, да. Сильный персонаж, сильный. Такой своенравный. О, даже поговорить ни с кем не дадут, да? Сразу просто плывем. В общем, я сейчас все приготовлю. О, ну нет, ты не пойдешь туда один. Тебе поможет с Дерик. Я вообще-то хочу вкусный завтрак. Черт, вернее, уже обед. Конечно, леди, все будет. Так. Не поняла? А вы что, стоять здесь будете? О, нет, Дана, давай. Ты же есть хотела больше всех. Иди, контролируй. А мне нужно побеседовать с Лолошкой. Побеседовать. Ну да, точно, поняла. Чао. Не задерживайтесь только, а то еще подумают чего. Ой, как же она меня... Лолошка, а куда вы ходили с Даной ночью? Да мы просто гуляли. Честно говоря, так себе ложь. А что? Я взрослый человек. Не могу, что ли, с женщиной время провести, а? О, нет, это я не буду отвечать. Дана позвала меня на зарядку. Правда, это была скорее дуэль на мечах. О, даже так? Дуэль? А чего же она тогда довольная была? Неужели ты проиграл ей? Ну да. Ну, как бы, вы тоже проигрывали 6 раз из 7? Да нет, конечно. Да, не-то проиграть. Пф, я, конечно, легко выиграл. Вы что, леди Акетра? Не буду врать в этом плане, наверное, бессмысленно. Если честно, она двигается так быстро, что я даже не понял, в какой именно момент я проиграл. Вот это, кстати, правда. Я действительно не понял, когда проиграл. Да, я проиграл, но... я не хочу об этом говорить. Ну да, наверное, полностью расскажем. Да, тут соглашусь. Невероятная скорость. Даже когда мы сражались на кране, она постоянно оказывалась у меня за спиной. Хотя в таком ограниченном пространстве это же почти невозможно. Ну ладно, хорошо, что закончили. Вообще, я хотела поговорить с тобой о другом. О магии. Помнишь, когда Дана нас поймала и завязала нам рты? Это было явно для того, чтобы мы не говорили «Прунус». Да! Бога! Но тогда она называла это сангвимантией, помнишь же? Ты знаешь, что это? Это магия крови, Лолошка. Неужели ты маг? Именно так, леди Акетра. Он Господи. маг. Ой. Скажу прямо, он не маг крови. Люди на подобное не способны. Джодах, вы же Джодах. Но как тогда я и Лолошка сюда попадаем, если Лолошка не владеет магией крови? И ведь действительно, сангвимантия. Удивительная магия, которую сложно объяснить. Ха. Да и времени у меня как-то на это нет. Как и у вас. Кстати, о времени. Мой друг сказал, что тебе, Акетра, удалось устранить локальный парадокс. Я? А это хорошо или плохо? И что еще за друг? Какие вопросы? И хорошо, и плохо, Акетра. Это означает, что этот конкретный парадокс был вызван при твоем участии. Не спрашивай, только не спрашивай как. Я не буду на это отвечать. Ладно. А что же касается твоих вопросов, Лолошка, задавай, так и быть. Но только один. Как я уже говорил, времени мало. Что? Один! На самом деле, знаете, как можно сделать? Взять, сохранить игру, 4 раза перезайти и все 4 раза нажать разные вопросы. Не, понятное дело, я не буду этого делать, ну типа, я не настолько кретин. Но как будто более чем очевидно, я хочу нажать, что такое отправление. Также тут у нас есть, что мне делать, когда я соберу все огни? Это скучный вопрос. Хэттентеп говорил что-то про твой план. Что за план, Джодах? Слушай, а вот это хороший вопрос. Это вообще отличный вопрос. Так, а это кто такие на самом деле боги Мисра? Ну вот это такой среднячок, тоже я бы задал, но у меня один вопрос, поэтому что такое отправление? Ладно, попробуй ответить на все сразу. Отправление — это часть древней системы врат. И вот именно через эти врата очень давно, еще до твоей встречи с... С кем? Ну скажи. В общем, очень давно прибыли 5 человек из другой вселенной. Да, леди Акетра, на самом деле все куда сложнее, чем я мог бы рассказать.
В общем, эти 5 прибыли, чтобы исследовать временные парадоксы. Уже тогда я понимал, что происходит что-то серьезное. И поэтому предложил им остаться и просто наблюдать. А чтобы им было не скучно, сделал их богами. Да, что? Сделать богами? Но как? О, ну здесь все просто. Боги Акетра – абстрактное понятие. Для кого-то и вы, мироходцы, сойдете за башков. Все познается в сравнении. Ох. Ну и последнее. Про план. Мой план состоит в том, чтобы осколки парадокса, скажем, вот так вот, выпустить за пределы этой мультивселенной. Для этого, Лолошка, ты собираешь огни. Они — части ключа, который открывает врата. Этой информации вам должно быть достаточно. А теперь кыш отсюда! Мне еще нужно работать. Малус! Эй, нет, стой, подожди, у меня... Черт. Ладно, иногда я думаю, что мне вообще не нужны никакие ответы. Но знаешь, что меня интересует, Лолошка? Той Фетуну известно про то, что отправление делает. Откуда? Хотя они говорят про другие миры, а Джодах говорил про вселенные. То есть, выходит, чтобы спасти нашу вселенную от осколков парадокса, мы запустим их в другую вселенную? Понятно, почему Спенсер Хэттентеп говорил про жестокость. Если в той вселенной есть жизнь, то... ладно, с другой стороны, я не спросила, разное ли время в разных вселенных, так что... если оно разное, то наши парадоксы не окажут на другие вселенные никакого влияния. Верно? Как же здорово ощущать себя экспертом по божественным делам. Эй, леди Акетра, Лолошка, все готово, идите сюда. О, а вот это, кстати, вовремя. От всех этих размышлений в животе жутко урчит. Пойдем. Погоди, то есть, если... Нет, пойдем есть. Ну погоди, у меня тут это... Я просто хотел... Ни слова больше. Не дают мне поразмышлять. Эй, что тут происходит? Эй, почему вы уже идите, Дана? А что такого? Я хочу есть, я ем. Но вы же никого не подождали. Ну, значит, мне больше достанется. О, господи. Ладно, бывает. Давайте тоже есть. Да, сейчас. Это вам. А это тебе, Лолошка. Спасибо. Ой, столкнул немножко леди, простите. Ну, все. Поели, можно и в нар плыть. Дана, ну ты же видишь, что мы только сели есть. Да ладно, ешьте. Фарах все равно куда-то запропастился. Подожду вас на корабле. Найдете этот мешок с хорой, поторопите. Да, ой, сейчас. А куда мне надо было сесть? Никуда, что ли? Эй, Лолошка, погоди. Ты что, уже доел, что ли? Да вообще... Сейчас, погоди. Да? Ну ладно. Тогда поищи Фараха. Что-то мне подсказывает, что Дана права и плыть надо уже сейчас. Нас уже нет больше недели. О, ведь, кстати, правда. Как там Абди и Хануф-то? Да знаешь, думаю, лучше, чем мы. Надеюсь. Ладно, быстрее доедаем. Так, ладно, кушайте. Дана, ты куда? Может быть, поговорить с тобой еще можно? Дана. Где вы? На корабле ее нет, понятно. Короче, ребята, я понял план Джодаха. Вы же тоже поняли, да? Собираем осколки временного парадокса, ну, завуалированно, да? Кладем их в мешочек, опять же, завуалированно, и кидаем их в другую мультивселенную, к другим лолошкам, к другим Акетрам и к другим всем. Все, это уже будет их проблема. А наша мультивселенная останется нетронутой. Та-дам! Блин, на самом деле это реально жестокий план. Мне нравится, что мы наконец-то начинаем получать все больше ответов и начинаем вырисовывать полноценную картину. Но вот что я понял. Смотрите, боги, оказывается, нифига не боги. Я просто вот о чем подумал. Джодах сказал то, что эти 5 пришли изучать осколки временного парадокса. То есть, получается, они уже знали про них. Но мы также понимаем то, что если эти 5 пришли изучать временные парадоксы, которых как бы не могло быть, но в то же время у них они уже могли быть, они каким-то образом приперлись сюда, следовательно, они
из некой высшей расы, из такой более современной, что ли. Заметили, как одет Спенсер? У него очки. Очки в это время, в египетское время, ну, то есть, видно, как одеваются здесь люди и так далее, явно еще не были придуманы. А на Спенсере только очки. Я даже не говорю про одежду. Только очки уже выдают про то, что он... ну, из будущего скорее. Из далекого будущего, раз он говорит, что уже 1000 лет торчит в Мисре, как и все остальные боги. В кавычках боги. Я надеюсь, вы все это пытаетесь вместе со мной уловить. Я понимаю, вроде, мне становится все с каждым разом более понятнее и понятнее сюжет, и это просто вау. Но давайте не забывать главное. Мне леди Акетра сказала найти Фараха. Так, здесь его явно не будет. О, а здесь он явно будет. Фарах? Привет. Ну и, в общем, все, мужики, давайте разошлись, у меня важный разговор. И чтоб к моему возвращению уже подготовили отгрузку. Чё, вы что, уже поели, что ли? А мне вот до сих пор не хочется. Ни о чем не жалею. Госпожа Дана сегодня особенно жесток, конечно. Но мне такое нравится, да. Так, ну ладненько, нам в путь же, по идее, пора, да? Пойдем. Господи, какой же ты омерзительный, а, чел? Мерзко, мерзко, мерзко. Ни о чем не жалеет, просто сожрал все на корабле. И такой, да, мне нормально, покушал. Так, по итогу мы сейчас должны, наверное, даже не то, что Фараха найти, а Дану. О, а где все? Так, подожди, мы что, реально будем смотреть, как ты идешь? О май гад. О май гад, ладно. Вот оно, дамы и господа, самый увлекательный геймплей. Просто идешь за персонажем. Мы здесь. Я нашел толстопузика. О, вы уже... Ну тогда отправляемся. Больше всего ждали. Так, ой, сразу время быстро летит. То есть ни с кем не поговорить, да? Ну, я на всякий-то случай попробую прокликать. Мало ли что-то можем сделать. Крошка, картошка, привет. Окей. Так, ой, Ну ладно, не успели. О, ну наконец-то, Нарфанис. Пахнет домом. И не только домом, честно говоря. Все равно пахнет лучше, чем Фарах. Ладно, у меня важные дела, мне нужно принять ванную. Приду к вам завтра. Чао. Пока. Ну, пока. Извините, я просто хочу оставаться вежливым. Эй, Фарах, спасибо, что довез нас. Ну, да. Господи. Для вас, леди, все что угодно. И для вас, дорогой Абдулушка, я займусь восстановлением кристальной шахты обязательно. Через 3 дня уже налажу поставки. Обещаю. Да, Фарах, отлично. Будем ждать от тебя вестей. Да благословят боги ваш путь, прекрасная леди. Боже. Кто-нибудь скажет ему, что это немного ненормально? Но я на всякий случай постою, мало ли я смогу... Понятно. Я думал, смогу с ним поговорить. Так. Момент истины. Абди Хануф. Let's go! Что за... Что ты здесь делаешь, Салик? Где Хануф и Абди? О, черт возьми, отвечай, что ты с ними сделал? Да не знаю. Когда я пришел, тут их уже не было. Что? Что значит не было? Не понял, ты плохо слышишь меня? Я же говорю, их тут не было, когда я пришел. Черт. Уж больно вкусное у тебя вино, леди Акетра. Под стать главе городского совета, это точно. Ну, может быть, вино-то неплохое. Я сама выбер... Стоп, подожди. Кому подстать ты сейчас сказал? Рад, что мне удалось застать тебя врасплох. Завтра тебя ждут в главном храме на церемонии вступления в должность. Ну подойди ты сюда-то, а? Ой. Ты очень впечатлила всех на последнем банкете, знаешь ли. Я хотел лично сообщить тебе эту новость, госпожа советница. Поздравляю с очередным добытым огнем. Братство вами довольно, Абд. Спасибо. Леди Акетра, поздравляю вас! Вы Нет, Стерик, не до этого. Где сейчас Абди и Хануф? Пойдем искать. Да, кстати, что-то я, Подожди, ее назначили советницей? What the fuck? Что там написано? Что там написано?
Фу, они пошли на 3-дневную молитву в храм Кнефмтити. Вернутся уже завтра, кстати. О, рад слышать. Слушайте, леди, госпожа, если вы не против, я бы, честно говоря, спать пошел. О, слушай, еще как не против, Сдерик. Я бы тоже подремала. Лолошка, ты пока свободен. Да, иди. Надо подумать над словами Салика. Но сейчас я лучше поиграю с кошечкой и посплю. Не все же время вселенной спасать. Давай уже иди, я хочу переодеться. Ладно. А там кошечка, ее там точно покормят и все такое. Если я отойду, то она сейчас закроет дверь, да? Нет? О, смотри, она не закрывает дверь. Так, короче, помимо того, что мы узнаем про планы Джодаха, про какие-то вселенные беспорядки и так далее, мы еще и узнаем то, что, оказывается, Акетру назначают советницей. Где, как еще раз было сказано? Уж больно вкусное у тебя вино, Акетра, под стать главе городского совета. Завтра тебя ждут в главном храме на церемонии вступления в должность. Вау! Леди Акетра уже не просто высшее общество, ребята. Оно... как это сказать, глава города? Ну, по сути, все еще высшее общество, но вы понимаете, о чем я. Самое первое, что она сделает, отменит закон о том, чтобы у всех была только одна кошка. Я уверен. Но все-таки посмотрим. Совет — это не один человек, это несколько людей. И как бы она просто один из людей, кто будет выбирать. Короче, она стала депутатом. Понятно? Как изменится верхушка власти при наличии там Акетры? Посмотрим. А также не забываем про осколки временного парадокса. Наконец-то мы за все время нашли хотя бы один. Мы более-менее поняли, о чем речь. Спустя сколько? 2 сезона? Постепенно правда раскрывается. И я, по правде вам скажу, я очень надеюсь на ваш лайк и подписку. Не забывайте, пожалуйста, нажимать на эти маленькие кнопочки, потому что эти маленькие кнопочки дают огромный буст к мотивации. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Куча Правды и новая советница города. Всем удачи, всем пока. Пока. Короче, ты пойдешь со мной. Но если ты кому-то проболтаешься, тебе крышка. Батюшки, Махир, Хабиби, ты пришел за мной. Воу. Чего? Потанцевать, отказаться? Ну давай. Ты что делаешь? Дом и уют. Уют и дом. Начало уже радует. Да, ребята, мы наконец-то вернулись с длительного путешествия, расслабились, и тут бам! Тут же узнали о повышении леди Акетры. А также узнали, что боги не боги. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы отныне больше не просто абд. Отныне мы абд новой советницы города, леди Акетры. Да уж, интересно получается. Тойфетун, видимо, не видит проблем в нашей госпоже и вполне себе открыто заявляет, что готов принять ее в качестве советницы города. Я тут даже не понимаю, кто кого переиграл. Либо Акетра, обманывая Тойфетун, что она якобы за них, либо у братства на нее какие-то серьезные планы. Она же у нас все-таки не только богатая, но и мироходец. Короче, мы это явно все узнаем уже сегодня, но также напомню, в конце предыдущей серии мы узнали нечто важное. 5 богов — Селиасет, Монту, Кнефмтити, Ронос и Хетентеп — никакие не боги. Оказывается, когда-то давно это были самые обычные люди, пришедшие сюда, в Миср, при помощи отправления. И да, мы также узнали, что такое отправление. Это некие древние врата, способные переправлять любых живых существ, подобно мироходцам, в другие вселенные. Так вот, получается, эти 5 прибыли в этот мир еще людьми, дабы исследовать временные парадоксы. А так как парадоксы интересовали и интересуют Джодаха, он решил им подыграть. Цитирую: «Предложил им остаться здесь и наблюдать.
А чтобы им было не скучно, сделал их богами. Богами, само собой, не в прямом значении, а скорее переносном. Ведь слово «бог», как добавил Джодах, абстрактное понятие. И знаете, что я заметил? Судя по человеческому обличию Хэттентепа по имени Спенсер, он явно родом оттуда, где цивилизация в развитии зашла сильно дальше, чем народ Египта. Может быть, он из далекого-далекого будущего, а может быть, он из нашего времени, 2023 года. Но у меня тогда вопрос. Если даже там существуют временные парадоксы в будущем, то как, черт возьми, это останавливать? Как будто ни один выдуманный план не работает, а скорее усугубляет ситуацию. Я вообще напомню, что сейчас план Джодаха звучит примерно так. Собираем все осколки временного парадокса, пихаем все в мешочек и запинываем в другую мультивселенную. Заметьте, не вселенную, а именно мультивселенную. Таким образом, наша вселенная, в которой происходят все события, обретает порядок. Ведь вселенная стремится к порядку. О! Я не знаю, сработает это или нет, но план Джодаха реально жестокий. То есть, по сути, мы не избавляемся от проблемы. Мы берем метелку и заметаем все проблемы в другую вселенную. Вот так вот, идеально. О, и кстати, также напомню то, что прямо сейчас у меня супер важный план. Потратить утены. О, Лолошка, доброе утро. Да, доброе утро, леди Акетра. Потратить утены не на абы что, а на пузырьки опыта. Потому что я понял то, что прокачка огней занимает очень много опыта. Но, видимо, мы сейчас не пойдем на рынок. Еще раз доброе утро. Фу, Лолошка, знаешь, мне всю ночь снились всякие непонятные сны про огни. О, как же я устала от всего этого. Голова все время забита размышлениями. Тебе самому-то не кажется странным, что братство отдает нам эти огни? Они так стремились нас опередить, а теперь просто вручают нам их один за другим. Не понимаю, почему они это делают. Они все время за нами следили, опережали нас на шаг, а то и на несколько. А сейчас не только не пытаются отнять у нас артефакты, а наоборот, отдают нам их. Либо мой план сработал, и они думают, что мы хотим к ним присоединиться, либо у них все это время был какой-то другой план. И мы до сих пор, Лолошка, о нем не знаем. Так, погоди, это же то, что я буквально в начале серии сказал. Непонятно, кто кого переигрывает. Ну, у меня тут это 50 на 50, не знаю. А еще это вчерашнее появление Салика, все его слова о моем назначении на пост советницы. Ой, нет у тебя ощущения, что все это попытки Той Фетуна пустить нам пыль в глаза, отвлечь от чего-то глобального? Что думаешь? О, нет. Ну я же только что сказал 50 на 50, я не знаю, зачем такой выбор. Ну ладно, что тут подходит? Акетра, я думаю, ты опять все слишком усложняешь. Мы все отлично отыгрываем свои роли. Вот они и поверили, что мы их сторонники. Да, ну я, честно говоря, не совсем верю в то, что они поверили. Знаешь, мне кажется очень странным, что они вообще решили нас поймать. Они могли дождаться, когда мы соберем все огни, и потом уже отобрать их. Братство явно что-то узнало, и мы стали им нужны. А ведь если так подумать, то, ну, реально, то есть они же просто могли подождать? Это хороший выбор, хороший. Ой, ну не знаю, Акетра. Если честно, мне братство все больше нравится. Я не хочу больше быть на стороне богов. Они же даже не настоящие боги-то. Мы можем достичь целей Джодаха и целей братства одновременно. Ну нет, наверное, вот это. Странно, что они вообще нас поймали, как будто они что-то узнали, и мы стали им нужны. Ну вот, точно! Я тоже об этом думаю, Лолошка. Надо быть особенно осторожными и продолжать подыгрывать им. Как бы то ни было, мы все ближе к разгадке. Вместе с перчатками Монта у нас уже 8 огней, да? Мы точно знаем, что братство держит у себя как минимум 1. Братство, кроме Даны, считает, что огней 12. О, господи. Получается, мы что, уже на финишной прямой, да? Понимать бы только, насколько эта финишная прямая действительно финишная. Ну сколько нам еще мотаться по всему Мисру, а? О, и сможет ли Спенсер и дальше помогать нам в поисках? Может быть, нам удастся помириться с богами? Все вопросы, да вопросы. Как же все это сложно. Мы через столькое прошли, постоянно находим все больше ответов, но эти ответы только порождают новые вопросы. Обычно подобное меня только раззадоривает, но я действительно не знаю, где искать ответы на мои вопросы. Кстати, слушай, а как Салик представляет меня в должности советницы, если я должна буду... Подожди, это же означает, что я... Доброе утро, госпожа Акетра!
Пока вы ничего не сказали, попрошу вас не использовать в этом разговоре имен. Ни моего, ни имен остальных членов братства. Договорились? Уж больно много последнее время начало ходить слухов. Как-то потеряли мы осторожность. Не понимаю, к чему такая скрытность, когда вы буквально любого контролируете? Ай-яй-яй, леди, ну зачем же ты так? Ты все еще смотришь на нас, как на диких зверей. Нет, я ничего подобного не хотела сказать. А, да? Ну тогда странно, что ты не понимаешь, что мы не хотим лишних жертв. Существование братства, леди, должно оставаться в тайне, чтобы нам не могли мешать. Если кто-то узнает о нас, кому знать не положено, этого человека нужно убить. А мы ж не звери какие-то, верно? Мы не хотим убивать людей Мисра. Мы хотим их спасти. И именно поэтому было принято решение о назначении тебя главой городского совета. Потому что ты тоже, Акетра, хочешь для людей лучшего. Я не отрицаю, мы расходимся с тобой в представлении о лучшем. Твой индивидуализм меня восхищает, это правда. Но я нахожу его слишком наивным. Ах, вот как. Тогда почему же ты отдаешь эту должность мне? Неужели нет никого, кто целиком бы удовлетворял вашим запросам? А ведь это и правда очень хороший вопрос, леди. Миср богат на лояльных, но не на инициативных. В таком крупном городе, как Нарфанис, нам важнее человек, который сам сможет принимать решения. К тому же, никогда нельзя исключать варианта, что я просто ошибаюсь. Но твои школы показывают блестящие результаты. Выпускники ремесленной поставляют по всему Мисру свою продукцию. Да за ней едут даже с Гезиры. Возможно, городским жителям и правда поможет образование. Не думала, что ты способен признавать чьи-то заслуги, кроме своих. Опять 25. Акетра, я был бы глупцом, если бы не умел видеть в других потенциал. Просто в Мисре он крайне, знаешь, редко встречается. Хорошо, тогда у меня остался еще один вопрос. Как я могу совмещать поиск огней со своим новым постом? О, как оно... А я-то шел сюда в волнении, что ты захочешь отказаться от предложенного места. Рад, Акетра, очень рад. Об этом можешь не беспокоиться. Дана сообщила мне об успехах Лолошки. Она уверена, что ты будешь полезна здесь. Поиски Лолошка продолжит без тебя. Что? Но нет, подожди, но ведь он мой абд. Я не хочу, чтобы он отлучался надолго от меня. Он мне... Он нужен для выполнения моих поручений. О, леди, твоя забота крайне умилительна. Не переживай, Дана ему ничего не сделает. Я так понимаю, что в этом вопросе у меня тоже нет выбора, да? Ну прости, все уже решено. Я просто даже и подумать не мог, что тебя что-то может смутить. Вы с Даной отправитесь на корабле Буриса. Вместе с вами будут люди Амара, понял? Люди Амара? Куда вы его отправляете? Да пока что никуда, господи. Послушай моего дружеского совета, Акетра. Тебе сейчас не об этом нужно волноваться. А вот тебе как раз таки об этом. Скоро придет Дана, и она ведет тебя в курс дела. Так, что же насчет... Знаешь, леди, да ты ж прекрасно выглядишь. Значит, можем с тобой отправляться в совет прямо сейчас. Сейчас? Как это? Уже? Угу, именно так. У меня у самого сегодня есть несколько задач, но пока есть время, покажу все, что успею. Ладно. Лолошка, увидимся вечером. Ладно. Удачи, леди Акетра. Вопрос теперь. А что насчет Абди и Хануф? Они вроде как сегодня должны были вернуться, да, помните? Они там ходили на трехдневную службу к Нефмтити, все такое. Но я не вижу никого, даже с Дерека. Так, зайти я не могу, понятно. Здравствуйте. Привет. Да, привет. Ну чего? Променяла тебя твоя госпожа на хорошую должность, да? Ну ты не расстраивайся.
У госпожи Даны для тебя много интересных задач. Нам с тобой через пару дней плыть в Дидинахвамдис. Я избегала этого как только могла. Но это последний огонь, про который у братства есть информация. Ах. Так что не отвертеться, увы. Не понимаю, почему Салик и остальные считают, что в этот раз все получится. Ха, легко им рассуждать. Их толстые задницы останутся здесь, пока мы с тобой... Ладно, ладно, все уже давным-давно решено. Чего теперь переживать-то? Кстати, а какой сегодня день? О, черт, как я могла забыть? Я пообещала быть тебе сегодня нянькой. Но у меня же сегодня одно дело, которое... Короче, ты пойдешь со мной. Но если ты кому-то проболтаешься, тебе крышка. Ладно. Хорошо. Пойдем. То есть, как бы выбора-то у меня нет. Я надеюсь, что мы мимо рынка пройдем. Мне очень надо купить пузырьки. Куда она там собирается меня отвезти? Пойдем. Такс. И, ага, нас никуда не телепортируют? На самом деле, было бы прикольно сюжетно появиться в каком-то новом месте в этом городе, потому что, да, я могу сам походить, но... Что? Да-да-да, знаю, что ты думаешь. Здесь я убила скульптора. Я не собиралась его убивать. Так вышло, потому что... знаешь, неважно. Думай, что хочешь, понятно? Но ты сейчас пойдешь со мной и будешь там панькой. Понял? Да, я как раз и хочу появиться в каком-то другом месте в городе. А скульптора, если честно, я Ну даже вот не и хорошо. Пойдем. Подожди, а что она сделала? Она как будто что-то сняла, да? Так, ладно, котики, всем привет. Куда мы отправляемся? В больницу. Ой-ой-ой. Целительница, здравствуйте. О, мы сейчас, походу, пойдем в ту самую комнату, где когда-то был убит скульптор. Или нет? Куда зевать? Нельзя. Так, ладно. Что это за место? Ты сегодня великолепно. Я тоже помню эту историю. Эй, Момо, привет. Чего? Момо, это я, Дана. О, Дана, точно! Знаете, это моя внучка. Она очень хорошо продвинулась по карьерной лестнице. Я очень горжусь ей. Только вот не может она все найти себе хорошего мужа. Никто не достоин моей Даны. Эй, Момо, я здесь. Дана, это я. Дана? О, Дана, точно! Она навещает меня здесь. Она хорошая, знаете, она хорошая. Заботится обо мне. Да нет же, я здесь! Момо! Ты что, не узнаешь меня? Даночка? Это ты, что ли? Да, это я, Мо. Это я. О, иди ко мне, Даночка. Как же я рада тебя видеть. Ну вот. Я никому не скажу. Момо, я пришла сюда не одна. Это Лолошка, мой знакомый. Батюшки, Махир, Хабиби, ты пришел за мной. Нет, Мо, это не Махир. Это мой друг Лолошка. О, Махир, потанцуй со мной, как в старые времена. Я хочу снова почувствовать себя молодой. Мо, господи. Воу. Чего? Потанцевать, отказаться? Ну давай. Ты что делаешь? Я просто нажал, что первое попалось. Момо, позвольте пригласить вас на танец. Что это? Тут пенсионеры собрались. Но Дане это, видимо, нравится. Это хорошо, что нравится. Ой, ты погляди на нее. О, Хабиби, как давно я тебя не видела. Мы с тобой так молоды. У нас еще столько всего впереди. Знаешь, Махир, когда мы так с тобой танцуем, я начинаю задумываться, что я бы могла выйти за тебя замуж. Хе-хе-хе. Ой, слушай, Махир, что-то я утомилась. Пойдем-ка выпьем соку. Это, знаете, у нее деменция. Ох, Хабиби мой, ты меня так утанцевал. Ой. Момо, ты в порядке? Не устала? Ах, Даночка, если Махир продолжит так танцевать, я соглашусь выйти за него, это правда.
Мо, вы были женаты 30 лет. Бобо давно нет с нами. О, не говори так, милая. Махир всегда с нами. Вот тут. Чувствуешь тепло? Да. Я чувствую, Мо. Конечно, я все чувствую. Ох, Дана, Дана, ты давно не навещала меня. С тобой что-то случилось? Нет, я была у тебя 2 недели назад. О, ух, старая я что-то стала. Для меня каждый новый день это подарок к Нефмтити. Нет, не говори так, Мо. Ох, слушай, а почему Мади не приходит? Сын должен навещать свою мать. Потому что он умер, Мо, много лет назад. О, да. Это ужасное горе, когда родители живут дольше своих детей. Это очень больно. Слушай, знаешь, давай не будем об этом. Я тебе принесла финики. Ты же любишь финики? Финики? Ох, финики. Ой, Махир всегда приносил мне финики, когда возвращался домой с поля. Махир, Хабиби, ты пришел за мной. Господи. Потанцуем? Она опять забыла, что... Понятно. Она почти никогда не узнает меня, когда я прихожу к ней. Но сегодня нам повезло. Махир, если что, это мой дедушка. Он был совсем не похож на тебя. Но, во всяком случае, тот Махир, которого помню я. Бабушка начала все забывать, когда отец... Когда его прикончил мироходец, которому ты обязан жуком у тебя в спине. Мне было 14. Мама умерла, когда я родилась. После смерти отца я осталась с Момо и Бобо. Тот отморозок, подобный тебе, убил отца на глазах у Мо. Она сошла с ума от горя, начала терять память, перестала нас узнавать. А потом умер дедушка. Момо даже не поняла этого. Она никого не узнавала, ничего не понимала. Мне пришлось поместить ее сюда. С годами ей стало лучше, это правда. Но память до конца не вернулась. Я прихожу к ней каждые 2 недели. Иногда почаще. Лекари говорят, что теперь дело в возрасте. У нее старческое беспамятство. А вообще, знаешь, мне не нужна твоя жалость. Так что не вздумай ничего говорить. Я не хочу, чтобы меня жалели, потому что это часть моей жизни. И очень давняя часть моей жизни. Я привыкла. О, созвездие Скорпиона. Любимое созвездие дедушки. Ты очень повеселил сегодня, Мо. Я очень давно не видела, как она смеется. И спасибо, что потанцевал с ней. Это было очень важно для нее. И для меня. Я должна довести тебя до дома. Мне велено глаз с тебя не спускать, поэтому... Пойдем. Видимо, братство боится, что ты струсишь плыть в Нахмамдис и сбежишь. Ть. А я не сбегу, все правильно думаешь. Что? Ну, и чего ты встал-то? Что если встал? Я шел за тобой, алло. Итак, я еще раз скажу на всякий случай. Если кто-то об этом узнает, тебе крышка, понял? Я не просто так держу информацию про себя в секрете. Я никогда никому не позволю больше задеть меня через семью. Ты понял меня? Держи рот об этом на замке. Чао. Ладно, хорошо. Это была серьезная история, честно говоря. Ну-ка, давай проверим кое-что. Где положительные подарки? Ниналя Кетра. Во, Дана. Ну, шкала отношений, конечно, вообще говно то еще. Нейтральные подарки, железный нож. Я не думаю, что мы доведем шкалу отношений даже до середины. Потому что, казалось бы, я реально выбирал много чего, что нравилось Дане. И это только вот это. Ну, не знаю, 10%. Заметно то, что она вообще никому не доверяет. Ну, просто по нулям. А вообще, прямо сейчас, пока мы не вернулись домой, мы очень быстро, прям стремительно включаем вейпоинты и телепортируемся... Вот, Нара. Да, это то, что мне надо. Здравствуйте. В мире магии каждая деталь важна. Я помогу выбрать тебе правильное зачарование. Приходи ко мне, если хочешь стать сильнее.
Мои зачарования долго действуют, так что возвраты не принимаются. Да-да-да-да, я пришел к вам за этим. За торговлей. Я хочу приобрести, значит, пузырек опыта. Одна штука стоит 1 утен. Ну, в целом нормальная цена. Я куплю пока что стака 2. Не думаю, что мне прям супер много надо тратить. Мало ли утены на что-то пригодятся. Далее телепортируемся в дом Акетры. И смотрим. Так, Акетра, ты уже тут? Ой, привет. Ты что, выходить собиралась? Я видел бабушку Даны! Эй, Акетра! Ты что, подслушивала? Кстати, что она тут стояла-то реально? Привет! Как прошел первый день на новом посту? Блин, ложка. Я не хотела подслушивать, честно. Стоп, погоди, что ты... Блин, спасибо, что не стал поднимать эту тему, но мне слишком стыдно. Я очень переживаю, что Дана завладеет твоим сознанием, как когда-то завладела Абди. Я вижу, как он страдает. Я наблюдаю за ним. Он до сих пор не может до конца освободиться от ее оков. А она видит это и продолжает над ним издеваться. Лолошка, пообещай мне, что Дана не задурманит тебе голову своими ядовитыми парами. Да-да, все нормально. Ну, как бы я немножко соболезную ей, само собой, но не задурманит, все нормально. Я только твой абд, госпожа, не беспокойтесь. Я не могу тебе этого обещать, Акетра, это не от меня зависит. Ты просто ревнуешь. Так, это я даже читать дальше не буду. Я только твой абд, не беспокойтесь, Акетра. О, я надеялась на положительный ответ, но настолько? Ты меня успокоил, абд Лолошка. Ой... А вообще, день был очень насыщенный. Салик мне столько всего показал, рассказал. Я столько всего могу поменять, столько всего могу сделать. И теперь, когда я совсем спокойна, надо выспаться. Спокойной ночи, Лолошка. Спокойной ночи, леди Акетра. Классика вот эта. Спокойночковая классика. Что ж, у Даны неплохой бэкграунд, но она сказала то, что Той Фэтун знает только об одном огне. Чисто теоретически нам остается найти либо, ну, видимо, 0, но уже не 0, либо 1, либо 2. Я уже, честно говоря, не понимаю, сколько их. То 11, то 12, то 13. Ну, видимо, раз уж сезон называется 13 огней, то, да, их 13. Следовательно, Той Фэтун знает об одном огне, а вот о втором они не знают. И как же мы тогда его будем искать? Как мы будем искать последний огонь? Я, кстати, заметил то, что Акетра даже ничего не сказала про Абди и Хануф. Ну, кроме того, что я очень переживаю, что Дана завладеет твоим сознанием, как когда-то завладела Абди. Но, типа, а они вообще вернулись? Алло, Абди, Хануф! Но, может быть, здесь? Ну так, на всякий случай. Нет, короче, раз уж мы вот у этой статуи, надо бы, наверное, посмотреть. 2 лазотеповых, 3 ауритековых, 8 золотых. Ух ты. Надо бы во что-то явно вкинуть. Это точно не ремесло. Не думаю, что оно мне уже понадобится. Скорее всего, это либо улучшение организма на дополнительную регенерацию, либо улучшение боя на дополнительный урон и сопротивление урону. Да, наверное, улучшение боя. 1, 2, 3, 4, 5. О, дополнительное сопротивление +1 выросло. По-любому ауритековых скоробеев мы потратим на выносливость. Где она? Вот, 15 уровень, 16 и 1, так и быть, оставим. Также я напомню то, что я по-любому хочу фараоновые крылья прокачать до 2 секунд, потому что я осознал, это круто, это надо. Но мне нужно еще 3 лазотеповых скоробея. Боже, надо срочно выполнять квесты. Но этим мы займемся уже потом. На этом я действительно буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, не забывайте, пожалуйста, про подписки. Ваши маленькие нажатия делают огромный удар по мотивации и повышают ее до максимальных значений. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Момо. Неплохой получился танец. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Иди давай, добывай свой скин. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Вот, да, вот этот мне нужен. Мать! Вы чё, рофлите? Вау, Дана у нас, оказывается, та еще сирота. Осталась бабушка, да и та страдает деменцией. Но мы же не будем жалеть золотую маску. Она же сказала, что ей не нужна никакая жалость, да? Хотя, вот мой ответ. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали!
снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы лицезрели деменцию. Да-да, если вы не знали, как выглядит эта болезнь, то предыдущая серия идеально показала и описала данный диагноз. Ибо первые признаки деменции — это как раз потеря кратковременной и долговременной памяти. А для этой бабушки потеря памяти как будто плевое дело. Она забыла обо мне в процессе короткого диалога 3 раза забыла. А еще подумала, что я ее покойный муж. Ладно, короче, давайте сейчас не о болезни, не о родственниках Даны. Сейчас нужно сосредоточиться на последних огнях. Скорее всего, сегодня мы узнаем все подробности, но перед этим спать. Ну да. Так, ладно, может быть, кто-нибудь здесь сидит? Не знаю, Хануф, Абди вернули? О, Лолошка, доброе утро. Прости, я не могу сейчас поболтать. Надо бежать на работу. Срочно нужно кое-что подписать. Увидимся вечером. Надеюсь. Ты только, пожалуйста, уточни сегодня у Даны, когда вы там отправляетесь. И куда. Вроде бы все, да. Ну все, давай, я побежала. Не теряйте. Ладно. Так вот, я там говорил про Абди и Хануф, да? Они вернулись или нет? Эй, Абды! Любимые мои друзья Абды! Господи, я вас не видел уже более 5 серий. Когда же вы вернетесь-то? Так, а еще мне сказали, уточни сегодня у Даны, когда вы там отправляетесь и куда. Как я уточню что-то у Даны, если я даже не знаю, как ее найти? Может быть, здесь кто-нибудь? Всем привет! Абди, Хануф, Сдерик! Здорово. Лолошка, привет! Я вчера виделся со своими приятелями-строителями, и прикинь, они говорят, что очень ждут Акетру в новой должности. Я слышал, что предыдущий советник предлагал обязать жителей Нарфаниса отдавать своих абдов по требованию прямо на стройке. Если бы эта идея была реализована, то строители бы явно потеряли свою работу. Ведь городу абды обошлись бы сильно дешевле. Только вот я бы никогда не решился жить в доме, построенном людьми, которые даже не знают, что такое стройка. Я думаю, что предыдущего советника сместили именно из-за таких его выдумок. Но не из-за заботы о безопасности, а из-за недовольства богатых жителей. Никто не захотел отдавать своих абдов, потому что такая работа почти верная их смерть. А потерянного абда жителям возмещать не собирались. Вот прикинь, что получается, да? Теперь, когда я какое-то время побыл абдом, и это особенно сильно раздражает, понимая, почему Акетра так злится на толстосумов. Они отказываются отдавать своих абдов на стройки, потому что могут их потерять, да? Но при этом сами обращаются с рабами так, будто они не люди, да и даже не животные. Я очень надеюсь, что при Акетре ситуация начнет меняться. Но, честно говоря, я немного за нее волнуюсь, Лолошка. Помнишь, когда Акетра только нас выкупила, у Буриса, она почти не бывала дома. Все время то советы, то какие-то там у нее встречи, то открытые уроки. Она ведь не откажется от своей работы в школах, нет. Как она будет вообще все это совмещать-то? Если она теперь будет постоянно проводить время с братством, то... А что, если они запудрят ей голову, Лолошка? Они ведь могут это сделать. Так, тихо, успокойся, давай. Мы верим то, что все будет нормально, окей? Леди Акетра сама мне говорила, типа, обещай мне, что Дана не запудрит тебе голову. Раз уж Акетра просит меня не запудрить себе голову, то самой себе она точно этого не даст. Вот так вот. Я, по крайней мере, в этом... Вот, на 90% уверен. На 95%. Вот так, да. Поэтому мы не можем этого допустить. Нужно убедить ее уйти из совета. Не, стоп, нет. Да брось ты, Сдерик. Она глава городского совета, а не какая-нибудь там золотая маска. Мы были с тобой в совете Мемфисатона. Там только хэтентеповцы. С бумажками. Эй, Сдерик, тебе нужно больше верить в нашу госпожу. Она самый умный и образованный человек в Мисре. И в состоянии позаботиться о себе. Ну вот, примерно об этом я и говорил. Да, ладно, ты прав. Просто, понимаешь, я иногда боюсь, что если не участвую в чем-то, то этого не существует. Не знаю, откуда это у меня. Мне нравится представлять себя главным героем какой-нибудь истории. И в этой истории другие персонажи существуют только когда я о них думаю. Глупо, конечно. Но, знаешь, так намного проще справляться с рутинными задачами, вообще-то. Да. Иногда так надоедает готовить каждый день, ты не представляешь. Потом еще мыть посуду, чтобы потом снова готовить. Кстати, про готовить. Я слышал, как хлопнула дверь.
Неужели госпожа не позавтракала? Она просто ушла. Отнесу ей еду на работу. Да, надо срочно. О, господи, Сдерик, молодец! Лучший... Да, ложка, подвинься. Ладно. Беги, беги! Беги. Ну и получается все ушли. У меня была только Акетра и Сдерик. Хотя, знаете, вполне реально, что сейчас найдем Абди, завалявшегося в маслах. Ну-ка. Ну ладно, я слишком в это верю. Здесь все на всякий случай проверяем. Мало ли что-то да найдем. На втором этаже обязательно тоже нужно проверить. Мало ли кто-то цветочки поливает. Привет. Ну, а я-то все думала, когда меня заметят. Вы все такие невинные, не могу. Слушай, ты рассказывала Акетре про нашу вчерашнюю прогулку? Нет, ничего подобного. Ну вот и хорошо. Ой. Да, что происходит? Ты вылезти хочешь? What the fuck? А, это... О, господи. Чего ты на меня так смотришь? Как будто думал, что у меня нет семьи. Хотя ты меня так боишься иногда, словно я не родилась, а вышла из ядовитой пены. Мне жаль тебя, Лолошка, так жаль. У тебя много близких, тобой очень легко манипулировать, как и Акетрой. Вы впускаете слишком много людей в свою жизнь. Акетра заткнулась и впитывала все, что говорил Салик. Стоило ему пригрозить отрезать Сдерику палец. Палец! Зачем он вообще ему нужен? Нам даже не пришлось отбирать у вас оружие, настолько вы слабые. Так, что-то подожди, стоп, зачем ты пришла? Реально вот это говорить, я не понял. Да, Акетра слаба, но я-то не такой. Ради высоких целей я готов на все. Ой, у меня тут запугать есть. Очень опрометчиво бросаться такими словами в лицо человеку, который знает твою слабость. А, это типа речь про бабушку, да? Ну не знаю, так себе запугивание как будто. Ох, Дана, мне тебя очень жаль. Жаль, что ты вынуждена считать близость с другими слабостью. Сюда! Ну конечно, чего я еще ожидала от такого тюфика? Знаешь, парень, я самодостаточна. Если мне что-то нужно, я это просто беру и ухожу. Ты понял меня? И сегодня мне кое-что нужно. Точнее, нам. Раз уж мы отправляемся в это самоубийственное путешествие, я хочу знать, что произошло в Нахвамдисе в прошлый раз. Ну давай, все, проваливай. Я переоденусь и пойдем знакомиться с еще одной головой. С ним ты еще не общался. Вроде бы. Что? Подожди, я же вроде со всеми общался. Нет, тот самый, который, помните, с такой синей прической высокой. У него еще прям длинная высокая прическа. Я с ним реально не общался. Я так понимаю, то, что речь о нем, да? Так, я, если останусь, то что-то произойдет. Ну ладно. Так, получается... Она все еще стоит. Получается, надо дождаться, пока она переоденется, и мы будем что-то обсуждать. Золотая маска знает, что произошло в Диди Нахвамдисе в предыдущий раз. Я напомню то, что Диди Нахвамдис когда-то, некогда процветающий город. Но по итогу с ним произошла беда бедственная. И вот сейчас, кстати, может быть, даже узнаем все подробности. Так, в итоге Абди и Хануф нигде нет. Что насчет Скоробеев, кстати? 2 лазотеповых. Потратить пока что никуда не хочу. Просто не хочу. Ну и давайте ждать. А долго ждать? Ой, я слышу. Ой. Приоделась такая с клиночками своими. Ай, да посмотри на нее. Ты даже представить себе не можешь, чем мы сейчас будем заниматься. Поверь, если бы был какой-то другой способ, я бы выбрала его. А что, с этой золотой маской тяжело разговаривать? Эй, а ну просыпайся! Вы кто такие? Кто вас сюда пустил, а? Ой, Расул, бога ради, хватит этого маскарада. Именно ты же знаешь, что это одно из главных правил братства. Я должен буду доложить о твоем поступке на ближайшем совете. То есть, подожди, ты выдашь тот факт, что ты знаешь, кто я? А, боже, снимай свою маску, Расул, и давай уже нормально поговорим. Мне нужна твоя помощь. Обязательно нужно было постороннего приводить, Ну не такой уж он и посторонний, Расул. Ты сам это знаешь. Рано еще говорить об этом, рано, Дана. Дана? О, ну все, наконец отбросили формальности, да? Снимай маску. Черт,
С тобой ведь по-другому не получается, Дана, да? Ну вот и отлично. Давай к делу, окей? Давай. Нам с Лолошкой скоро плыть в Дидинахвамдис, как ты знаешь. Я абсолютно не хочу туда отправляться без представления о том, что там происходит. Я хочу знать, как на Зеленом континенте появились монстры. Да, все хотят, Дана. Что, пришла искать моего сочувствия? Не знала, что ты умеешь шутить, Расул. Подожди, то есть ты хочешь, чтобы я... Именно. Не. Ты же знаешь, что это запрещено, Дана. Я не стану этим заниматься. Тем более без разрешения всего совета. Я могу снять маску перед тобой, но не это, нет. Ой, да ладно тебе. Все действия имеют свою цену, предсказатель. Нарушение правил просто стоит чуть дороже. Сколько? Нет. Я твердо решил. Есть вещи, которые нельзя купить, Дана. И ты не в их числе, Расул. Не называй меня вещью. О, господи. Твое представление становится скучным. Мы оба знаем, что ты просто торгуешься. За эти слова я накину тебе 10 лишних золотых слитков. Ну вот, видишь. Дана, ритуал, который ты просишь, его так просто-то и не провести. Живых свидетелей тех событий не осталось, поэтому придется обращаться к нестандартным астральным сущностям. Для этого мне понадобится особый окантованный скинт. С окантовкой из ауритеха, если что. А? Ты что, с ума сошел, что ли? Ну, только так. Ладно, достанем мы тебе твой ауритех. У нас есть перчатки Монту. Но скинт? Скинт? Где я тебе его достану-то? Не смей, Дана. Это то, что требуется для ритуала. Это даже не часть моей оплаты. В качестве платы я хочу 40 золотых слитков, светоцвет и лунный камень. Хе. Ах ты... Что еще? Может быть, нам еще торт тебе испечь, а? О, точно! И торт со сливками и шоколадным бисквитом. Ах ты ж... Я так понял, что вы уже очень скоро отправляетесь, да? Как жаль, что время уходит, а ты торчишь здесь за бессмысленной болтовней. Ладно, пойдем. Еще пару минут я не выдержу с этим ханзиром. За мной. Пока, Расул. Знаем его имя теперь, кстати. Как же он бесит, а? Ой, ладно. Хорошо, что у тебя есть перчатки Монту, да? И ауритек для тебя не проблема. Но вот скинт... Где мы найдем столько скинта за такой короткий срок? Скинт, это же, получается, вот эти кристаллы, которые у меня в измерении Прунус, да? Ну вот, кстати, в моем карманном измерении его куча. Надо только придумать, как добыть. Дана, мы могли бы украсть скинт из спальни Акетры. Ты же не только убивать, но и воровать умеешь, верно? Не-не-не-не-не-не. Хотя в то же время рассказывать об измерении... Воровать у Акетры, либо измерения. А разве твой любовник не торгует самыми большими редкостями Мисра? Это если что, речь про Буриса. Неужели у него нет в ассортименте скинта, а? Я думаю, то, что на самом деле у меня есть стойкое желание попробовать показать ей Прунус. Я же могу, да? В моем карманном измерении его куча. Да ладно. Поверить не могу, что ты оказался полезен. Хорошо, и... Что там нужно сказать, чтобы туда попасть? Ты должен меня туда пригласить. Мысленно или нет. Немироходцы не могут попадать в карманное измерение только по своему желанию. Так работает сангвимантия. Я не расскажу тебе, откуда я это знаю. Но... Еще чего, я тебя туда не пущу. Хорошо, если из братства только ты можешь туда попасть, то, наверное, можно, да? Тебе нужно сказать Прунус. Слушай, а ведь это реально правда. Я же могу просто сам сходить за скинтом, в чем проблема? Еще чего, Дана, я тебя туда не пущу. О, ясно. Знаешь, для человека, доказывавшего мне, что сближаться с людьми это хорошо, ты поступаешь как-то непоследовательно, что ли? Иди давай, добывай свой скинт. Как ты это сделаешь, меня не волнует. У тебя целый арсенал огней. Может быть, хоть какой-то да поможет?
А я пока займусь остальными требованиями. Требованиями этого придурка. Встретимся здесь же. Я вот не знаю, мне кажется, что это наоборот хорошо, что я не рассказал ей. Ну потому что как минимум там огонь лежит. Я не могу доверять Дане до конца. Ну да, типа прикольно, она там раскрывается и все такое. Очень колоритный персонаж получается за несколько серий. Но... Нет. Только не Прунус. Вот вы, кстати, иногда спрашиваете меня, почему я всем рассказываю о Прунусе? Не всем. Все. Дана это тот персонаж, которому я правда не хочу. Так, ну а я, наверное, тогда прописываю Прунус. Ага. И я напомню то, что нам не просто скин нужен, а какой-то другой скин. Я не помню даже, как он называется. Емать! А, вот, да, вот этот мне нужен. Окантованный скинт. Окантованный скинт не встречается в мире. Он создается в результате ковки 4 слитков и 4 самородков ауритеха. Мне нужно 4 слитка ауритеха, 4 самородка ауритеха и перчатки Монту. А, и ограненный скин, который вот этот, да? Е-мать! Вы чё, рофлите? Охренеть, это очень дорого. Ха-ха. Окантованный скин. Я реально думал, что ограненный скин это самое дорогое. Ну ладно, какой-то там дикий ритуал. Зачем этот ритуал нужен? Неужели этот ритуал поможет увидеть прошлое Зеленого континента? Так, ну допустим, молот Монту. Может быть, с помощью него я могу добыть? А может быть, с помощью каменной кирки? Нет, с помощью каменной, конечно, не могу. Ну, допустим, молот Монту. Сюда! О май гад! Ой, стоп. Ё-моё, я сейчас тут все поломаю, стоп. Так, мне дали крупицу скинта. Это, конечно, прикольно. Спустя кучу времени я наконец-то могу это добывать. Но мне нужны прям полноценные кристаллы скинта, чтобы я смог сделать ограненный. А также нужна звезда Незера. Я помню то, что, по-моему, ее где-то у кого-то можно купить. Так что мы это попробуем найти. Так, значит, молот Монту вот так вот. Опять крупицу дали, блин, мало. Давайте очистим инвентарь. Всякого говна у меня что-то навалилось. Все, и начинается. Вот это... Ой, не так. Вот это... Вот это... И все. Дамы и господа, мне остается только где-то найти звезду Незера. А как я это сделаю-то, господи? Это же просто невозможно. Не, я понимаю то, что у меня есть деньги. То есть у тенов достаточно, чтобы где-то найти и где-то купить. Я такое припоминаю. А еще посмотрите, как чисто здесь стало. Так много кристаллов было, и теперь прям... чистота. Пишем Малус. Даны здесь нет. И вопрос. Звезда Незера. Всем привет, ребята. У тебя так продается что-нибудь подобное? Повар. Не, ну ладно, повар это, конечно, нет. Буриса здесь тоже нет. Портной. Это явно не то, что мне надо. О, кузнец. Вот у кузнеца звезда Незера как будто... Нет, не может. Вообще, наверное, кстати, какой-то чародей. В порту Нара был чародей, но я не помню, была ли у него звезда Незера. Слушайте, если мне нужно самому убить Визера, то это уже какая-то проблема. Это 3 черепа, это 4 песка, это телепортация в ад. Я не думаю, то, что здесь это учитывалось. Поэтому надеемся на то, что я прав. Здрасте. Торговать. Давай. Нет, ну бляха-муха. Здесь есть кристалл Энда. Нет, почему тут нет звезды? А еще так медленно листается. Здрасте, продавец безделушек. Нет, тоже нет. Бога ради, кто-нибудь из вас. Мало того, что мне нужно просто это где-то найти, мне же еще и нужно скрафтить, а я до сих пор не понял, как это делается. А мне же еще нужны, получается, эти ауритеховые слитки. Я недаром добывал, да? What the fuck? Абдулложка! Я прошу простить меня за задержку. Последние дни были сильные ветра и все такое. У меня были проблемы с тем, чтобы добраться сюда. Кристальная шахта заработала, если что. И еще я сказать хотел... Спасибо, что тогда встряхнули меня. С момента, как я стал сотрудничать с госпожой Даной, я действительно слишком расслабился. Когда за твоей спиной стоит такая сила, понимаешь, что можешь позволить себе вообще ничего не делать. А ведь я-то на самом деле очень хорош в своем деле-то, да, это правда. Да разве найдешь во всем мире коменданта лучше, чем я? Ну, подумайте сами-то. Фарах. Зариф. Нет, конечно, Фарах, в Мисре не так уж много комендантов, но ты из них лучший. Меньше самолюбования, больше работы. Блин, Зариф это прикольно звучит, знаете, прям стёбно. Ладно, давай реально, Зариф. Так у него люди-то, они заряжены на работу сами. Ничего, я обойду его, По всем показателям обойду.
Разблокирована новая... Что там было? Разблокирована новая область на карте мореплавания? А, я теперь могу на ту самую кристальную шахту плавать? Да ладно! А зачем она мне нужна? Ой, кстати, помните, в самом-самом-самом-самом начале серии 74-й, когда Дана и Фарах выходят, мне буквально 1 секундой успевает написаться то, что Шахтерские острова прокачаны или что-то подобное. Буквально 1 секунда показывает этот текст, и по итогу смотрите, что происходит. Шахтерские острова, та-дам! Спелеология, максимальный уровень. На Шахтерских островах, получается, добывается не так уж и много. То есть золото, там, лазурит, но даже алмазов нет. Вот те на-то. А только вопрос, как мне мореплаванием воспользоваться? Hello? Здравствуйте. Опа, привет. То есть я могу нажать и реально куда-то поплыть. Круто! Порт заблокирован, храмовый архипелаг, Гизира, Лазатеповая бухта. Во! Кристаллический остров, причем бесплатно. На зеленый континент я не могу плыть. На Арфанис это я здесь. Ну, короче, понятно, да, это все прикольно. Я могу реально плавать и так далее. Но погоди. Мне нужно найти звезду Незера. Подожди, что? Не, погоди, я не помню, чтобы у тебя это продавалось. Типа, я бы сразу сюда пришел. Это ж бред как... О, погоди, у тебя большая книга алкогестии продается? А вы же знаете то, что с большой книгой алкогестии можно всякое сделать? Смотрите, большая книга алкогестии плюс звезда Незера, 2 звезды Незера и так далее и тому подобное. Да, знаешь, я, наверное, куплю у тебя и книгу, ну и получается саму звезду. Thank you very much. Верстак создаем, ставим, звезду Незера обкладываем и... Та-дам! Ограненный скинт. Теперь напомните мне, как это делается. Нам нужно 4 слитка ауритеха и 4 самородка ауритеха. Собственно, у меня прямо сейчас 4 слитка есть. Это создается при помощи моей левой руки. Она у меня магическая, напоминаю. Создается ауритеховый самородок. И... Как потом? 1, 2, 3, 4. Потом ограненный скинт. 4 слитка. И просто нажать, да? О, господи. Сюда!